Черт номер 7. Максим Кабир. Американец. «Успокойся, харе! В детскую комнату милиции захотела!» Грузчик схватил Иру в охапку и волок к выходу. Она брыкалась, пытаясь вырваться, налететь на продавщицу и выдрать клок обесцвеченных волос. Покупатели озирались и перешептывались. Бесплатное шоу в приморской глуши. «Вы полюбуйтесь!» — прошипела продавщица, разводя руками. «Экая семейка! Старшая наркоманка, младшая психичка!» «Тварь!» — зарычала Ира. «Не наркоманка она!» «Ну да!» — брезгливо ухмыльнулась продавщица. «В 18 лет померла, и не наркоманка! Убью! Убьет! Слышали? Карием, пиши заявление!» Чернявый грузчик только посмеивался, вытаскивая Иру под ослепительное южное солнце, плавящее асфальт и мозги. Она попробовала снова вбежать в гастроном, но грузчик преградил дорогу. «Остынь, девка же! Опинаешься, как пацан! Что на тебя нашло? О чем речь?» Ира сплюнула, борясь с подкатывающими слезами. На смену ярости пришло отчаяние. Желание сжечь пропахший гнилыми овощами гастроном вместе с продавщицей и ненавистным городом. «Корова! Сука! А моей Нине за спиной трепалась!» «А Нине?» — грузчик почесал лысину. «Ты кочубеешь, что ли? Ого, вымахала!» Он подсокал языком. «Жаль сеструху твою в таком возрасте. Надо же!» Грузчик посмотрел на Ирины запястья, будто искал следы внутривенных инъекций, которые, по мнению поганых сплетников, угробили Нину Кочубей. Нина заканчивала шарагу, у нее вся жизнь была впереди. Захотела бы, уехала бы в Краснодар учиться. Или в Москву. Или вообще за океан. «Она не наркоманка, понятно? У нее сердце встало. Истощение организма». «Ладно, подруга, как скажешь. Но на людей больше не кидайся. Мало ли кто...» Ира не дослушала, зашагав прочь, сунув руки в карманы обрезанных джинсов. Нина обязательно сделала бы замечание, не судулься и риска. Но Нину закопали в мае. «Предали земле», — сказала родственница. «Вчера 40 дней было. Мать принесла чекушку и напилась на кухне. Одна. Раньше совсем не употребляла даже пиво, даже когда папаша из семьи ушел, оставив с 2 дочерями. Большегрузы громыхали по шоссе. За пастбищами голубела полоска моря, а дальше находилось кладбище. Крашеный серебрянкой памятник неизвестному солдату. Сварные пирамидки, свежая могила с тесаным крестом. Нина Кочубей, 1977-1995. Пока поп отпевал, родственница, 7-я вода на киселе, торчала за спиной Иры и все трещала без умолку. Как невеста наша Ниночка, как на выданье. Мама скулила, жевала носовой платок. Папаша додумался прибереться с новой женой. Таращился в гроб, не мигая, и на мертвяка был похож сильнее, чем Нина. Ира прошла в тени забора, окружающего консервную фабрику. На нем чернели надписи «Егор Летов» и «Олька Минетчица». Степные травы ласкали щиколотки. Велась тропка, по которой сестры Кочубей столько раз пробегали, чтобы искупаться. Нина научила маленькую Иру плавать. Они были так близки, делились друг с другом всеми секретами. 3 года разницы, лучшие подруги. Пристрастись Нина к наркотикам, она бы, наверное, сказала. Или нет. Или оградила бы свою Ириску от этого ада, множащего кресты на кладбище за фабрикой. Кусая губы, Ира представила старшую сестру. Темные волосы до лопаток, пушистая челка, смуглая кожа. Талия, ноги манекенщицы. В школе и в училище Нина слыла первой красавицей. За ней бы кавалеры табунами ходили, если бы не Валера, Портнягин. Нина и Валерка гуляли с 7 класса. Ира не понимала, что сестра нашла в этом придурке. Он же ни одной книги не прочел, ни одного нормального фильма не смотрел, только кунг-фу свое. «Разве он не вылитый кри-кри?» — смеялась Нина, когда Ира начинала критиковать ее молодого человека. Кри-кри звали ударника из любимого сериала «Сестер». «Кри-кри!» — восклицала Ира. «Скорее наф-наф!» И они хохотали до упаду. Все-таки Ире удалось убедить Нину порвать с Портнягиным. Случилось это в марте, после того, как Нина показала сестре лиловый синяк и призналась, что Валера ее поколачивает. «Хватит терпеть», — сказала Ира, утирая Нинины слезы. «Хватит», — эхом отозвалась Нина. А потом ее предали земле. Она не узнает,
что Кристиан собирается бросить Джоанну и сделать предложение Лоле. Волны пенились, стучали галькой и омывали белые от соли сваи разрушенного пирса. Ира села на горячий камень и закурила. От мысли, что сестра действительно ширялась, кишки скручивала узлом. Она ведь никогда не жаловалась на здоровье. В ту роковую ночь сбежала через окно, ничего не сказав Ире. Она часто так делала втайне от мамы, смывалась к Валере. Обнаружив, что кровать Нины пуста, Ира удрученно вздохнула. Простила дура своего гопника. Нина возвратилась домой в 3:20. Скрипнувшие ставни разбудили Иру. Она увидела, как сестра спускается с подоконника и отвернулась к стене, обиженная и злая из-за того, что с ней не делятся секретами. Нина легла в постель, уснула и умерла во сне. Чайки голосили в выленившем небе. Ира механически играла с зажигалкой. Быстро вращала вокруг среднего пальца, используя указательный и безымянный. Этому трюку ее тоже научила Нина. Ира носила в карманах по 2 зажигалки, умела одновременно крутить обеими руками. «Я так скучаю», — прошептала она. В горле заклокотало. Ира вспомнила, как на этом же месте за 3 или 4 недели до нелепой смерти Нина предложила ей лететь в Штаты. «Прямо-таки в Штаты? Ну, на какие шиши?» После развода их мама пахала на 2 работах, чтобы прокормить дочек. Как и многие семьи, в городе Кочубеи едва сводили концы с концами. «А я за американца замуж выйду», — сказала Нина. «Как Майя Юрьевна». Майей Юрьевной Добросельцевой звали их бывшую соседку, по совместительству бывшую Ирину, учительницу математики. Вчерашняя студентка Добросельцева приехала в Приморскую глушь по распределению, прожила здесь год и успела наделать шума. Была она исключительно хороша собой, говорила и двигалась как актриса, как Мэри Поппинс в исполнении Андрейченко. На учительскую зарплату особо не пошикуешь, но на Майе Юрьевне платьица из секонд-хенда смотрелись восхитительно стильно. Школьники были от нее без ума, коллег-женщин корчила завистью. Из сокурихи, географички, при виде новенькой учительницы точно черти выходили. Понятно, мужики табунами бегали за цветастыми платьями Майи Юрьевны, но она никого к себе не подпускала. Как-то пришла на урок, вся сияющая, и говорит: «Жаль, ребята, но скоро нам придется расстаться. Я замуж выхожу и улетаю в США. Буду вам открытки слать». Дети радовались за нее и горевали, поздравляли, засыпали вопросами. Для 8 Б не было ничего реальней и в то же время иллюзорней, чем США. Страна из телека, видика, кассетника, картриджей и комиксов. «У Майи Юрьевны получилось», — сказала Нина на пляже. «Тут жизни нет. Тут только повеситься. Раз за американца». Нина услышала сомнения в голосе младшей сестры. «Не веришь? Думаешь, не возьмут?» Она подставляла лучам солнце загорелое тело. «Не втюрится в меня, буржуин поганый». «В тебя любой втюрится», — честно ответила Ира. Она мечтала о такой фигуре, как у Нины, но пошла в бабушку, ниже ростом, коренастее. «А где ты американца найдешь?» «Где-то найду», — пообещала Нина уклончиво. Снова и снова, анализируя события, предшествующие кошмару наяву, Ира пришла к выводу, что та беззаботная болтовня стала их последним нормальным разговором. Вскоре Нина изменилась. Мама не замечала, но мама никогда ничего не замечала. Она либо вкалывала, либо смотрела сериалы. В начале мая Нина сделалась отстраненной, молчаливой, при этом не сказать, чтобы несчастной. Заготовкой или за учебником, помогая Ире с домашним заданием, она витала где-то далеко. На расспросы отвечала однотипно. Голова забита экзаменами. Она что-то прятала в кладовке. Какой-то пакет. Нина начала говорить сама с собой. Рассеянное бессвязное бормотание. Она стонала во сне, стонала от удовольствия, издавала ужасно неприличные звуки. Ира даже подумала, что Портнягин пробрался в дом и на соседней кровати занимаются сексом. Долго колебалась, прежде чем высунуться из-под одеяла. Лунного света хватало, чтобы убедиться. Нина, одна, впилась пальцами в простыни, выгнулась навстречу незримому любовнику. «Да, пожалуйста, еще!» Ира покраснела и накрыла голову подушкой. Наутро она ничего не сказала Нине, не подколола, не обратила в шутку инцидент, решила по-взрослому: подожду, захочет — поделится. «На свидание?» — спрашивала, застав Нину, прихорашивающуюся у зеркала. «Не до свидания сейчас»,
врала сестра. «С одногруппниками на пикник схожу». А потом: «И как прошел пикник?» «Пикник? А, да нормально». у Нины под глазами появились круги, ввалились щеки, резче очертились скулы. Она медитировала над гречкой, без конца ее перемешивая, и, не съев ни ложки, вываливала кашу в унитаз. «Ты что, на диете?» «Просто нет аппетита». «Нин, ничего мне не расскажешь?» «Нечего рассказывать, Ириска». Даже мама обратила внимание. «Чего такая худая? Не заболела? Дай лоб потрогаю». «Все нормально». «Где нормально? Ты как лед». «Значит, нет температуры. Ну все, мне надо готовиться к экзаменам». Думая, что на нее никто не смотрит, Нина улыбалась. Крутила вокруг среднего пальца зажигалку, бурчала под нос и улыбалась, блаженно. Так улыбаются от бабочек в животе. Наверное. И, наверное, от наркоты. Ира не имела опыта ни в том, ни в другом, но точно знала, что пресловутые бабочки, в отличие от героина, не убивают 18-летних девушек. «Привет, малая!» Ира едва не выронила зажигалку. «Угостишь?» Жилистый пацан в майке и шортах присел на корточки возле Иры. Старый шкипер выливался пеной из бутылки, зажатой в его руке. Определенно, это были не первые пол-литра, принятые пацаном за сегодня. «Привет, Валер». Без фальшивого дружелюбия сказала Ира и подала сигарету. Они не виделись с похорон. Валера Портнягин зажал фильтр желтыми зубами и подождал, пока Ира поднесет горящую зажигалку. Затянулся, шмыгнул носом. «Курить вредно, сиськи не вырастут». Он опустил взгляд, чуть удивившись, что у Иры все уже выросло. «Чё ты? Как?» «Хорошо. Мне пора». Она встала, отряхиваясь. Перед внутренним взором маячило плечо сестры, здоровенный синяк. «Слышишь? Сядь!» Костяшки Портнягина были сбиты в кровь, на подбородке ссадина. Голубые глаза пристально изучали Иру. Она заколебалась. «Сядь, я чё-то скажу. Как неродная, глядь!» «А мы не родственники». Ира села на камень. Она винила город в том, что красавица и умница Нина Кочубей валандалась с этим утырком. Город учил, что бандиты — самые перспективные женихи, что счастье в наглости, а сила в силе. «Тебе тоже ее не хватает?» — вдруг спросил Портнягин. И разглотнула подступивший к горлу комок. Хотелось приватизировать горе, чтобы такие, как Портнягин, не имели права скорбеть вместе с ней. «Да». «Ты на нее похожа». Портнягин смотрел трезво и печально. Ира потупилась. «Я сюда часто хожу. Мы тут с ней. Романтик». Теперь хотелось выть. «У нее мужик был, да?» В голубом омуте глаз мелькнули рыбы тени. Вены вздулись на бритом черепе. «Не знаю». Ира знала. Вернее, догадывалась. На следующий день после похорон она полезла в кладовку. Нина была выше. Ире пришлось ставить на стул табуретку и балансировать, рискуя свернуть шею. То, что она искала, нашлось на верхней полке, за коробкой с елочными игрушками. Пакет. А в пакете нет. Не наркотики, слава богу, шмотки. Кожаная курточка, итальянские туфли, 3 дорогущих платья, все с бирками, неношенные. И визитка еще. «Был!» Валера зло затянулся. «Лучше уж мужчина», — подумала Ира, — чем мужчины. Постоянный партнер, пускай взрослый, намного старше, но не клиенты. Допустить, что сестра продавала себя, было так же больно, как представить ее со шприцем. «Только знаешь, малая, Нина меня любила». «Не любила она тебя». Ира сразу пожалела о сказанном, вспомнила. Он всюду с собой нож таскает. С такими, как Портнягин, стоит следить за языком. Но Валера пропустил слова Иры мимо ушей. «Она мне позвонила. Ну, в ту ночь. Вы телефон провели?» «Нет. Нет у нас телефона». «Странно». Портнягин харкнул зеленым. «Значит, из автомата». «И что она говорила?» С этого момента Ира внимательно слушала Нининого бывшего. «Ну, связь была херовая, короче, Она повторяла: «Купи дом, купи дом». «Дом?» «Ага. Мы с ней мечтали, что свой дом купим, заведем собаку, детей. Глядь, нахрен». Портнягин вытер пятерней угловатое лицо. «Что еще она сказала?» Он задумался. «Сказала: забери меня, вот так. Забери меня, Валерочка».
И все? Ее прервали. Там, мать, короче, говорит, повесь трубку. Мать? Ну а кто? Женский голос говорит, повесь трубку, тварь. Подожди. Ира наклонилась к Портнягину. Нина тебе звонила ночью. С ней была какая-то женщина, и она сказала: «Повесь трубку, тварь». Ага. Мамка ваша меня всегда недолюбливала. «Мама никогда бы так не сказала», — замотала головой Ира. «никогда бы не сказала тварь». Ну, бля, не знаю. Портнягин прихлебнул пиво. Я, знаешь что, я бухой был. Я думал, нахуй, завтра приеду. И уснул. А она завтра. Все. Завтра. Все. Голубые глаза Валеры Портнягина смотрели в никуда. Ира соскочила с валуна и пошла к фабрике, а он все толдычил: «Завтра все». И прибой шумел. Будет рассматриваться и возможное участие в выборах Джохара Дудаева. Мораторий на ведение военных действий в республике подписан. «Мам, я дома». Один российский военный погиб, и один был тяжело ранен в результате нарушения. «Мам!» Федеральные войска продолжают... Мама спала в кресле, освещенная мерцанием телевизора. По экрану катили бронетранспортеры. Пустая бутылка из-под портвейна стояла на журнальном столике. И к другим новостям. В нашей стране снова наблюдается рост алкоголизма. По сравнению с прошлым годом, когда на душу населения приходилось 15 литров крепкого алкоголя, Ира выключила телевизор и на цыпочках покинула гостиную. В спальне, как обычно, задержала взгляд на опустевшей кровати сестры. Вещи Нины до сих пор никто не трогал, и Ира не знала, что мама собирается с ними делать. «Повесь трубку, тварь!» Где была Нина в ночь перед смертью? Куда она сбегала? Ира сняла с полки томик алых парусов. Меж страниц Грина пряталась визитка, найденная в пакете с новой одеждой. Ира не сказала маме про пакет. Вещи продала отдыхающим на пляже. Чуть в полицию не загремела за нелегальную торговлю. На кусочке голубого картона порхал лукаво улыбающийся младенец-толстячок с крылышками и луком. Стрелу, которую он собирался выпустить, венчало красное сердце. «Купидон» значилось под картинкой. «Купи дом», — прошептала Ира. На следующий день она отправилась к детскому миру. Бывшему детскому миру, но старое название намертво приклеилось к двухэтажному зданию, облицованному рыжей плиткой, и ничего, что здесь давно не продавали игрушки и распашонки. Детский мир стал торговым комплексом и центром притяжения молодежи, которая распивала спиртное на лавочках и лобызалась по кустам. Вокруг выросли киоски, пивные палатки, стихийный рынок. Ира удивлялась, что, имея в пешей доступности целое море, люди предпочитают кучковаться у ветшающего здания. Несмотря на радостные рекламные баннеры и пестрые ларьки, это место напоминало ей унылый и мрачный пустырь. Из трещин во вздувшемся асфальте торчали худосочные деревца. В цементных катках колосился сорняк, закоулки воняли мочой, а в неработающем фонтане копилось битое стекло. Из музыкального киоска Виктор Чайка вопрошал: «Куда ты денешься?» Ира проскользнула в туалет при шашлычной Петровиче и переоделась. Белая блузка, вызывающая мини-юбка, туфли на каблуках. В таком виде мама не выпустила бы из дома. Впрочем, помнит ли мама, что у нее есть вторая дочь? Повседневные тряпки и кроссы упали в пакет. Ира покрутилась у заплеванного зеркала и не узнала себя. Макияж час корпела, накладывая, прибавил пару лет. До внешности Нины далеко, но в целом удовлетворительно. И жопа, как у взрослой бабы. Ира вышла на улицу. «Даду, даду-да», — толдычил музыкальный киосок. «Даду внедрешь». «Паси!» Потный кабан, щеголяющий золотой цепью, пихнул локтем собутыльника. «Какая соска!» Соска. В груди потеплело. Таких комплиментов 15-летней Ире еще не делали. «Эй, красивая, у вас, джентльменов, попробуй с нами мартини». Не реагируя на флирт, Ира продефилировала к торговому центру. «Ну и пошла нахер», — подытожили джентльмены. Каблуки зацокали о бетон. Поднимаясь по лестнице на второй этаж бывшего детского мира, Ира держалась за перила. Непривычная к шпилькам. Поворот налево, настоящий лабиринт. В дырах полуразобранного подвесного потолка змеились провода. Вывески сообщали: ремонт обуви, океан секса, видеопрокат, тир, Купидон.
Ира остановилась у солидных дверей из темной древесины с ручкой в форме сердца. Собственное сердце стучало учащенно. Сюда, к изображению пузатого амура, приходили Нина и другие девушки и женщины, преисполненные надежд. Ира посчитала до 10, взялась за ручку сердца и отворила дверь. «Здравствуйте». Приемная была пуста. В воздухе витал аромат корицы, кожаный диван, аквариум с сонными рыбками и шикарная дубовая стойка словно телепортировались в захудалый торговый центр из заграничного фильма про сытую жизнь. Стены украшали фотографии, влюбленные пары, на фоне водопадов, кактусов, статуи свободы, задние дворы с отдыхающими семьями, теплоходы, счастливые улыбки, крупным планом пальцы с обручальными кольцами. Ира прогулялась к застекленному стенду. «Купидон» — клуб знакомств с именем и статусом. Только американские женихи. «И 36 браков, заключенных благодаря нам». Ира развернулась, покачнувшись на каблуках. Из дверей в глубине помещения вышла полнотелая женщина лет 55. Короткие волосы были выкрашены в белый и уложены симпатичными перышками. Брючный костюм облегал пышную фигуру, крошечные кисти покоились на колоссальной груди. Мельком разглядев ухоженные ногти дамы, Ира спрятала руки за спину. Чтобы справиться с нервами, она крутила зажигалки вокруг пальцев. «Здравствуйте. 36 — это много. Дело не в количестве, а в качестве». Женщина обвела рукой фотографии, она говорила с придыханием астматика. «Добро пожаловать в Купидон. Ирина. Ирина Кравцова». Ира назвала фамилию второй папиной жены. «Очень приятно, Ирочка. Я Роза Андреевна. Для вас просто Роза». Ира пожала протянутую руку. На мизинце женщины сверкнул перстень с сердцем из розового камня. «Вы, значит, находите для клиенток мужчин из США?» «Все так и есть. Лучших мужчин». Роза смотрела на гостью изучающе. Ира не встречала таких черных радужек. Под пристальным взглядом ей сделалось неуютно. «Вам сколько лет? Чудо мое!» 18. Почувствовав, как неуверенно звучит ее голос, Ира исправилась. «Будет 18 осенью. Это проблема?» Она испугалась, что тетка попросит паспорт. «Нет». Роза обнажила в улыбке жемчужные зубы. «Проблема, когда ты старая калоша, а 17 — чудесный возраст. Мне не поверите, тоже было 17. И я в курсе, что это еще и время первых ошибок. Давайте не совершим их, а? А?» переспросила Ира, упустив смысл монолога. Роза энергично проговорила. «Что ждет среднестатистическую девчонку из нашего захолустья? Вася Пупкин. Никто, а именно что? Вася Пупкин приглашает на дискотеку, Вася Пупкин покупает дешевое вино, Вася Пупкин целуется, колет щетина и смердит перегаром». Тонкие губы Розы презрительно изогнулись, пухлая рука замахала в воздухе. «Быстрый секс. Вася Пупкин не умеет долго и не знает, где у нас клитор». Ира слушала с каменным лицом и с нарастающим смущением. «Оглянуться не успеете, вы уже залетели. Вася Пупкин может на вас жениться, но может, конечно, и не жениться тогда. Вы, простите, из полной семьи? Родители в разводе. Так бывает», — кивнула Роза. «Детей Васи Пупкина приходится тащить на себе в одиночку, но есть шанс встретить Колю Отрышкина, который примет вас с прицепом». Ира улыбнулась. Розе нельзя было отказать в красноречии. «Правда, Коля Отрышкин поколачивает и злоупотребляет, но как же мы без кобелей, старых, добрых русских мужичонок?» «Я бы так не хотела». «Нет», — воодушевилась Роза, — «вы бы не хотели, вы золотцы, не тот человек, которому надо мало и быстро. Вас нельзя бить». «Нельзя». «Нельзя по пьяни». «Нет». «Американец». Роза щелкнула пальцами, а Ира чуть поежилась. «Богатый, щедрый, чистый, он знает, где...» Роза сделала паузу, и Ира выговорила. «Клитор». «Это тоже...» — засмеялась Роза с одышкой. «Знает, где взять деньги. Умеет ценить женщину. Любите путешествовать?» Ира была в Москве и у бабушки, в Ижевске. «Да». «Весь мир ваш, а это место не ваше». Ира представила себя в Штатах, с живой Ниной на заднем дворе коттеджа.
на теплоходе, у водопада. Они посылают маме деньги и иногда пьют шампанское с Майей Юрьевной Добросельцевой. В груди Иры что-то затрепетало. «Пожалуйста, тетенька», — подумалось, — «пошлите меня в Америку прямо из детского мира, чтобы даже домой за вещами не заходить». «И как это происходит? Волшебным способом, чудо мое, кошечка!» Роза прошествовала за стойку. Ее щеки, плечи, монументальная задница колыхались, как желе. Стадия номер 1. Доступ к картотеке. Почти 1000 холостяков. Далее ваши пожелания, сообразно которым я сокращаю поиск до шорт-листа, так сказать, best of the best. Вы получаете адреса, в том числе электронные. Электронные? В клубе есть компьютер. Набирайте сообщения сами, или я сделаю это за вас. Услуги переводчика, советы любого характера. От меня требуется стать вашим наставником, ангелом-хранителем, сексологом, юристом, ходячей энциклопедией». Роза показала на свою грудь большими пальцами обеих рук и с нажимом произнесла: 10 лет в Соединенных Штатах. Муж — коренной пенсильванец. От вас пригласить меня на свадьбу. Крестить детей я не берусь, я атеистка. Крестить детей не берусь, я атеистка. Роза засмеялась. Звук, который издает мучимая жаждой собака. «И это бесплатно?» — хлопнула ресницами Ира. «И это за 50 000!» — выдавила Роза, смеясь. «Доступ к картотеке 50 000, чудо мое чудесное, копейки!» Ни хрена себе, копейки. Четверть маминой зарплаты. Деньги, спасибо Нининому пакету, у Иры были, но она задумалась. К чему вообще этот цирк с переодеванием? Почему не спросить напрямую, приходила ли к вам моя сестра, с кем она познакомилась, если познакомилась, но что-то неуловимое, витающее в атмосфере этого места, мелькающее в пронизывающем и расчетливом взгляде языкастой свахи, заставило достать кошелек. 50, — отчитала Ира. «Супер! Very good!» Роза убрала купюры за стойку и вынула толстый фотоальбом с пальмами на обложке. «Кошечка моя, Ирочка, вы мне кого-то напоминаете». У Иры ёкнуло сердце, она пожала плечами. «Такой типаж! Фантастика! Поплывут наши холостяки! Ой, поплывут!» Роза поманила клиентку на диван и вручила альбом. «Листайте пока, я принесу чай». «Нет, не нужно. Я настаиваю, настаиваю. Чай. Листайте». Роза вышла через ту же дверь, через которую вошла. Ира выдохнула, взъерошила волосы. Довольные жизнью люди щерились со стен. Ира поковырялась в носу, достала козявку и пульнула ею за диван. Наугад открыла альбом. Каждой странице крепилось по 4 фотографии. Холеные мужчины, каких отродясь не водилось в их краях. Дело даже не в идеальных зубах цвета унитаза, не в прическах. Эти глаза, такая уверенность, уравновешенность, умиротворенность. Ощущение, будто никто из них ни разу не харкал на пол, не пинал урну, не спал на лавочке обоссанный. Полная противоположность и условному Васе Пупкину, и конкретному Валере Портнягину. Да тому же папаше Иры. Внизу имена, названия городов и штатов: Джерри, Лас-Вегас, Невада, Колин, Хот-Спрингс, Арканзас, Эдвин, Бар-Харбор, Мэн. Большинство холостяков были старперами, но попадались молодые парни, забугорные студенты. Ира задержалась на плечистом ковбое, с которым хотелось целоваться. «Привет, Брэндон из Остина. Господи, на земле есть человек по имени Брэндон». «Не пугайтесь», — сказала Роза, входя в помещение. Она несла поднос с красивой фарфоровой чашкой. «Поначалу немного дезориентирует, но я укажу путь». «Ладно». Ира взяла чашку. Напиток благоухал ягодами и был прекрасен на вкус. Роза вместила зад на диван и наставнически проговорила. «Помните, они за вас драться будут. Вы какой предпочитаете возраст? От до 25, — сказала Ира в чашку. «Задача понятна, давайте я полистаю. Так, где тут у нас... О, Гавайи. Вы к зятам как?» «Не очень. Ясно, негров не предлагаю. Такс, баскетболист, Коннектикут.
Неплохо, а? Но нам не надо неплохо, нам надо изумительно, чисто в виде шутки, чудо мое. Стоматолог из Луизианы. Бывала я в Луизиане, ничего хорошего. Ага, Феникс». Роза все тараторила. Отчая вблизи большого тела, упакованного в брючный костюм, Иру бросила в пот. Она слушала вполуха. Казалось, на каждой фотографии один и тот же усредненный американец. Ира прожевала чаинки и поставила чашку на подлокотник дивана. «Вот, крепкий орешек», — Роза понизила голос. 3 девочек отшил собака, ему девственницу подавай, так и пишет. «Роза, а где у вас туалет?» У Иры начала зудеть кожа, и глазные яблоки будто раздулись в орбитах. Фотографии двоились, стало трудно дышать. «Ты девственница?» — спросила Роза. Ира изумилась бы, но комната вдруг закружилась, а стены выгнулись в разные стороны. Из тумана выплыло круглое щекастое лицо Розы. Губы свахи извивались, как черви. «Что-то не так? Чудо мое! Хреново тебе, шалава!» Ира попыталась встать, но Роза вцепилась ей в локоть, навалилась горячей тушей, огромной грудью. «Ты целка, спрашиваю, дрянь бесполезная? Не дергайся, сказала, не...» Ира провалилась в забытье. Ей приснилась лампочка, раскачивающаяся на проводе монотонно вправо, влево. Желтое пятно света ползло по кирпичной кладке, и от него разбегались пауки-сенокосцы. Потом лампочка остановилась резко и погасла, а Ира, распахнув глаза, обнаружила себя скорчившейся на заднем сиденье автомобиля. Машина иномарка стоит, дверь водителя нараспашку и никого за рулем. В салон проникал теплый ветерок, приносивший йодистый запах моря. Ира покрутила головой и скривилась, в черепной коробке грохотала канонада. Ни разу в жизни она не напивалась, но именно так представляла себе похмелье. Как-то утром Нина, накануне веселившаяся с Валерой, в красках описала свое состояние. Она не скупилась на забористые словечки. «И зачем тогда бухать?» — удивилась Ира. «А черт его знает!» — вздохнула сестра. У Иры соднило в затылке, ныли икры, ее морозило. Липкий гриппозный пот выступил на лбу. «Я была в Купидоне. Это баба, ягодный чай. Меня отравили». Ира взвелась, вспомнились страшилки про похитителей почек. Вырубили человека и чик. Но беглый поверхностный осмотр показал, что внутренние органы, скорее всего, на месте. Трусы тоже. И пакет с кошельком, кроссами и повседневным шматьем. «Где я?» Она открыла дверцы и вылезла из машины. «Хонда. Запомни номера». Но вспышки в голове сразу стерли цифры. Ира уперлась руками в бедра, непонимание и страх парализовали. «Соображай», — велел голос разума, который был неотличим от голоса Нины. «Тебе нужно выбираться, Ириска». Ира огляделась. Берег. Свинцовый клин моря, скалы, маяк. Маяк — это хорошо, отсюда до остановки 15 минут ходьбы, скоро будет дома. Она посмотрела на часы. 5:20. К детскому миру она пришла в полдень, куда подевалась несколько часов. Что она делала? Что делали с ней? Очухалась, чудо чудесное!» Ира охнула и поковыляла прочь. Вышедшая из-за скалы Роза застегивала брюки. «Срать приспичило, ужас! Ну куда, куда бежим, золотце мое?» «Не трогайте меня!» — всхлипнула Ира. «Трогать? Я тебя так-то домой везу!» Ира замерла, запуталась, устала. «Ну чего ты, глупенькая?» Роза подошла и заботливо приобняла Иру. «Дышишь? Дыши, сейчас пройдет. Забыла все». Иру трясло, подкашивались ноги. «Ты в Купидон пришла, жениха искала, помнишь? Мы фотки смотрели, чаи гоняли. Вы что-то подлили?» «Ничего такого, что могло бы навредить», — добродушно ответила Роза. «Юпи ваша, химия, яд, а это секреции, сама жизнь». «Вы плохая», — по-детски пискнула Ира. «Как ты с будущей свекровью говоришь?» — наигранно возмутилась Роза. «Свекровью? Вот дурочка, впрямь забыла. Я ж тебя как увидала. Знаешь, что сразу подумала? Что ты Купидончику, сыночку моему, приглянешься. Такой типаж, волосы, фигура. Ваш сын?»
Ира зажмурилась на миг. Короткая вспышка выхватила из темноты образ незнакомой комнаты без окон. Кирпичные стены, допотопная кровать с, балдахином, розовые перины. Что это? Где это? Вспомнила. Роза будто мысли читала. Любовное гнездышко. Ты не отворачивайся, слушай, что секреции шепчут. Стала я тебе рассказывать про сыночка, сынишку, он же тоже американец, по папеньке. Ну и поехали мы знакомиться. Ай! Ира зажала ладонями виски. В недрах ее сознания раскачивалась голая лампочка, освещала комнату со странной кроватью. «Вы против моей воли?» «Все по согласию», — возразила Роза. «Ну смотри внимательно, смотри». В голове Иры показывали кино, и Роза тоже его видела. Лампочка увела свет за пределы кадра, качнулась обратно. На краешке кровати, положив на колени руки, смирно и застенчиво сидел молодой человек. Ира приоткрыла рот. «Сын мой, Купидон, Купидончик, красивый, да? Рассмотри его, полюбуйся, какой красивый!» На юноше были свободного кроя штаны и белая рубашка, расстегнутая до пупка, выставляющая на обозрение безволосую грудь атлета. «Тело, смотри, чудо чудесное, кошечка моя, тело, как у Аполлона!» «Да», — брякнула Ира. Чем дольше всматривалась она в картинку, тем лучше становилась. Притуплялась боль, растворялся страх. Она что-то напутала, выдумала, перегрелась на солнце, сама же попросила поехать, познакомить ее с Купидоном. «Да, вспоминай!» Роза гладила Иру по спине. Юноша смотрел из полумрака, и мягкая улыбка озаряла его совершенное лицо. В приморском городе парни стриглись налысо или носили засаленные хвосты, за что получали нагоняй от бритых. Волосы Купидона были средней длины. Они обрамляли высокий лоб нежными волнами. Нежные волны — это то, что сейчас проносилось сквозь Иру, рождаясь внизу ее живота. Боль полностью отступила. Она выпрямилась, боясь неосторожным движением разрушить хрупкий мираж. На кровати в комнате без окон сидел Николя. Вернее, актер, сыгравший Николя в сериале. Патрик Пью-де-Ба. Вернее, кто-то похожий на Пью-де-Ба, как брат-близнец, ведь тот актер француз, а перед Ирой американец, пускай и наполовину. «О чем мы говорили?» — спросила Ира. «Обо всем на свете болтали без умолку, трещотки мои». «Я ему понравилась?» От волнения зашкаливал пульс. «Он без ума от тебя, чудо чудесное. Хочет встречаться с тобой чаще и наслаждаться беседами. А такое общение к чему ведет?» «К чему?» — сладострастно спросила Ира. «К сексу». Ира представила себя в объятиях Патрика Пью-де-Ба, Купидона. «Мне рано еще?» «Конечно, рано. Тебя надо подготовить. Вот мы с сынишкой и подготавливаем. Всему свое время, а ты кажешься крепкой. Не то что бывшая его». При мысли о других девчонках, посещавших любовное гнездышко в солнечном сплетении, заколола от ревности. «А теперь он свободен», — угадала ее эмоции Роза. «И снова тебя ждет». «Когда?» «Все зависит от тебя, кошечка. Соблюдай правила и будешь видеться с моим красавцем-американцем». «Что за правила?» Роза пошла к машине и достала из бардачка газетный сверток. «Заваривай этот чай, пей 3 раза в день. О Купидоне ни слова, ни матери, ни подругам. С руками оторвут, пиши пропало». Ира понимала, что Роза абсолютно права. «Сегодня что? Среда. В субботу приходи в клуб, скажем, в 10 утра. Прокатимся. Да, на, от Купидона подарочек». Роза снова порылась в бардачке и бросила Ире пару красивых сережек с радужными голограммами. «От него». Сердце бухало в районе горла, по телу разливалось тепло. «Все запомнила?» «Пить чай, никому не говорить. Суббота в 10». Ира смотрела влюбленно на сережки. «Умничка, ты где живешь?» «На Спортивной». «До остановки довезу, сама дойдешь?» «Вот и ладненько, рада знакомству». В голове Иры была комната, в комнате кровать, на кровати прекрасный принц, а в глазах принца целый мир. «Кушать иди». «Я поела».
Ягодный чай, который Ира исправно пила, пряча сверток от мамы, насыщал и заряжал энергией. Давно она не испытывала такого прилива сил. С фотографии смотрела Нина. Черная ленточка в уголке. Ах, если бы она знала! Как обрадовалась бы, вот умора, младшую раньше старшей замуж возьмут. Да не кто-нибудь, а американец. Одноклассницы от зависти повесятся. Купидон Иру в Штаты заберет. Там все свободны, красивы, как Майя Юрьевна. Там достаток и возможности. Любовь переполняла Иру, вытесняла скорбь. Она не забыла сестру, наоборот, мысленно откровенничала с ней, делилась подробностями, которые в основном сочиняла, потому что с памятью творилось удивительное. Ира трижды посещала любовное гнездышко, всегда по одной и той же схеме. Придет к торговому центру, где ее уже подстерегает Роза. Юркнет в машину, а дальше туман. Очнется на заднем сиденье Хонды. Конечности немеют, одежда пропиталась холодным потом, голова болит, но не так сильно, как в первый раз. И счастье, счастье неподъемное, всеобъемлющее, до слез. Роза болтает, рассказывает, чем голубки занимались. Ира что-то припомнит, что-то нет. Высадится на окраине и ждет следующей встречи. Ее Купидон, ее ненаглядный, сидит не шевелясь под пурпурным балдахином. Он такой умный. С ним так интересно. Пусть туман и пожирал детали, но Ира знала, что они с Купидоном говорят часами. А о чем? Ну, наверное, о музыке, сериалах, мультиках, мечтах, Америке. «Ты чего улыбаешься?» Мама прислонилась к дверному косяку. «Я не улыбаюсь». «Да нет, улыбаешься», — мрачно произнесла мама. «Веселая такая вторую неделю. Расскажи, я тоже веселиться хочу». Мамино лицо стало восковой маской. Казалось, она в любой момент может завопить, и воплю не будет конца. «Я не веселая», — подобралась Ира и почесала живот. Мама бросила тяжелый взгляд на заправленную кровать Нины. Собиралась что-то добавить, но передумала и вышла из спальни. «Ужин в холодильнике, я на ночную. И проветри комнату, воняет». Ира показала маминой спине язык. С мамой ей было плохо, а с Розой классно. Роза ее понимала и не упрекала ни в чем. Услышав звук запираемой двери, Ира подошла к тумбочке, напичканной виниловыми пластинками. Дима Маликов на конверте в подметке не годился Купидону. За пластинками скрывался тайник. Сигареты, деньги, взрослые шмотки, тетрадь с замочком, коробка из-под печенья, а в ней подарки возлюбленного. Ира поскоблила живот ногтями, высыпала на одеяло содержимое коробки. Заколки, пластиковые серьги, колечки-хамелеоны, подвески. Ира зарылась лицом в сокровища. Новая встреча только послезавтра. Как долго ждать? Интересно, Купидон тоже скучает? Ну, конечно, скучает. Ира перекатывалась по украшениям, как пес по дохлятине. Запустила руку под футболку и яростно почесалась. Села и задрала ткань. Поперек живота между пупком и резинкой трусов тянулась красноватая полоска. Кожа в этом месте воспалилась и пошла мелкими пузырьками-папулами. Свербело ужасно. А если Купидон решит, что я лишайная? Иру замутила от страха. Вдруг прекрасный американец разлюбит ее и приведет в гнездышко другую. Ира не переживет. Убьет соперницу, а потом себя. Но ведь Купидон не такой, он серьезный мужчина. Ему... сколько? 18? 20? Ира сгорбилась и подула на живот. Сказать маме просыпь? Нет, к черту эту алкашку. Лучше спросить совет у Розы. Для Розы Ира идеальная. «Я идеальная. Со мной нельзя по пьяни. Меня нельзя бить. Я красотка». Ира упала на спину, засмеялась и стала воображать, как они с Купидоном сыграют свадьбу и кого на эту свадьбу пригласят. «Сегодня особенный день», — написала Ира. «К поцеловал меня. Это было так сладко. Мой первый поцелуй с языком». Она лежала на спине, включив настольную лампу и заперев изнутри межкомнатную дверь. Мама снова вырубилась перед телевизором. За окном вскрикивали, нарушая тишину, ночные птицы. Я так волновалась, что все забыла, но Роза, как обычно, мне напомнила. Мы целовались по-взрослому, и было очень сладко. Ира тяжело задышала и вынула из-под подушки красные трусики с биркой, почти прозрачные и ничего не скрывающие. Роза опять передала подарок от К. Сказала, чтобы я надела их на следующее свидание, оно будет 7-м по счету. Очень переживаю, но Роза сказала, что я крепкая и много выдерживаю.
Ира облизала затвердевшие губы и потянулась за термосом. Ягодный чай согрел ее, она уперлась в кровать локтями. Страницы дневника сами собой перелистнулись, открывшись на позапрошлогодней короткой записи. «Мы сегодня говорили о парнях как взрослые, и я сказала, никогда не променяю тебя на мальчика, и даже если у меня будет молодой человек, я тебя буду любить больше». Что-то щелкнуло в одурманенной голове Иры, и туман, окутывающий ее 3-ю неделю, стал рассеиваться. А затем что-то заскрипело справа. Ира обернулась. Дверь высокого гардероба была распахнута. Внутри, как в поставленном стаймя гробу, хранилась Нина. Она не была похожа на себя живую, но и на себя мертвую не походила. Из гардероба на Иру взирало черное существо без черт. Абрис девушки, сгусток абсолютного мрака. Лишь белые зрачки сверкали в этой темноте, будто раскаленные шляпки гвоздей, удерживающих плоскую фигуру в вертикальном положении. Но Ира точно знала, что перед ней покойная сестра. «Нина!» Ира откатилась к стене. «Привет, Ириска». Родной голос усмирил панику, привидение стояло в шкафу, не шевелясь. «Ты же умерла!» — выговорила Ира, по плечам снова мурашки. «А почему я умерла?» — спросила Нина печально. «Сердце? Инфаркт? Они убили меня». «Они?» «Сосредоточься. Я...» — Ира замотала головой. «Тебя тут нет». «Меня тут нет. Но это не важно. Ты призрак». «Призраков не бывает. И меня не бывает. Я голос разума. Это твой мозг меня создал. Черную с белыми глазами, а так-то тут нет никого. Мозг тебя что-то спросить хочет». «Что? Где я была в ночь? Перед смертью?» «Откуда мне знать?» — вспыхнула Ира. Глаза звезды блестели в гардеробе. «Чудо мое чудесное», — так она говорила. «Твой типаж. Следуй правилам». В пылающее сознание Иры проникла лазутчиком оброненная розой фраза «Кажешься крепкой, не то что бывшая его». «Ты ходила в любовное гнездышко!» Ревность ошпарила кипятком. «Эти чудовища заманили меня в ловушку. Сказали, что помнить и что думать». «Он любит меня!» — воскликнула Ира. «А тебя нет, потому что ты сдохла!» Ира вжималась в стену и царапала воздух скрюченными пальцами. «Он не умеет любить», — спокойно ответила мертвая Нина. «Сука дает тебе чай с добавлением его феромонов, и он впрыскивает в твою кровь свой сок». «Откуда ты знаешь?» «Да не знаю я ничего, Ириска, ты это сама слышала от суки, просто забыла. Их дом — это логово паразитов. Что ты пьешь?» «Ничего». Ира лишилась уверенности. События последних недель предстали руинами, меж которыми она потерянно бродила. В комнате без окон раскачивающаяся лампочка освещала пустую кровать с вмятиной на том месте, где сидел ее принц. «Проверь», — сказал призрак. «Не надо», — прошептала Ира. «Оставь его мне, у меня никого нет. Оставь мне Купидона». «Проверь», — настаивало безжалостное существо. Ира переползла через скомканное одеяло, подобрала термос и отвинтила крышку. Запах тухлой воды ударил в ноздри. Она поднесла термос поближе к лампе и увидела белесую пленку на поверхности жидкости. Вскрикнув, Ира отшвырнула от себя эту дрянь. Термос покатился по полу. Ошеломленный взгляд метнулся к подарку Розы. Вдруг он превратился во что-то или в кого-то, в летучую мышь или крысу. И белье действительно поменялось. Но не так, как чай, просто Ира увидела его иначе. Увидела похабные трусы, которые всучила ей тетка, наблюдающая, как целуется ее сын. «Что я наделала?» 6 свиданий. В каморке без окон. И Роза всегда была там, на стуле, в углу, в темноте. Ира поднялась с кровати, обхватив себя коченеющими руками. В висок словно вогнали штырь. Боль, длившаяся секунды, принесла знакомый образ. Юноша с внешностью Патрика Пью-де-Ба сидит под балдахином, но теперь его взгляд источает ярость, а прекрасный рот перекошен. Ира мотнула головой, вытряхивая картинку. Боль ушла. Дверцы шкафа заскрипели, распахиваясь шире. Зеркало с внутренней стороны отразило испуганную девочку.
Ира недоверчиво коснулась своих щек. Они впали и приобрели сероватый оттенок. Под глазами набухли мешки. Вокруг воспалившихся губ, которых совсем недавно касались губы Купидона, цвели гнойники, а язык устилал черный налет. «Нина, помоги мне!» Ира протянула руки к призраку. «Это ты должна мне помочь», — донеслось из гардероба. «Уничтожь его». Дверь захлопнулась. Ира проснулась на кровати. Солнечный зайчик резво скакал по спальне. Призрак сгинул вместе с ночью, но под батареей центрального отопления дрожащая Ира нашла термос. То, что вылилось из него в умывальник, воняло канализацией. «Эй, есть кто живой?» Ира прошагала по чужому двору, обогнула летнюю кухню, из которой бубнил диктор. В школе им показывали страшный документальный фильм про наркоманов, и она знала, что такое ломка. Она думала, что проходит через ломку сейчас. Вторые сутки без пойла розы. Состояние что-то среднее между острой желудочной инфекцией и гриппом, слабость и тошнота, но с каждым часом ей становилось лучше. Она даже сумела полноценно пообедать. Суп и пюре. И не вернула съеденное в унитаз, как накануне. Оглядываясь назад, всего-то в позавчерашний день, Ира видела лишь морок и ложь, банду гипнотизеров и себя, безмозглую зомби. Заветная картинка тускнела, покрываясь трещинами и сигаретными ожогами. На ней юноша с лицом французского актера безмолвно кричал, вперив в ускользающую добычу гневный взгляд. Любовь скисла, стыд и страх же только крепчали. Депутаты не внесли в повестку дня палаты предложение фракции коммунистов об отставке Бориса Ельцина с поста президента. Ира переступила порог кухни и с трудом сдержала возглас отчаяния. Портнягин спал, уткнувшись лбом в клеенку. На столе притулились полупустая бутылка из-под водки, граненый стакан и консервные банки. Закрывая вечернее заседание, спикер Иван Рыбкин, Ира выключила радио и решительно приблизилась к Портнягину. «Просыпайся! Ау!» «А? Чё?» Портнягин поднял отечное лицо. Его осоловевшие глаза расширились. «Нина? Ниночка моя!» Он попытался обхватить Иру руками, она увильнула. «Не Нина я сестра ее». «Врешь!» Портнягин повалился на бок вместе со стулом, грохнулся об пол и на четвереньках пополз к Ире. Безумная ухмылка блуждала на его губах. «Я ж говорил, мне приснилось. Похороны, могила, не было этого всего. Поцелуй меня, малышка!» Ира врезалась в газовую плиту. Из конфорок брызнули тараканы. Портнягин вцепился мертвой хваткой в ее щиколотку, задрал лицо, посмотрел под платье и оскалился. «Ложись, малышка, ложись!» «Очнись!» Ира пнула Портнягина свободной ногой. «Ляг, блядь, и не рыпайся!» Портнягин запихивал башку под пол и пачкал слюной бедро Иры. «Я знаю, кто Нину убил!» Она ударила кулаком по лысой макушке, снова ударила и снова, будто стучалась в дверь. «Слышишь, сволочь, знаю, кто убил мою Нину!» Портнягин ослабил хватку, внезапно обмяк, отпустил, спрятал физиономию в предплечье и зарыдал. Ира обошла его, вздрагивающего на полу, и на всякий случай встала у рукомойника, поближе к выходу. «Прости, малая», — бормотал Портнягин. «Я бы ни за что, ни за что...» Ира сняла с крючка облупленный горшок, сунула под кран и вылила воду на бритый череп. Портнягин затих, через минуту сел, сопя и фыркая. «Хуёво мне, малая». «Ты слышал, что я сказала? Нину убили, и я знаю, кто». «У Нины инфаркт был». Портнягин встал, пошатываясь, посмотрел на Иру. «Так или нет?» «Убили ее», — тихо проговорила Ира. Портнягин заиграл желваками, взгляд сделался страшным, грозовым. Одновременно где-то на юге загрохотало. «Выкладывай». Ира выложила. Она рассказала о визитке и походе в Купидон, о розе, похищении, чае, вызывающем сыпь и сон наяву, и о человеке, сидящем в каморке без окон. Лишь один раз прервал ее Портнягин спросить, что значит балдахин. О чем умолчала она, так это о встрече с призраком Нины. Может, это и был сон, но во сне Нина спасла ей жизнь. «Пока еще твоя жизнь в опасности», — напомнил внутренний голос. «Дают наркоту», — сказал Портнягин, закуривая. Они сидели за грязным столом, а снаружи крепчал ветер, приносящий запахи свинца и озона и приглаживающий космы степных трав. Портнягин выглядел трезвее, собраннее, но рука его, держащая сигарету, дрожала, а язык заплетался. «Подавляют волю. А нафига?» «Маньяки они»,
Ира почесала живот. Папулы распространялись по всему телу, аллергия или зараза, подхваченная от любовничка. Губы, целовавшие Купидона, свербели. Ищут красивых девушек. И... Она не закончила фразу. «К ментам ходила?» А что я скажу? Что меня похитили, но потом я добровольно ездила с Розой, пила ее пойло и брала подарки? Украшение Ира выбросила в море. Нет никаких доказательств, что Нина у них была, что они ее травили. Вскрытие ничего не нашло. «Я их замочу», — глядя в никуда, произнес Портнягин. «Адрес какой?» Говорю же, не помню. «В клуб ее, сраный, пойду». Он раздавил окурок о столешницу. Погоди, Ира сложила ладони, как для молитвы. в клуб пойду я. К детскому миру сегодня 7-е свидание. Она слушала себя будто со стороны и леденела от страха. Ты тоже там будь, в 6 часов, заныкайся и наблюдай. Портнягин щурился, внимая глупому рискованному плану. Бери такси и езжай за нами. За серой Хондой. Я в дом войду, ты жди. Жди, пока я не закричу. А если я не буду кричать, жди 15 минут. «Зачем?» Он потянулся к бутылке, но Ира шлепнула его по руке. Я хочу знать, что они делали. Что они со мной делали. На этот раз я не буду обдолбанный. И не бухай, придурок. «Я нормуль». Капуста на такси есть? «Да». Он охлопал шорты. «Нету». На. Ира положила на клеенку деньги. «Сумасшедшая ты», — сказал Портнягин после паузы. Сумасшедшая, согласилась Ира. Небо над детским миром заволоклось сизыми тучами. Сплошной синяк, оставленный кулаком ревнивца. Грядущая буря прогнала с лавочек молодежь. Истерично хлопал и махал Ире брезент пивной палатки, словно о чем-то предупреждал. По асфальтированному пустырю носились салфетки и фантики. Ира докурила из-под-лобья, рассматривая пасущийся вдали автомобиль Розы, и пульнула окурок под ноги. Его тут же подхватил ветер. Над консервной фабрикой полыхнуло. Ира сунула руки в карманы балоневой куртки и зашагала к торговому центру. В лицо летела пыль, сердце неистово колотилось, она старалась выровнять дыхание. Подмывала посмотреть по сторонам, убедиться, что Портнягин рядом, за смолкшим музыкальным киоском или за шашлычной Петрович, но Ира шла, высоко, подняв голову, глядя перед собой. Господи, только бы он не нажрался. При виде Розы, свиноматки в брючном костюме, Ира слегка пошатнулась. Справилась с эмоциями, изобразила сонное умиление. А вот и я. Хвала небесам, Роза на нее даже не посмотрела. Садись, засуетилась она. Купидончик не любит грозу, лучше быть с ним, когда польет. Роза втиснула телеса на водительское кресло, Ира села позади. В 7-й раз, но словно в 1-й. Машина рванула с места. Роза нервничала, косилась в зеркало заднего вида. «Подарок надела?» «Конечно». Нитка трусов впилась меж ягодиц, натирала до крови. «Надухалась?» «Как вы сказали. Надо, чтоб все красиво было, чтоб у сыночка встал». Она это про что? Желудочный сок приобрел свойства серной кислоты. Это про письку, что ли? «Он у меня придирчивый», — говорила Роза, выруливая к побережью. «На абы кого не полезет. А сегодня период. Секреции чистейшие. Это сама любовь». Море шумело, пенилось, атаковало безлюдный пляж. Ветвистая молния рассекла небосвод. «Раньше-то он тебя в полсилы жалил, золотце. А нынче как впрыснет, жизнь медом не покажется. Но ты сильная, чудо чудесное, ты выносливая». Роза втянула голову в плечи. «Гремит, падла, ну ничего. Едем мы, малыш, едем. Пизду тебе молоденькую на подносе везем». Ира невзначай оглянулась. Позади таяла в дымке пустая дорога. Проспал. В груди разверзлась бездна. «Чего ты вертишься?» «Волнуюсь». «Тебе-то чего волноваться?» — хмыкнула Роза. «Раздвинула ляжки и лежи кайфуй. Под американцем моим, под купидончиком». Автомобиль свернул на проселочную дорогу. Частный сектор будто вымер. Ветрище вздымало клубы пыли и клонило к земле березы. Иру охватило чувство, по-французски называющееся дежавю. Она вспомнила одноэтажный дом с шиферной крышей, синий штакетник. Роза припарковала Хонду. Ира выбралась из салона. «Да что с тобой?» — рыкнула Роза, смерив ее подозрительным взглядом. «Кого высматриваешь?» «Никого», — быстро сказала Ира и улыбнулась.
Хочу скорее обнять Купидона». «Идем». Роза продемонстрировала ей складку на загривке. Ливень хлынул, когда они вошли в заполненный тенями дом. Ругаясь как сапожник, Роза задернула занавески, а Ира перетаптывалась в коридоре, вперив взор в висящий на стене телефон. По нему в минуту просветления Нина звонила Портнягину, умоляла помочь, но психопатка подкралась сзади. «Повесь трубку, тварь!» «Это что такое? Золотце?» «Что?» Роза пялилась на ее руки. Ира опустила взгляд и обнаружила, что вертит одну из зажигалок вокруг среднего пальца. Ее кулак сжался. Дождь обрушивался на кровлю. Роза смотрела мрачно, черные глаза не сулили ничего хорошего. «Кричи!» — сказал голос разума. «Может, Портнягин услышит?» Но Ира молчала. И дело не только в стихии, заглушающей любой крик. Ей необходимо было узнать, что творится в этом доме. «Отдай!» — Ира повиновалась. «Она играла с зажигалкой вот так», — промолвила Роза негромко. «Та, что была до тебя». Зажигалка хрустнула в толстых пальцах, зашипела, выпуская газ. Щеки Розы настороженно колыхнулись. «Нина Кочубей, сестра твоя, да? То-то я гадала, дура, на кого?» «Что вы с ней сделали?» Ира забыла про притворство. «Любовь мы ей дали. Столько чистейшей любви, что мотор не вынес. Дистиллят». Роза подбоченилась. «Шпионка, значит, и от чая отказалась. Сильна». В тоне чувствовалось уважение. «Выдержишь, все выдержишь, кто знает, что ты здесь». От грома завибрировали стены, зазвенел сервиз в кухонном шкафу. Ира бросила взгляд на неприметные двери за холодильником. Это там оно, любовное гнездышко, внизу, под землей. «Никто», — с вызовом сказала Ира. «или все, каждый человек в городе». Роза покивала, задумавшись. «Ничего, мы успеем. А потом переедем, не привыкать. Столько городишек ссаных сменила в поисках невестки. Уедем, да, и тебя, золотце, с собой возьмем». С проворностью, которой не ждешь от такой бегемотихи, Роза налетела на Иру и вцепилась в запястье. Ловко заломила руку, Ира охнула. Ее толкнули в спину, к дверям. «Ты долго нам послужишь, прежде чем развалишься, а я внуков понянчу. Заткнись, тварь!» Роза распахнула дверь. Узкая цементная лестница вела в темноту. По бокам на полках плесневела консервация и кишели пауки. «Он там не один, но ты не ревнуй. Между ними все кончено, они теперь как друзья. Прикипел Купидон к вертихвостке этой, он ею анонирует. Отпусти, гадина!» И ее отпустили в свободный полет с лестницы. «Нина, Ниночка, мама!» Ира извивалась на полу. Кровь струилась из рассеченной брови, в коленях словно сирены выли. Она не потеряла сознание, но была к этому близка. Свет ударил по глазам, мелькнула исполинская тень. Роза переступила через пленницу, зацепив макушкой лампочку, и та закачалась на проводе. Плиты пола потемнели от раздавленных пауков. «Добро пожаловать! Это твоя брачная ночь!» Роза схватила Иру за ноги и поволокла в комнату, больше похожую на темницу. Но не сырую, а напротив, очень сухую и теплую. Здесь царило отчаяние. Под низким потолком громоздилась знакомая кровать со столбиками и балдахином. Пурпурная ткань свисала складками, не позволяя выяснить, есть ли кто в постели. Рядом стоял стул, а на нем кассетный магнитофон. «Он предпочитает сухость и темноту, любит хорошую музыку, не терпит грома и визгов. Крикнешь, язык отрежу». Ира задыхалась, мысленно взывая к Валерке Портнягину. Подол задрался до сисек, она чувствовала себя голой и грязной, заранее изнасилованной этими извращенцами. Плечо мазнуло обо что-то шероховатое. На Иру взирал мертвец. «Скажи привет!» Ира открыла рот, чтобы заорать. Роза ударила ее туфлей в ребра. «Меня нельзя бить!» Вместо вопля из глотки пленницы вышло сипение. Она скорчилась у ног сводни, но продолжала смотреть на мертвую женщину, привалившуюся к стене. Волосы, напоминающие паутину, облепили морщинистое лицо. Темно-коричневая кожа драпировала череп. Губы истлели, подарив покойнице вечный оскал.
а глазные яблоки стали черносливом в дуплах глазниц. Бедра, похожие на коряги, были сломаны для удобства и разведены в стороны. «Он ею анонирует», — сказала Роза. Иру вырвало гречневым супом и картофельным пюре. Труп, выставивший на всеобщее обозрение свое бесстыдство, высох до трухи, однако Ира узнала цветастое платье. «Жаль, ребята, но скоро нам придется расстаться. Я замуж выхожу и улетаю в США. Буду вам открытки слать». Америкой Майи Юрьевны Добросельцевой стал подвал маньяков. Оскверненная, она таращилась на ту, которой суждено было разделить ее участь. «Училка!» — прокомментировала Роза насмешливо. «Уж как в Штаты рвалась, а главное, целой была в своем-то возрасте, в отличие от твоей сестрички-прошмандовки-давалки. У невинных шансов больше. Короче, увидала Купидончика, любовь, шуры-муры. Манатки к нам перевезла. С понтом точно и впрямь в США укатила. Она и понести успела, обрюхатилась, значит, но так ее сынок дрючил, так дрючил, что затрахал в конец. А зародышей я в чай покрошила». Ира плакала в луже блевоты и хотела проснуться, прервать этот невыносимый кошмар. «Ну все, ну будет», — смягчилась Роза. «На». — подала носовой платок. «Фу, сопля течет, рожица в кровяке. Утрись, кто тебя драть такую будет? Сыночек. Кто будет драть? Сынка мой». Роза показала неприличный жест. Взяла под локоть и рывком поставила на ноги. «Тетенька», — проскулила Ира. «мне 15 лет. Да похеру, если честно. Любви все возрасты покорны. Иди, чудо чудесное. Он тебя распечатает». Роза подтолкнула Иру к кровати. «Иди, доченька, он ждет». Ира сделала шаг. В голове взрывались петарды, пол ходил ходуном. Зыбились столбики кровати. Роза заняла стул и поставила на колени кассетник. Щелкнула кнопка. Ира прикусила губу, услышав хриплый вокал Кая Метова. «Мне хорошо с тобой, ты моя милая, ты мой сказочный сон». «Я умру», — подумала Ира. «Как Нина, как Майя Юрьевна. Так пусть и они умрут. Эта нечисть пусть прекратит мучить людей». Мысль придала сил, чей запас, казалось, исчерпался еще наверху. Во внешнем мире загрохотало, зазвенело. Ира сунула руки в карманы курточки и плечом утерла каплю крови, щекочущую скулу. Она стояла прямо перед бархатным пологом, по ткани сновали паучки. «К чему волнение, раз есть терпение, мне хорошо с тобой». Ира вынула из кармана правую руку и двумя пальцами взялась за бархат. «Научиться», — бормотала за спиной Роза, раскачиваясь в такт с пульсациями синтезатора. «всему научиться, все с опытом придет». Ира набрала в легкий воздух и отдернула занавес. Патрик Пиюдеба нежился на розовых перинах, обнаженный, и поглаживал себя по груди и бедрам. При виде суженой улыбнулся радостно. Ира зажмурилась до красных всполохов на изнанке век и снова посмотрела на кровать. Пьюдеба исчез. Среди розовой пены кисточек и рюшек шевелилось то, что на самом деле было купидоном. Многочисленные конечности выгибались, покалывая зазубренными лапками простыни. Покрытое жесткими волосками брюшко призывно поднималось. Это мясистое серое веретено венчалось мышечными кольцами, которые выталкивали из себя 10-сантиметровое жало, сочащееся густым янтарным сиропом. Ира потрясенно смотрела на Купидона. Его деформированная голова величиной с футбольный мяч двигалась, поворачивая к невесте наросты, которые, вероятно, были органами зрения, вспухшими и увитыми шнурками вен. Конечности требовательно тыкались в одеяло. «Что это такое?» — спросила Ира. «Американец», — проворковала Роза. «Мой мальчик, плод любви, ее квинтэссенция. Я так долго не могла забеременеть. Все перепробовала, даже Бога вашего молила, которого нет. Но судьба смилостивилась, послала сыночка, лучшего в мире». Ира сглотнула слюну. Существо на продавленной кровати отдаленно напоминало осу, вымахавшую до размеров Сенбернара. Очень отдаленно, ибо подобрать точное сравнение не представлялось возможным. Тельце напряженно подрагивало, серая шкура расходилась слоями в процессе тошнотворной линьки, являя нежно-желтую плоть, и хотя закругленная морда совершенно ничего не выражала, Ира чувствовала похоть, излучаемую существом.
Оно погубило Нину, впрыскивая в молодое тело яд. Оно превратило Майю Юрьевну в оскаленную мумию. Оно меня обнимало своими лапами. Ира вздохнула ртом, чтобы снова не стошнило. Кая Метова сменила певица Нона. «Одной из многих буду средь твоего гарема, и буду я покорной, что хочешь прикажи. Я не хочу свободы, а я хочу любви». Ира провернула колесико второй зажигалки и, не отрывая глаз от Купидона, поднесла язычок пламени к лоснящемуся бархату. Бахрома стала чернеть и сворачиваться. «Теперь ты мой хозяин, в тебя я свято верю, и думать про другого больше не посмею». «Чем это пахнет?» — напряглась Роза. Бархат вспыхнул. Голубая волна огня стремительно пронеслась по складкам. Ира отпрянула. Купидон открыл крошечный ротик и замяукал пронзительно. Балдахин превратился в купол из пламени. Пепел и горящие клочья планировали на ложе для новобрачных. «Что ты творишь?» Роза фурией пронеслась мимо Иры и неуклюже рухнула на постель, давя языки пламени, пытаясь собственным телом потушить пожар. Подвал заволокло дымом. В этом аду певица Нона перешла к припеву. «А я совсем ручная, ты приручил меня, но этого не знаешь, а знаю только я». «Сыночек, сыночек!» — верещала Роза. Ира двинулась к лестнице. «Куда?» Роза ринулась на нее из дымовой завесы. Кусок ткани прилип к ее затылку, как тлеющая фата. Глаза вылезли из орбит. Брючный костюм пропитался секрециями Купидона. Ира увернулась, схватила магнитофон и обрушила его на голову неудавшейся свекрови. Нона заткнулась, брызнула пластмассовой щепой и батарейками. Роза пригнулась контуженная. «Малая, ты здесь?» Ира не знала, действительно слышит Портнягина или спятила от страха. Она бросилась на голос, дым жег глаза, балдахин догорал. Роза навалилась сзади, булькая, и потащила на пол. Ира умудрилась перевернуться. Над ней куском теста болталось перекошенное лицо той, кто родила на свет Купидона. Пухлые пальцы окольцевали горло жертвы, другую руку Роза сунула Ире в рот, будто собиралась выдернуть язык. Перстень с розовым сердцем заскребся о зубную эмаль, мизинец вдавился в десну. «Малая!» Портнягин прыгнул на Розу и воткнул перочинный нож ей в щеку. Лезвие пронзило пучки щечной мышцы, жир и слизистую оболочку, чикнуло о зубы. Пальцы черви покинули Ирин рот, вернули доступ к кислороду. Мотая головой, как разъяренная медведица, обливаясь кровью и рыча, Роза начала подниматься. «Нину мою тронула! Нину!» Портнягин ударил снизу вверх, погрузив лезвие во второй подбородок Купидоновой мамаши. Она хрюкнула и задрала голову сама себя, снимая с ножа и толкая затылком лампочку, отчего подвал превратился в театр теней. Заревев, Роза вцепилась Портнягину в лицо. Он вскинул руку, метя противнице в шею, но промахнулся и почти отрубил ей нос. Наточенная сталь прошла сквозь ноздри и хрящ перегородки. «Убей ее!» — завизжала Ира, стиснув кулаки, приплясывая в дыму. Портнягин услышал и всадил лезвие в брюхо маньячки. «За Нину!» — процедил он, проворачивая нож. Роза затрепетала, оседая на обломке магнитофона. Костюм темнел вокруг торчащей из живота рукояти. Ира метнула взгляд через плечо. Над постелью тлел балдахин, черные ленты опутали столбики. Купидон съежился, пуча, налитые кровью глаза опухоли, и беспомощно мяукал. Он так и не научился жить самостоятельно, без мамаши. Вдруг Ире показалось, что не мольба исходит из слюнявого ротика американца, а призыв к спариванию. О, он все еще вожделел ее! «Какого хрена?» — поинтересовался Портнягин, забыв обо всем на свете. Он шагнул к кровати и недоверчиво нахмурился. «Это че, гля, жук?» «Осторожно!» — закричала Нина. Роза накинулась на ошеломленного парня сзади и несколько раз кольнула ножом в шею. Красное хлынуло, как из питьевого фонтанчика. Портнягин зажал рану, пьяно отшатнулся, посмотрел на Розу круглыми глазами. «Она Даша!» — прогнусавила Роза, выдув изувеченным носом розовый пузырь. Портнягин впечатался в столбик спиной, сполз по нему на пол, засучил ногами и замер. Струйки дыма поднимались к потолочным балкам. «Нет!» — шепнула Ира. «Нет, нет, нет!» Роза приблизилась и ударила наотмашь открытой ладонью. В черепной коробке зазвенело, мир накренился. Пухлые ручонки взяли за курточку, встряхнули и потащили. Роза нечленораздельно бурчала и высмаркивала красные сгустки. Купидон мяукал и вращал брюшком. Майя Юрьевна наблюдала, как Иру швырнули на кровать. Конечности американца тут же оплели девичье тело.
погребли под своими острыми углами, как под буреломом. Жало принялось клевать голые ноги, впрыскивая под кожу грезы, перемещаясь выше и выше, раздвигая бедра. Портнягин, безмолвный свидетель на свадьбе, покорно сидел у кровати. Вместо лепестков пепел посыпал любовное ложе. Роза рухнула на заскрипевший стул. Хриплое дыхание с присвистом вырывалось из ее рта, кровь текла из дырок. В глазах, следящих за постельной сценой, стояли слезы. «Совсем взрослые?» Речь сделалась едва разборчивой. «По Америке блядской путешествовала. Насекомое укусила. Под кожей домой привезла. Полюбила как сына, потому что оно так велело». Голова Розы опустилась, ткнувшись подбородком в ключицу. «Теперь ты береги его, ты нянчи его, ты...» Она засипела и утихла. Наступила смерть, оттененная буйством жизни. Ира не кричала давно и не сопротивлялась. Тепло струилось по венам, организм вырабатывал дофамин и серотонин, эндорфины пьянили и обезболивали. Зря она опасалась, что не понравится своему американцу, своему Патрику Пьо-де-Ба. «Будь нежен», — попросила Ира мысленно. Купидон провел подушечкой пальца по ее губам и ласково улыбнулся. Ира затаила дыхание и ждала, чтобы узнать, как это бывает у девочек в первый раз. Бес номер 8. Матвей Юджиновский. Сопливых никто не любит. Палец в штаб принес Сопля. И даже не отнекивался, когда Ромчик нашел его в тайнике. Белый, высохший, кажется, указательный. Не сказал бы, что мы с Ромкой тогда сильно удивились. Сопля был деревенский дурачок, и в штаб мы его пускали только потому, что он покупал на мамкины деньги чипсы и газировку. Ромчик, правда, вскрикнул и выматерился, когда залез под камень в поисках колоды карт, а нащупал палец. «Это что?» Рома схватил мелкого за шею и ткнул головой в тайник, как нашкодившего котенка. На меня и не подумал. Это было наше 4-е совместное лето. Мы неплохо сдружились, оба городские, оба после 5 класса. Только школы разные. «Порно», — ответил Сопля. На русском он говорил плохо, все больше на своем. «Пальчик». «Пальчик?» — Сопля рассмеялся. «Пальчик». «Вижу, что пальчик. Ты откуда его взял?» Ромчик отпустил его, глянул в тайник, поморщился. «Ворманта!» Сопля махнул куда-то на юг. Рома, нахмурившись, посмотрел на меня. Я пожал плечами, хотя слово это знал. Просто не хотелось, чтобы Ромыч чувствовал себя дураком, лучше уж вместе. «Что там у них?» — указал он туда же, задумался на секунду. «Кладбище. Ворманта — это кладбище?» Я покачал головой. «И вас всем, деревьев много, много!» Сопля стал показывать руками. «Ирлах, благодатная, вкусная земля, да Арсури, таясь, поджидает». Примечание. Арсури. От Ар — человек, Сури — половина. Лесной дух, хозяин леса у чувашей. Конец примечания. «Лес, что ли?» — догадался Рома. «Деревьев много». «Видимо», — кивнул я. «В лесу?» «Да не, какой лес? До ближайшего целый час пешком». Ромчик пихнул мелкого в плечо. «Тебя бы бабка не отпустила так далеко». Тот лишь рассмеялся, устояв, и мотнул головой. «Юношар». «Рядом, недалеко». «Да хоть с девахи! Какая нафиг разница?» — всплеснул Ромчик руками. «Убери этот палец к черту, маньяк!» «Юноша!» «Ага!» Сопля шмыгнул носом, полягушачий прыгнул к тайнику и подцепил палец. Выставил нам на обозрение. Серовато-белая кожа была так стянута, что он походил на куриный, и длинный желтоватый ноготь лишь добавлял сходства. Сопля согнул палец, надавил на этот ноготь, отпустил. Палец медленно разогнулся, чем сильно повеселил Соплю. «Ну точно, дурак! Ухмах!» — ввернул Рома словечко, чтобы Сопля гарантированно его понял. «Выкини, говорю!» — ткнул на выход из штаба. Сопля указал пальцем себе в грудь, мол, «Я?» «Ты, шустрее давай!» «Ховор-трах!» «Быстрее!» — добавил я, раз уж Ромыч козырнул ухмахом. А Сопля развернул палец ко мне. «Раз!» Затем перевел его на Ромчика. «Два!» Как в считалочке. Раз, два, раз, два.
Этого друг не стерпел и, подхватив дурачка за шкирку, потащил к выходу и вытолкал прямо в заросли крапивы. «Думаешь, откуда он взял этот палец?» — спросил я позже. Мы играли в дурака. Смартфонов еще не придумали, ящик ловил 3 канала, и карты были каким-никаким развлечением. Играли, правда, без особого настроения. Скорее, просто хотели поглазеть на полуобнаженных девиц, запечатленных на картах в соблазнительных позах. Рома выменил эту колоду у одного из старших пацанов, отдав ему свои новенькие солнцезащитные очки. «Отгрыз у своей бабули. А чего, слышал, она уже не встает?» — выдал Ромчик, лениво покрываясь козырями. «Ужас». «Да он же шизик, капец. Помнишь, как он кайфовал, когда я ему по приколу в рожу сиранул?» «Да, жесть он странный. На всю голову». «Ну давай уже свою блондинку, все тут ясно». Рома ухмыльнулся, выложил козырную даму. Я остался в дураках. «Не парься, Мих, у него папка, кажись, на лесопилке работает. Сопля, походу, там и ошивается. У них там каждый день акция. Минус палец». Пару дней спустя, в особенно жаркое утро, мы развлекались, играя в люлькабол. С высокого края бывшего котлована, дно которого давно стало озерцом, надо было попасть булыжником в люльку мотоцикла. Как иш небесно-голубого цвета там оказался, доподлинно было неизвестно. Кто-то говорил, что хозяин аппарата хотел убиться, но, как водится, пьяным не получил и царапины. Кто-то рассказывал анекдот о том, как жена мужу мстила. Небесный цвет люлька сохранила только на носу, в который, собственно, и требовалось попасть. Кидали до 5 попаданий, проигравший должен был скатиться по склону и окунуться в воду с головой. На счете 4-2 в мою пользу за спинами послышался знакомый смех. Сопля улыбался, нам так, словно ничего и не было. Ромчик предсказывал, что так все и будет, и сейчас пихнул меня локтем, сбивая прицел. «О, Сопля играет вместо меня!» Он подозвал мелкого, вручил ему камешки и привычно забрал пачку чипсов, с которой тот явился. Не катит», — возразил я и тоже потянулся к пачке. «Ты ссышь просто, что Сопля тебя сделает и придется окунуться». Мы хохотнули, отчего Сопля совсем расплылся в улыбке. В итоге кидал только он, а мы хрустели чипсами с грибным вкусом. Швырял снаряды мелкий, разумеется, бестолково. Через раз они и до воды не долетали. «Иварха!» Сложновато. Непросто. Жаловался он в этом случае и хлюпал носом. «Матур! Молодец!» Повторяли мы, посмеиваясь. Увлеченный зрелищем, я в какой-то момент, вслепую шурудя рукой в пачке, ухватился за Ромкин мизинец, покосился на друга. Тот, не переставая хихикать, успевал облизывать пальцы. Зачем-то я заглянул в пакет, хотя все было ясно. Желтый коготь глядел изнутри. Я вскрикнул и отбросил пакет. Съедобное тут же попросилось наружу. Кое-как я его удержал. Ромчик взорвался громогласным «Ха!», но когда я согнулся в рвотном позыве, осекся. «Чё ты?» Я указал на пакет. Рома поднял его, раскрыл, словно раковину. Лицо друга побелело, но затем он скомкал пакет, скрипнул зубами и весь побагровел. Схватил Соплю за ворот футболки и потащил к краю обрыва. «Урод тупой! Сейчас пну, полетишь кувырком!» Сопля закричал и расплакался. «Ром, осторожней!» — встревожился я. «Да ничего, скажем, оступился, потому что не слушался, да?» Он встряхнул мелкого. «Да я тебе твой палец!» Рома дернул Соплю назад, толкнул в траву и навис над ним. «Мих, подай-ка пакет!» — потряс он рукой. Я поднял пакет и пошел к ним. Сопля замычал. «Нет-нет, а ну-ка, открой рот!» — процедил Рома. Тот замотал головой. «Открывай, придурок! Оварна ус!» «Рот открой!» Я протянул пакет. «Да блин, Мих, открой сам и достань его!» «Может, открой и достань!» Сам он зажал мелкому нос, не побрезговал даже заляпаться соплями. Обливаясь потом под палящим солнцем, я расправил пакет, запустил руку внутрь, нащупал палец. Представил, что это всего лишь куриная лапка. Достал и тут же передал Роме. «Мне это зачем? Давай, пихай этому уродцу в хавальник!» Едва Сопля вдохнул через рот, как Рома вцепился в его нижнюю челюсть и оттянул ее вниз. Нестерпимо хотелось в туалет, и будто поэтому, сглотнув колебания, я не стал медлить и сунул костлявый палец мелкому в рот. Тут же Рома запечатал его своей рукой. «Жуй!» — засмеялся он. Сопля с готовностью закивал и живо заработал челюстями. Рома даже опешил. Отдернул руку, лицо его перекосило, а мелкий, наоборот, растянулся в улыбке, взорвался довольным смехом.
Так, словно все это было понарошку, словно мы взяли его, наконец, в свою игру. И пускай он пока не понимал правил, но счастлив был стараться. Или словно он и хотел. Рома побагровел в гневе. «Чего смешного, придурок?» Он тряхнул мелкого об землю. Может, Сопля и сам хотел съесть палец. Зачем-то же он закинул его в свои чипсы. Мелкий закашлял, затем испуганно выпучил глаза, судорожно заерзал, улыбка исчезла, его раскрасневшееся лицо стало синеть, руки метнулись к горлу. Рома отпустил его, вскочил на ноги. Мелкий давился, синюшное лицо было все в соплях. Меня прошибло холодом, тело парализовало. Рома также замер в ужасе. Сопля пытался вдохнуть, неимоверно напрягаясь. Вены вздулись у него на шее, но воздух лишь слабо свистел. «Он задохнется!» — прошептал я, затем вскрикнул. «Он сейчас сдохнет!» Но Рома не шелохнулся, лишь попятился, вся краска сошла с его лица. Наконец, мое тело ожило. Я кинулся к мелкому, перевернул на бок и замолотил по спине, но тот продолжал хрипеть. Тогда я перевернул его на живот, подхватил за грудь и рванул вверх, чтобы поставить на четвереньки. Сопля закашлял, и в коричневую пыль упал палец со следами крови. С грубым свистом мелкий вдохнул и снова закашлялся. Он кашлял, стоя на четвереньках, сплевывал в пыль кровь, слюни и сопли вперемешку, с щек срывались слезы. А затем он согнулся в рвотном позыве, простонал и выблевал наружу второй, еще один такой же палец. Я отшатнулся. Казалось, земля ушла из-под ног, и сейчас я полечу с обрыва. Но тут меня толкнул в спину Рома. «Сваливаем!» Мы кинулись прочь. И мы кричали. В тот же вечер я позвонил домой и полчаса упрашивал отца забрать меня назад в город. Батя психанул, но согласился при условии, что оставшиеся летние дни я буду ходить с ним на работу в теплице. Я забежал к Ромчику узнать, как у него дела. Тот сидел на крыльце злой и без конца полоскал рот марганцовкой. «Дома трубку не берут. Позвони позже». «А толку? Я ж помню, у родаков еще неделя отпуска. Вряд ли они с моря раньше вернутся». Я сбегал домой и позвонил опять. Отец, на удивление, не стал орать, а шумно выдохнув, согласился снова. Но теперь с тем, что заберет и Рому, и мы уже вдвоем будем помогать ему в его драгоценных парниках. Ромчик долго тряс мне руку, повторяя: «Тафтапус! Спасибо!» А затем ткнул кулаком в плечо. Скромно улыбнулся. «Друг!» Ночью не спалось. Под пуховым одеялом было жарко, сердце колотилось, мешая уснуть. Я откинул одеяло к ногам, прогнал дурацкие мысли. Наоборот, представил, как мы с Ромкой катим на заднем сиденье отцовской девятки домой. Как мимо проносятся поля и села, приближая заветные улочки города. Стекла мы, конечно, опустили, и ветер врывается в салон, треплет волосы и ныряет под футболку. А еще свистит, гудит, и мы почти не слышим друг друга, кричим, а потом просто смеемся, и все плохое остается позади. Я отвернулся к стене и закрыл глаза. Если уснуть, то все это случится гораздо быстрее. Бабушка легла тоже. Едва смолкла ее кровать, как по дому поползла тишина. Лишь часы в зале отбивались от нее, да занавески тихо шелестели, раздуваемые ветром с улицы. Подушка раскалилась, взмокла под головой. От нее несло немытыми волосами. Я перевернул ее на другую сторону, стало лучше, улегся поудобней. Вспомнил свою постель дома, потом комнату, квартиру, двор. Насколько все там было проще и понятнее. Уже на краю сна услышал то ли шепот, то ли крик. Скорее крик, с улицы, словно кого-то звали. Кажется, я подумал о Сопле, о том, что он все рассказал маме, и это она зовет меня. Стало холодно, я сжался и потянулся к одеялу. Послышались шаги на улице. Сердце заколотилось, их стало больше, настоящий топот. Он приближался. Проснулся я в сумерках, весь в огне, в поту. Голова как в огненных тисках. Да и тело тоже, будто запеленали. Хуже. Точно залили горячим свинцом, пальцем не пошевелить. К черту дурацкое одеяло. Хотелось откинуть его, хотелось сесть, хотелось вдохнуть. Неожиданно это оказалось невозможным. Просто поднять руку, вдохнуть полной грудью, сбежать. Что делать еще, когда нестерпимо страшно, я не знал. Был беспомощен, как закопанный в раскаленный песок. И я закричал. Мой крик тут же запечатала рука. Опустилась на губы, смяла, холодная и липкая. Тень надо мной шевельнулась. Сердце подскочило, голову сотряс запертый крик. Кто-то сидел на мне, забрался на грудь и давил.
Серый, как сами сумерки, худой и скрюченный, как палец. Спутанные волосы паутиной скрывали лицо, но глаза... Их взгляд вколачивал в мокрую постель. Я плакал и просил, чтобы все закончилось. Но тишина оставалась неподвижной, не было ни звука, только часы по-прежнему мерно тикали. Я едва дышал, но и сейчас помню, чуял землю и траву. Четкий запах, настолько, что казалось, будто песчинки грязи на простыне впиваются в кожу. А затем оно опустило голову. Звенящая тишина треснула, кто-то шмыгнул носом. Я завопил. Сердце сжалось, в глазах потемнело. Из этой темноты послышался бабушкин голос. Она звала меня, выдернула. Я подскочил, и крик оборвался в горле. Первые лучи солнца проникали в комнату. «Отдышись, отдышись! Ох, мокрый весь!» Бабушка приглаживала мне волосы. Она сидела на краю кровати, встревоженная, в ночной сорочке. «Все, успокойся, дурной сон». Я взялся за грудь и заплакал. Бабушка поводила рукой по спине. «Все, проснулся уже. Сейчас, погоди». Она вышла из комнаты. Я утер слезы, шумно вдохнул, огляделся. Никого не было. Никто не прятался в темных углах. Да и темноты почти не осталось. За окном заголосил петух. Вернулась бабушка, вручила мне кружку. Я с жадностью осушил ее. Снова отдышался, тело остывало. Затем она протянула крестик, маленький, серебристый, на тонком шнурочке. «Зачем?» — спросил я. «На груди сидела». Бабушка положила себе на грудь кулак. «Дышать не давала». Ответить не смог, лишь сдержав слезы, кивнул. Она надела мне крестик. «Вопор-лопор. Приходил злой дух. Давно о нем слышно не было. Видать, перед тобой не устоял». Бабушка улыбнулась, постучала узловатым пальцем по крестику у меня на груди. «Носи не снимай, и больше не придет». Я сжал крестик и глянул на нее. Видимо, слегка растеряна, она усмехнулась, потрепала по голове. «Ну, давай, чтобы наверняка. Сейчас». Она снова отлучилась, а когда вернулась, отсыпала мне в ладонь угольков и золы из печи. «Подойди к окну, выбрось на улицу и скажи: «Вопор урах анкил, вудло келеса патол». «Вопор, не приходи больше, огненную золу сыплю». Слово в слово повторив за ней, я швырнул золу в окно. Угольки бесшумно упали в траву, золу разметал ветер, ничего не случилось. Не вспыхнула защитная граница, не засияло силовое поле, я отряхнул ладони. «А кто это? Вопор-лобор?» «Пакостник один, проказник мелкий. Спать не дает, мучает и тем силы забирает. Раньше, говорили, еще солнце и луну ест. Не зря, гляди-ка, ночью аккурат затмение было». «А почему он? То есть за что?» Я отвернулся от окна. Бабушка заправляла постель. «Да кто ж знает. В детстве рассказывали, мол, Йомси веселятся. Это бабки-шаманки, значит. Приходят по ночам напитаться. Злой дух, он и есть злой дух. Ты, что ли, принес?» — спросила она вдруг, чуть отодвинув подушку. «Что?» — выдавил я, противные иголочки побежали по голой спине. На простыне лежала черная веточка, короткая, шишковатая, как палец. «Нет», — замотал я головой. «Вопор оставил». Бабуля подцепила веточку. «Гляди-ка, черная, как ночь. Так и есть. Мы ведь его спугнули. Ну ничего, мы его подарочек в печку. Сгорит, и ему неповадно будет». В полдень мы с Ромой сидели на лавочке во дворе, ждали, когда приедет мой отец. Рядом лежали рюкзаки с нашими пожитками. Над ним и его так и покоилась пара книжек. Ромчик то и дело залезал в свой, доставая пирожок за пирожком. Угощал. «Видел соплю?» «Нет». И больше мы его не упоминали. «Добро с тайника забрал?» — спросил я, потому что и сам хотел, но побоялся. «Нет», — бросил Рома. Мы переглянулись, каждый, казалось, подумал, а вдруг там снова палец. «Зачем? Пускай до следующего лета лежит. На то он и тайник». В какой-то момент на улице за воротами поднялся шум. Кричала женщина, не по-русски, но понятно было, что она рассержена и, кажется, кого-то ищет. Я вновь подумал о мамаше Сопли и о том, что он ей все-таки нажаловался. Сердце забилось часто, Ромыч перестал жевать и тоже прислушивался.
долго еще твой батя ехать будет?» Я не выдержал, крикнул бабушке в распахнутое окошко. «Бабуль, сколько времени?» Она выглянула на миг. 20 минут второго». «Ты разбираешься, сколько это? Бесит, когда так говорят», — буркнул я. «Наверное, 1:20». Я вышел в 1. Черт, обещал к 2, надеюсь, раньше приедет. Хоть бы уже. Крики, приближаясь, сменились вдруг смехом. Затем все смолкло. Я выдохнул. Хотел было сбегать в туалет, когда Ромчик встал. «Чё-то я устал ждать. Погнали сразу на остановку, и бате твоему не придется по земле катить. Тачку же узнаешь свою?» Я кивнул. Сидеть здесь, как на иголках, и правда не хотелось. «Ну все, отлично, а то тут на ямах и кочках подвеску угрохаешь на раз». По улице топали молча. Когда же вышли из деревни, словно прорвало. Минут 10 расписывали, кто чем займется в городе. Футбол, баскетбол, видеопрокат, сега, пляж, рыбалка. Теплицы в наши планы не входили. Я надеялся, что папа все-таки сдастся. С надеждой всматривались в каждую встречную машину. Рома оборачивался ко мне, я мотал головой. Папа не спешил. Когда проходили мимо лесопилки, повеселевший Ромчик поделился. «Прикинь, бабуля сопли, баб Фима. Оказывается, так-то не слегла, как мы думали». «И?» Смена темы мне не понравилась. «Да не, просто мы с бабкой моей разболтались что-то, и она рассказала, что вообще-то баб Фима пропала». «И чё?» «Да ничего. Говорит, она ушла однажды из дома и не вернулась. Ее типа искали и не нашли». Я вспомнил бабу Фиму. В прошлые года она вечно зазывала соплю домой и кричала на всю улицу. И мелкий послушно бежал, счастливый и довольный, в то время как мы, когда нас пытались загнать, постоянно ворчали. Голос у нее был сильный и резкий. Мы всякий раз буквально подпрыгивали, при том, что сама она была худощава, скрючена и хромонога. Волосы ее от чего-то всегда казались растрепанными, косы она не заплетала, а платков будто не признавала. А еще неизменно носила на поясе прикольный такой мешочек на кожаном шнурочке. И мы представляли, что у нее там может быть золотые монеты, или махорка, или баночка соплей внучонка. А она не говорила, может, баб Фим... Начал я, прежде чем понял, что хочу спросить, и замялся. «Чего?» — заинтересовался Рома. «Зачем? Надо было просто дождаться отца и уехать, забыть. Не говорила она, что, может, баб Фима была типа шаманкой, знаешь, или...» Ромыч уставился на меня удивленно. «Знахаркой она была. Моя бабка сама к ней ходила раньше. А чё? Почему спрашиваешь?» «Да так мне бабушка тоже что-то такое рассказывала», — придумал я, а я не поверил. Мы миновали лесопилку. По дороге проехал трактор с прицепом, поднял облако пыли. Перед тем, как лесопилка скрылась за поворотом, Рома еще раз бросил на нее взгляд. «А прикинь, это родаки сопли там бабу Фиму по частям вжик-вжик, а сопля пальчики и утащил?» «Фу, кошмар! Ну и мысли у тебя!» Я поежился. «Ты, походу, ужастиков насмотрелся». «Не, я после Крюгера ужасы вообще не люблю». Наконец мы шагнули в тень. Палящее солнце скрылось за кронами деревьев. Правда, ненадолго, их было немного. Небольшая рощица, по другую сторону которой располагалось кладбище. Оградки, кресты теперь можно было местами разглядеть. Дорога к нему как раз осталась позади. Раз в месяц бабушка проходила этот путь, чтобы проведать деда. После трактора нам не повстречалась ни одна машина, хотя мне казалось, что мы наткнемся на отцовскую бордовую девятку. Еще не дойдя до асфальта и остановки, я знал, что папа скорее приедет сильно заранее, чем опоздает. И тут меня прошибло так, что похолодели руки и заныл живот. А вдруг в деревню есть другая дорога? Вдруг он уже приехал, а нас нет? А следом я осознал, что не попрощался с бабушкой и не сказал, что мы пошли к остановке. В этот миг я налетел на Ромчика, вынырнул из своих мыслей, но друг даже не возмутился. «Это сопля там?» — спросил он вместо этого. От упоминания сопли живот заныл сильнее. Застыв, Рома смотрел между деревьев. Я уставился туда же, пригляделся. Да, метрах в 20 угадывалась белобрысая голова мелкого. Следом я различил и его всего. Прыгая на корточках, сопля руками раскидывал землю, словно откапывал что-то и напевал на своем. Рома прошел немного вперед и ближе к деревьям. «Помнишь, он сказал, что нашел палец в лесу?» «Да плевать. Пойдем», — потянул я его. «Прикинь, он, оказывается, в могилах роется. Но вообще без крыши». Рома сделал еще шаг и пригнулся, чтобы лучше рассмотреть.
Там нет могил, кладбище дальше. Погнали уже, пока он не заметил». «Нет, мне тетка рассказывала, что некрещенных самоубийц и типа нечистых всяких раньше на кладбище не хоронили, а закапывали как раз неподалеку». «Тем более сваливаем, Ром!» Я подтолкнул его, и тут у него вырвалось: «Пиздец!» А затем он попятился и упал. И надо было подхватить его, потянуть за собой. Надо было просто сбежать. Всякий раз, возвращаясь в памяти к этому моменту, я проклинаю себя за то, что тоже посмотрел. Там, между деревьев, Сопля возился с телом. Тащил подмышки из земли. Голая, серо-черная, с копной седых волос. Ноги подкосились и у меня. «Баба Фима! Это баба Фима!» Отползал Рома. А Сопля продолжал напевать, усадил тело, отряхнул лицо от земли, поглядел, смахнул волосы, что мешали, снова взглянул, а затем стал целовать. «Фу, блядь!» — отвернулся Рома, но тут же посмотрел снова. У меня же слов не было. Я попробовал встать, но было уже поздно, теперь я знаю. Сопля прильнул ухом к синим губам покойницы и тут же обернулся к нам. Едва пристав, я сел назад, трава кольнула руку, но боль была точно чужая. С обычной своей улыбочкой Сопля помахал нам перепачканной рукой. Затем торопливо сел мертвой бабушке на спину и помахал уже ее безвольной рукой. Заливистый смех долетел до меня, словно сквозь подушку, пробился через пульсацию в голове. «Ему в дурку надо», — выдавил я. Но Рома будто не слышал, смотрел завороженно. А дальше покойница вытянула руку в нашу сторону. Она указывала на нас, водила кистью туда-сюда, тыкая то в Рому, то в меня. Это было ясно, пускай у нее не хватало пары-тройки пальцев. Раз-два, раз-два. Счет остановился на Роме. В тот же миг он вскочил на ноги, оставив на земле рюкзак, и шагнул меж деревьев. «Рома, стой!» — выкрикнул я. Он не слышал. Тело не желало слушаться, но все же я поднялся. «Рома, очнись! Остановись!» Без толку. Я бросился к другу, взял за плечо, дернул назад. Он извернулся и пошел дальше. Я кинулся к нему снова, и тут голову сотряс голос. Тот самый, который когда-то на всю улицу звал Соплю домой. «Кай, Кунтан, иди отсюда, коли крестом прикрылся! Кыш, кыш, манкачапи, сопляк!» И старушечий хохот смешался с безумно довольным смехом внука. «Рома!» — проблеял я еще почти плача. Он обернулся, открыл рот, но звука не последовало. Вместо слов изо рта посыпалась земля. Рома еще пошевелил губами, а затем закашлялся, отвернулся и пошел прочь. И все кашлял, а земля все не кончалась, и сыпалась, а я сбежал. Бежал до самой остановки. Потом дальше меня преследовали слова, которые напевали Сопля и мертвая баба Фима, пока Рома болезненно, кривясь телом, шел к ним. Из земли торчит игла, в пятку мне вонзилась смертью. Ненавистников слова также протыкают сердце. Примечание. Причитание, которое напевают от лица умершего, провожая того на кладбище. Конец примечания. Я не мог их понять, но каким-то образом они отпечатались в памяти, как клеймо, как проклятие. Я помню их по-прежнему, но не хочу, не желаю знать, что за ними кроется. Я не повторю ошибку, не стану смотреть. Так, не оглядываясь, я бежал, пока не показалась, наконец, бордовая девятка. Только тогда я остановился и, глотая воздух, понял, что все это время сжимал через футболку крестик. И лишь увидев отца, вспомнил, что лицо мое все в слезах и соплях. Устыдившись, я торопливо стер их. Потом мы ехали домой. Я солгал, что Рома передумал и решил остаться в деревне. Папа поспрашивал, чем мы занимались целыми днями, я коротко отвечал, глядя на уходящие к горизонту поля. Не было опущенных стекол, не было задорного ветра. Папа включил радио, заиграла музыка так, словно ничего ужасного в мире и быть не может. Рому я больше не видел. То ли это кончилось, и ничего из того, о чем мы мечтали и что планировали, не случилось. Рома ушел, и я понимаю, оглядываясь назад, что и жизни настоящей тоже не случилось. Рома ушел, а я сбежал. Но ничего не сделал с дарованной жизнью, ничего не нажил, ничего не достиг. Не жил, в общем-то. Все только убегал, до сопли размазывал. Черт номер 6.
6. Дмитрий Лопухов. Пластмассовый человек. В 6 лет я решил распродать все свои игрушки и купить на выручку прибор для замены судьбы. Мой дед в тот год умирал в больнице, и почему-то от меня этого не скрывали. Все говорили, что ему осталось недолго. И дед, наверное, тоже знал, но все равно мечтал отвезти нас на поляну. Каждое лето мы залезали в его старенькую, вечно чихающую «Волгу» и отправлялись в таинственный загородный лес. Находили там всегда один и тот же открытый участок с аккуратненькой травой, игрушечными маленькими деревцами, крошечными, будто керамическими птичками и захаживающими порой плюшевыми зайцами с глазами-пуговками. Я обожал эту поляну. Привозил туда все свои грузовички, солдатиков, самолеты, возводил исполинские базы. Игрушки там словно оживали, делались податливыми и теплыми. Мне чудилось, что оловянная пехота идет в атаку. Цокают подковы пластиковых лошадок, мычат резиновые коровы, щелкают кнутами ковбои и пыхтят едким дымком разноцветные паровозы. Мы ставили палатку и жили на поляне несколько дней. Дед с отцом сражались в шахматы, мама пекла в углях картошку и загорала, а я, как одержимый, играл. По ночам я зарывался в спальник, вдыхал сладкие запахи трав и леса, слушал перекличку керамических птиц, а потом видел удивительные сны. Мои живые игрушки плавились, слипались в разноцветные комки, а после превращались в совершенно невозможные вещи. В гигантских безликих роботов, в титанических говорящих кукол. Они боролись друг с другом, истекали густой, похожей на плавящийся пластик кровью, а победители нашептывали мне на ухо невероятные секреты, которые я по утрам послушно забывал. Но один, про прибор для замены судьбы, я запомнил. В то лето, когда заболел дед, мы никуда не поехали. Мама стала брать меня с собой на работу, и однажды утром я увидел на остановке, как толстая, неопрятная тетка смотрит с открытым ртом на ленивый труд асфальтоукладчика. Мы возвращались домой под вечер, и я снова увидел эту тетку на том же месте в неизменной позе. Она опять наблюдала за рождением асфальта, сама себе беззвучно что-то говорила и теребила в руках ажурную авоську. Тогда-то мне и вспомнился прибор для замены судьбы. Я захотел отобрать прожигаемую теткой жизнь и отдать деду, чтобы вновь всей семьей поехать на волшебную поляну. Я представлял, как сжимаю в руках похожий на пластмассовый пистолет-заменитель судьбы, навожу его на тетку, пуф-пуф-пуф, и вот она уже лежит в больничной койке, по-кукольному открывая и закрывая глаза. А дед рулит «Волгой» и лукаво подмигивает мне из зеркала заднего вида. Я сделал бумажный ценник для каждой игрушки. Устроил во дворе распродажу, но ничего не заработал. Хотел повторить на следующий день, но вечером тревожно застрекотал телефон, мама ответила, а потом сказала папе. Отмучился. Родители думали, что я ничего не пойму. Но я все понял, отодрал от игрушек ценники и прорыдал всю ночь. Оплакивал деда, поляну, мои сны и секреты, навеки оставшиеся среди высоких трав и маленьких деревьев. Утром к родителям пришел организатор похорон. В лоснящемся костюме мышиного цвета и с глянцевыми, будто пластмассовыми волосами, зализанными на прямой пробор. Я вышел, поздоровался и заплакал еще горше и страшнее. Много лет спустя я снова захотел прибор для обмена судьбами. Но теперь мотивы мои были пониже, а помыслы сильно жиже. Меня уволили с работы, а новую найти никак не получалось. То ли не везло, то ли специалистом я был действительно неважным. Сперва я просто слонялся по городу, ходил в кино, смотрел, как играет солнце на хрустальных брызгах фонтана. Валялся дома на диване и рассылал резюме. Но шли дни, мне приходили отказ за отказом, а на душе становилось тревожнее и тяжелее. А потом я случайно увидел в интернете страничку забытого приятеля и страстно захотел обменяться с ним судьбами. Еще в школьные годы я обнаружил, что друзья делятся на две категории. Первых ты приобретал сам. В дворовых похождениях, драках и играх. Вторые доставались от родительских знакомых. Странными они оказывались, эти дети из второй категории. Часто с ними не было вообще ничего общего. Но дружить все равно приходилось. С друзьями первой категории они никогда не пересекались. Существовали на параллельных приятельских прямых.
Юра Кособудский был другом второй категории. Меня прикрепили к нему из-за того, что наши мамы работали на одном комбинате. Поначалу я этого назначенного друга недолюбливал, считал занудой и тихоней. Игрушки у него всегда были аккуратно расставлены по полкам, а некоторые заграничные он и вовсе хранил нетронутыми, в упаковках. В те дни мне ни за какие ковришки не захотелось бы меняться с ним судьбой. Со временем мы стали общаться получше, но все равно Кособудский оставался для меня другом второй категории. Неудивительно, что после института мы потерялись, и только теперь, много лет спустя, социальная сеть по странной, кремниевой прихоти подбросила мне его аккаунт. У меня к тому моменту все стало плохо. После собеседований мне не перезванивали, деньги закончились, жизнь походила на пожелтевший от времени пластик. А вот у Кособудского, судя по страничке, судьба сложилась замечательно. Он управлял бизнесом, сделал жене красивую грудь, ездил отдыхать, то на Тенерифе, то на Майорку, владел симпатичным БМВ. Словом, я позавидовал и захотел поменяться с ним судьбами, чтобы пуф-пуф-пуф, и я в Испании, а ошарашенный Кособудский в моей съемной однушке. Я покрутил страничку и неожиданно наткнулся на объявление о найме сотрудников. Кособудский искал активных, коммуникабельных, хватких людей. Не сказать, чтобы я соответствовал, но мне показалось, что наше давнее знакомство перекроет дефицит достоинств. На аватаре у Кособудского стоял игрушечный подъемный кран, и я решил, что вакансия связана со строительством. Меня это устраивало, так что я быстренько сочинил послание. «Привет, мол, старый друг, нашел тебя случайно, горюю без работы, подсоби». Кособудский написал мне через полчаса, велел завтра же прийти к нему в офис. И я отправился спать, радуясь, что в далеком детстве у меня образовался такой зануда друг второй нижайшей категории. Ночью мне впервые за много лет приснилось что-то огромное, обволакивающее, пластмассовое, шепчущее на ухо, секретное, страшное и чужое. А проснувшись, я на мгновение уловил в сочащемся из окна бензиновом перегаре ускользающую сладость лесных трав. И мне от чего-то стало грустно и тревожно. Я почему-то ожидал, что это будет небоскреб из черного стекла, наполненный бегающими по этажам красивыми секретаршами с воздушными именами, вроде Беллы или Дианы. Но оказалось, что офис Кособудского скрывался в недрах бывшего дома быта. Я заблудился в сумеречных переходах, и мне любезно помогла уборщица, восхитительно круглая женщина, назвавшаяся пахнущим старым комодом и оладьями именем Нюра. На нужном кабинете не оказалось вывески, только номерок, я постучал и зашел. Кособудский сидел за низеньким, дешевым столом, на котором не было ничего, кроме ноутбука и какой-то нелепой, цыплячьего вида плюшевой игрушки. «Кособуни, дружище, то есть, прости, Юра, старая привычка. Здорово!» Кособудский посмотрел на меня с диковатым прищуром, и я поспешил представиться. «Это я, Миша. Вчера, помнишь, списывались?» «Миха! Брат! Ну, прости, я тут завозился сперва и не понял. 1000 лет! А ты раздался, как я погляжу». «Ну и ты, не тростиночка», — ответил я, чуть-чуть расстроившись. «Есть такое». Кособудский с удовлетворением похлопал себя по намечавшемуся брюшку. «Не голодаем. Слышь, ну выкладывай уже. Чего там за беда?» Я рассказал о своих проблемах, изучая между делом офис. Он оказался небольшим, скудно обставленным. Сквозь грязное окно с облупившейся деревянной рамой, оставшееся, вероятно, еще с тех времен, когда здесь трудились рядовые, домбытовские портнихи, тускло сочился свет. Вдоль стен стояли шкафы с мутными стеклянными дверцами, через которые просматривались разномастные многоугольные предметы. На полу лежал дешевый линолеум в квадратик, покрытый пятнами въевшейся грязи. Все это мало походило на кабинет успешного дельца. «Такой себе интерьерчик, да?» Кособудский словно прочитал мои мысли, и его круглое красное лицо осветила белозубая улыбка. «Это потому, что ко мне люди не приходят. Наоборот, я к ним прихожу. Ну, не конкретно я, а мои сотрудники». «Юра, а ты в строительстве?» «Да каком строительстве? Нахрена мне это все? Там грязь страшная, менты, депутаты. А у меня маленькое, чистенькое дельце. И даже на икорку хватает. Я, в общем, выкупаю игрушки мертвецов». Мне потребовалось время, чтобы сообразить. Кособудский не шутит.
Помирает, допустим, дед. А у него в серванте куколки там, фигурки разные стоят. Он их с детства хранил. Или на антресолях игрушки какие-то валяются. Грузовички и всякие конструкторы. Вот я их и выкупаю. Знаешь, как много после умершего человека хлама. Живет себе бабуся, спит напротив книжного шкафа и не знает, что в нем редких книг на пару миллионов. Помирает, и тут же люди суетятся. Не понял, а как вы узнаете, что вот подоспел момент, когда гроб выносят? Нет, конечно. Кособудский опять заулыбался. Понимаешь, Миха, смерть — это бизнес. Ненужная бабка представилась, и получаса не проходит, как кто-то, врач скорой, мент, санитарка из больницы, сливает об этом инфу. Вам? Да ты чего? Куда нам? Похоронкам? Ну, похоронным агентствам. Там такие суммы крутятся, что люди из бабок могут дома строить. Из бабок на бабках. Так вот, человек из агентства может дальше передать инфу кому-то еще. Книжникам, например, или тем, кто по ювелирке, антиквариату. Сечешь? То есть у вас есть знакомые агенты, которые сообщают вам, что кто-то умер и можно ехать? Знакомые, бля. На деньгах они моих сидят. В тележку чирик, адресочек, я в ответ чирик, переводик. Дальше пробиваю, что за квартира, давно ли в собственности. Если все окей, отправляю человека. Просчитываю так, чтобы он шел после похоронника. Некоторые из похоронных, те, что поумнее, даже любят, когда после них мои ребята подъезжают. Скорбящий не успевает переварить, чего похоронник навешал. Плюс игрушки — это обычно теплые детские воспоминания. Человек плывет и уже особо и не думает, сколько ему сверху за гроб накинули. А почему нельзя выкупать игрушки, пока люди еще живы? Миша, это азы! Потому что живой человек склонен свой хлам переоценивать, особенно если он его десятилетиями копит. А хлам мертвеца, наоборот, всегда недооценен. А если сказать что-нибудь там вроде «в эту игрушку будет ребенок играть и покойного добрым словом поминать», то тебе еще и благодарны останутся. Догоняешь? Ох, Юр, как-то пованивает это, что ли? Где пованивает, Миша? Кому будет хорошо, если мешок с вещами вынесут на помойку? А тут мы и человеку денежку дадим, и сами заработаем. Все в жире. А почему игрушки? Почему не одежда, например? Ну какая одежда, Миша? Наша поляна, бабки из хрущевок, инвалиды всякие, нищета. Откуда у старухи с пенсии в десятку Гуччи? Она разве что за внучкой толстовку с гражданской обороной донашивает. Конечно, есть те, у кого шкафы от лакшери ломятся, но это вообще другой уровень. Там смерть стерегут очень серьезные люди». Кособудский замолчал. Я тоже сидел тихо, придавленный открывшимся передо мной миром посмертного мародерства. За дверью что-то влажно шелестело, я догадался, что это моя новая знакомая, Нюра, моет полы. Мысли тут же помчались по гнусному маршруту. Хранятся ли у нее на антресолях старые игрушки? Что с ними станет, когда Нюра умрет? Кособудский по-своему истолковал мое молчание. «Вот скажи мне, Миша, где твои детские конструкторы и остальная фигня?» Я сразу же вспомнил дедову поляну. Перед глазами замаршировали оловянные пехотинцы и поскакали на конях пластмассовые ковбои. «Не знаю даже, Юр. Выкинули, наверное, когда я съехал. А может, отдали кому-то?» «То-то и оно. А там, прикинь, мог быть какой-нибудь солдатик, за которого сейчас 20 легко отвалит. Я вот, кстати, собрал коллекцию. Из детства». Кособудский обвел рукой помещение, и до меня наконец дошло, что за мутными стеклами шкафов прячутся игрушки. «Вот тебе испытательное задание. Найди самое ценное. В телефон не лезь, справишься, все, работа твоя». Я нерешительно встал, подошел к одному из шкафов и открыл стеклянные дверцы. «Смелее!» — подбодрил меня Кособудский. «У нас нужно уметь чувствовать. Как бы, знаешь, нутром выбирать. Посмотрел на игрушку и понял, что она изменит твою жизнь». Из шкафа на меня грустно таращились крупный мишка с бантом и полистироловый буратино со злодейски насупленными бровями. Рядом стояли полуметровый товарный состав, точеный деревянный вертолет с прикрепленной к носу тесьмой и набор из небольшой пушки и 6 металлических солдатиков Отечественной войны 12-го года. Я почему-то сразу представил, какие поединки они могли бы устраивать на Дедовой поляне.
Злой Буратино прыгал бы на солдатиков с вертолета, в вагончиках перевозили бы раненых, а Мишка с бантом, громогласно ревя, бросался бы на защиту своих стальных друзей. А после, ночью, они все слипались бы в гигантскую фигуру с исполинскими пуговичными глазами и... «Солдатики так себе! Поздняя, острецовская фабрика. Материал дрянной, совсем хрупкий», — подсказал Кособудский. Я почувствовал, что он говорит теперь с новыми интонациями, немного взволнованно, но с явным удовольствием. Ему нравились игрушки, он гордился тем, что в них разбирается и на них зарабатывает. И если мне действительно нужна была эта странная работа, следовало прямо сейчас брать быка за пластмассовые рога. Я подошел к другому шкафу. В нем лежали красный пистолет, золотая рыбка со светло-голубыми водянистыми глазами и сильно потрепанное, с дырками на сгибах, поле настольной игры «Большое космическое путешествие». «Из веселых картинок», — пояснил Кособудский. Хотя здесь мне не требовалось подсказок. В детстве у меня тоже была такая игра. Как-то раз я взял ее с собой на поляну, но ночью прошел дождик, и наутро от поля остались лишь растекшиеся по траве бумажные обломки космолетов и кусочки тел инопланетных воинов. Я убедил себя тогда, что все эти космические рыцари, крокодилы и стальные акулы ожили во тьме, бились и разодрали друг друга в ошметки. Я ходил от шкафа к шкафу. В одном из них меня поразил гранатомет РПГ-7, выглядевший совершенно настоящим. В другом набор разноцветных индейцев, среди которых особенно выделялся сидящий в неудобной позе вождь с безумными, закатившимися глазами и зажатой в руке курительной трубкой. Я смотрел на все эти фигурки, пистолеты, машинки и конструкторы, с досадой думал, что не могу даже приблизительно понять их ценность. А потом я увидел подъемный кран. В точности такой, как на аватарке у Кособудского. И в голове ярко полыхнула догадка, почему бы коллекционеру не использовать вместо фотографии свой самый главный экспонат. «Юр, вот этот кран, мне кажется». «Ах ты, жук!» — восхитился Кособудский. «По картинке моей догадался, да? Ну, молодец, варит котелок. Ну чего, как обещал. Работа твоя». Я понятия не имел, во что одеться на первый выезд. Требовалось что-то траурное. Я порылся в шкафу и попытался вспомнить, как выглядели похоронные агенты из моего детства. Тот, что приходил к нам после смерти деда, и другой, устраивавший похороны папы. Отец умер нелепо. Он как-то вызнал, что в наш детский мир привезли настольную электромеханическую игрушку за рулем. Я не совсем понимал, что это такое, но папа читал про нее в журнале и очень хотел достать. За окнами уже стемнело, моросил безнадежный осенний дождь, но отец помчался в детский мир, как угорелый. Успел купить. А потом переходил дорогу возле нашего дома, и его убила потерявшая управление машина. Эту смерть я никак не мог принять. Когда ушел дед, меня точно разорвало, и из образовавшихся прорех потекли бесконечные слезы, боль и обида. Но дед умер, понятно, старым, хворым и в больнице. Отец катастрофически неправильно. Как можно умереть в 32 года? Как можно умереть, зажав под мышкой игрушку? Как можно умереть в 50 метрах от своего дома? Мозаика этой смерти не складывалась в моей голове. Я не понимал, за что и на кого мне обижаться. Бестолково спрашивал у мамы, что случилось с «за рулем», разлетелись ли по дороге игрушечные машинки и собрал ли их кто потом. Представлял отца поломанной куклой в черной картонной коробке. И наотрез отказался идти на похороны, не желал видеть, как навсегда прячут эту коробку в земляной шкаф. Позднее мне много ночей подряд снился странный сон. Я слышал звонок в дверь и понимал, что отец наконец-то вернулся. Он приносил маме огромный, с нее размером, букет могильных пластмассовых цветов, а мне игру за рулем. Не такую, как в журнале, всего с одной машинкой, и не на магните, а на длинной пружинке. Еще в наборе была фигурка пешехода. Его полагалось, оттягивая пружинку, сбивать машиной с невероятно громким щелчком. За окнами менялись сезоны. Шли годы, а мы все стреляли пружинкой. Мама смотрела на нас, улыбалась, старела и что-то нам тихонько бормотала. И вот у нее не лицо, а череп из щербатого желтого пластика. Вот ей уже нечем на нас смотреть, но она все равно склабится костяными челюстями и тихо ими щелкает. Агент, занимавшийся погребением отца, носил черные джинсы и коричневый кардиган.
Я решил позаимствовать этот скорбный образ. А прическу украл у дедушкиного похоронщика. Залезал волосы на прямой пробор. Посмотрел в зеркало. Получилось уважительно и траурно. Кособудский выделил мне для пробы холодный заказ. Холодными в конторе назывались визиты к часто переезжавшим или к живущим на съемных квартирах семьям. Такие люди редко таскают за собой хлам, и вероятность добыть у них ценное была невелика, но для проверки сил они вполне годились. Кособудский заранее разъяснил мне экономику предприятия. «Я компенсирую траты и даю комиссионными четверть от маржи. Если вдруг у тебя какие-то хитрые мысли в голове забродят, то лучше трижды подумай. У нас нет устоявшегося рынка. Кому-то и голимый новодел нормально, кому-то копия на 3D-принтере. Но у меня уже большая база людей, которым нужна только аутентичная игрушка из детства. Если в хорошем состоянии, без трещин и сколов, то меньше, чем за 1000 не уйдет. Есть игрушки, которые я и за 10 легко продам. Однажды серьезному человеку из Роснефти коллеги искали в подарок старые игрушечные бензовозы. Я тогда 300 косых поднял, при том, что ни одной редкости в наборе не было. В общем, ловить клиентов, договариваться с ними, доить их — это мое дело, а твое — добывать игрушки». Потом Кособудский скинул мне циклопический файл с описаниями наиболее ценных лотов, предупредив, что часть инфы уже устарела. Я в муках одолел 1000 страниц, почти ничего не запомнил и решил положиться, как и рекомендовало начальство, на интуицию и смекалку. Так что на холодный заказ я ехал условно траурным, условно компетентным и, безусловно, не понимающим, во что вообще ввязался. В подъезде было темно и пахло кошками. Я подумал, что, обоссав квартиру и резиновый коврик перед дверью, кошка случайно становится бессмертной. Похожие стремления, желание вплестись в вечность, есть у графитчиков и резчиков матершины на партах и скамейках. Но настенную живопись закрашивают, парты и скамейки меняют, а вот моча остается с домом навсегда. И даже через 50 лет, когда сменятся несколько мурчащих поколений, ноты запаха самой первой кошки все еще будут звучать во тьме обветшалого подъезда. Я топтался у двери и никак не решался постучать. Несвоевременно припомнил, как провалилась игрушечная распродажа, которую я затевал ради спасения деда, и испугался, что снова облажаюсь. А потом вдруг в мои легкие ворвалась сладкая травянистая свежесть, словно я на краткое мгновение перенесся на поляну. Нерешительность, пронзительный дух подъезда, страх — все тут же оставило меня, и на освободившееся место волной хлынуло ожидание чего-то важного и очень большого. И я со всей силы заколотил по двери. «Зовите меня тетей Римой», — говорила крошечная бледная старушка, покачивая пучком седых волос на затылке. Тетя Рима походила на чуть побитый ветром одуванчик. Она осторожно и очень тихо выдыхала слова, будто боялась, что резкие порывы фраз могут рассыпать ее и разнести по ветру. «Петя уехал уже. Как он там без меня будет? Мы же за 65 лет дольше, чем на денечек не расходились. Каждое утро я целовала его в щеку, а он меня называл Римчонок. Это как галчонок, понимаете? Кто его там поцелует завтра утром?» Я сперва решил, что произошла ошибка, и здесь никто не умер, и только потом понял, что старушка говорит про покойника. «Я очень-очень вам соболезную, тетя Рима». Я прижимал руки к груди, краснел, потел и чувствовал себя законченной тварью. «На работе его всегда выделяли. Петя, да у тебя золотые руки. Как меня называл, знаете? Римчонок. Так он звал Петя мой. Как же он будет теперь? Я ведь каждое утро...» Она все говорила и говорила, а я кивал и не знал, что отвечать, и как продолжить путь к игрушкам. Потом я встал, нервно взлохматил прилизанные волосы и зачем-то подошел к окну. «Ох, стекло такое грязное», — сказала тетя Рима. «Там мухи какашечки расклеили. Я помыть его теперь боюсь, а то вдруг не удержусь и выпаду. Петя всегда мыл. А знаете, как он меня называл?» «Хотите, я вам окно вымою?» — предложил я, чувствуя, как меня окончательно уносит с курса и утягивает в воронку безысходности. «Ой, не надо, не надо. А вы что, тимуровец?» «Нет-нет», — я тут же уцепился за эту соломинку. «Я, тетя Рима, покупаю ненужные игрушки». «Игрушки?
Откуда у нас с Петей игрушки? Мы бездетные, одинокие. Я Петеньку каждое утро целовала, а он мне все ремчонок, ремчонок». «Понял. Спасибо», — ответил я и решил, что сейчас же уйду, позвоню Кособудскому и скажу, что никогда больше не стану заниматься этими позорными, бесстыжими, чудовищными делами. «Только вот птички есть». Старушка неожиданно поднялась с кресла, маленькими шажочками пошла к серванту, отворила дверцу с непроницаемым из-за слоя пыли стеклом, и я увидел среди затейливых чашечек и блюдец, выстроившихся в ряд, глазурованных керамических птичек. Все они стояли, задрав головки и широко распахнув клювы, будто ждали, когда их покормят. Меня словно тряхнуло током и на мгновение выкинуло и из этой квартиры, и из времени, и мира. Я сидел в высокой траве на Дедовской поляне, а надо мной порхали и распевались точно такие же птички. Они были живыми и верткими, но выглядели неправдоподобно керамическими. «Вы продаете?» — выдохнул я, мгновенно возвратившись с наполненной птичьим перезвоном поляны в тихую комнату. «Не знаю даже. Деньги нужны на Петю. Все дорого теперь. Кто его завтра утром поцелует? Петеньку моего». 10 тысяч. Нормально?» — спросил я. Я вышел из подъезда, сжимая в руках пакет с птичками. Рубашка под кардиганом взмокла, по ушам колотил уличный гам, слепило яркое солнце. И от всего этого у меня потемнело в глазах. Я пошатнулся, едва устоял на ногах, а потом вдруг почувствовал на себе тяжелый взгляд. Их было двое. Толстый и тонкий. Тонкий походил на длинный могильный крест, на который набросили плащ. Я подумал, что в такой одежде, наверное, очень жарко, но на лице Тонкого не было ни дорожек пота, ни испарины, наоборот, чудилось, что он зябнет. Второй толстый был низеньким, с покатыми плечами и колокольно расширяющимся к низу телом. Мясистое, гладко выбритое лицо Толстого блестело жиром. Казалось, что раскормленную свинью зачем-то нарядили в пиджак и научили ходить на задних ногах. Они оба заинтересованно смотрели на меня, и я, оробев, отвел глаза. Поспешил, прижимая к груди пакет с птичками, на остановку и всю дорогу боялся обернуться, чтобы не наткнуться вновь на эти жесткие, обжигающие, как плети из ржавой проволоки, взгляды. В автобусе мне стало неловко. Чего я так испугался? Неприятных мужиков? В разгар дня неподалеку от засиженной мамочками детской площадки? Стараясь отвлечься от стыдных мыслей, я стал разглядывать добытых птичек. Потом звякнул телефон, и я увидел сообщение от Кособудского. «Как успехи, Миш?» Я снял всю глазурованную стайку, отправил фотографию и принялся прикидывать, сколь велики окажутся птичьи комиссионные. Завибрировал телефон, и Кособудский, давясь от смеха, спросил: «И сколько ты, Миха, за этот курятник выложил?» По его голосу я понял, что напортачил. Мечты о комиссионных посыпались керамическими осколками, и на душе сделалось неуютно. 5000. На всякий случай солгал я. «Ох, Миша, Миша, эти-то, понимаешь, они вообще не игрушки. Такие штуки называются птицами для пирогов. Или еще держателями корочки». «Чего? Какой корочки?» «Ну, вот этих твоих птиц ставят в центр пирога, чтобы при готовке у них из клювов пар отводился. Они корочку поддерживают, и начинка не выкипает». «И что, они не стоят здесь 5000?» — упавшим голосом уточнил я. «Эти нет. Каждый рублей по 200 цена». Кособудский помолчал, словно что-то обдумывая. «Ладно, не горюй, первый блин комом. В твоем случае пирог. Компенсирую тебе эту 5 в счет будущих успехов. А Воробьев себе оставь. На добрую, память». Автобус подпрыгивал на колдобинах, а меня потряхивало от стыда. Трусливый побег от Толстого и Тонкого, просаженные впустую деньги, компенсации с жалости от Кособудского. На секунду мне захотелось вернуться к тете Риме, отдать ей керамическую стайку и забрать уплаченное, но я подавил этот стыдный порыв. Потом достал из пакета птичку, повертел в руках, посмотрел в ее нарисованные глаза и раскрытый клювик и успокоился. Вспомнил, что купил их, пусть и со страшной переплатой, из-за Дедовой поляны. Дома я расставил птичек на тумбочке возле кровати. В красноватом свете ночника казалось, что они, выстроившись полукругом, заунывно тянут своими распахнутыми клювами молитву неведомому Богу. Я проснулся в неясной тревоге.
Вокруг клубилась тьма, и мне представилось, что я туристическая мумия, погребенная в ветхом спальнике посреди леса. Я не сумел пошевелиться, потому что умер и утратил этот навык, мог лишь слушать, как сквозь толщу нейлона свирельно свистят птички. Потом вернулось зрение, я увидел, что каждая пускает из клювика пар, который собирается под потолком в плотное, будто вылепленное из мягкого пластика облако. И на этом облаке, как на форзаце приключенческой книги, проступают очертания карты с проложенным маршрутом. Я с тревогой подумал, что не имею понятия, куда ведет пунктирная дорога. И тогда злой, скрежещущий, словно заводной ключ внутри испорченного механизма, голос рассказал мне на ухо, что это путь к забытой дедовой поляне. Наутро я не мог понять, действительно ли просыпался ночью или это был кошмар, а потом увидел, что по каждой из птичек через все керамическое тело, от клюва до массивных лапок, пошла одинаковая извилистая трещина. И выглядела она точь-в-точь, как маршрут на карте из моего сна не сна. На следующий день Кособудский дал мне еще один холодный заказ. Снова был вонючий подъезд, разбитые почтовые ящики, изрисованный лифт, квартира мертвого старика, будто впитавшая в себя его долгую густую жизнь и теперь выплескивающая ее пятнами на обоях. Я ушел с заказа со странной игрушкой катания с гор. Длинной двухэтажной горкой с заводным механизмом. По горке кругами ездили маленькие желтые саночки с налепленными сверху уродцами из карболита. Игрушку вместе с коробкой мне отдали за 3000 рублей. Я прикинул, что если Кособудский откажет, то просто продам ее за любые деньги в интернете и окончательно завяжу со всем этим мародерством. Но Кособудский был в восторге. «Я чувствовал, Миша, что ты прям создан для этого. Помню же, как ты мне в детстве травил байки про свою поляну и оживающие игрушки». Горячечно кричал он из телефона. «Сейчас дай еще раз фотку посмотрю. Бля, да просто нулячая, с коробкой, с инструкцией. Ты понимаешь, что даже коцаная она легко за 40 ушла бы, а в таком состоянии я и 70 слуплю. Дорогой ты мой Миха, считать умеешь? Четверть от 70. А я еще и округлю в честь удачной сделки. Ты, брат, за полчаса себе 20-ку сделал». 20-ка радовала душу. Перед глазами, как в калейдоскопе, закрутились все нужные и не очень вещи, которые можно на нее купить. Потом я стал подсчитывать, сколько денег заработаю такими темпами к концу недели, месяца и года. В голове сделалось легко и пусто. И я бы, наверное, совсем уплыл в мир грез на лодке фантазии, если бы не жучок сомнений, здорово и тихо ее точащий. Сквозь выеденные прорехи сочился птичий пар, на котором проступал маршрут на Дедову поляну. Вечером я получил горячий заказ, и этот выезд стал мучительно тяжелым. Меня встретил пьяный старик с висящим на поясе мочеприемником. Большая 4-комнатная квартира оказалась завалена жутким хламом. По стенам кочевали тараканы, дно ванны покрылось бурой гнилью, некогда белые шторы походили на простыни ходящего под себя больного. Я вышел от старика морально надломленный, зато с коробкой полной заводных медведей. Выглядели они скверно, растрепанные и грязные, с треснувшими глазами, отвалившимися язычками, болтающимися конечностями. Один из медведей держал в лапах эскимо. Другой — переломленную пополам балалайку, третий — красный бочонок, четвертый — толок что-то в ступке, а пятый не держал ничего, а просто стоял в жуткой позе, будто неведомая сила переломила ему позвоночник и заставила танцевать. Механизм не работал ни в одном из мишек. На выходе из подъезда мне повстречались двое. Не тонкий и толстый, другие, но тоже словно испускающие загробные вибрации. Я и раньше замечал людей, на которых посмотришь, и сразу знаешь, что он не может работать инженером или врачом. Даже игрушки за покойниками вряд ли покупает. Такой человек это чувствуется нутром, рептильным мозгом. Покойников скорее производит. По счастью, опасные люди не обратили на меня внимания и просто зашли в подъезд, оставив за собой невнятный шлейф тревоги. Я сел в такси, теперь мог себе это позволить, и отчитался по телефону перед Кособудским. Особой радости медведи у него не вызвали. «Это игрушки ленинградского завода металлоизделий. Очень популярные в 70-х были. До комплекта, кстати, не хватает еще такого медведя-малютки с детской бутылочкой. В общем, с оригинальными коробками исправные они кусков по 5-7 каждый стоят. Но тут почти лом, драные все, с поломанными механизмами. По 1000-1500, может, уйдут, чисто как доноры, для реставраций. Много за них отдал?» Я заплатил за медведей 5000 и остался при своих.
Видимо, чутья на великие игрушки во мне пока так и не проснулось. «Кстати, тут еще такое дело», — продолжил Кособудский. «Ничего страшного, но сообщаю, чтобы знал. Мне тут один прикормленный мусорок звонил. Ты вчера, помнишь, на Холодный к бабке ездил, у которой птичек взял? В общем, она окочурилась». «Как окочурилась?» — не понял я. «Да ты не ссы, на всякий случай тебе сообщаю, вдруг как свидетеля потом спросят. А то я хер знаю, что там по их протоколу положено. Бабка эта окна мыла и навернулась, башкой об асфальт. Все всмятку». Я вспомнил тетю Риму, галчонка-римчонка с нелепым пучком седых волос. В горле встал ком. Но тут в памяти молнии сверкнуло еще кое-что, и я сказал Кособудскому убежденно. «Не могла она, Юр, она вообще окна не мыла. Сама мне говорила, что слабенькая и боится выпасть». «Ну, значит, правильно боялась». «Да нет же, она бы точно не стала, понимаешь? Я тебе не рассказал, но тогда у подъезда встретил двух странных мужиков. Толстого такого, как колокольчик, и тонкого. Жуткие они были. Что если...» «Так, Миша, слушай сюда и запоминай». Голос Кособудского стал очень серьезным, и в нем что-то тоненькое, как натянутая струна, задребезжало. «Если на заказе видишь таких, ну, как ты и сказал, жутких людей, а не парами обычно, то все бросай нахер и сваливай. Не смотришь на них, не говоришь, упаси бог, просто разворачиваешься и делаешь ноги». «Да кто они такие-то?» «Смотри, Миша, мы следим за игрушками мертвых, книжники за книгами. А есть люди, которые пасут квартиры. И для них горячий заказ, когда человек остается совсем один, без родственников, зато с зеленкой на руках». «Не понял. А что менты? Прокуратура какая-нибудь?» «Там обычно в курсе большие люди в доле. Раньше и наших, и похоронных бывало просто так калечили за то, что подвернулись. Сейчас другое время, как-то цивилизовалось все. Нас игнорируют, мы стараемся не отсвечивать. Ну и с клиентами они теперь чище работают. Кому-то содержание дают, кого-то в пансионат вроде устраивают. Не убивают, не отжимают по беспределу, договора пишут. Иногда, наверное, случаются эксцессы, но тут наше дело сторона. Ты вообще запомни, увидел таких ребят, сразу сваливай, усек?» Разговор оставил гадостное ощущение. Больше не хотелось воображать графики с растущими доходами. А когда я расплачивался с таксистом, почудилось, что деньги в моих руках густо попахивают падалью. Дома я расставил медведей рядом с птичками и заметил, что у одного из них потрескалась белая краска на кромке пасти. Казалось, что он взбесился и пустил пенистую слюну. Я долго лежал, всматриваясь в мертвые медвежьи глаза, и с тоской размышлял о том, что будет после меня. От белой краски останется пена, думал я, от кошки запах, впитавшийся в подъезд мочи, а от меня список игрушек, которые я выманил у несчастных стариков. Я проснулся от ощущения, будто что-то давит мне на грудь. Открыл глаза и увидел, что это тот самый медведь, парализованный в жуткой позе с пеной на пасти. Я с трудом его поднял, он словно стал 10-кратно тяжелее. Поставил обратно на тумбочку. И в этот момент его туловище лопнуло, и через рану в плюши повалили прессованные опилки. И от них сладковато пахло тайной, затхлостью и лесом. Опилки сыпались на пол и создавали такой же рисунок, как и тот, что шел по треснувшим фигуркам птичек, и мне почудилось, что я не существую, что мной просто ходят в настольной игре вроде большого космического путешествия, что сейчас я стою на клетке, приказывающей продвинуться по стрелке на Дедову поляну, а я все никак не могу взять это в толк, потому что не читал инструкцию к жизни. И как только я это понял, мне вдруг стало как-то торжественно, правильно и легко. Я вскочил с кровати, отыскал в шкафу рюкзак, свалил в него птичек и медведей, как в детстве, когда перед поездкой на поляну собирал все свои игрушки. Спустился по ступенькам подъезда великанскими шагами. В круглосуточном ларьке купил бутылку воды и вызвал такси. Поездка до пригородной остановки и пеший путь через лес слились в кашу. Я будто засыпал на несколько минут и снова просыпался. Чудилось, что меня, тетю Риму, Кособудского, старика с мочеприемником, родителей и деда растапливает в многоцветную массу. Потом из нас вылепляют странные предметы. Двухголовых солдатиков, пистолеты изогнутой формы, деревья с плетущимися по земле руками-ветками. И все мы в одном игрушечном наборе. Нам всем хорошо, тепло и дружно. А сквозь дыру в коробке небе за нами по-отечески наблюдает исполинский пластмассовый глаз. Я пришел в себя ночью на поляне.
Все было как в детстве, такие же пахнущие сладостью травы, маленькие деревца, перекрикивающиеся птицы. Я подумал, что вот, сделал шаг по игровому полю, перешел на следующую клетку, дедову поляну, и должен получить новые инструкции. Но инструкций не было. Только деревья, звезды в небе, запах леса. Я полежал на земле, разгрыз сладкую травинку, послушал ночь и начал засыпать. Вдруг мои уши уловили шорох, и через мгновение я опять ощутил на груди давящую тяжесть. Вывалился из сна и увидел, что на мне сидит небольшой заяц, похожий на плюшевую игрушку. Его пуговичные глаза смотрели странно, одновременно жертвенно и злобно. Я подумал, а не может ли он разорвать горло человеку? И заулыбался. А потом увидел, что у зайца по морде пузырится чудная, будто нарисованная пена. Захотелось встать, но ничего не вышло. Я был словно маленькая фишка, которую пришпилила магнитом к железной игровой поляне. Полез рукой в рюкзак, намереваясь достать бутыль с водой и сбить с себя зайца, но случайно зачерпнул в ладонь несколько птичек. Птички в руке мгновенно нагрелись, и мои пальцы стали в них немного утопать, точно в подтаявшем пластилине. А потом птички ожили. Они тихонько завыли, словно отпугивающие злых духов, филимоновские глиняные свистульки, и принялись голодно стучать клювиками по моей ладони. Сперва было щекотно, но вскоре частота и сила поклёва увеличились, стало больно, и вот тогда я и убедился, что сплю. В обычной жизни я бы просто стряхнул с себя бешеного зайца. Керамические игрушки не могут клевать до крови. Да и сам я никогда не сорвался бы посреди ночи, бог знает куда, с одним только рюкзаком. Успокоившись и приняв правила сна, я разжал ладони, птички полетели. Сперва они неуверенно набирали высоту, но, освоившись, вдруг синхронно нырнули вниз, словно сбитые истребители, а потом врезались в сидящего на мне зайца. Я вскочил, с груди на траву сорвался плюшевый комок с торчащими керамическими занозами. Заяц заверещал, и я увидел, как птички клювами принялись выдирать из его тельца сперва клоки меха, а после и куски мяса. Через мгновение заяц затих, перестал отбиваться и конвульсивно задергал лапкой. Одна из птичек тем временем бурила дорогу в его животе, глухо чирикая из парной требухи. Другая клевала затянутые поволокой глаза, а потом вдруг наступила тишина. Свистящие мучители отвалились от растерзанного трупика и стали обычными керамическими игрушками. Изуродованный, будто сбитый на полном ходу машиной, заяц растекался по изумрудной траве красной кляксой. Все произошедшее было жутким и нелепым, словно в «Пластилиновую ворону» любимый мультик детства внезапно добавили макабра. Не покидало ощущение, что это был обучающий спектакль, кровавая инструкция на тарабарском языке, что наконец-то раскрылись секреты, которые нашептывали на этой поляне исполины из снов. Меня, малолетку, тогда ими просто дразнили или к чему-то готовили, а сейчас? А что было сейчас? Я проснулся ранним утром, потянулся, вдохнул сладкий лесной воздух, пошлепал ладонями по тяжелой от росы траве, умылся, встал, окинул взглядом дедову поляну, понимая, что вижу ее в последний раз. Надел рюкзак. Вымоченная в росе рука чуть-чуть соднила, я посмотрел на нее и увидел ряд кровящих ранок. А потом, шагая, я едва не споткнулся, а чудно изогнутый скелетик, будто бы отлитый из желтого пластика. Домой я добрался к обеду. Хотел принять душ и поспать, но телефон истерично задребезжал, и Кособудский, в тот момент он показался мне существом из чужого мира, выдал новый, горячий, нет, по его словам, вулканически горячий заказ. Умер бывший директор завода «Пластмасс». Того самого, на котором когда-то работал инженером-технологом мой дед. К длинному трехэтажному зданию с красными буквами на фасаде у меня с детства было дурное отношение. Я слышал, как мама говорила отцу, что производство отравило деда. А еще на похороны дедушки пришли много давних сотрудников. Они ставили у гроба венки с надписями «От коллег по заводу «Пластмасс». И этот завод «Пластмасс» был выложен такими же красными буквами, как и на здании. Поэтому мне, маленькому, трехэтажный коробок завода казался огромным подписанным гробом, в котором покоится отравленный гигант. Дочь покойного директора, всклокоченная, нездоровая на голову женщина, в перевалку ходила по квартире и вещала непрерывным потоком без пауз.
Отберут теперь жилье, как пить дать отберут. Как завод его выделил, так мы тут, папа, и не приватизировал, а мы с братом просили. Вот мама умерла, брат умер, папа тоже умер. А я что, я одна теперь тоже умирать скоро, ведь никому не нужна. Хоть бы в квартире бы своей умереть, а не в подворотне». «Так что насчет игрушек?» — спросил я, тщетно пытаясь подавить жалость и неловкость. Потом добавил, вспомнив урок Кособудского. «Детки будут играть». «Нету игрушек. Не делали на заводе игрушки, делали полужесткие и эластичные, формованные, пенополиуретан и полиуретановые эластомеры и пенополиэтилен, физические сшивки и сшитые вспененные полиолефины и...» Женщина так монотонно произносила эти непонятные слова, что мне почудилось, будто она читает молитву пластмассовому богу. Вдруг дочь директора, наклонив, подобно носорогу, большую голову, выбежала из комнаты, и я остался один, огляделся и понял, что вокруг меня руины былого достатка. Все казалось старым, полуразвалившимся и потертым. Женщина вернулась с 2 солдатиками, переделанными в бандитов. В пиджаках вместо бушлатов, с толстыми цепями вместо жетонов военнослужащих, огромными телефонами вместо раций. Женщина протянула мне этих уродцев, и я заметил, что у нее на ладони отсутствовали линии, словно она была целиком отлита из пластмассы. «Опытные образцы, когда преобразовались в акционерное общество, в 94-м хотели запустить производство новых русских игрушек, но вместо дали линию для вакуум-формирования». Монотонно бормотала женщина. Я не стал дослушивать, сунул солдатика в карман, положил на стол 2 купюры по 1000 и, не прощаясь, вышел. Лифта в доме не было, я спускался пешком. И, зайдя на пролет 2-го этажа, увидел на лестничной клетке 2. Не толстого и тонкого, даже не их коллег с предыдущего заказа, но я сразу уловил исходящие от парочки знакомые тяжелые вибрации. Вспомнил совет Кособудского. Немедленно уходить. Сгорбился, уставился вниз расфокусированным взглядом и зашагал по ступенькам. Сердце бешено колотилось. Я боялся и стыдился своей трусости. «С хера ли смотришь, а?» Услышал я прокуренный, но неожиданно раскатистый, почти церковный голос. Поднял взгляд и увидел, что ко мне обращался огромный горбун с рябым лицом. «Вот опять!» «Не нужно!» Попробовал урезонить его лысый, похожий на щетину обувной щетки бородой напарник. «Идите, мужчина, по своим делам!» Это уже было мне. «Не, я говорю, он меня прям срисовывает. Нормально вообще!» Рябой точно сам себя распалял. Его лицо с каждым произнесенным словом делалось злее и краснее. «Я жопой чую, он в той хате терся!» «Мужчина, а правда вы с какой квартиры идете?» С хищным дружелюбием спросил у меня лысый. Я запаниковал и назвал первое, пришедшее в голову число. «И 40-й?» «Видал, чё несет? Гондон, это первый подъезд, тут нету столько!» «Да, неувязочка. Скажите, мужчина, что вы делали в квартирке новоприставившегося?» И что-то во мне сорвалось. Словно я был игрушкой с заклинившим механизмом, изломанным медведем с мертвым взглядом, но сейчас заводной ключ в моей спине вдруг провернулся и привел в движение тайные шестерни. «Пошли вон отсюда! Стервятники!» Я сказал это и ощутил призрачное касание. Будто исполины из моих давних грез встали за спиной и возложили пластмассовые длани мне на плечи, наускивая на бой. Одно мгновение я нежился в теплоте этого рукоположения, а потом, получив прямой в челюсть, сообразил, что побьют не бесплотных гигантов, но видимого и осязаемого меня. От следующего удара я сложился пополам и услышал, как лысый проворковал рябому, елейным голосом. «А сломаем-ка мы мужчине ручку!» Задыхаясь, я перевалился через несколько ступенек, хотел позвать на помощь, но вышло лишь невнятное сипение, похожее на свист керамической птички. Я сунул руки в карманы, нащупал солдатиков и сжал, тщетно надеясь использовать их на манер свинчатки для укрепления кулаков. А потом мне прилетело ногой в живот. Я пошатнулся, упал и ударился головой о ступеньку. Перед глазами плыло. Мне показалось, что и сам я стекаю куда-то по лестнице. Но меня выдернули из потока. Грубо схватили руку и попытались рывком отодрать ее от тела, словно я был разборной игрушкой.
потом предплечье придавило металлом. Секунды хватило, чтобы понять, руку вставили между прутьев перил. Сейчас ее действительно будут ломать. Я закричал, безуспешно попробовал освободиться и вдруг почувствовал, что солдатики нагрелись и будто стали мягче. Я сильнее сжал кулаки и понял, что передавил. Один из солдатиков хрустнул и развалился пополам. В ту же секунду Рябой выпустил мою руку, отшатнулся и вытаращил глаза. Его рот на мгновение обратился в кривую букву «О», такую же красную, как на надписи «Завод пластмасс». А потом Рябова разорвала по линии пояса на две части и разбросала по лестничной площадке. Лысый с недоумением посмотрел на сгорбленный обрывок напарника. Голубая сорочка на глазах окрашивалась в красный, болтался лоскут кожи с похожим на заводное отверстие гигантской куклы пупком. Из заканчивающегося на уровне паха фрагмента била кровь и вытекали внутренности. Рябое лицо стало подобно посмертной гипсовой маске, а глаза страшно закатились точно у игрушечного вождя индейцев, которого я видел в офисе Кособудского. Вторая половина разорванного Рябова висела на перилах у самого окна. Стекло покрывало сеточка кровавых брызг. И я невольно подумал, что покойная тетя Рима наверняка побоялась его мыть. «Как же так?» — жалобно спросил Лысый, нерешительно пятясь. Я ничего не ответил и просто показал ему второго солдатика, а потом, чувствуя, как мои пальцы уютно погружаются в податливую теплую пластмассу, одним движением переломил его пополам. «Вот это я затупил!» — говорил из трубки Кособудский. Хотя логично же казалось. Раз мужик когда-то был директором завода пластмасс, значит, мог сохранить какие-нибудь игрушки. «Ладно, фигня, работаем дальше. Сейчас пришлю еще заказик». Я промычал в ответ что-то невнятное и сбросил звонок. Ободранные медведи смотрели на меня счастливыми масляными глазами. Точно паства на неофита, наконец исполнившего то, о чем давно и настойчиво просил духовный вождь. Птички тоже выглядели неуловимо изменившимися. Из их радостно распахнутых клювиков текла неслышимая хвалебная песнь то ли богу, то ли пророку и оракулу. Воздух в комнате полнился мелкой пылью, игрушечной святостью, запахами старой пластмассы и резины. Я сидел в кресле и пытался осознать то, что произошло сегодня. Рациональных объяснений не находилось. Массовая культура наказывала обращаться при появлении иррационального к толкователю или проводнику. Медиуму, сумасшедшему, Вергилию, хотя бы сайту в интернете. Но толкователя под рукой не оказалось, я был один на один с оживающими в моих руках игрушками, оживающими не для затеи и развлечений, как в кино и детских фантазиях, а для... Для чего? Для разрывания негодяев? Для жертвоприношения игрушечному богу? Я протянул руку и обхватил драное тельце медведя с поломанной балалайкой. Подержал так несколько секунд, готовый мгновенно рожать хватку, если потребуется. Не знаю, чего я ожидал. Что медведь начнет бренчать на своем неисправном инструменте? Что он попытается укусить меня беззубым потрескавшимся ртом? Или что мои пальцы ощутят потустороннее тепло и провалятся в размякающее медвежье тельце? Но не происходило вообще ничего. Телефон громко звякнул, и я кубарем вкатился в реальность. Кособудский прислал адрес заказа, и я, не понимая, что мне с собой делать, собрался, вышел, сел в маршрутку и поехал. Из квартиры клиента я уходил с тяжело колотящимся сердцем. В одной руке я держал большой пакет, в другой розовый игрушечный пистолет с огромным спусковым крючком, похожим на шкуросъемный нож. Руку с пакетом потряхивало от напряжения, будто он тянул на добрых 50 килограммов, хотя вес улова в нем вряд ли достигал и 2. Это была электромеханическая игра за рулем, точно такая же, как та, что много лет назад купил и потерял вместе с жизнью мой отец. Я ехал в лифте и думал, что между всем этим есть какая-то жуткая связь, растянувшаяся на десятилетия. Дед, показавший мне волшебную поляну, на которой оживали солдатики и мягкие гиганты, нашептывали тайны, умер, принеся себя в жертву пластмассе. Отец погиб, когда купил мне настольную игру. Сын, то есть я, теперь тоже нес бремя игрушечных трудов. Мы словно были невольными служителями и мучениками таинственного культа, проводниками непостижимой пластмассовой воли.
Додумать эту мысль не удалось. Дверцы лифта разъехались, и взору открылись стоящие в паре метров от меня давишние, толстый и тонкий. Я попытался сделать шаг назад, но ноги подкосились, и я едва не рухнул на заплеванный пол. «Надо поговорить», — непререкаемым тоном сказал тонкий. А я вдруг почувствовал, что пистолет в моей руке раскалился, а пальцем стало нестерпимо больно. Как в детстве, когда мы поджигали полиэтиленовые пакеты, а потом капали с них огнем на мокриц, представляя, что устраиваем орбитальную бомбардировку инопланетянам. Иногда в пылу сражения мы бросали следить за состоянием оружия, и огонь поднимался до самых пальцев, намертво прижигая к подушечкам полиэтиленовую корку. Страх покинул душу, и я бездумно наставил на квартирных маротеров игрушечный пистолет. Толстый сладко заулыбался. Тонкий молниеносно дернул руку под плащ, а мне вдруг представилось, что мое смешное розовое оружие идеально подходит для свежевания этого зверья, стройного оленя и раскормленного хряка. И я надавил на шкуросъемный спусковой крючок. Несколько раз плеснуло пластмассовым огнем, словно горящий пакет из моих жестоких детских забав вдруг освоил горизонтальную капель. Мокрицы, пытаясь укрыться от орбитальных бомбардировок, обычно сворачивались в бронированные шарики, похожие на мячи из настольных игр, но толстый и тонкий так не умели. Отсекая, точно кулисы, финал огненного спектакля, передо мной сомкнулись створки лифта. Я несколько раз панически нажал на кнопку, они открылись вновь, и я увидел застывших в жутких полупоклонах толстого и тонкого. С них содрало вместе с волосами и кожей одежду, и они теперь напоминали медицинские манекены, демонстрирующие мускулатуру человека. Поверх красно-бурого рельефа шла едва заметная полиэтиленовая пленка, словно ошкуренных, толстого и тонкого посмертно подвергли ламинированию. Стоял резкий запах, такой, будто на гриле зажарили стейки, не вынимая из пакетов. Эта вонь въедалась в побелку, подмешивалась в зеленую краску стен, заглушала пропитавшую подъезд кошачью мочу многолетней выдержки, и я понял, что подарил толстому и тонкому бессмертие. Кто-то вызвал лифт, и он натужно, покряхтывая, пополз по тросам вверх. Я поспешил выйти из подъезда, чтобы меня не застали возле ошкуренных трупов. Снаружи было свежо и ветрено, я продышался, хотел вызвать такси, но подумал, что глупо светиться там, где совершил убийство. И тогда меня посетила безумная идея. Я залез в пакет, достал похожую на старую дедову «Волгу» машинку из игры за рулем. Сжал в ладони, дождался, пока она стала немного пластилиновой, а затем провел по предплечью другой руки, словно проехал по поросшему волосяными кустами кожаному бездорожью. Через мгновение во двор беззвучно вкатилась такая же точно машина, но нормального размера. Я влез на заднее сиденье, попутно отметив, что номерной знак растаял, потек и не читается. Шофер со спины напоминал то ли коричневую гору пластика, то ли бесформенного карболитового уродца из игрушки катания с гор, и я порадовался, что не вижу его лица. Машина остановилась ровно возле моего дома, хотя я не перекинулся с водителем и словом. Вообще не был уверен, что он способен говорить. Я поднялся к себе, упал на кровать и крепко заснул. Разбудил меня телефонный звонок. «Юрам!» — сиплым спросонья голосом начал я. «На заказе пистолет выкупил и игру за рулем. Вряд ли они особо великие, нету, похоже, у меня чутья, но...» «Миша! Миша!» — оборвал меня Кособудский. «Забудь нахер об игрушках, надо валить! Я уже всем своим агентам написал, а тебе лично звоню, потому что эти тебя, походу, в чем-то подозревают. У них 4 человек убили, и прикинь, ровно там, где были твои заказы. Какие-то, разборки в стиле 90-х. Тут никто за нас не впряжется, всех в расход пустят. Я сам прямо сейчас беру жену и дую из города, пока не утрясется». «Юр, а скажи мне, где они обычно сидят?» «Хочешь идти объясняться? Вообще не вариант, у них с 2 полевых бригадиров кожу содрали. Кожу, Миша! Какие тут объяснения?» «А все-таки...» «Бля! В общем, они лет 5 назад то ли выкупили, то ли отжали завод «Пластмасс». Тот самый, да. Теперь там офисы, правление. Они же не просто какие-то черные риэлторы. Там солидные люди, группа компаний, владеют жилыми комплексами, торговыми центрами, концертными залами. Я знаю, что ты и мокрицы не обидишь, но они-то не знают. Ладно, сам думай». «Вообще-то я устраивал мокрицам буквальный геноцид», — сказал я, но Кособудский уже сбросил, как-то вдруг жалобно всхлипнув. Звонок. Я растерянно смотрел на стоящих вперемешку птичек и медведей и не знал, что делать дальше. Спросил. «Мне бежать из города?» Игрушки промолчали. Потом спросил.
Сражаться? В душе теплилась надежда, что медведи сейчас разом заведутся и закивают головами, а птички единодушно выдохнут из клювиков певучее «да». Но игрушки опять промолчали. То ли пластмассовый бог посчитал своего мясного иезуита второсортным вспомогательным устройством, вроде керамических и плюшевых служек. То ли он наелся и спал, то ли я вообще все неправильно понял. И тогда я сделал то единственное, что подсказала мне интуиция. Вышел из квартиры, дождался, пока машинка из-за рулем начнет таять в руке, и прокатил ее по запястью. Когда у подъезда остановилось уже знакомое мне авто, я просто упал на заднее сиденье и отдался на волю карболитового водителя. Через 15 минут мы приехали к зданию бывшего дома быта, в котором располагалась крошечная империя Касабутского. Дверь в офис оказалась заперта. Я было подумал, что Касабутский, придерживаясь плана, уже мчит из города в своем красивом БМВ, и что скоро он снова станет выкладывать фотографии с Тенерифе и Майорки, хвастаться бассейном и безукоризненной грудью жены. Но что-то тревожное сочилось из щели под дверью и мешало мне воображать эту новорижскую пастораль. В конце коридора показалась уборщица. «Тетя Нюр!» — крикнул я ей, на ходу изобретая ложь. «Юра тут забыл кое-что, сказал, чтобы я срочно забрал. Скажите, у вас нет ключей?» «Ой, нету», — всполошилась уборщица. «Но на стойке у Палыча есть. Сейчас принесу, Мишенька». Я сперва удивился, что она помнит, как меня зовут. А потом сообразил, что и я ее, кругленькую, с пахнущим старым комодом и оладьями именем, тоже хорошо запомнил. Нюра никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Что-то словно мешало. Но потом все получилось, дверь щелкнула и распахнулась, и мы увидели лежащего на полу убитого Касабутского с зажатой в руке мобилкой. Его изобретательные мозги вытекали через пулевое отверстие вместе с кровью на грязный линолеум, расчерченный квадратиками. А глаза виновато и блаженно смотрели на шкаф с солдатиками и конструкторами, будто в последнюю секунду Касабутский решил покаяться перед игрушечным богом за стяжательское извращение его пластмассового учения. Нюра коротко ухнула, побледнела и зашаталась. Я поддержал ее под локоть. Потом она побежала обратно к охраннику, а я, переступив через кровавый ручеек, подошел к шкафу с игрушками. Полистироловый Буратино смотрел на меня из глубины полки с жадной тоской. Я только сейчас разглядел, что на его игрушечном теле нарисованы черные джинсы и коричневый кардиган, а волосы на голове лежат зализанными на прямой пробор. Буратино словно был агентом, пришедшим договариваться о посмертной судьбе игрушек Касабутского. Я взял из шкафа огромный пластмассовый гранатомет РПГ-7, порылся в кармане и вложил в полистироловую ладошку 1000 рублей. Чуть подумал, достал всю оставшуюся наличку и карточку, на которую Касабутский переводил мне деньги, и бросил их на старательно изображавшего скорбь Буратино. Мне даже не пришлось катать по руке машинку. Автомобиль с растаявшим номером сам дожидался меня у дома быта. Я сел на переднее сиденье, повернулся к шоферу, посмотрел в его покрытое трещинами, полустертое, лишенное глаз и рта, карболитовое лицо и назвал адрес. Я понял, почему перерождение завода «Пластмасс» прошло мимо меня. Внешне здание не изменилось, даже надпись «Группа компаний» на фасаде была выложена такими же красными буквами с чуть кривоватой «О». Фамилия владельца, располагавшаяся ниже, велась нечитаемым каллиграфическим шрифтом. Все это выглядело так, будто паразит выел изнутри организм носителя, но сохранил для маскировки нетронутую оболочку, пусть и осквернив ее своей ведьминой меткой. Словно, осенило меня, кто-то применил на заводе прибор для замены судьбы. Пока я доставал из машины гранатомет, все размышлял о том, что игрушка, по сути, священный символ. Они мечтают, на нее молятся, потом ею играют, соблюдая ритуалы с такой истовостью, будто исполняют религиозный обряд. А ведь если что-то тысячелетиями окликать, однажды оно может и отозваться. Я понятия не имел, как стреляют из РПГ-7. Предположил по масс-культурной памяти, что его кладут на плечо. Из здания бойко и находью выбежали несколько мужиков. От них, как и от толстого и тонкого, лысого и рябого, остальных мародерских двоек ощутимо тянуло смертью. Мне грубо закричали, я проигнорировал. Куда сильнее волновало то, что РПГ-7 на плече не нагревается и не становится мягким.
а мужики уже бежали ко мне, чем-то размахивая и злобно лая. Гранатомет не пробуждался, и я с досадой думал, что игрушка слишком большая, и у меня не хватает сил для ее жизни. А потом что-то щелкнуло, будто машинка на пружине из сна, в котором мы с отцом убивали игрушечного пешехода. И я понял, что в меня выстрелили. В груди стало жарко, а потом каким-то невообразимым образом этот жар перекинулся на гранатомет. Щелкнуло еще. Горячая застряла в животе, а игрушка вдруг начала податливо плавиться на плече, словно подпитываясь моей уходящей жизнью. «Да не сдохнет этот гондон!» — завопил кто-то в злом отчаянии. А дальше я принялся остервенело сжать на спусковой механизм, и все слова потонули в громе чудовищных разрывов. Потом я ощутил слюнявый свинцовый поцелуй где-то возле виска. Почувствовал, как становится вязко и дремотно, и мысли начинают подтекать, будто капли пылающего полиэтилена. Гранатомет выпал из моих ослабевших рук, а на плечи мне вдруг стали опускаться твердые ладони, одна за другой. Почудилось, что это герои детских снов пришли увидеть, как я справил огненный обряд их пластиковому богу. А ведь тут было на что посмотреть. Из красивого, словно отлитого из рыжего поликарбоната снопа пламени, выбирался пластмассовый гигант с похожими на исполинские пуговицы глазами. Его шарнирные руки ломали крышу горящего гроба, оскверненного надписью «Группа компаний». Земля ходила ходуном, и в унисон выли, будто тысячи керамических птиц, сирены и люди. А потом на бесформенных лицах, стоящих за моей спиной гостей, оплавились маски и проступили морды истрепавшихся игрушечных зверей. Эти звери бесновались, они праздновали то, как вынудили дурачка предать пласты мяса ради пластмасс. Они рассказывали мне скрипучими голосами, что сбившую много лет назад человека с игрой за рулем машину так и не нашли, ведь у нее был растаявший номер. Ликовали, что совратили и загубили целый набор, полную упаковку людей, деда, отца и сына. Кричали мне, визжа, словно заводные гиены, что мир сгорит в реках полиэтиленового апокалипсиса. И напоследок, уверенные, что эти знания уже не применить, издевательски рассказывали, как в действительности играть прибором для обмена судеб. Я страшно расстроился. Выходило, что там, где кончались земные ублюдки, начинались ублюдки оккультные. Первые обманом отбирали у людей игрушки, квартиры и жизни, а вторые — души. Я не успел додумать эту мысль, потому что один из демонов лизнул мои глаза, и они вытекли полиэтиленовым огнем. Другой подышал мне в уши, и их залило жаром расплавленной пластмассы. Крики, жар, разрывы и огонь мгновенно выключились. Меня стал обволакивать черный кокон теплого ничто. Очень досадно было уходить, понимая, что тебя использовали и обманули, что все важное оказалось выменено на пластиковую мелочь. Но когда от мира вокруг уже осталась точка, похожая на единичку на кубике из настольной игры «Большое космическое путешествие», я вдруг почувствовал, что могу провернуть свою самую лучшую сделку. Визжащие демоны просчитались. Мне не требовались ни зрение, ни слух, ни люди для обмена. Юра Кособудский, мой детский друг второй категории, был бы в восторге. Во мне наконец-то пробудилось чутье на великие игрушки. Я вытянул, согласно обретенной инструкции, указательный палец, вслепую направил его, словно крошечный пистолет, туда, где буйствовал пластмассовый гигант, и трижды выдохнул, умирая. Пуф! Пуф! Пу! А потом с удивлением взглянул на этот потрясающий непластмассовый мир своими колоссальными пуговичными глазами. Бес номер 9. Екатерина Белугина. Лихо. Раскуроченное свиное нутро воняло несносно. Богдан уже вырвало раскислой, прогорклой желчью, но от запаха теплых еще потрохов снова подкатил к горлу горький ком. Неподалеку, под дрожащей кроной старой осины, виднелся колодезный остов. Питьевой воды в нем не водилось издавна, только колыхалось на дне что-то мутное, зыбкое. Из острога за лесом доносились пьяные крики проклятых свеев.
«Пошибче давай», — сказал староста. «Вдруг кто углядит, чем мы тут занимаемся?» Богдан сплюнул. Поглядеть-то было на что. Это верно. Староста Мирон Тяпкин явился вчера в Богданову стылую избу и спросил с порога прямо. «Долго ли терпеть будешь, Богдан?» Не заметил в потемках, петли взмыленной. А Богдан и правда устал терпеть. Одолели образы, гнусные, вешаться готовился. «Чего тебе?» — отозвался он. Мирон был приземистым и толстым, купцовского вида в общем. Как только воевода Свейский острог занял, Мирон к нему кланяться пошел. Собака. А тот послал его назад команду, мол, своей деревней, а в острог не лезь. Мирон и не лез. До тех пор, пока воевода не повесил на него тягло. В тот же день свеи, распевая дурные свои песни, прошлись по селу. Тягло собирали добром, хлебом и девками пригожими. Так и увели, среди прочих, Марью Богдановну. 30 лет от роду. Кто из мужичков покрепче был, те вступились, свеи их проучили, половину так насмерть. Богдан 3 дня провалялся в дровнике на голой земле. На 4-й встал и пошел к острогу. «Сколько они над тобой потешались? Ну, вспомни!» — увещевал Мирон. «Били, навозом конским кормили, а девка, ты о дочке подумай!» «Только и делаю, что о ней думаю. Вот». Богдан указал на петлю. «Надумал». Мирон только тогда петлю разглядел и вроде даже обрадовался. В глазах искры заплясали. «Это ты брось!» — сказал он вкратчиво. «Это ты о себе только думаешь. Знаешь ведь, есть одно средство. А ты, раз дело богохульное собрал совершить, так уж лучше верши во благо деревни». Богдан пусть и туго соображал после побоев, а все ж домыслил, чего такое Мирон имеет в виду. «Позови лиха», — продолжал нашептывать Мирон. «А лихо только шепотом и можно», — говорят. «Оно управится со свеями, а ты дочку вызволишь. Позови, Богданушка, ради нас всех. На колени встану пред тобой, коли попросишь». И действительно, заваливаться стал, вернее, вид сделал, а сам закопошился в одеяниях. «Не надо на колени», — ответил Богдан. «Сказки это все сказочные. Нет тут никакого лиха». В уме сам собой зашептал бабкин кичливый голос. «Есть! Есть тут лихо!» Мирон быстро принял прежний купцовский вид, пузо выпятил, губы надул. «Как это нет? Твоя ж бабка его сюда и приводила. Мы с тобой еще мальцами были, когда на той стороне леса полегла рать посполитая. Сама себя исколошматила, а бабка Прасковья накануне свинью к погосту увела. Забыл, что ли?» «Не забыл. Чего уж, такое не забудется. Бабка-то на ум была тепленькая, за внуком не следила, то и дело бормотала разное. Свиные потроха, чтоб свеженькие были, лапу птичью, чтоб покрупнее, ком грязи, в него монетку положить, абы какую, слова заветные, и покушать, но это уж когда выберется. Проще бы веревку на шею», — тоскливо подумал Богдан. «Но Марька-то как же? У Мирона дочку тоже прибрали свеи, только не слишком-то горевал староста, да и младшие у него подрастали, а Богдан одинеханик остался. И правда, пусть их лихо всех возьмет. Не все же ему своей бедой упиваться. Пускай и остальные хлебнут». «Свинья нужна», — сказал Богдан. В пустой, одичалой, без девичьего пригляда избе голос прозвучал приглушенно и мертвенно, точно из земляного подпола. Мирон кивнул неуверенно, как будто не ожидал, что Богдан согласится. «Ага, ага». Он сглотнул, подавился слюной и, прокашлявшись, добавил. «Свинью раздобуду. Еще чего?» Богдан назвал, надеясь, что правильно все упомнил. Бабка его за родню не считала, ничего не объясняла, не показывала, говорила только, что внучки ждет. Да только померла прежде времени. В ту пору волки по околицам промышляли. Лютые совсем стали по зиме. Утащили бабку, а голову ее обглоданную потом катали по лесу, всей гурьбой. Богдан не горевал. Отмыл избу от застарелой вони, подлатал печь, привел невесту из соседней деревушки. Через год появилась Марька. И жить бы да радоваться, но Богдан учудился подвох. Молодую жену ласкает, а в ушах сиплый стон, который слышен иногда со старого погоста.
Марьку по пушистой головке гладит, а самому видится голова бабкина. Безглазая голова, до кости обглоданная. Свинью староста раздобыл быстро, лапу птичью тоже, по виду петушиную. И как свеи такое богатство упустили? Умел Мирон договариваться, тут уж не убавить. Грязи кругом немерено. В грязь Мирон вложил полушечку, рубля пожалел. На покушать репу подгнившую принес. Да, ну да ладно. «Дальше чего?» — спросил староста, когда Богдан закончил потрошить свинью. С каждым мгновением сумерки давили все сильнее, поглощали звуки, стелили над просевшими могилками туман. Небольшая рябиновая рощица отгораживала погост от деревни, иногда оттуда доносились звуки одинокой ночной птицы. Мирон с каждым окриком оглядывался и крестился. Заброшенный погост — место дурное. На таком не стоит ночами промышлять. А вот же пришлось. «Дальше бадью подставляй». Мирон осторожно приблизился, подал бадью. Богдан снова сплюнул. «Подставляй, говорю!» Староста нехотя сделал, что велено, напыжился весь. Богдан покосился на него. «Не передумал?» Видно было, что страшно купчишке. И все же прежнего почета хотелось ему сильнее. Расмотнул курчавой головой. Как знать, куда Мирона лихо заведет. Куда оно заведет их всех? Богдан затолкал потроха в бадью, докинул петушиную лапу, шмат грязи с монеткой, привязал к бадье веревку из 3 сплетенную и оттащил к колодцу, поставил на край каменной кладки. «Кто копал-то?» — спросил Мирон из-за плеча. «Люди лихие, и кости их рядом. Оттого и лихо прижилось. Или прижилось оно от того, что бабка прикормила требухой. Или вечно тут обитала, дожидалась такой вот бабки и такого вот Богдана». Богдан осторожно подтолкнул бадью, припуская веревку. Очертания бадьи быстро поглотила чернота. Остался только липкий, холодный смрад, который источала мерзкая подать. Из глубины к нему потянулись запахи гнилой сырости и чего-то еще прогорклого и склизкого. Стоило только вдохнуть его, тут же проникло в гортань, осела на языке густой кислой пленкой. Снова едва не вывернуло, но Богдан сдержался. Отошел от древнего колодца, дождался, когда раздался тихий плеск, и потянул на себя, приговаривая. «В старом гнезде на другой стороне птица сидит, клад сторожит. Ту птицу зову, беды кликаю». Отдышаться пришлось. Затяжелела бадья. «Мой род не тронь, дверь обойди стороной, встань за околицей, верной неволицей стань». Стало казаться, что из колодца сочится темень. Бадья билась о каменные стенки, глухой клацающий звук устремлялся в разбухшее небо. «А что за клад-то?» — спросил Мирон. Ладони точно огнем обдало. Чуть не выпустил Богдан веревку. «Чего?» — просипел. «Подсоби лучше, тяжко!» Мирон руки в бочины упер. «Нет уж», — сказал. «Я свинью притащил, петуха зарезал прежде положенного. Остальное давай-ка сам». Собака, чего еще про него сказать? Наконец клацнула у самой каймы. Богдан подошел, перебирая веревку руками, ухватил бадью, вытянул. «И где?» — спросил издали Мирон. «Где лихо-то?» Лиха в ведре не было. Не было и свиных потрохов. Петушиная лапа была, грязь была, потрохов не было. Богдан не знал, радоваться или бежать. Так и стоял, глазами хлопая. Закинул еще раз. Потянул, приговаривая. В этот раз бадья еще тяжелее показалась. Вытянул, а в ней одна лапа петушиная осталась. Мирон отошел подальше. «Чего там?» — спросил он. Богдан скинул бадью в 3-й раз. Слова сказал, начал тянуть. Веревка проскользнула раз, другой. Под ладонями точно угли рассыпали. «Помоги, зараза!» — простонал он, но Мирон с места не сдвинулся. «Какой клад? Бабка чего про клад говорила?» — спросил староста снова. А Богдану не до болтовни. К веревке словно не бадья пустая привязана, а камень 3-пудовый. «Беды людские!» — смог выдавить он. «Хвори!» Рванул веревку на себя, перехватил. «Война! Голод!» Перехватил снова. «И смерть!» Тело колотило от натуги, предплечья пульсировали, пальцы вовсе онемели. Богдан развернулся к колодцу спиной, так, чтобы веревка по плечу прошла. Намотал конец на обе руки и, что было силы, пошел вперед. «Богданушка!» — промямлил Мирон. «Я, наверное, передумал». «Поздно!» Богдан сделал еще шаг. «Поздно, Миронушка!»
Он слышал, как там, позади, в темноте, деревянная бадья колотится о кладку. Как что-то тяжелое с влажным шлепком перевалилось на землю. Веревка резко поддалась, и Богдан упал, сел, поглядел на ошалевшего старосту. «Я когда в Острог пришел, свеи меня били и навозом кормили, то правда», — сказал. «А еще дочку вернули». Сгусток черноты под ободом колодца шевельнулся, распрямил длинные конечности, точно перья, измазанные дегтем, свисали с них чернильные ошметки. Мирон стал отступать, кудахча что-то молитвенное, запнулся о мертвую свинью и упал. «Замучили они ее до смерти», — продолжал Богдан. «Я хотел похоронить, как полагается, но по-другому оно вышло. Понимаешь?» «Внучкой мне будет», — нашептывала тогда из колодца лихо, «отрадой, преемницей. А как захочешь увидеться, позови, как бабка звала». Лихо поднялось, покачиваясь, схлынула с него темнота, подалась обратно в колодец. Богдан смотрел на бледную фигуру и с каждым ударом сердца находил в уродливых, искаженных чертах сходство с дочерью. Ямочка на подгнившем подбородке, высокий лоб, теперь покрытый язвами, припухшая верхняя губа. Нижняя челюсть подрагивала, зубы запятнала гниль. Один глаз повернулся внутрь глазницы, так что наружу глядело сплошное бельмище. Второй запал, скукожился и почернел. Марья стояла совсем голой. Ни исподнего, ни пеленки, в которую Богдан тело обернул, прежде чем в колодец бросить. Худая Марькина фигурка ссутулилась и головой слепо поворачивала. «Батюшка!» — произнесла Марья, и от звука ее голоса, скрипучего, жестяного, но все еще родимого, Богдана прошиб ледяной пот. «Здесь я», — ответил чуть погодя. «Здесь я, доченька». Мирон закопошился возле свиной туши, ближе к Богдану подполз, зачистил в самое ухо. «Богдан, ты это, слышь, пошли ее к свеям. Пусть выживет их, Богдан, пусть у них чума вскроется или еще чего. Слышь?» Богдан слышал, но ответить не мог, смотрел на дочку. А Марька подалась к нему, шагнула кособоко. «Покушать бы, батюшка!» — молвила. Мирон с Богданом переглянулись, староста на миг задумался. Опомнившись, потянулся за репой, но быстро сник. И потому, как задрожала у него нижняя челюсть, как расширились глаза, как тяжело, беспокойно заходила грудина, стало ясно, что Мирон догадался. «Покушай, милая», — сказал Богдан, не отводя взгляда от старосты. Мирон дернулся, пробовал бежать, но ноги его не держали, так что он полз и скулил, точно собака битая. Марька задрала подбородок, вытянула шею. Мертвый глаз налился чернотой, а белый заворочился в своем ложе, обернулся зрачком наружу. Марька медленно ступила в темноту рощи, в которой скрылся староста. Очень скоро оттуда раздался вопль. Богдан зажал уши ладонями, взглядом уперся в каменную кладку колодца, чтобы ненароком не увидеть, как мечутся две тени в тихой роще. Когда бабка в тот раз позвала лихо, чтобы рать посполитую положить, Богдан неподалеку притаился, за рябиновым кустом, во овражке. Прасковья спора, будто и не в старчестве дремучем пребывала, вытащила из колодца тощую и с тлелыми тряпками обернутую бабу. Длинные седые космы спадали той бабе на бледное лицо, но все же Богдан смог разглядеть, что глаз у нее всего один, там, где у прочих брови сходятся. Страшный белесый глаз вертелся в глазнице. То на эту сторону глянет, то на ту, где клад остался. Пальцы у нее на ногах завернулись внутрь стопы, словно это не пальцы, а совиные когти. «Там и покушаешь», — сказала Прасковья и лихо покорно склонила голову, мотнула седыми паклями по глинистой земле и пошло следом на искривленных ногах. За его поступью глина ссыхалась и трескалась, трава чахла и на глазах превращалась в перегной, а лихие мертвецы, однажды захороненные на погосте, царапали землю и стонали. Богдан, сидя за кустом рябины, неистово молился всем святым за раз, чтобы миновала его поступь лихо. Но, видать, даром не прошло. Марья вернулась быстро. Изморалась вся, зато посвежела. Богдан смотрел на нее с изумлением, поднялся навстречу. «Доченька», — сказал, вложив в голос всю свою отцовскую нежность. Марья подошла ближе, улыбнулась,
почти как прежде. «Пойдем, батюшка, свеев гнать. Только бабушка просила кладик прихватить. Пусть погуляют, беды по волюшке». Из колодца дохнуло мертвечиной, а следом над деревней пронесся сиплый лихой свист. Черт номер 5. Дмитрий Лазарев. Куколки. 1. Фильм показывают голливудский, глупый до ужаса. Актеры мускулистые, сплошь в татуировках и пирсинге, с крашенными в яркие цвета волосами. Наверное, чтобы зрителю было проще их различать. Реплики пафосные и бестолковые. Все без конца гоняют на огромных рычащих тачках, такие в Америке еще называют маслкарами. Гонки сопровождаются перестрелками, взрывами и падающими вертолетами. Главные герои с дьявольским везением раз за разом выкручиваются из самых опасных ситуаций, чтобы немедленно попасть в новую нелепую передрягу. Скукота, короче говоря. Впрочем, я сюда не за фильмом пришел. Зал заполнен едва ли на четверть. То ли качество кинопродукта слишком низкое даже для невзыскательной публики, то ли причина в позднем времени сеанса. В любом случае, меня ситуация полностью устраивает. Охотиться удобнее всего именно так. Неприятно, когда кто-то поднимает шум и приходится прерываться. Хотя происходит такое нечасто. Людям не просто понять, что они видят. Я же не какой-то книжный кровосос в самом деле. Мое привычное место в верхнем углу зала, возле самых дверей. Отсюда открывается хороший обзор на спускающиеся ряды кресел. Лица зрителей обращены к экрану, затылки торчат над мягкими спинками. Я неторопливо осматриваю зал. Влюбленная парочка на 6-м ряду выглядит многообещающе. Они счастливы, вокруг голов плавает переливающийся перламутром и нежным, бисквитным цветом морок. Я присматриваюсь внимательнее и причмокиваю от досады. Эти двое вместе совсем недавно, их счастье еще не успело взварить достаточно густых, настоявшихся воспоминаний. Среди лакомого перламутра проскальзывают стальные нитки прошлых разочарований, боли и обиды. Парня жестоко предала предыдущая девушка, и его воспоминания по-прежнему горчат, как кофейная гуща. Его соседка выглядит повкуснее, но ее память отравляют мысли о больной бабушке, за которой приходится ухаживать. Образы, лежащие в темной, пропахшей лекарствами и мочой комнате старухи, отдают чем-то кислым и прелым. Справа от меня, в самом центре последнего ряда, сидят еще двое. Парень с синими волосами и кольцом в носу, симпатичная вертлявая девчонка. Я чувствую их отчетливую неприязнь, сквозящую в мою сторону. Морок образует пузырящуюся красную, с преобладанием карминного и бургундского, шапку вокруг их голов. Цвета злости и страсти. Эти двое пришли на поздний сеанс отнюдь не за фильмом. Синеволосый явно рассчитывал на минет от своей подружки, но усевшийся неподалеку придурок спутал их планы. Я не хочу травиться миазмами раздражения. Эти двое тоже не подходят. Без интереса скольжу взглядом по группе подростков, оккупировавших центр зала. В них много жизнелюбия и задора, но завязывающиеся в глубинах мозга воспоминания поверхностны и скучны. Фастфуд, а не нормальная еда, насыщение от него будет таким же простым и бесхитростным, как и плавающие в юных головах мысли и мечты. Морок вокруг подростков мигает канареечно-грушевым цветом, ярким, как неоновая вывеска. В юности, неискушенный, тянущийся к новому, я выпил множество подобных воспоминаний, но с тех пор прошли годы. Голод внутри требует более изысканной пищи. Лишь со временем начинаешь ценить по-настоящему сильные чувства, распознавать мельчайшие оттенки вкусов, наслаждаться в полной мере всем градиентом ощущений. Светлые воспоминания, настоянные на боли, пережитые и отложившиеся на подкорке, будто запасы меда в пчелиных сотах. Патока тяжелых побед после череды разочарований, сладкий нектар любви к долгожданному, выстраданному ребенку. По человеческим меркам я совсем не старик. Мне 21 год, но постоянная диета из чужих воспоминаний, чувств и мыслей делает меня старше. Я ем и обычную человеческую еду, воспоминания не калорийны, как ни крути, но именно на этом коктейле взращена моя личность.
Я не человек, я нечто большее. Жующий попкорн из огромного бумажного пакета толстяк одинок и несчастен. Его окутывают сизые, кобальтовые и льняные тона. Отрава, а не здоровая пища. Мужчина в очках на третьем ряду так увлечен фильмом, что даже подался вперед. Над лысеющим затылком вьются неприятные оранжево-ржавые вихри. Он вожделеет актрису, исполняющую главную женскую роль, и его неудовлетворенная похоть смердит. Поскорее скольжу взглядом дальше, пока не нахожу сидеющего мужчину, витающего где-то в своих мыслях. Заинтересованно присматриваюсь. Сидеющий мужчина неизлечимо болен. Карцинома, обнаруженная слишком поздно, пожирает щитовидную железу. Но он счастлив, ведь неделю назад помирился с единственным сыном, которого не видел много лет. Сегодня сын привез в гости девушку и подарил отцу билет в кино. Мужчине не интересны ни тачки, ни татуированные качки. Он понимает, что сыну нужна свободная на несколько часов жилплощадь, но он все равно рад, усталый, щемящей радостью. Светлые воспоминания плавают вокруг молочным, с миндальными оттенками пузырем. То, что нужно. Стараясь не привлекать внимания, крадусь по лестнице к 7-му ряду. Мне везет, позади намеченной жертвы много свободных мест. В принципе, я наловчился брать свое даже при посторонних, но жизненный опыт приучил к осторожности. Однажды, несколько лет назад, я чуть не попался. Кто-то из сидящей неподалеку компании взрослых мужчин заметил движение хоботка. Пришлось убегать со всех ног. Особенности, с которыми я родился, позволяют проникать в человеческие воспоминания и пожирать их, но в остальном мое тело так же слабо и хрупко, как и у обычных людей. Сидящий мужчина грезит в своем кресле. Его затылок уже перед самым моим носом. Устраиваюсь поудобнее позади, как будто уставший зритель, облокотившийся на спинку переднего кресла. Приоткрываю рот и наружу, со знакомым щекочущим чувством, выстреливает хоботок. Он впивается в основание шеи сидящего впереди человека. Мужчина не реагирует. В момент укуса хоботок впрыскивает жертве коктейль из токсинов, замораживающих прокол. Я ощущаю, как тонкие жгутики внутри хоботка, извиваясь, устремляются внутрь головы, спеша подключиться к нервной системе. Это самый восхитительный момент. Наши нервы обнажены, разумы соприкасаются, и мой мозг наполняется ярчайшими вспышками. Чужие воспоминания ракетным залпом бомбардируют сознание. Жизнь сидящего мужчины долга и насыщенна. Морок мыслей вокруг головы позволяет прочесть лишь верхний, наиболее волнующий жертву слой. Жгутики внутри хоботка ныряют в самые глубины. Я вижу торжественную линейку подростков в красных галстуках. Вижу красивую, черноволосую девушку в белом платье у окна, открытого в ночь. Она подходит ближе, и я чувствую накатывающее волнами возбуждение. Вижу новенькую, с блестящим, хромированным рулем машину. Сидящий мужчина. А в воспоминаниях статный усатый красавец, горд и счастлив обладать ею. Вижу крошечного человечка, беззубо улыбающегося из колыбели ладоней. Никто в зале не обращает на нас внимания. Где-то там, в темноте, продолжается фильм. Жующая, гогочущая толпа невосприимчива к амброзии и потребляет дешевый эрзац. Мне было бы их даже жаль, не будь я обдолбан, как последний наркот. Ничего не торкает сильнее, чем это. Мы развалились в креслах, словно двое утомленных путников. Сидящий мужчина откинулся назад, он без сознания. Столь грубое вторжение в мозг не проходит бесследно. Я выгляжу спящим, но внутри я лечу. Никогда не травил себя наркотиками. Но, судя по старым фильмам, это оно. Эйфория, приход, страх и ненависть в Екатеринбурге. Мой мир взрывается ярчайшими красками. Каждая клеточка дрожит, сознание отрывается от тела и воспаряет к потолку. Я наблюдаю нас сверху. Двух жалких букашек на гигантской поверхности планеты. Я велик и могущественен, я ужас, летящий на крыльях ночи, я всевидящее око. В какой-то момент содрогаюсь от проскользнувших в воспоминаниях горьких ноток. Смерти старой матери, развода с уставшей, погрузневшей женщиной, в чьих волосах видны первые белые пряди, кабинета врача, озвучивающего страшный диагноз. Но сладких ноток больше. Они выдержаннее, они пьянят. Сизо-серые переливы остающихся плохих воспоминаний говорят о том, что все добро высосано без остатка.
Сверху я наблюдаю, как человечек коротким движением высвобождает хоботок и откидывается в кресле. Мое сознание давно вырвалось из тесной коробки кинозала, покинуло холодные стены торгового комплекса. Я парю где-то в стратосфере с необычайной четкостью, рассматривая собственную тщедушную фигурку бесконечно, далеко внизу. Взгляд легко пронзает километры пространства, бетонные перекрытия и мягкую обивку стен. Я одновременно и там, и здесь. Ночной заснеженный Екатеринбург сверкает огнями. Там, на земле, угадываются тысячи теплых живых существ. Возникает соблазн раззявить пасть и слизнуть разом весь город, как сахарную пудру с гигантского пирога. Эта затея кажется не просто выполнимой, но и совсем несложной. Жители города просто рабочие трутни в муравейнике, корм для высшего существа. Электрические разряды пронзают меня от макушки до кончиков пальцев. Сладкая дрожь разливается по мышцам. Приход продолжается несколько минут, но кажется, будто он длится вечность. Потом я пикирую, подобно стремительному ястребу, и с ювелирной точностью ныряю обратно в оставленное тело. Я снова в зале кинотеатра. В подсвеченной широким экраном темноте, запертый в хрупком человеческом теле, но ощущение всемогущества не проходит, энергия бьет через край, не скрываясь больше, поднимаюсь и шагаю к выходу. Выпитый мужчина остается в кресле. Он придет в себя через несколько минут, разбитый и не понимающий, что произошло. Разумеется, он выжил и не станет моим собратом. Я же, повторюсь, не какой-то книжный кровосос в самом деле. Выпитые люди теряют часть себя, да, но живут, по крайней мере, какое-то время. 2. После хорошей кормежки меня переполняет энергия. В голове необычайная легкость, мозг кристально чист, я отчетливо ощущаю ход крови по венам, ритмичные сокращения сердца, электрические импульсы, бегущие по нервной системе. Сложность и совершенство собственного организма изумляют. Охота всегда идет на пустой желудок, иначе ощущения притупляются и от выпитых воспоминаний мутит. Мой мозг отличается от человеческого, он сложнее и утонченнее. Я различаю мельчайшие оттенки всех существующих цветов. Я вижу, какой человек живет интересной, насыщенной жизнью, а какой понапрасну растрачивает свои годы. Я забираю лучшее у первых и равнодушен к серой повседневности вторых. Я проживаю сотни и тысячи самых успешных жизней, не вставая с кресла. Как бы восхитителен ни был трип, в конце каждой трапезы наступает отходняк. Переваренные, всосанные воспоминания оседают на подкорке, а побочный продукт выделения переработки, мутная белесая жижа, стекает через носоглотку в желудок. Жижа несъедобна. Возвращаясь домой после охоты, я всякий раз отрыгиваю ее в бак. Так меня научили родители. Мы живем на самой окраине Уралмаша. Зима раскрашивает угрюмый пейзаж в серые и белые тона. Мышиного цвета вытоптанные тропинки, будто муравьиные ходы, ведут от остановок к ближайшим наливайкам и продуктовым. Медно-оранжевые, горящие прямоугольники окон обещают уют и тепло. Окна нашего обиталища всегда темны. Квартира в сталинском доме словно обезличена. Термины и сравнения всплывают к голове из пучин выпитых воспоминаний, будто звездолет Скайуокера из болота на планете Дагоба. Нет теплых семейных фотографий на полках. На стенах не висят картины с пасторальными пейзажами. Здесь преобладают пыльно-серые, оловянные оттенки. Темный коридор напоминает тамбур в поезде. В прихожей сиротливо брошены единственные ботинки в доме. Мои. На крючке висит только одна куртка. Родители никогда не выходят на улицу. По правую руку крохотная квадратная кухня. Впереди совмещенный санузел. Слева две двери, ведущие в комнаты. Первая из них — моя спальня. Бак стоит в центре второй комнаты, пустой и без окон. Это грубый, сваренный из стальных листов куб, без верха, высотой чуть больше метра. Прямо над баком на длинном шнуре висит голая лампочка. Унылый желтый свет озаряет голые стены и пол, покрытый темным, потрескавшимся кафелем. В дальней стене есть вторая дверь. Она всегда закрыта. За ней живут папа и мама. На дне бака влажно поблескивает жижа. Если морок воспоминаний переливается всеми цветами радуги, будто ожившая детская раскраска, то жижа скорее напоминает обойный клейстер.
манную кашу. Нечто неаппетитное, отработанное, переваренное. Мой организм и сам стремится исторгнуть лишнее после каждой трапезы. Иногда мутить начинает еще на подходе к дому. Я сдерживаюсь. Родители будут недовольны, если хоть капля ценной субстанции прольется мимо бака. Жижа нужна им. Напитанный массовой культурой сквозь кисель поглощенных воспоминаний с линцой, предполагаю, что они делают из жижи лучшее в мире мыло для богачей. Или изготавливают нитроглицерин, или ищут рецепт идеального аромата для туалетной воды. Раз в 3-4 года родители посылают меня навстречу с мрачным бородатым типом. Его морок — сплошная жадность и жажда наживы. Тип неизменно подъезжает на пятачок за заправкой возле Белой башни на помятых, проржавевших «Жигулях». Мы обмениваемся пакетами. В пакете бородача деньги, уложенные в аккуратные брикеты. Много денег. Я никогда не считал, сколько. В моем пакете около полукилограмма аспидно-черных горошин, похожих на жемчужины. Их передает мне отец. Я не знаю, откуда они берутся. Я с детства приучен не задавать вопросов. Надо, значит, надо. Любопытство быстро атрофируется, когда перевариваешь одну за другой несколько чужих наполненных жизней. Склоняюсь над баком, и меня выворачивает. Желудок опорожняется прямо на мою дрожащую тень. Жижа неприятно булькает. Перед охотой никакой еды, чтобы в субстанцию не угодили примеси. Сегодняшний вклад маслянистый обилен, что говорит о высоком качестве. Лучшие воспоминания оставляют самую нажористую, густую жижу. После очистки начинает клонить в сон. Чужие воспоминания пьянят и дурманят, толкаются в голове, будто фанаты на крутом рок-концерте. Разум пытается отторгнуть чужаков, как отторгают живые клетки, и народное тело, и мозгу нужен отдых, чтобы окончательно усвоить пищу. Иду на кухню, смешиваю протеиновый коктейль. 3 стандарта высокобелкового гейнера на стакан молока. Выпиваю практически залпом, балансируя на колченогом табурете. Кухня выглядит по-настоящему жалко. Газовая плита покрыта слоем пыли. Еду на ней никогда и не готовили. Составленные стопкой кастрюли и сковородки остались, вероятно, от прежних жильцов. Этих пирамид никто не касался долгие годы. Клеенка на столе липкая и старая. Единственным ярким пятном в этой убогости выглядит новенький двухкамерный холодильник. Полки из закаленного стекла забиты пакетами молока, упаковками с сывороточным изолятом и брикетами гематогена. Мы ни разу не завтракали всей семьей за этим столом. В моей комнате тоже пусто, не считая широкой кровати в углу. Стороннему наблюдателю показалось бы, что здесь строил свой замок маленький ребенок. На кровати горой навалены подушки. Это мое гнездышко. Забираюсь в кровать, протискиваясь между подушек в мягкое теплое нутро. Ощущение уюта и безопасности окутывает, будто кокон. Я устал, я выпотрошен, я меч во тьме, я дозорный на стене. Почему ярче всего в памяти откладываются отголоски массовой культуры? Иные люди забывают кличку теткиной кошки или имя первой школьной учительницы, но всегда твердо знают, что Арагорн, сын Араторна, наследник Исильдура, под шепот медленно усваивающихся в голове чужих воспоминаний, я засыпаю. 3. Я совсем не помню своего детства. Возможно, виной тому компот из высосанных у других мыслей и ощущений, но первые собственные воспоминания связаны с баком и кафельной комнатой, в которой он стоит. Родители говорят, что я особенный. Наш род возник в результате мутации, случившейся несколько поколений назад. Особенность, позволяющая проникать в чужое сознание, передается по мужской линии от отца к сыну. С самого рождения мне была уготована необычная судьба. Собирать и отсеивать лучший опыт, накапливать его для себя, пить как патоку отборные жизни. Пока другие дети ходили в школу, изучали математику, географию и обществознание, я обучался искусству погружения в человеческий разум. То, что узнавали они, доставалось мне в виде концентрированного дистиллята. Львиная доля знания о человеческом обществе подчерпнута мной из выпитых воспоминаний чужого жизненного опыта. Я ведь только выгляжу как обычный человек, но на самом деле я нечто большее. Родители говорят, что я следующая ступень эволюции.
С тех пор, как я вкусил чужой памяти, стало ясно, что наша семья действительно не такая, как все. Воспоминания других людей явили мир человеческих отношений, существующих, как оказалось, в иной системе координат. Наша семейная жизнь показалась бы им дикостью. Мы не собираемся за обеденным столом, не проводим вместе выходные и праздники. Мы вообще не похожи на родственников. Чем старше я становлюсь, тем реже вижу родителей. Мы всегда встречаемся в комнате с Баком. Они выходят из второй двери с противоположной стороны комнаты. Оба родителя чрезвычайно долговязые и худы. Отцовская макушка практически касается потолка. Матери приходится сутулиться, чтобы стоять во весь рост. Лица неподвижны и невыразительны, глаза темные, как ружейные дула, взгляд тяжелый, не мигающий, руки тонкие и длинные. Отец одет в черный бархатный халат, завязанный на пояс. Мать в длинное шерстяное платье, скрывающее фигуру. Присутствие родителей вызывает во мне благоговейный трепет. При каждой встрече я получаю родительский совет, напутствие или поручение. Мы смотрим друг на друга, а потом оба они разворачиваются и скрываются за дверью. С протяжным скрипом задвигается щеколда по ту сторону. Проход туда для меня закрыт. Память о первой трапезе, моя собственная, ненаносная, навсегда запечатлена на подкорке. Первое воспоминание. Мне 13, мы находимся в кафельной комнате. Бак задвинут в угол, и в этот единственный раз в комнате есть посторонний. Молодой парень, очень худой и испуганный, с растрепанными соломенными волосами, распростерт на полу. Отец и мать по обе стороны от него прижимают руки и ноги незнакомца к кафелю. Они похожи на двух огромных пауков, нависающих над угодившей в паутину мухой. Длинные тонкие пальцы цепко удерживают бьющегося человечка. Я впервые вижу пульсирующий тонкий хоботок, тянущийся из моего рта к шее жертвы. Медленной, прерывающейся струйкой мозг наполняется чужими воспоминаниями. Первое кормление не разделяет плохого и хорошего, и я жадно высасываю все без остатка. Когда инициация завершается, беспомощный подросток исчезает. В тщедушном детском теле рождается хищник. Опустошенный юноша скребет слабеющими конечностями по полу. Он похож на раздавленного таракана. Его воспоминаний, на удивление, много, но все они какие-то выцвевшие, будто кадры старой кинопленки. Моя голова кружится с непривычки, желудок подергивается, горло сжимается от спазмов, а еще... Я впервые испытываю эйфорию. Тело словно отрывается от пола, парит, как унесенное ветром перышко. Удивительная легкость ощущается в каждой клеточке. Хочется смеяться, хочется обнять весь мир. Чувствую отцовскую руку на плече. Он ведет меня в угол комнаты, к Баку. «Жижу нужно отрыгивать сюда», — говорит отец. Это его первый урок. Причастие завершается обильной рвотой. После я впадаю в спячку. Сплю должно быть около полугода, потому что точно помню, что засыпал в середине зимы, а в день пробуждения на улице было тепло и зелено. Воспоминания Соломиноголового впитаны и усвоены. Неопытный и неискушенный, я все же удивлен их фрагментарности. В голове моей первой жертвы настоящий винегрет. Я знаю все, однако не могу выудить ничего конкретного. Это сбивает с толку, но одно ясно точно — я голоден и хочу еще. Родители ждут возле Бака. Там я получаю второй урок. «Наблюдай, подмечай, присматривайся», — говорит мать. Воспоминания — пища. Худые и горестные — плохо, светлые и добрые — хорошо. Среди людей ты невидим, пока тебя принимают за своего. Атакуй стремительно, уходи быстро. Предпочитай одиночек, и главное, не забывай наполнять Бак. Мать говорит, практически не разжимая губ. Иногда мне кажется, что слова рождаются прямо внутри моей головы. В этот день охота неудачна, город полон гуляющих компаний, обнимающихся парочек. Мне страшно, я подросток, впервые выходящий в большой мир. Перед глазами корчащаяся на полу фигура соломенного парня. Если я нападу на прохожего, меня поймают. Люди сильнее, их больше. Я без толку слоняюсь по вечернему Екатеринбургу, пока голод, обычный, человеческий, не гонит меня обратно в нашу мрачную обитель. Смешиваю гейнер, добавляю добрую порцию свекловичной клетчатки. Подспудно ощущаю, будто делал это прежде сотни раз. На самом деле это мой первый коктейль. Откуда взялись такие мысли? В комнате с Баком скрипит задвижка. Покорно иду на звук. Родители недовольны.
Я не добыл жижи, не внес вклад. Я получаю третий урок. В баке всегда должна быть жижа. Всегда. Их влияние так сильно, что я отправляюсь охотиться в ночь. Уралмаш не место для ночных прогулок подростков. Здесь редко встретишь счастливого, пригодного к употреблению человека, а вот неприятности найти легче легкого. Но мне везет. В арке вижу подвыпившего мужчину, приникшего к стене. Негромко журчит струя. Впервые замечаю легкий, еле различимый пузырь морока вокруг его головы. Умение читать по цветам придет ко мне намного позже, но даже сейчас нежный, жакарандовый оттенок навевает приятные ассоциации. Через 5 минут все уже кончено. Выпитые воспоминания не лучшего качества, большая часть касается каких-то попоек и совсем немного вечеров в деревне с худенькой рыжеволосой девушкой. Я пью неумело, случайно захватывая кусочек горчащей обиды на начальство, увольнений за пьянство, упреков старой матери. Отваливаю в сторону, хоботок исчезает во рту. Знакомое чувство эйфории охватывает тело. Вместе с ним приходит торжество первой самостоятельной победы. Инстинкты кричат «бежать!», но вид упавшего мужчины гипнотизирует. Что с ним будет? Что чувствует человек, у которого высосали память? Я помню, как корчился и дрожал выпитый без остатка соломиноголовый парень. После причастия меня вывели вон, а он лежал на том же месте. Что с ним сталось? Выпитый мужчина медленно приходит в себя. Клетчатая рубашка и русые волосы в грязи. Он трясет головой, как собака, неуверенно садится. У него жалкий и потерянный вид. Осмелев, подхожу ближе. Мужчина поднимает взгляд. В глазах застыло отчаяние. Он еле слышно что-то бормочет. Мы смотрим друг на друга. Охотник и жертва. А потом он неуклюже поднимается и бредет прочь, ссутулившись и свесив голову, будто самый несчастный человек в мире. Наверное, так и должно быть. Я забрал себе его веселые посиделки с друзьями, отнял смешливую рыжеволосую девчонку, выпил его лучшие дни, и теперь у него осталась только горечь. «Ваша собака не кусается?» Всплывает в голове известный мем. «Нет, она делает больно по-другому». Почему же все-таки массовая культура так ярко откладывается в памяти? Я совсем не помню своего детства, но готов цитировать кэтч-фразы из любой известной кинофраншизы. Все же, что было до первой трапезы, до причастия, до 13 лет, плавает в вязком тумане. Благо у людей всегда много хороших детских воспоминаний. Жижа тугой струей переливается в бак, родители будут довольны. Набираясь опыта, я различаю все больше мыслей, эмоций и переживаний в полупрозрачных пузырях, плавающих вокруг людских голов. Я называю это мороком, потому что пузыри призрачны и нематериальны. Это миражи, отсветы биополя. Или черт знает чего еще. У кого-то они ярче, насыщеннее, у кого-то блеклые, выцвевшие. У моих родителей морока нет совсем. Намного позже я узнаю, что мои нападения не так уж и безобидны. Я не убиваю людей, не превращаю их в себе подобных, как поступают книжные кровососы, но жертвы все равно не проживают долгую и счастливую жизнь. Что останется, если отнять у человека все светлое и радостное? Иногда в выпусках новостей или новостных каналах, просмотренных выпитыми, встречаются смутно знакомые лица. Сообщениями о суицидах, немотивированных убийствах, насилии и жестокости отмечен мой путь. Выпитые, лишенные всего хорошего, ради чего они жили, смеялись и любили, всегда заканчивают плохо. Но еще прежде, чем я узнаю это, мне становится все равно. О чем тут рефлексировать? Кого жалеть? Я ведь и не человек вовсе. Я клоун из канализации. Я ночной кошмар. Я разбитое сердце Джека. 4. Довольно скоро приходит понимание, что для охоты нет места лучше, чем кинотеатр. Идеально, если зал наполнен меньше, чем на четверть. Такое бывает, когда сроки показа очередного блокбастера уже на излете. Сеанс поздний, а фильм не самый популярный. В зале темно и шумно, тяжелые басы из колонок сотрясают воздух, экран слепит глаза. Если отвернуться и посмотреть назад несколько секунд, ничего не увидишь. Люди разрознены, часто незнакомы друг с другом, базово в хорошем настроении. Несчастный, обеспокоенный человек вряд ли пойдет в кино. Более 1,5 часов внимание собравшихся приковано к экрану, и можно неторопливо оглядеть весь зал в поисках подходящей жертвы.
Порой зрители так увлечены действом, что получается незаметно выпить парня, держащего за руку возлюбленную, или же девушку, жмущуюся к своему парню. Процесс занимает не больше минуты. Раз — и дело сделано, как комарик укусил. На всякий случай я стараюсь менять кинотеатры, благо в Екатеринбурге их хватает с лихвой. Меня сложно поймать за руку, после охоты не остается трупов или луж крови. Я охочусь раз в несколько месяцев, потому что после каждого кормления впадаю в спячку, на полное усвоение нужно время. Но я все равно осторожен. Я видел многое там, в воспоминаниях, и знаю, на что способны люди. Впору задуматься, кто же из нас настоящее чудовище. Сегодня я в новом кинотеатре на юге города. Крутит какой-то триллер. Мне подходит, люблю фильмы с напряженным сюжетом. Чем больше зрители поглощены зрелищем на экране, тем проще охотиться. В зале всего 7 человек, в последнем ряду я, на привычном месте, и еще один парень с противоположной стороны. Негодная жертва. Кресла вплотную примыкают к стене, подобраться к нему сзади все равно не получится. Цвет морока непонятен издали. Не трачу времени на соседа, осматриваю зал. 2 подружки в 6-м ряду вполне ничего. Молодые, но не слишком, уже успели хлебнуть всякого. В мороке преобладают нежно-янтарный, малахитовый и светлый лайм. Парочка 3 рядами ниже не годится, слишком много фуксии и пламенной мадженты, от такой пищи будет несварение. Чуть дальше мужчина в годах сидит один, потягивает пиво из бутылки, спрятанной в бумажный пакет. Серебряные всполохи выдают его тяжелый опыт, отпугивающий меня. Вот и все варианты. Сегодня остановимся на девчонках. Вообще-то я предпочитаю выпивать парней. Их жизненный опыт легче ложится на подкорку, что вполне понятно, но в целом годятся и девушки. После стольких лет подобной диеты в моей голове такой винегрет, что гендерные особенности практически стираются. Примеряюсь к левой девчонке, чей морок обещает большую палитру вкусов, когда краем глаза замечаю движение. Сосед справа крадется вниз, не отрывая взгляда от намеченной мной жертвы. Вот он уже, у пустого 7-го ряда, лезет вперед, пригнувшись, прячась за спинки кресел. Мое сердце пускается в галоп. Я пытаюсь разобраться в мороке незнакомца, понять, чего он удумал. Но плывущий над ним пузырь состоит из стольких разноцветных нитей, что вычленить что-либо невозможно. Медленно спускаюсь по 2-й лестнице, не отрывая взгляда от странного парня. Вот он поравнялся с девушками, аккуратно садится в кресло позади, неуверенно ерзает, будто хочет окликнуть, но стесняется. Может быть, просто собирается познакомиться? Почему бы и нет? Вот он наклоняется, тянется к кудрявой блондинке, и... я вижу появляющийся изо рта хоботок. Наверное, я вскрикиваю, потому что в следующую секунду головы поворачиваются в мою сторону. Не могу вспомнить, потому что на краткий миг вязкой дурноты полностью отключаюсь. Фильм идет своим чередом. Из колонок грохочет тревожная музыка, поспешно сменяются сочные картинки на экране. Зрители, обернувшиеся на крик один за другим, возвращаются к просмотру. Чудик у дальней стенки их особо не интересует, разве что девушек, сидящих ближе всех, которые время от времени настороженно поглядывают назад. Они не обратили внимания на появление нового соседа, да и кто замечает людей, садящихся позади в кинотеатре. Парень за ними недвижим, как статуя. Он смотрит на меня, не отрываясь, и вид у него крайне испуганный. Это подросток лет 15, тощий и бледный, в неприметной темно-серой футболке. Жидкие черные волосы растрепаны, морок над плечами по-прежнему не читаем. Неожиданно я понимаю, что это означает. Слишком много воспоминаний для столь юного возраста. Пугающая, невероятная догадка вспыхивает в голове. Он такой же, как я! Он такой же, как я! Это совершенно немыслимо, ведь я знаю, что у меня нет никаких братьев. Ведь я знаю, что наша мутация уникальна и передается от отца к сыну. Ведь я хорошо усвоил родительские уроки. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Я делаю шаг навстречу пареньку, когда он срывается с места и задает стрекача прямо по спинкам кресел. Пару раз падает, но тут же вскакивает и бежит дальше. Я опускаюсь вдогонку. Люди смотрят вслед. Плевать, я должен поговорить с ним, должен узнать, кто он и откуда взялся.
Паренек скрывается за дверьми с горящей поверх надписью «Выход». Бегу следом, отставая на добрый десяток метров. В холле пусто. Замечаю мелькнувшую вдалеке серую футболку. Откуда-то появляется работник кинотеатра в синей униформе. Что-то говорит, отталкиваю его, бросаюсь за беглецом. Время близится к закрытию, и народу в комплексе почти нет. Спина тощего парня виднеется вдали, он улепетывает, лавируя среди поздних покупателей. Возникает надежда, что бегущего задержит охрана, но нет, беглец, не сбивая шага, проскальзывает во вращающиеся двери. Устремляюсь следом. Охранники косятся подозрительно, но не мешают. Моя цель у дальнего края парковки. Бросок дался парнишке нелегко, он стоит, согнувшись, уперев руки в колени, тяжело хватает ртом воздух, в бледном лице ни кровинки. Я и сам тяжело дышу, сердце колотится под кадыком, голова идет кругом. Внутри незнакомое прежде опустошение и тревога. Всю жизнь я считал себя особенным, единственным, уникальным и неповторимым, избранным. Я упарывался лучшими воспоминаниями, торчал на краденом успехе, будто на мефамфетамине. Балдел от чужих побед, впитывал дармовые знания и опыт. Но этот парень... Делаю шаг в его сторону, и тут подросток, заметив меня, вновь бросается на утек. Кричу, чтобы он остановился, но он лишь прибавляет скорости. Пересекаем шумную дорогу, петляя промеж сигналищих автомобилей. Отовсюду летит ругань, визжат покрышки. Чудом разминаюсь с огромным автобусом, а когда он проезжает, беглец отрывается еще больше, ныряет во дворы и по ту сторону дороги. Бегу следом, задыхаясь. Двор, забор школы, мусорные баки, узкая тропинка промеж гаражей, еще один двор. Спина беглеца мелькает впереди. Разбитое футбольное поле. Ряды поломанных лавочек, пьяная компания окликают. Огибаю по широкой дуге, протискиваюсь между мусоровозом и припаркованными на газоне легковушками. Теплые летние сумерки цвета индиго постепенно уступают место ночи. Похоже, я переоценил свои силы. Дворы мелькают, как кадры в кинохронике, незнакомые улочки сменяют друг друга. Спина в темно-серой футболке отдаляется все больше, пока, наконец, не пропадает за одним из поворотов. Выбегаю за угол и понимаю, что беглец ушел. В голове гулко стучит кровь, колет в боку, легкие горят огнем. Обнаруживаю себя в какой-то подворотне. Задыхающимся, потным, обессиленным. Уже совсем стемнело. Увлеченный погоней я оказался в незнакомом районе и понятия не имею, где нахожусь. Название улицы на табличке дома ни о чем не говорит. Я заблудился. А еще пропустил сегодняшнюю кормежку. Чувствую, что мне до одури хочется догнаться, выпить кого-нибудь немедленно, прямо здесь, воспарить на крыльях эйфории, восстановить силы, забыть об осторожности. В конце концов, разве я в опасности, Скайлер? Я и есть опасность. Но темная улица пуста. Иду вперед туда, где вдалеке мнится гул широкого проспекта. Сворачиваю в арку, крадусь дворами, мимо припаркованных машин, мимо потрескавшихся бетонных клумб и мусорных баков, мимо пластиковых детских городков. В просвете между домами виднеются отсветы большой дороги. Вываливаюсь наружу к людям и свету. Странное волнующее чувство пробуждается где-то внутри и рождает пупырышки на немеющей коже. Дежавю. Красивый дом с колоннами, вход в метро и Стелла, пронзающее небо кажутся до боли знакомыми, хотя и уверен, что никогда здесь не был. Осматриваюсь, подмечая все больше деталей. Рисунок брусчатки, облупившийся советский герб на стене, булочная с гигантским кренделем на вывеске. На языке появляется привкус заварного эклера. Я так люблю его, я никогда его не пробовал. Лоб покрывается испариной, да что со мной? Делаю несколько неуверенных шагов, так не штормит от выпитых воспоминаний, здесь явно что-то другое. Тонкий, людской ручеек выплескивается из дверей метрополитена, течет мимо, огибает. Припозднившиеся пешеходы торопятся попасть домой. Пульсирующие, как неоновые вывески, пузыри морока пробуждают голод. Осматриваюсь по-новому, отыскивая знакомые аппетитные отсветы, прихожу в себя. Что бы там ни было, с этим местом мне нужно поесть. Нужно догнаться. Бак должен быть полон. В калейдоскопе колышущихся разноцветных пузырей натыкаюсь на что-то интересное. Морок, плывущий в переливающемся месиве красок, смутно отличается от других, цепляет, и я уже не могу от него оторваться. На первый взгляд он выглядит удручающе. Мужчина, бредущий в мою сторону с опущенной головой, явно многое пережил. Тяжелые каменно-серые тона соседствуют с глубокими пурпурно-синими. Цвета отчаяния и потери, с которой так и не удалось смириться.
И лишь в самой глубине угадываются потребные мне отблески, сокрытые где-то внутри радости. Их палитра гипнотизирует. Прежде я не встречал ничего подобного. Незнакомец проходит мимо, и чувство дежавю возвращается. Пугающее, незнакомое, щемящее. Алые, рубиновые, изумрудные язычки рвутся из глубин морока, подмигивают, будто старые друзья, призывают. Невидимый магнит словно тянет к мужчине, в горле пересыхает, как зачарованный шагаю следом. Людской ручеек мелеет, разбивается на отдельные струйки, сворачивающие во дворы, арки и подземные переходы. Никто не обращает на меня внимания. Не таясь, иду за мужчиной. Голод подгоняет, требует, вожделеет. Рот наполняется слюной. Мужчина сворачивает в проулок. Ускоряюсь, чтобы не упустить. Мы остаемся один на один. Темная улица пуста. Кроны деревьев надежно скрывают происходящее от любопытных взглядов из окон. Подобравшись, сокращаю дистанцию. Я ночной охотник. Вершина пищевой цепочки. Суперхищник. Я делаю бросок. Хоботок впивается в шею жертвы. Воспоминания бурным потоком хлынули в мою голову, будто прорвало невидимую дамбу. Впервые с насыщением не приходит чувство восторга. Вместо этого захлестывает боль. Я совсем не помню своего детства. Все, что было до 13-го дня рождения, до первой трапезы, плавает в вязком густом тумане. Но сейчас туман истаивает. Защитная пленка лопается. Я вижу все, доселе надежно скрытое в самых глубоких кавернах памяти. Я вспоминаю. Я кричу. Я кричу. Я кричу! 5. Я ребенок. Мне 6 лет, мальчишке, колесящему на велосипеде рядом с отцом. Велосипед новенький, Олимпик, о котором я мечтал уже давно. Двухколесный, как у взрослых, с добавочной парой маленьких колесиков для поддержки. И вот свершилось, теперь он мой. Смеюсь от восторга и счастья, отец хохочет позади меня. Он катится на огромном, неповоротливом синем туристе, но никак не может меня настигнуть. Отец — мужчина из темной подворотни, но сильно моложе, без седых прядей в волосах. Без пузыря морока над головой. Настоящий отец, родной, теперь я это отчетливо помню. Мы катаемся на велосипедах в тенистом парке. Мама низенькая, чуть полноватая, с каштановыми волосами и доброй улыбкой, сидит на лавочке неподалеку и читает книжку. Я вспоминаю ее заботливые руки, которые мыли, кормили, одевали меня. Вспоминаю, как лежал в больнице с гландами, а потом можно было лопать сколько угодно мороженого. Вспоминаю, как хотели завести кота. Да вдруг оказалось, что у меня на них аллергия. Вспоминаю разбитые в кровь коленки, которые смазывали жгучим йодом. Вспоминаю завтраки на залитой солнечным светом кухоньке, бормочущий пузатый телевизор отца, сосредоточенно шуршащего газетой. Мое детство. Настоящее детство проступает передо мной, как проявляющаяся фотокарточка. Мы катимся на велосипедах все дальше и дальше, и вот уже не видно матери за деревьями. Вечереет, но нам с отцом хочется кататься еще. Я давлю на педали изо всех сил. Представляю себя пилотом космического корабля. Слева инопланетные захватчики. Залп из всех орудий. Бабах! Крейсер сопровождения, доложите обстановку. У отца слетает цепь, он тормозит, едва не заваливаясь на землю. Его турист старый достался ему от деда и часто ломается. Отец кричит, чтобы я остановился, подождал его, но командный пункт управления космическим кораблем слишком занят. Инопланетные захватчики атакуют, и бравым астронавтам нужно во что бы то ни стало пробиться из вражеского кольца. Давлю на педали, оставляя крики отца за спиной. Скоро он теряется где-то позади. Я оказываюсь в безлюдной части парка и не сразу понимаю, что вокруг никого нет. Что уже совсем стемнело, и черные деревья по обе стороны дороги напоминают притаившихся монстров. Становится страшно. Разворачиваясь, собираясь припустить обратно, когда от темной стены деревьев отделяется человеческая фигура. «Ты заблудился, малыш!» — произносит густой противный голос. Я успеваю увидеть коренастого бородатого мужчину, а потом он хватает меня поперек туловища и забрасывает на плечо, зажимая рот ладонью. Я отчаянно брыкаюсь, пытаюсь закричать, но мужчина намного сильнее. Паника душит меня, все вокруг кажется смазанным и нереальным. Мелькает припаркованная у забора машина, старые помятые «Жигули», а потом бородач заклеивает мой рот скотчем и забрасывает в багажник, будто куль с картошкой. «Пикнешь? Зарежу!» — предупреждает он, показывая огромный охотничий нож, и захлопывает багажник. Чувствую, как подо мной расползается теплое пятно.
В темноте оживает двигатель. И машина куда-то едет. Боюсь шевельнуться, меня колотит озноб. Глаза полны слез. В спину впиваются какие-то железки, нащупываю что-то вроде пледа. Грязную, провонявшую маслом тряпку сжимаю в крошечных кулачках. Спустя вечность багажник открывается. Меня вытаскивают, и я вижу в красном свете фар кирпичные стены гаражей, изрисованные граффити. Двигатель работает, воняет горелым выхлопом. Бородач держит меня за шиворот, а рядом стоит молодой парень. Высокий и тощий, с соломенными волосами. Я шмыгаю носом, в штанах противно тепло. Парень смотрит оценивающе, кивает. «Годится!» Бородач садится в свою машину и уезжает. А соломенноголовый закидывает меня на плечо и куда-то несет. Вокруг темно, но, кажется, мы выходим из гаражей во двор. Оказываемся в подъезде, парень что-то бормочет. Оцепенение, охватившее меня, никак не проходит. Когда он заносит меня в квартиру и опускает на грязный пол, я неподвижен и податлив, словно кукла. Соломенноголовый несет меня в комнату без окон, покрытую кафелем, проходит мимо большого стального бака, ныряет в следующую дверь. Мы оказываемся в узком, похожем на тоннель проходе, здесь темно и пахнет сыростью. Шершавые бетонные стены, все в капельках воды. Тоннель тянется куда-то вниз, закручивается спиралью. На другом его конце комната с каменными стенами и земляным полом. Под потолком болтается единственная голая лампочка на длинном шнуре. Ее света явно недостаточно, и углы комнаты тонут во мраке. Отсюда ведут две двери. Соломенноголовый, не останавливаясь, толкает левую. Эта комната напоминает прямоугольную глиняную пещеру. Вокруг разлит тусклый, медово-желтый свет. Но его источник непонятен, кажется, будто слабо светятся сами стены. С потолка свисают, словно невиданные плоды, толстые, яйцеобразные сталактиты размером с регбийный мяч. В середине комнаты стоит крепкий деревянный стул с подлокотниками. Краем глаза вижу веревки на подлокотниках, когда тощий парень грубо швыряет меня на стул и начинает привязывать. Я понимаю, что сейчас начнется самое страшное. Оцепенение отпускает. Брыкаюсь как могу, но тощий парень все равно сильнее. Меня вжимает в стул, детские ручки и ножки прибольно сдавлены веревками. Соломенноголовый осматривает узлы, а потом уходит, закрыв за собой дверь. Пытаюсь закричать, позвать на помощь, но голос тонкий и слабый, как у котенка. Крики теряются в шершавых стенах и затихают, не рождая эхо. С влажным чавкающим звуком что-то лопается на потолке, и передо мной повисает тягучая жирная капля, похожая на жидкий яичный белок. Смотрю наверх и вижу, что один из сталактитов треснул, будто переспевший арбуз. И тогда я понимаю... Никакие не сталактиты усеивают потолок, а крупные продолговатые яйца. Если присмотреться, внутри каждого виден скрученный черный зародыш. Одно из яиц прямо над головой слабо шевелится, когда нечто черное, лоснящееся, проделывает себе путь наружу. Прозрачная тягучая субстанция сочится из трещины, стекает на пол у моих ног. Существо, напоминающее охапку очень тонких черных щупалец, выбирается из трещины в яйце и, тошнотворно растягиваясь, спускается по стекающей на пол слизи. Оно омерзительно чужеродно. Я кричу так громко, что закладывает уши. Сучу передавленными руками и ногами, стараясь оказаться как можно дальше от черного ужаса. Но все напрасно. Тварь, извиваясь, замирает прямо напротив лица, скользкие щупальца обвивают голову. А потом она стремительным броском оказывается во рту. Давлюсь криками и кашлем, гортань взрывается адской болью, что-то маленькое, извивающееся, снует по носовым проходам, по горлу, касается глазных яблок. Зрение вспыхивает цветными точками. Я кашляю, задыхаюсь, но маленькая тварь пробирается все глубже, словно пытаясь разорвать черепушку. Я слышу, как хрустят хрящи, я в агонии. Ледяные пальцы касаются мозга. Меня парализует. Из распахнутых глаз продолжают катиться крупные слезы, течет слюна, но все, что я могу, лишь слабо подвывать, чувствуя, как холодное маленькое чудовище устраивается внутри. Голова раскалывается от боли, носоглотка горит огнем. Сзади происходит какое-то движение. Что-то огромное грузно ворочается у дальней стены. Нечто черное, щетинистое опускается на плечи, и меня вместе со стулом волокут спиной вперед. Сквозь слезы различаю, что часть стены открылась, как дверца норы паука-затворника, и меня втаскивают в очередной тоннель. Он совсем короткий, а по другую сторону пещера с высоким сводом. Мазанные стены источают мутный желтый свет. Стул переворачивается, и я вижу чудовищ.
Они похожи на двух гигантских мотыльков, трехметровые, с бархатными крыльями. Бесчисленные лапы с множеством сочленений деловито шевелятся. Бочкообразные торсы испещрены диагональными разрезами, будто жабрами. Трехсоставные туловища оканчиваются несоразмерно маленькими головами, с человеческими лицами, похожими на гротескные маски. Лапы тянутся ко мне, касаются неожиданно мягко, разматывая веревки, избавляя от пут. Парализованное тело сваливается со стула. Меня подхватывают, поднимают, и я вижу перед собой резервуар, наполненный полупрозрачной жижей. Сверху нависают два лица маски. Меня аккуратно, почти нежно погружают в резервуар, и жижа смыкается надо мной, заливая рот, нос, глаза. 6. Я кричу. Мой мир рушится, схлопывается, сгорает на глазах. Мой мир — обман, фикция, тюрьма. Из носа тонкими струйками сочится кровь, капает на футболку. Впервые за долгие годы я вновь чувствую, как нечто шевелится в голове, словно осознавая, что обнаружено. Маленькая черная тварь, которая... Падаю на землю, и меня начинает неудержимо рвать. Изо рта потоком выплескивается белая пена, подкрашенная кровью. Грудь саднит с такой силой, будто сам дьявол пинает ее раздвоенным копытом. Перед глазами вспыхивают уже знакомые цветные точки. В паре шагов угрюмый мужчина приходит в себя, неуверенно поднимается. Отец. Пытаюсь позвать, но меня выворачивает по новой. В потоке нечистот мелькает охотничий хоботок, успеваю ухватиться за него пальцами. Мозг простреливает разрядом боли, паразит в голове беспокойно шевелится. По рукам течет жирная белая пакость. Крепкая связь общих с отцом воспоминаний, по-видимому, вскрывает тайники памяти, пробуждает дремлющие области, восстанавливает старые связи, и паразиту больно. И насиженное место отторгает, выталкивает чужеродный организм. Собравшись с духом, тяну за хоботок, по ощущениям, словно выпрастываю изо рта собственный пищевод. Тварь сопротивляется, носоглотку вспарывают тысячи ножей, внутри все пылает. Кричу во все горло, но продолжаю тянуть. Ледяные пальцы касаются мозга, силясь ухватиться, отвратительный огромный ком застревает в глотке. Тяну, теряя сознание от боли, катаясь по земле, тяну гребаного паразита и вытягиваю. Черная склизкая дрянь, которую я долгие годы считал частью самого себя, с чавкающим звуком вылетает изо рта, кувыркается по асфальту, собирая грязь, тошнотворно дергается и замирает. Надсадно кашляю, завалившись на спину. Внутри все горит, точки перед глазами вспыхивают ярче, а потом я все же соскальзываю в милосердную темноту. Кто-то трогает меня за плечо, трясет, что-то говорит. Прихожу в себя. Человек в униформе дворника пытается меня разбудить. Его круглое доброе лицо с тяжелыми чертами совсем близко, и я неожиданно понимаю, что не вижу морока. Совсем. Я избавился от проклятого паразита. Я излечился. Воспоминания о фантастических трипах кажутся ночными кошмарами. Наверное, чертова тварь впрыскивал какой-то токсин, побуждающий меня снова и снова выходить на охоту и собирать жижу, конечно. Ведь бак всегда должен быть наполнен. Сейчас от одной мысли, от пережитых ощущений накатывает дурнота. На улице уже светло, а значит, я провалился в отключке всю ночь. Голова раскалывается, дико ноет спина, меня трясет то ли от холода, то ли от того, что не получил привычной дозы. Дворник помогает подняться на ноги. А потом я вспоминаю. Отец! Там, где я напал на него, нет никаких следов. Ну, конечно. Я же был не каким-то книжным кровососом. Я не убивал своих жертв, однако... Сердце холодеет. Никто из них не жил слишком долго. Сообщениями о суицидах, немотивированных убийствах, насилии и жестокости отмечен мой путь. Теперь я помню все. И быстро узнаю этот тихий переулок и угол дома, в котором прошло мое настоящее детство. Я опускаюсь бежать. Старый подъезд почти не изменился за эти годы, разве что краску на стенах обновили, да поменяли почтовые ящики. Взбегаю на 5-й этаж, тянусь к звонку, замираю. Знакомая дверь, с выгравированной на удачу подковой, приоткрыта. Сердце ёкает от дурного предчувствия, захожу внутрь, дрожа с головы до пят. Обстановка чужая. И в то же время родная до боли. Другие обои, ламинат, маленький коридор кажется совсем крошечным, раньше он как будто был больше.
Сквозь дверной проем, ведущий на кухню, вижу темные красные капли на полу. Коридор плывет, пошатываясь, иду туда, капли стекаются в лужу. Из-за дверного косяка появляется белая, словно мраморная рука. Вижу знакомое родимое пятно на запястье. В висках гулко стучит, захожу на кухню. Мама лежит, нелепо раскинувшись в кровавой луже посреди разбросанных сковородок и кастрюль. Лицо практически безмятежно, капли крови не коснулись его. Застывшие глаза смотрят в потолок. Каштановые волосы поредели, выцвели. На ней цветастый домашний халат, пропитанный кровью. В груди торчит рукоять здоровенного кухонного ножа. Он нанес ей минимум 3 удара, прежде чем она упала. Смотрю на милое, такое знакомое родное лицо. Как же она постарела. Мы не виделись больше 15 лет. Но высвобожденные воспоминания так свежи, будто это было вчера. Прохожу по краю кухни, аккуратно ступая между пятен крови и валяющихся кастрюль. Выглядываю в комнату. Тело отца неподвижно свисает с турника в углу. Узел съехал, отчего отец опустился на колени, словно извиняясь за содеянное. Лицо страшное, с выпученными глазами, рот перекошен, будто до сих пор силится сделать вдох. На полу стынет лужа. Отворачиваюсь, ныряю во вторую комнату. Невероятно, но они ничего не трогали с тех самых пор. Воспоминания режут внутренности бритвой, больно. Прохожу мимо детской кроватки, мимо коробки с игрушками. Провожу пальцем по корешкам любимых книжек. Драгунский, Сеттон Томпсон, Стивенсон. Мама читала мне перед сном. А вот и шахматы. Доска покрыта пылью. Отец учил меня ферзевому гамбиту и сицилианской защите. Показывал, как делать длинную рокировку и ставить линейный мат. Да я так ничему и не научился. А теперь они оба мертвы. Из-за меня. Сажусь на низенький стульчик, и осознание всего произошедшего, словно бетонная плита, обрушивается на меня. В глазах вскипают жгучие слезы, и я плачу навзрыд впервые за последние 15 лет, и никак не могу остановиться. 7. Я отрезанный ломоть. Я сирота, я чудовище. Я убил своих родителей. Думаю о том, скольких еще несчастных выпил за эти годы, сколько судеб разрушил, сколько жизней изгубил, и горестный вой рвется наружу. Они все здесь, в моей голове, счастливые, радостные, не подозревающие, что уже обречены. В воспоминаниях я смеюсь, побеждаю, достигаю новых высот вместе с ними. В реальности все мы давно мертвы. Нет больше того озорного 6-летнего мальчишки, весело крутящего педали новенького Олимпика в летнем парке. Тощий бледный юноша, скрючившийся на стульчике в детской спальне. Подобие человека, тень на стене, никогда не станет прежним. Пошатываясь, возвращаюсь на кухню, присаживаясь рядом с телом. Глажу холодную мамину руку, провожу пальцами по лицу, опуская веки. Обрезаю веревку с петлей в комнате. Мертвый отец с глухим стуком падает на пол. «Простите меня». Глубокая скорбь в моей душе медленно уступает место холодной ярости. Захожу в кладовку, роюсь в накопившемся за годы хламе. Отцовские лыжные палки обнаруживаются в дальнем углу, еще советские, толстые, похожие на охотничьи копья. Чуть поколебавшись, захватываю также топор из ящика с инструментами. Ключи от квартиры по-прежнему висят на крючке рядом с зеркалом в прихожей. Не уверен, что мне суждено вернуться сюда, однако все равно аккуратно запираю за собой дверь. Возвращаюсь знакомым уже маршрутом. Дом, в котором я провел последние годы, находится в другом районе, но мне все равно нужно обо многом подумать. Я впитал множество прожитых жизней, но не знаю, как жить. Вся моя жизнь — ложь, постановка, иллюзия. Почему я так легко верил в обман? Почему был так слеп, называя родителями 2 отвратительных монстров? Почему потворствовал чудовищному ритуалу? Вспоминаю, как раз за разом касался чужих мыслей. Пил их, будто кока-колу через соломинку. Уносился на волнах изумительного фантастического прихода. Засыпал, погружался в летаргический сон, просыпался и жаждал еще. Скользкий черный паразит, угнездившийся в черепушке, превратил меня в наркомана.
Сделал зависимым от регулярной дозы. Я готов был поверить во что угодно, лишь бы снова пережить это чувство. Мозгу, одурманенному ядами. Сам черт мог бы сойти за брата, свата и родную мать. Наверное, в этом и было все дело. Сейчас от одной только мысли о волшебном приходе тянет блевать. Топор за поясом натирает спину. Старый дом кажется мне еще более угрюмым и мрачным, чем обычно он полузаброшен. Пристанище маргиналов и бедняков. Поднимаюсь по знакомой лестнице, захожу не разуваясь. Тишина внутри давит на нервы. В комнате с баком все как и прежде. Здесь я выпил без остатка своего предшественника. Здесь выслушивал безумные инструкции, склонив голову. Огибаю бак, подхожу ко второй двери. Она заперта, но старое дерево рассохлось и выдерживает всего дюжину ударов топором. За дверью тоннель с влажными стенами. Как и в моих воспоминаниях, на этот раз я спускаюсь по нему один. Тоннель длиннее, чем мне помнится, а темная зала с 2 выходами меньше и отвратительно смердит. Тяжелые испарения клубятся у самого пола. Я выбираю правую дверь, останавливаюсь на мгновение, сжимая в потеющих ладонях лыжную палку, словно охотничье копье, а потом захожу. Дверь ведет в пещеру с высоким сводом. Мазанные стены источают мутный желтый свет. В воздухе плавает белый пар. Здоровенная черная туша раскорячилась на полу, расставив в стороны многочисленные лапы. Бочкообразное туловище наклонено вперед к яме до краев, наполненной поблескивающей жижей. Передние лапы чудовища длинные, человекообразные, зачерпывают жижу пригоршнями и отправляют в жадно кривящийся рот на гротескном, почти человеческом лице. Большие бархатные крылья сложены сзади. Если хорошо упороться, действительно можно представить на месте крыльев мягкий домашний халат. Бросаюсь вперед, на ходу замахиваясь копьем-палкой. Чудовище поднимает непропорционально крохотную голову, и в меня впиваются черные точки глубоко посаженных глаз. Резкий, пронзительный скрип наполняет пещеру. Оно кричит, заслоняется руками испуганно, почти по-человечески. А потом я вгоняю острие лыжной палки глубоко в переносицу твари. Вопль переходит в ультразвук. Чудовище отшатывается, встает на дыбы во весь исполинский рост, крылья бьют в стороны, разгоняя пар. Оно кричит, многочисленные лапы дергаются в предсмертной муке, щелкают сочленения. Справа тяжело заворочилось что-то большое. Еще один мотылек-переросток появляется из круглого отверстия в стене. Длинные руки с трудом удерживают массивную крышку, похожую на заслонку в норе паука-затворника. Не дожидаясь, пока оно выберется наружу, вонзаю вторую лыжную палку прямо в немигающий черный глаз. Из-под острия брызжет белая тягучая струя. Монстр верещит, зажатый тесными стенками тоннеля. Пытается отползти, но я вдавливаю свое копье все глубже, и оно с отвратительным влажным звуком погружается в тело чудовища. Слабеющие руки хватаются за лыжную палку, но оставленная крышка припечатывает их к стенке. Наружу вытекает белое, тягучее. У противоположной стены агонизирующий первый монстр заваливается на спину. Черные конечности несколько раз бьют по воздуху и медленно складываются на груди. Не дать не взять дохлая муха. Выдыхаю. И только потом меня начинает колотить ужас. Подхожу ближе к поверженной твари, заглядываю в обезображенное человеческое лицо, будто в насмешку прикрепленное к исполинскому насекомому. Трогаю тулово носком ботинка. Для своих размеров тварь удивительно легкая, почти невесомая. Внимание привлекает глубокие косые разрезы на бочкообразном туловище. Наклонившись, вгоняю в один из них лезвие топора, отодвигаю сморщившуюся плоть в сторону. Внутри неприятное желе, похожее на мясо моллюсков. С удивлением вижу вдавленные тут и там черные круглые камушки, плавающие в мутной белесой слизи. Те самые жемчужины. Содрогаюсь от отвращения. Что-то еще виднеется в глубинах пещеры, плохо различимое в завихрениях пара. Обхожу мертвое чудовище, внимательно глядя под ноги, пробираюсь вдоль слабо светящейся стенки и нахожу 3 резервуара, 3 могильные ямы, доверху залитые полупрозрачной жижей, расположенные в ряд у самого края пещеры. В жиже, словно насекомые в янтаре, плавают дети. Светловолосый мальчишка лет 8 в истлевающих остатках цветастого костюмчика. Темненький подросток, чуть постарше, в одних шортах, на голое тело. Совсем маленькая девочка с ангельским личиком, в почти целом голубом платье. В памяти лопается еще одно зеркало.
Разблокирован последний, недостающий кусочек. Я вижу темные гаражи, списанные граффити, красноватый свет стоп-сигналов, жадного до наживы бородатого мужчину. Чувствую горелый запах выхлопа. Я обдолбан, и встреча скоро сотрется из моей памяти, но не до конца. Бородач открывает багажник и передает мне связанную девочку. Моя голова будто сама собой кивает. Годится. Родители останутся довольны. Круг замкнется. Зараженные паразитами малыши будут спать в питательной смеси, медленно срастаясь с чужеродными организмами. Будут спать долгие годы, словно куколки, созревая, превращаясь в будущих охотников. Наверное, кто-то из них не выживет. Но одному, лучшему, избранному, суждено будет проснуться, выпить мою память, стать следующим в длинной цепочке. Я опускаюсь на колени и погружаю руки в жижу. Если мне когда-нибудь удастся загладить вину, искупить причиненное зло, я попробую начать с этих троих. Увы, но оба мальчишки уже мертвы. Я понимаю это, едва касаясь их твердых, одеревеневших тел. Все равно вынимаю их из жижи, бережно укладываю рядом. Если не присматриваться, они как будто спят. С девочкой приходится повозиться. Она живая. Я слышу, как медленно, но совершенно отчетливо бьется сердце. Между пухлых губок торчит кончик черного хоботка. Хватаюсь за него пальцами, тяну, радуясь, что ребенок в глубоком сне, и с большим трудом выпрастываю сопротивляющегося паразита, свежего, еще не успевшего прирасти. Тварь опутывает щупальцами мое запястье, но я отцепляю ее и с размаху размазываю об пол. А потом вгоняю в шевелящуюся массу лезвия топора. Снизу доносится слабый кашель. Поворачиваюсь и вижу, что крошка очнулась. У нее потрясающе красивые голубые глаза. 8. Фильм показывают голливудский. Глупый до ужаса, это очередной боевик. Меня тошнит от подобного шлака, но я упорно продолжаю ходить в кино. Потому что твердо знаю, кинотеатр — лучшее место для охоты. Сижу на верхнем ряду в своем привычном кресле, осматривая полупустой зал. Скорее всего, вечер снова пройдет понапрасну, но я научился терпению и приду снова, если понадобится. Я хожу во все кинотеатры по очереди, как в былые времена. Бородатый мужчина привез солидную сумму за пакет черных жемчужин. Такую большую, что хватит надолго, даже если ходить на 3 сеанса каждый вечер. Он даже не удивился, почему было изменено место привычного рандеву и зачем встречаться на берегу озера ночью. Наверное, получал с этих камушков очень большой навар. Теперь это стало неважно. Думаю, рыбы уже обглодали его лицо. Туда ему и дорога. В центре зала разместилась компания гогочущих подростков. Кто бы знал, что там у них на уме, но надеюсь, что только хорошее и светлое. Я сыт ужасами и драмой по горло. Порой не нужно никакого морока, чтобы определить чье-то настроение, а в кинотеатре все, как правило, довольны и веселы. Загруженный проблемами, опечаленный человек вряд ли пойдет в кино, верно? В 7 ряду расположилась парочка. Она эффектная блондинка с голыми плечами, покрытыми татуировками. Он пышущий здоровьем атлет. Не нужно особых навыков, чтобы прочесть. У ребят все здорово, а будет еще лучше. Если только кто-нибудь не подкрадется сзади, чтобы выпить все лучшее без остатка. Но я здесь, чтобы постараться этого не допустить. Меня уже тошнит от глупых боевиков, скучной современной фантастики и дешевых ужастиков, но я все равно буду возвращаться снова и снова. И рано или поздно в одном из кинотеатров мне попадется тощий черноволосый подросток, охотящийся на моей бывшей территории. Мысли о той встрече преследуют меня неотступно. Если есть второй охотник, значит, где-то в городе скрыто еще одно логово. Если есть второй охотник, значит, вполне может быть и третий, и четвертый. Я внимательно слежу за всеми, кто ходит по темному залу во время сеанса. Кто встает, пересаживается, у кого нет компании, чей бледный вид говорит о дефиците солнечного света и недоедании. Я уверен, что однажды мне попадется еще один охотник, жаждущий высосать чью-то лучшую жизнь. И на этот раз ему не удастся от меня уйти. Бес номер 10. Парфенов М.С. Скуф, Скам и Бутор. Всякая замужняя женщина за 40 счастлива по-своему.
Но все одинокие и несчастливы одинаково. Одинаково, одиноково. Ларисе Кузьминишне Захарчук сравнялось уж полвека, и последние лет 6-7 она старалась гнать такие вот невеселые, одиноковые мысли куда подальше. Но те все равно возвращались едва ли не каждый вечер с наступлением сумерек. Стучали в двери беспокойного разума, толклись кучкой незваных досужливых гостей под сердцем. Чаще всего гости эти нехорошие нахаживали по душеньку Ларисы Кузьминишны в зимнее время, а особливо много их случалось поздней осенью и ранней зимой, в тот неопределенный неясный период, называемый межсезоньем, когда и теплого солнца уже не хватает, и чистого белого снега пока не случилось. Одни только серость, сырость и пустота повсюду. Вот и сейчас промозглая мгла уже изрядно подъела пейзаж за окнами, а в читальной зале сгустились, словно вызревая во что-то тени. В библиотеке было студено. Отопление до сих пор не включили, авария в котельной, как водится. Шерстяные колготы и кофта грели плохо, спасаться приходилось пакетированным чаем. Классическим библиотечным чайком получается. А уже само это слово «классика» дарило ощущение какого-то усадебного толстовского уюта и делало атмосферу чуточку теплее. Лариса отодрала примерзший взгляд от прошлогоднего старшего библиотекаря, распахнутого на странице с кроссвордом. Поправила очки, пытаясь рассмотреть циферблат на дальней стене. Стойку заведующей отделяли от часов 4 ровных ряда по 6 столов и по 12 стульев в каждом. И только 2 места были заняты. По левую руку ковырялась в смартфоне, отложив стопку книг и журналов на край столешницы, юная дева с короткостриженными фиолетовыми волосами. Точнее, в сумерках тонкие жиденькие ее волосенки казались пурпурными, почти бордовыми, и лишь благодаря мерцающему экрану мобилки становился различим настоящий цвет. А в самом дальнем ряду, справа перед дверями в залу, маячила еще одна согбенная фигура, словно отделившаяся, переползшая сюда из угла тень, тощая, косматая и горбатая неопределенного рода племени. Как и стрелки настенных часов, абрис фигуры нещадно плыл и двоился в запотевших от дыхания Ларисы Кузьминишны линзах, мешая разглядеть какие-либо черты и детали. Но не только зрение подводило Ларису, память ей тоже коварно изменяла. Библиотекарь, хоть убей, не могла припомнить, что это за загадочный субъект и подходил ли он, она, оно, вообще к ее столику. Вот альтушку с телефоном помнила прекрасно, а сие угловатое смутное нечто — альтушка. Точно! Ощутив озарение, в зале даже как будто просветлело на секунду, Лариса снова схватила карандаш и уткнулась в газетный листок. Слева внизу 8 букв представительницы современной молодежной субкультуры. Подходит. Обычно старший библиотекарь радовал кроссвордами литературной тематики. Но этот номер был целиком посвящен жаргонизмам и потому давался Ларисе с громадным трудом. С обеда она выдала уже кружек 5 чаю и разгадала столько же слов, считая и свежеоткрытую альтушку. Про Чечика, признаться, малость подвезло с догадкой. Человек, человечек, чечик. Какая-никакая, а этимологическая связь тут выстраивалась. Шейминг и абьюзера помогли одолеть скромные, школьные еще поры познания в английском. А вот кринж пришлось подсматривать в разделе с ответами. Вообще же Лариса подумывала отыскать в подшивке номер с другим кроссвордом, не вступающим в столь тошнотворное противоречие с ее эстетическими и культурными пристрастиями. В отличие от классики, всевозможные альтушки чувством комфорта не одаривали. Ровно наоборот, вызывали стойкую неприязнь и желание сбросить их с себя, как какое-нибудь отвратительное насекомое или мотылька, запутавшегося в прическе. В языке ведь, как и в человеке, все должно быть прекрасно. С новоязом же этим, полным корявых заимствований и нелепейших неологизмов, выходило нечто прямо противоположное. Словно и не люди вовсе порождали все эти шеймы, байты, кринжи да абьюзы. По крайней мере, не те идеальные внешние и внутренние люди, про которых рассуждал Антон Палыч. Скорее уж, мерзкие, вшивые недоноски из грязной подворотни, извоняющие кислым потом, мочой и рвотой темноты. Чечики какие-то. Одним словом, постигшая было заведующую радость отгадки схлынула,
растеклась тенью среди теней, коих в библиотеке прибавлялось ежеминутно. Незнакомец или незнакомка в дальнем правом углу. Кто ты, Чечик? Какой из вопросов кроссворда описывает тебя? Верхний ряд справа 4 буквы, вторая «К». От Чечика как раз и досталось. Акын, укор... Нет, не то. Неопрятный мужчина за 30, который не заботится о своем внешнем виде. Вот урод. Хотя нет, откуда тут «Р» взяться-то? Может, Скотт? Да, пожалуй, по смыслу более или менее близко. Скуф. Прошелестело во мраке залы. Словно из кишок вышли газы. Ларисе даже почудился запах, как от подтухших яиц. Скуф. Повторили из сумрака. А затем раздался смешок, сухой и короткий, похожий на хруст костяшек в изломанных артритом старческих пальцах. Скуф. Чечик. Вот как это звучало. Насмешливо и с издевкой. Она посмотрела на девицу с фиолетовыми волосами. Та ухмылялась в мобилу, но с закрытым ртом. Колечко пирсинга блестело над губой, яркая челка прикрывала верхнюю часть лица, а далее, за плечом неформалки, на границе доступного усталым глазам Ларисы Кузьминишны мира, Чечиков было 2. К тому, что справа присоединился еще один, такой же черный и расплывающийся. Этот второй сидел посередине зала и на пару столов ближе к стойке заведующей. Мутный силуэт маячил прямо напротив Ларисы метрах в 3. И как раньше-то не приметила. Наверное, дело в проклятой темноте. Какая, однако, дурацкая фраза, если подумать, как будто у темноты могут быть какие-то свои дела. И как будто темнота может быть кем-то проклята. Впрочем, классики писали, что во тьме все становятся одинаково серыми, а навязчивые мысли превращаются в неотступных призраков. Лариса же привыкла верить классикам больше, чем себе. Как там у Бродского? «Тьма в комнате не хуже, чем темнота наружу». В самую тютельку ведь попал, лучше и не скажешь. Она глянула на окна, и взгляд утонул в непроглядном чернильном болоте, будто улица уже стала не улица, будто мир снаружи исчез весь целиком, оставив лишь мертвый и пустой космос. Хотя грех не во тьме, грех в нежелании света. Когда-то лет 20 тому Лариса еще тешила себя надеждами, что и ее серого библиотечного быта коснется лучик. Поглядывала порой из-под очков с тогда еще не столь толстенными линзами на тихих посетителей мужского пола, исподволь пытаясь отыскать среди них того самого, того единственного, которого вроде как всю свою жизнь чаяла, о ком грезила одинаково, одиноковыми ночами дома в холодной постели. Страшно вспомнить, одной безумной весной у Ларисы даже случилось что-то вроде скоропостижного романа с молоденьким студентом, но все закончилось вскоре после того, как студент защитил диплом, написанный ею для него, а также за него и ради него. С той поры компанию ей начали составлять все более тяжкие мысли, изредка заглядывавшие в библиотеку девицы с крикливым макияжем да бесформенные вечерние тени. «Кто ты, Чечик?» Вызывающий смутную тревогу объект на периферии зрения. Сколько-то букв. Мол, арго. В скобках. Стоило включить свет и проверить. Она решительно отодвинула стул. Деревянные ножки с дробящим грохотом проехались по плитке пола, и как будто по разуму Ларисы Кузьминишны заодно, оставляя и там светлые борозды посреди библиотечной пыли. Краем глаза Лариса уловила в мутном левом стеклышке очков, как испуганно дрогнул отсвет мобильника на ладони, украшенной пигалицы. Заведующая испытала странно приятное удовлетворение. Пожалуй, оно согревало не хуже чая. Прочистив горло, хлебнула горячего из кружки. Нарочито громко объявила: «Библиотека скоро закрывается. Заканчиваем почитки, готовимся сдавать». В зале неразборчиво зашелестело. С разных сторон. Лариса окинула комнату еще одним подслеповатым взглядом уже с нового ракурса, стоя. И огонечек тепла в груди моментально угас, залитый новыми волнами неясной тревоги. В 2 столах позади девушки с фиолетовыми волосами в одном с ней ряду сидел еще кто-то. Еще один Чечик? Уже 3-й! Они делением плодятся, что ли? У Ларисы дрогнула рука. Жалко и жалобно звякнула чайная ложка в кружке.
Несколько капель, пролившись, обожгли пальцы. В глазах на миг потемнело, заведующая зашипела от боли. То, что едет не спеша, тихо шифером шурша. 5 букв. Гор, фольк. В скобках. Ну уж нетушки. Так не пойдет. Она оставила кружку рядом с карандашом. Сняла очки и тщательно, не спеша, протерла стекла уголочком кофты. После вновь умастила оправу на переносице и, обогнув стойку, твердым шагом направилась через всю залу к дверям, рядом с которыми, прямо под циферблатом, белела плашка выключателя. «Заканчиваем, заканчиваем!» Постучала согнутым пальцем по обложке верхнего тома в стопке, сложенной на краю ближайшего стола. Звук собственного голоса и эти, такие же строгие постукивания, придавали Ларисе уверенности. Служили напоминанием о том, кто в читальной зале главный. Чье это царство? Это царство классики. Вот вам. «Сейчас...» — проскрипела девица, поднимая фиолетовую голову. «Секундочку...» — произнесла еще более широко и ехидно ухмыляясь. Экран, лежащий на столе мобилки, погас, и волосы альтушки сей миг стали почти черными, как и глаза, выглядывающие среди прядей. Ларису аж всю передернуло, то ли от этой игры света и тени, то ли от лексикона барышни-неформалки, библиотекарь сама не поняла. Былой, классической самоуверенности разом убыло, с трудом передвигая одеревеневшие, облепленные шерстью колгот, как паутиной ноги, Лариса двинулась по проходу между рядами. «Милфа буторная!» Слышались откуда-то справа злые шепотки. «Вот она согрелась сейчас, да? Форсит вообще!» «Да не, чё за скам? Не милфа, а скуф!» Долетала с другой стороны едкая и обжигающая точная кислота. «Скорее уж, скуфыня!» — жалила по-змеиному в спину. Тени колыхались, чернела по углам, разило тухлым яйцом, мертвечиной, холод проникал под одежду, лизал грудь, живот и колени колючим шерстяным языком, и ей казалось, что чечиков стало еще больше. Лариса улавливала дрожащие, как в темной воде, силуэты впереди и справа, и слева. И была совершенно уверена, что за спиной у нее тоже встают на все лады, шипя, шурша и шелестя, в спертом ледяном воздухе новые фигуры. «Скуфка!» Крыша едет не спеша. Нет-нет, это уж точно не по классике. «Ночь не так черна, как люди», — вспомнила она другое. «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя», — пришло еще на ум. Что ж, смятение и оторопь понуждали ощущать сплошные нули в собственной голове, в то время как единиц, мутных, черных и дьявольски коварных, уже целый коридор образовался. Все счастливы и счастливы одинаково. Снова всплыло в памяти из Толстого. Девушка с фиолетовыми волосами брала «Войну и мир», 3 и 4 тома в одной книге, толстенном Талмуде от Гослитиздата за 1955 год. А еще 3 номера журнала «Техника молодежи» и 10-летней давности фотоальбом, выпущенный к юбилею райцентра. Странный набор. Даже более странный, чем внешний вид самой барышни. Потому-то Лариса и запомнила. Могла ли она забыть про других посетителей, про тех, что шушукали сейчас в темноте, тех, кому так страшно обернуться? «Скуфка! Грязная скуфка! Опущенка с биполярочкой!» «Да кто вы такие вообще?» Демоническая сущность, скрывающаяся внутри героя романа Федора Сологуба, 11 букв, литературн, в скобках. Вот кто. Как и вся современная молодежь, испорченная, необразованная, глупая. Чечики, бесы, недотыканки. Те, что шипят в тени и страшатся света. Лариса остановилась перед выключателем. «Скуф, скуф, скуфыня, скуфка!» Дышали ей в спину холодом и тухлятиной, все ближе и ближе дышали. «Да будет свет, когда душа во мраке», мысленно продекламировала библиотекарь и надавила пальцами на пластмассу. С потолка, электрически затрещав, пару раз натужно моргнула флуоресцентная лампа. Моргнула и погасла. Внутри Ларисы что-то надорвалось. Словно незримая, туго натянутая струна лопнула.
Резко вдохнув, библиотекарь развернулась, балетки тоненько пискнули подошвами о плитку. Вперила во тьму обвиняющий перст и крикнула, отчаянно и зло, таким визгливым голоском, будто и ее язык вслед за тапочками протянулся по полу. «Вы!» Десятки угловатых дрожащих теней стояли перед ней, вытянувшись до самого потолка. Над каждым из столов, колышущимися на фоне серого сумрака рядами. Армия жутких призраков заполнила залу, и явились они сюда вовсе не книжки читать. Но Ларисе было уже все равно. Библиотека ее последняя, может, во всем мире прибежище. Ее царство, она здесь хозяйка, и никому не позволит. «Вы!» — повторила она чуть тише, но убежденнее, все еще громко и четко. «Классика, классика, классика!» — стучала боевыми барабанами, пиликала надрывными скрипками в голове. Смело выпитив обтянутую кофточкой грудь, Лариса ступила вперед в клубы мрака. «Дурни малолетние! Недотыкомки чертовы! Четчики!» Пылающий праведный гнев словно освещал ее всю изнутри. Вел за собой, как сердце Данка, наполняя силой и делая храброй, как никогда. «Все-то вам теперь скам, да? О, времена он нравы! Лев Николаевич для вас абьюзер, Достоевский скуф бородатый не более, Чехов бутор гонит по-вашему, племя молодое козлиное, да будь же вы прокляты!» Она осеклась, подавившись собственной клокочущей яростью. И тут ожила. Вспыхнула, запоздала, осветив помещение лампа. Все залило сияющей дорези в глазах электрической белизной. Тени растворились, разбившись о плоскую черноту окон. И Лариса словно прозрела. Обнаружила, что в зале ни души, кроме нее самой, и перепуганной девчонки на другом конце комнаты. Девица, подскочив со своего места, сжалась теперь к краю стола, таращилась из-под фиолетовой челки, скрестив у груди руки, в одной из которых все еще был зажат телефон, прижимала к себе стопку книг и журналов. С явственным шорохом выскользнула и шлепнулась на пол техника молодежи. 89-го, кажется, года. Лариса не смогла разглядеть номер. Шатаясь, она еле-еле побрела к своей стойке. Силы покинули заведующую, ноги отказывали. Дыхание прерывалось, сердце будто в тисках зажато, в горле соднило, губы высохли. Чай. Надо глотнуть чаю, и чем скорее, тем лучше. Все счастливые, счастливы. Классика или уже новояз? Сделав пару шагов, библиотекарь споткнулась и почти упала. Едва успев опереться о край стола, задохнулась, закашляла надсадно. Прижала ладонь к груди. Неужто сердце прихватило? «Вы как себя чувствуете?» Дрожащим голосом напомнила о себе девица. Очутилась рядом, бросила свою кладь на столешницу, заботливо приобняла Ларису за плечи. «Вам помочь?» «Благо! Благодарствую, милая!» С трудом выдавила Лариса. Реальность за стеклами очков уплывала от нее все дальше. В груди пекло от жгучей боли и не менее жгучего стыда. Да что же это такое на нее сейчас нашло? Что за лютый, воистину шизофренический бред только что лился изо рта? Что пришлось выслушать этой несчастной девочке? «Ты прости меня, милая», — пробормотала Лариса, опускаясь, заваливаясь на стул. «Прости, Христа ради, дурынду старую». Ладонь слепо шарила по столешнице. Трясущиеся пальцы нащупали раскрытый том «Войны и мира». Лариса не без усилий сумела сфокусировать взгляд на одной из строчек. «Ах, этот ваш Четчик!» — со злобой заговорила Скуфыня. «Этот скам, лицемер, абьюзивный злодей, который сам зафорсил толпу убуторить!» Будто крепкую пощечину влепили. Голова дернулась, строчки бешено заскакали перед глазами. И прямо на глазах же становились черными, мутными, угловатыми, преображаясь в уродливые, страшные слова. Кринж, бутор, альтушка, абьюзер, агрица, кинг, скуф, скам, байт, милфа, шейм, форсит. Свет опять моргнул. «От вас воняет», — усмехнулась альтушка. Лариса в ужасе подняла на нее взгляд. Все лицо девицы, губы, щеки, подбородок и лоб было унизано пирсингом. Серебристые капли сияли, как звезды на ночном небе. Жидкие тонкие волосы клубились вокруг головы фиолетово-черным змеиным облаком. «От тебя несет дерьмом, скуфка», — повторила девица, и с каждым новым словом
Серебристых звезд на темном небосводе ее лица становилось больше. «Ты обделалась. Тебе надо захелпить». Больше. Больше серебра, больше тусклых мертвенных искр, кружащих в безумном танце. «Давай позовем Чечика». Заорав, Лариса схватила Толстого и, что есть мочи, ударила чудовище по лицу. Девицу качнуло в сторону, искорки звезды словно просыпались через край, часть из них потухли. Воодушевленная своим маленьким успехом, Лариса приложилась еще раз и еще. Толстый Толстой. Ха-ха! Толстый Толстой. Ха-ха! Тяжеленный том, 3 и 4 в одной книге. Классика! С каждым новым ударом все сильнее потрясал противницу. Голова альтушки бешено моталась на тонкой шейке, а сама она вынуждена отступала, пока не уперлась спиной в соседний стол. «На, получай, получай, сучка!» Выкрикнув самое грубое из известных ей литературных слов, Лариса ударила с такой силой, что твердый кирпич Гослитиздата продавил кость и почти наполовину погрузился в череп девицы. Или того, что раньше казалось ею. Мимикрировала, притворялась девушкой-неформалкой, чтобы подкрасться к своей жертве. Теперь с войной и миром, торчащим под углом из виска с неестественно вывернутой шеей, и черными пиявками волос, агонизирующими на бледной, как у упырей из семьи вурдалака, кожи, тварь уже мало чем походила на человека. Скуфка. Переломившись в поясницу, поверженное в неравной схватке чудище завалилось спиной на стол, распросталось на плоской крышке, подобно огромному полураздавленному пауку. И все-таки Лев Николаевич... «Великая сила», — подумала Лариса. Губы дрогнули сами собой, супротив ее воли, растягиваясь в улыбке. На нее снизошли умиротворение и та довольная сытая усталость, что свойственно людям, исполнившим некое большое и важное дело. Работу настолько значительную, словно Лариса Кузьминишна стала подобна Лермонтовскому Кутузову и праздновала победу над французом по итогам собственного маленького Бородина. Чайку бы сейчас. Библиотекарь присела напротив поверженной врагини, дабы перевести дух. И лампа погасла, и свет исчез, теперь уже окончательно. Стул предательски ускользнул по плитке. Лариса грохнулась на пол, уже снизу, сквозь треснувшие стекла очков, наблюдая, как возносится над соседним столом неимоверно длинная и тонкая рука, усеянная угрями мертвого серебра. Кривые, костлявые пальцы сжимали телефон, буквально врастая в него длинными черными ногтями. Или нет, не так. Это нечто, притворявшееся раньше телефоном, тянуло за собой мертвую, ненужную оболочку придаток. Нечто гадкое, противоестественное, чуждое, без недотыкомка, служащее проводником для тысячи тысяч таких же. Оно подняло изломанное тело мертвой альтушки к самому потолку. Белые искры хаотичным роем стекались снизу вверх, наполняя экран мобилы иномирным сиянием. «У тебя миллиард голосовых сообщений, скуфыня». В маленькое библиотечное царство Ларисы Кузьминишны хлынули четчики. С громогласным грохотом осыпались выдавленные стекла в окнах и в очках. Осколки впились в роговицу. Фиолетово-черная тьма с восторженным, злобным шипением ринулась внутрь. Затопила комнату от края до края, разнеся в щепки мебель. Торжествующим цунами обрушилась на распростертую посреди книг, газет и журналов Ларису, на ее и без того раздавленный, размазанный разум, смывая жалкие остатки обрывочных воспоминаний, цитаты из классиков, вкус горячего чая, колкость шерсти, хитрую улыбочку юного студента. Библиотекарь слабо булькнула горлом и утонула во тьме, как в чернилах, осознав в самый последний миг одно — что каждый живет по-своему, но все умирают одиноко. Черт номер 4. Оксана Ветловская. Прорехи. Самое первое объявление попалось Рудину на глаза, когда он случайно вышел из автобуса раньше своей остановки. На столбе поверх перхоти, облезлой краски и тектонических наслоений ободранной бумаги красовался свежайший до синевы листок формата А5
с немудренно набранным шрифтом «Arial» текстом вот такого содержания. «Арендую скотомогильники, компостные ямы, подземные склады, подвалы. Оплата — рубль в час. За жертвы плачу отдельно. Дорого. Пиши». «Чего?» — пробормотал Рудин, зачем-то вглядываясь в приписанный от руки номер телефона и дрожа на морозном ветру в синтетической, черти чем набитой куртке от пуховика одно название. Дурацкая шутка, хотя, пожалуй, забавная, в духе старого мема про ремонт гробов. Даже QR-код имеется. Рудин сфотографировал арт-объекта, чем еще могло быть объявление. На телефон и побежал, оскальзываясь по узкому тротуару вдоль трассы. Перегоны между остановками тут были чудовищные, а он немилосердно опаздывал. В центре печати Рудин работал уже 3 месяца, но до сих пор каждое утро рабочего дня напряженно смотрел в темное окно автобуса, боясь выйти не там, где нужно. Первые 2 недели вовсе ориентировался только по карте на смартфоне. Маленькая типография находилась в самом дальнем и неуютном районе города, за машиностроительным заводом в кварталах шизофренически однообразных серых пятиэтажек, над крышами которых айсбергами возвышались высотные жилые новостройки, галлюциногенно-разноцветные, но оттого не менее одинаковые. И названия остановок тут были едва отличимы одна от другой. Коммунистическая, социалистическая, революционная. Рудину нужно было выходить на социалистической. В то утро он все-таки задремал, привалившись плечом к заиндевелому окну. В наушниках ревел гитарными запилами металл, в салоне ругалась с кем-то кондукторша, автобус распирал от влажной духоты и множество преющих в куртках, спрессованных человеческих тел. Как раз в этом часу к заводским проходным ехали рабочие. Разгрузившись возле проходных, автобус глубоко вздохнул и отправился дальше. В темной лунке, проскобленной в инее, за мокрым стеклом потянулся выбеленный фонарями бесконечный забор радиоцентра. И в снежной вышине цедили кровавый свет заградительные огни огромных антенн, похожих на треноги уэллсовских марсиан. Рудин спал. До 3 часов ночи он рисовал эскизы фона для инди-игры. Заказчик хотел получить интерьер, заброшки, что-то по-настоящему жуткое, чтобы уже от одного бэкграунда волосы на затылке шевелились. Генерации нейросетей заказчика не устраивали. Заказчик которую неделю продолжал мучить Рудина, хотя тот уже готов был отказаться от финансово заманчивого проекта. Все-таки в портфолио у него были представлены мрачноватые, но не сказать, что жуткие работы. В ужасах Рудин не разбирался, и непонятно было, чем же его портфолио так зацепило придирчивого заказчика. И вот кое-как, поспав 3 часа, Рудин ехал в центр печати, где работал дизайнером, и все-таки заснул по пути. Проснулся от сипения из динамиков. «Истическая!» раздавшегося аккурат между треками в наушниках. Выкатился из автобуса, толком не понимая, спит или бодрствует, и увидел объявление. На работу он тогда опоздал, едва войдя в офис, стаскивая жесткую от мороза куртку, услышал, как ругается печатник. Этот хвостатый пидор опять перепутал макеты. Замечание относилось, конечно, к Рудину. Он единственный в коллективе носил длинный русый конский хвост, перетянутый черной резинкой. Даже девчонки все стриглись коротко. Затем потянулись заказчики, как на подбор. Именно те, что умели выедать мозг почище зомби из той самой инди-игры. Интеллигентная молодая женщина, которой понадобилось красиво распечатать в рамке в формате А2 крошечное, идущее пикселями фото какого-то мужчины в вагоне метро, судя по качеству, сделанного чуть ли не кнопочной Nokia. Другая женщина лет за 50, притащившая на флешке 3 дюжины своих пляжных фото и требовавшая перед печатью везде убрать брыли и живот. Потертый мужик, заказавший именной ламинированный календарь с голыми, анимешными девочками-лисичками. Другой мужик, постоянный заказчик, каждую неделю заходивший печатать визитки, каждый раз с новым дизайном, на сей раз решивший выпендриться. Чтобы вот так, как здесь, но все по-другому. Черным на темно-синем фоне. И можно готический шрифт. Рудин с бесстрастной вежливостью 15 раз объяснил, почему изображение разрешением со спичечный коробок не получится напечатать на большом постере в маломальски приемлемом качестве, остервенело щелкал мышкой под надзором заказчицы, замазывая брыли в фоторедакторе, размещал на макете рисованные голые задницы с задорно поднятыми лисьими хвостиками, растолковывал, почему готический шрифт плохая идея, особенно на синем фоне, ведь он очень плохо читается.
К обеду Рудин, как обычно, ненавидел людей, весь мир и себя заодно. Уже несколько лет прошло после окончания вуза, а он все еще не мог взять в толк, почему мир устроен так, что лучшую часть жизни, весь расцвет сил человек должен тратить на какую-нибудь клятую работу по найму, чтобы выжить. Заниматься тем, от чего с души воротит, но только благодаря регулярному заработку Рудин мог оплачивать ипотеку. Небольшая квартира-студия на верхнем этаже высотки на другом конце города была единственным, что помимо рисования по выходным да по ночам примеряло Рудина с действительностью. Студия была почти пустой, в отличие от загроможденной мебелью родительской квартиры, где кроме родителей жили бабушка, 2 сестры и мелкий племянник. А в студии были такие чистые светлые стены, прекрасные и девственные, как эльфийские девушки, которых Рудин недавно рисовал на заказ. И большущее окно, открывающее медитативный вид на ночной город. А на стеклянных входных дверях дома, ведущих в холл с лифтами, имелась трогательная надпись стильным лаконичным шрифтом «Бебос Ноэ» «Добро пожаловать домой». Рудин улыбался всякий раз, когда ее видел. Фриланс пока не мог прокормить, и, главное, не мог оплатить ипотеку. Рудин был рядовым в бесчисленной армии цифровых художников с опрятными, довольно профессиональными, но ничем особо не примечательными работами. Чего-то в них не хватало, то ли характерного стиля, то ли единства тематики, то ли просто умения пиариться у автора, то ли яркости таланта. Заказчики, впрочем, находились довольно разношерстные, но пока выбирать не приходилось, и Рудин хватался за все подряд, даже если не был уверен, что справится. Как с этой инди-игрой. В обед смартфон дзынькнул, и Рудин открыл сообщение от заказчика по поводу отправленных ночью работ. «Александр, вы же понимаете, это совсем не то. Такого даже детсадовец не испугается. Надо, чтобы интерьер давил на психику. Жду новые эскизы». «Да твою мать!» — буркнул Рудин, полоща чайный пакетик в кружке с кипятком. Отказаться от постылого заказа не позволяла гордость. Да и заказчик мог написать плохой отзыв о его услугах и испортить рейтинг на фрилансерской бирже. «Ну давай, соберись», — сказал себе Рудин. «Нарисуй уже эту самую жуть. Надо ведь как-то развиваться. А то так и будешь до пенсии календари с лисичками клепать для старых извращенцев. Позорище». Открыл на смартфоне сайт с работами ведущих цифровых художников, полистать чужие арты в поисках идей и вдохновения, и тут над духом раздалось. «Сашенька, а у меня конфеты есть. Будешь?» Рудин со вздохом оторвал взгляд от экрана. Копировальщица Ульяна обрабатывала его совершенно в открытую. Все в офисе это видели и за глаза посмеивались. Конфетки, пирожки. А можно с тобой посоветоваться. Разве что в соцсетях Ульяна пока его еще не достала. В интернете Рудин фигурировал под ником, которым подписывал свои арты. Иначе не миновать было бы потока всяких смешнявок от Ульяны в личку. Беда была в том, что Ульяне откровенно не повезло с наружностью. Короткие толстые ноги, мягкий бесформенный живот, что выпирал во все стороны из джинсов, будто поднявшееся, сдобное тесто из кастрюли, широченное, пористое, толстоносое лицо. Парни Ульяну аккуратно избегали, а та в отчаянной погоне за женским счастьем атаковала своим вниманием всякого, кто ей более-менее приглянется. «Спасибо, я не ем конфет», — соврал Рудин. Как отделаться от прилипчивой коллеги, он не знал. Не говорит же прямо «уйди ты, страшная». Люди ведь не выбирают себе телесную оболочку, и Ульянка ни в чем не виновата. Правда, могла бы хоть худи носить вместо этих кошмарных обтягивающих кофточек. Вдруг, по непредсказуемой ассоциации с неаппетитными телесами коллеги, Рудин вспомнил про странное жутковатое объявление на столбе. Открыл фото, показал Ульяне. «Может, ты в курсе, не в нашей ли типографии эту крепоту напечатали?» Ульяна близоруко прищурила и без того узкие глаза. Не видела такое. Ужас какой, фу!» «А по-моему, забавно», — в пику Ульяне сказал Рудин, после чего смылся в туалет, потому что Ульяна стала наседать с предложением прогуляться в кафе через дорогу. «Извини, подруга», — пробормотал Рудин, как многие живущие в одиночестве люди, он за последние годы приобрел привычку разговаривать сам с собой. «Я уж лучше с секс-чат-ботом развлекусь, чем с тобой. Ну-ка, что тут у нас?» Он загрузил фото в приложение для считывания QR-кодов. Номер телефона едва ли мог представлять интерес. Наверняка кто-то нацарапал на объявлении об аренде скотомогильников номер своей бывшей. А вот по ссылке могло оказаться что-то любопытное. И Рудин не ошибся.
Открылся сайт с диалоговой формой, примерно как у только что упомянутых им чат-ботов. Но все внимание приковало не диалоговое окно, а изображение, служившее фоном. То ли очень качественная нейросетевая генерация, то ли фотоарт. Даже на профессиональный дизайнерский взгляд было непонятно. Заляпанные бетонные стены, зловещая чернота странно расположенных проемов, на переднем плане груды костей, лежащий на них рогатый череп. Вроде ничего особенного, но гнилостная цветовая гамма, лаконичная композиция, мутационные неправильности в строении черепа — все вместе производило впечатление зловещее и завораживающее. Рудин так и сел на крышку унитаза. Он понял, чего же от него хотел заказчик-разработчик инди-игры. Вот как это должно выглядеть. Рудин сделал снимок экрана и едва досидел до конца рабочего дня. У него было уже достаточно опыта, чтобы хорошо понимать суть заповеди «воруй как художник» и тащить чужие перспективные идеи так, что никто при всем желании не сумел бы подкопаться с авторскими правами и обвинениями в плагиате. Могильник, ведь на заставке был он, Рудин превратил в больничный коридор. Кости нарисовал человеческие, к черепу, подумав, все-таки присобачил рога. Получилось совсем по-другому, но неуловимое сходство в атмосфере сохранилось. И главное, осталось впечатление непонятной леденящей жути, исходящей от вроде бы довольно невинного арта. Спать лег Рудин опять в 3 ночи, благополучно проспал 5 будильников на телефоне, на 1,5 часа опоздал на работу, однако же оно того стоило. Заказчик, получив уже не эскиз, а сразу готовый арт, все утро фонтанировал восторгами. На карточку Рудину свалилась весьма солидная, за один-то арт сумма, а на электронную почту большое техзадание по отрисовке еще, самое малое, 10 подобных артов. Несколько дней после того Рудин ликовал. Наконец-то солидный денежный заказ. И в перспективе отличное пополнение портфолио. За работу он садился с вдохновением, все вечера до глубокой ночи не вставал из-за стола с компьютером и графическим планшетом. Еще пару раз опоздал на свою смену в типографии, однако новые эскизы заказчика не устроили. «Александр, ну вы же можете выдать первоклассную жуть. Это все не то. Доработайте, пожалуйста». Рудин сделал еще одну попытку и снова мимо. Заказчик, кажется, начинал сердиться. «У нас была договоренность по срокам, Александр». Профессиональная самооценка Рудина ухнула вниз, он со страхом осознал, что самостоятельно не способен создать ничего подобного тому фотоарту по ссылке. Да он, черт возьми, вообще не особенно любит всякие ужасы, лучше бы дальше эльфиек рисовал. Может, все-таки соскочить с заказа? И черт с ним, с негативным отзывом и с деньгами, переживет как-нибудь. Очередным темным морозным утром Рудин ехал на работу, как всегда, не выспавшийся, и в особенно мрачном расположении духа. Чего же ему не хватает, чтобы стать по-настоящему крутым артером, к которому солидные заказчики в очередь бы выстраивались? Навыков? Таланта? И чего ему вообще не имется? Живут ведь как-то люди, без амбиций, без желания доказать прежде всего самому себе «я могу», «я достоин», без стремления непременно стать кем-то значительным. Работка, пивко, сериальчики. Почему он, Рудин, так не может? Завод остался позади. В ледяных разводах на автобусном окне искристо расплылись алые заградительные огни антенн радиоцентра, а по другую сторону, над зарослями матовой изморози, похожие на снежную плесень, замелькали огни 5-этажек. Рудин уже клевал носом, но то и дело судорожно вздергивал головой. На коммунистической он сквозь невыносимую сонную одурь посмотрел на новый яркий фонарь, что освещал остановку на той стороне трассы, и даже издали увидел свежее объявление на фонарном столбе. Умеренная близорукость могла его подвести, но едва ли аршинный заголовок, набранный внятно читаемым шрифтом Хельветика, его обманывал. На объявлении было написано «Человеческие головы». «Стойте!» — крикнул Рудин водителю и ломанул в закрывающиеся двери. Полный текст объявления оказался таким: «Человеческие головы. Приобрету оптом и в розницу. Оплата достойная». Приписанного телефона на сей раз не было, только QR-код. Трясущимися руками, холод, недосып, нервы, Рудин навел на объявление камеру телефона и сфотографировал 3 раза. Для верности. Какая-то часть мозга все еще не вышла из сна, ощутимо пошатывала. По ссылке Рудин перешел сразу там же, прикрывая экран смартфона от истошно-белого света фонаря. Такое же, как и в прошлый раз, диалоговое окно. Но фон другой. Полутемное помещение. Большие металлические шкафы с секциями, очевидно, морг. Что-то не так было с перспективой на этой фотографии. Скорее, все-таки нейрогенерации. И явно что-то неправильное было в фигуре санитара, стоявшего спиной к зрителю у дальнего стола.
будто у фигуры было 2 горба. А под столом виднелись сваленные в кучу отрезанные человеческие головы, тронутые разложением. И снова от фотоарта, весьма банального по содержанию, далекого от оригинальности по исполнению, веяло тяжелой жутью. Вот поди разбери, в чем тут секрет. Рудин бросился к соседним столбам. На одном из них обнаружилось еще подобное объявление, помельче, на плохонькой бумаге и со скверной печатью, но оснащенное вполне читаемым QR-кодом. «Куплю макулатуру, ветошь, рухлядь, потроха, выкидыши и прочь. Плачу наличными». На сей раз по ссылке красовалось очень подробное изображение большой захламленной комнаты. Арт над диалоговым окном можно было открыть и увеличить. Рудин судорожно завозил замерзшими пальцами по экрану. Кряжестые платяные шкафы, помнящие, должно быть, сталинскую эпоху, книжные полки, просевшие под весом облезлых томов. Вперемешку с макулатурой на полках были натолканы мятые картонные коробки в бурых разводах, какая-то дрянь, завернутая в струпья полиэтилена, обглоданные кости. Из приоткрытой дверцы свешивались окровавленные тряпки. Напротив, между залежами книг, сваленных прямо на полу, торчали отрубленные человеческие руки. И стояли миски с мясными помоями возле темного угла, в котором горели 3 зеленых глаза. У занавешенного окна виднелся горбатый силуэт старухи. При взгляде на него Рудин ощутил, как онемели ступни, а вдоль позвоночника сыпался ледяной горох. Показалось? Наверняка. Но старуха у окна шевельнулась, переступила с ноги на ногу и сложила руки на груди. «Сука!» — дрожаще выдохнул Рудин, едва не выронив смартфон в сугроб. «Да это ж просто нейроарт! Ну да, шевелится, потому что нейронка...» Заледеневшие пальцы уже не слушались, но все же он сделал скрины. Откуда-то вдруг пришел жадный липкий страх. Если ссылками воспользоваться чуть погодя, то там уже ничего не будет. Осматривая по пути каждый столб, Рудин побежал на работу. Больше ничего интересного не попалось, но теперь он знал, как нужно действовать. Снова опоздал, да еще на входе наткнулся на директора типографии. Тот смерил Рудина взглядом. Заиндевелый воротник куртки, схваченные инеем выбившиеся из хвоста волосы, дикие глаза, введенные темными кругами. Директор ничего не сказал. Лишь кивнул в ответ на трусливо поспешное «Здрасте, Петр Сергеевич». «Сашенька, ты что, заболел?» Ближе к обеденному перерыву Ульяна, как обычно, пристала, не отдерешь. Будто жвачка, в которую потлатый Рудин однажды в автобусе умудрился влипнуть волосами. «Хочешь, я тебе леденцы от простуды дам?» Рудин с трудом оторвался от оборота бракованной распечатки, на которой черкал набросок. Морг он решил оставить. Действие инди-игры разворачивалось в заброшенном больничном комплексе. Но отрубленные головы разместил в открытых дверцах холодильников, а силуэт санитара нарисовал в дверном проеме. «Ты что рисуешь?» Ульяна наклонилась к нему, прежде чем Рудин успел убрать набросок в стол. Хорошо хоть успел погасить экран смартфона. «Саш, может, тебе к психологу?» «Это просто моя работа», — тихо и жестко сказал Рудин. «У меня, знаешь ли, другая работа есть, помимо этой долбанной типографии». «Да зачем тебе другая работа?» Ульяна, похоже, искренне не поняла его. «Тем более такая. Давай лучше вечером в кино сходим». «Затем, чтобы талант жиром не заплыл», — огрызнулся Рудин. «Ты вот зачем граф-дизайн заканчивала? Чтобы у копировальной машины стоять?» Упоминание жира было крайне не кстати. Но дошло это до Рудина лишь тогда, когда Ульяна молча отошла в сторону, и ее лицо пошло пунцовыми пятнами. Рудину стало стыдно. «Слушай, ну извини, пожалуйста. Просто не донимай меня сейчас, я правда занят». «Ты тоже считаешь меня уродиной?» — громко спросила Ульяна. Все на нее уставились. 2 клиентки за стеклянным столиком, придирчиво перебиравшие распечатанные открытки. Клиент у кассы, кассир Таня, дизайнер Арина за соседним компьютером, печатник Макс, показавшийся в дверях. «У нас тут типография, а не театр», — произнес сквозь зубы Рудин, переводя взгляд на эскиз. «Скажи, я уродина?» — не унималась Ульяна. «Ты истеричка», — процедил Рудин. Если раньше раздражение в адрес настырной, некрасивой девушки мешалось у него с сочувствием, то вот теперь в грудную клетку изнутри толкнула горячая волна ненависти. «Хватит вилять, Саш, скажи честно. Уля, ты жирная уродина, пошла нахер!» «Иди воды попей». Рудин так надавил на карандаш, что тот продрал бумагу, а грифель сломался. «Какие хоть девчонки-то тебе нравятся?» Ульяну понесло. «Или Макс прав, ты по мальчикам?» «Мне нравятся
«Эльфийки», — ровно произнес Рудин, и также ровно прибавил, уставившись на застывшего в дверях печатника. «Не будь мы коллегами, Макс, я бы с удовольствием сломал тебе торец». Ульяна побежала в сторону туалета. Макс отлип от косяка и молча направился к своим принтерам. Рудин поднялся из-за стола и отвесил такой изысканный поклон в сторону клиентской зоны, что собранные в хвост волосы упали на лицо. «Представление окончено, дамы и господа». Следующей ночью 2 новых арта отправились заказчику. Рудин рисовал как заведенный, будто не человек, а печатающая машина в типографии. Или скорее как нейросеть, генерирующая полное, нечеловечески дотошных подробностей изображения. Да, пусть у него не хватало таланта создавать собственные харизматичные работы. Оказалось, его талант заключался в другом. Виртуозно воровать и переиначивать чужое, сохраняя и приумножая впечатление от оригинала. Цифровые рисунки по мотивам артов с загадочных сайтов возымели тот же грандиозный эффект, что и в первый раз. Заказчик бурлил от восторга и расточал похвалы. «Шедевриссимо! Я еще по вашему портфолио сразу понял, Александр. Вы именно тот, кто умеет создать настоящую потустороннюю жуть!» Рудин несколько приободрился, ведь все-таки его самооценка ныла, как больная мозоль, от того, что шедевриссимо получалось лишь тогда, когда он занимался художественным воровством. Полистал портфолио, пытаясь найти в своих оригинальных работах хоть намек на потустороннюю жуть. Но ничего такого не увидел. Работы, одобренные заказчиком, разительно отличались от всего, что Рудин рисовал раньше. Вроде бы такой расхожий набор образов, но при одном взгляде на эти изображения в лицо зрителю словно ударял промозглый, гнилостный черный ветер. Утешала упавшая на карточку сумма. И то, что заказчик с предвкушением ждал остальные работы из тех задания. А еще то, что у Рудина теперь был план. Конечно, многое зависело от везения, но если бы все получилось, то он сдал бы заказ, разжился бы хорошими деньгами и эффектным пополнением портфолио, после чего завязал бы с переиначиванием чужих артов и вообще с ужастиками и вернулся бы к эльфийкам. В рисовании эльфиек, по крайней мере, не требуется ничего, кроме референсов, с голенькими, изящными девушками до собственной фантазии. Чтобы реализовать план, Рудин потратил все выходные на прочесывание окрестностей радиоцентра. Специально лег пораньше, как следует выспался, и с утра поехал через весь город, осматривать каждый столб, каждый угол здания, каждую панель бесконечного бетонного забора, что отделял территорию радиоцентра от трассы. Искал он, разумеется, странные объявления с QR-кодами. Хотя бы штуки 3-4, тогда из артов по ссылкам можно будет выжать неповторяющиеся идеи для оставшихся 8 работ. К концу первого дня он не нашел ничего. Не отыскал даже тех объявлений, которые видел и фотографировал раньше. Не то содрали, не то заклеили другими. Уставший и замерзший зашел в крохотную, непритязательную кафешку. Из единственного окна открывался вид на автомобильное мельтешение трассы, на заборы, на огромные антенны, вспарывающие сизые мешки снежных туч. Индустриальный пейзаж постепенно тонул во тьме. Грызя подсохший пончик, Рудин принялся пытать интернет насчет объявлений об аренде скотомогильников и скупки человеческих голов. И почему ему не пришло на ум сделать это дома, сидя в тепле и уюте своей квартиры? Пристранно. Все видящий и все ведающий интернет о таких объявлениях ничего не знал. «Как же так? Как же так?» — бормотал Рудин себе под нос. «Что же теперь делать?» «Домой идти». Замученная девушка-бариста, до того в открытую дремавшая за стойкой, подошла к его столику, чтобы забрать тарелку. «Мы до 9 работаем, закрываемся». «Уже 9?» Рудин уставился в черное окно, где текли, удаляясь, алые габаритные огни автомобилей, а над ними кровили заградительные огни антенн. «Можно вам задать вопрос?» «Надеюсь, не интимного характера», — устало пошутила бариста. «Хуже», — криво усмехнулся Рудин. «Вы видели тут возле вашего кафе что-нибудь подобное?» Девушка долго смотрела в одну точку, даже когда Рудин уже убрал смартфон, пролистав все фото с объявлениями. Вдруг она молча затрясла головой из стороны в сторону, так резко, будто ее било током, и ушла за стойку. Рудин поехал домой. В тепле и духоте автобуса после целого дня, проведенного на улице, его разморило, и он отстраненно глядел в окно, периодически ловя себя на дреме. Поверх городских пейзажей бензинно-радужно переливалась и скользила зыбкая пленка сновидений. И тут взгляд зацепился за что-то. Рудин еще не понял толком, за что именно, но узнавание было словно удар холодной мокрой тряпкой по глазам. Объявление на столбе всего за 2 остановки до его дома.
Истошный капслог и обрыдший по распечаткам студенческих работ Times New Roman. «Куплю ноги» и квадратик кода. Автобус уже отчалил от поребрика и застрял в вечерней пробке. Рудин бросился к дверям, но выйти смог только на следующий. Водитель отказался делать остановку по требованию. Рудин бежал назад изо всех сил, задыхаясь и держась за бок. Ночные бдения за графическим планшетом вкупе с сидячей работой никак не способствовали хорошей физической кондиции. Всплеск радости и облегчения, объявление было на месте. С ватой в голове, еще не осевший после дремоты в автобусе, Рудин прочел полный текст. «Куплю ноги, старческие не предлагать, за детские плачу дороже». По ссылке было изображение заброшенного приюта для инвалидов. Костыли и опрокинутые сломанные коляски, лежащие вдоль стен, снова какая-то неуловимая неправильность в перспективе. Размазанные черные потеки на кафельной плитке, пробирающее ощущение взгляда из темного дверного проема. Приглядевшись, Рудин различил там фигуру, сидящего прямо на полу, обрюзглого, безногого мужчины с непропорциональными огромными руками. В это мгновение Рудин осознал две вещи. Первое. Он ненавидел эти арты по ссылкам, да и полученные собственноручно выдаенные из них творческие продукты тоже. Все это было глубоко вторично, лишено всякой художественной ценности, малейшего человеческого смысла. Но притом каким-то непостижимым образом несло в себе такой мощный заряд отрицания красоты и гармонии самой жизни, что гнилостные эманации этих артов затмевали все, пускали по нервной системе зрителя парализующий дурман. Вот в чем был секрет сильного впечатления. Рудин не желал такое рисовать, честное слово, лучше всем надоевшие эльфийки, лучше скромная репутация художника-середняка, чем такое. А второе сознание будто провело ледяными пальцами по затылку. Гоняя его от себя, Рудин в очередной раз навел на объявление камеры телефона. Экран видел то же, что его глаза. Затем оторвал от объявления клочок бумаги, настоящий, никаких сомнений. И все же безумное озарение не давало покоя. Рудин понял, что нужно делать, чтобы видеть проклятые объявления. Нужно находиться между сном и явью. Нужно не высыпаться. Ночь с субботы на воскресенье Рудин собирался целиком посвятить рисованию, но не вышло. Остроухая, полуголая девчонка, которую он собирался наскетчить на радость себе и подписчикам в соцсетях, никак не получалось. Руки, ноги, пальцы выходили кривыми, суставы распухшими, на лице застыла холодная маска посмертного выражения. Плюнув на арт, Рудин открыл онлайн-игру и до утра гонял виртуальную анимешную девчулю по светлому сказочному миру. Но игра лагала, лица встречных персонажей порой выглядели так, будто с них содрали кожу. В солнечной зелени трехмерных моделек деревьев мерещились висельники. Из любого темного проема посреди фэнтезийного города в Рудина иглой впивался чей-то пристальный взгляд. Ранним безлюдным воскресным утром Рудин вышел в снежную круговерть с дурной, тяжелой головой и соднящими заглазьями. Чертовски хотелось спать. Он помассировал переносицу, проморгался и сразу увидел на столбе, прямо напротив своего дома, из синя-белый прямоугольник новенького объявления. «Куплю свежий человеческий жир. Рубли килограмм. Выгодно». Рудин с глухим воплем кинулся к столбу. По ссылке оказался интерьер заброшенной мыловаренной фабрики, изображенный так, что не сразу было заметно множество мерзких, слизнеподобных существ с искаженными человеческими лицами, облепивших стены. В тот день он нашел с полдесятка подобных объявлений, не отходя от дома дальше, чем на пару кварталов. «Арендую могилы. За свежая и дополнительная оплата. Куплю коренные зубы и глазные яблоки. За глаза редких цветов цена X3. Кишки, детские и взрослые. Животные не принимаются, куплю дорого. Приму в дар контейнеры от биологических жидкостей БУ. Куплю кровь любой свежести. Обменяю свежую человечину на твою жизнь». Рудин укрылся от снега в стеклянной коробке остановки. Фотоарты по ссылкам, вряд ли нейрогенерации. Доступ к любой нейросети наверняка со скандалом ограничили бы, после подобного открывались один отвратительнее другого. Родильная палата, где под окровавленными креслами роженец зияли могилы и раскрытые гробы. Зал кунсткамеры с невиданными уродами в колбах. Люди-черви, люди-гусеницы. По-новогоднему украшенная комната с развешанными на елке внутренностями и человеческими глазными яблоками вместо стеклянных шаров. Последняя ссылка привела на абсолютно черную страницу, где серело диалоговое окно.
Как Рудин не задирал яркость на смартфоне, как не пытался рассмотреть, что там служит фоном, ничего не увидел. Но ему мерещилось, будто в динамике раздается чье-то хриплое дыхание. А может, просто усилилась метель. Он поднялся на лифте на свой последний этаж, выхлебал 2 чашки кофе и сел за графический планшет. Смартфон с открытыми скринами положил рядом. Почему-то при мысли снова пройти по ссылкам, и тем более открыть их на компьютере во всю ширь большого, идеально откалиброванного монитора, становилось по-настоящему жутко. На скринах, на маленьком экране фотоарты выглядели менее угрожающими. К ночи Рудина физически тошнило, то ли от недосыпа, то ли от усталости, то ли от тех эскизов, которые выходили один за другим из-под его электронного пера. Один эскиз почти удалось довести до полноценной работы. Когда, как водится к 3 часам ночи, Рудин поднял от арта взгляд, то застыл, уставившись на стену. Не было светло-бежевой, девственно чистой стены его прекрасной, как невеста новой квартиры. Вместо нее бугрилась грязная кожа в каком-то чудовищном масштабе, словно под увеличительным стеклом, складки, забитые салом поры размером с монету, черные волосы диаметром с кабели. Целую минуту Рудин таращил глаза, затем бросился в туалет, где его буквально вырвало кофе и ошметками бутербродов. Когда на дрожащих ногах вышел, чтобы искать в сети номер психбольницы, стена была на месте. Монитор с готовым артом выглядел как портал в преисподнюю, за окном вился снег. 1,5 недели Рудин рисовал оставшиеся фоны для разработчика инди-игры. При работе в обычном режиме у него на это задание ушел бы, наверное, месяц. Но фотоарты по загадочным ссылкам обладали, помимо всего прочего, свойством будить темное, саморазрушительное вдохновение, с которым он переиначивал их, пропускал через себя, выплескивал на цифровой холст свои, не свои, арты, будто блевотину. У него раскалывалась голова и болели глаза. Правая рука немела, вдоль позвоночника простреливала такая боль, словно по ночам, пока Рудин рисовал. Его били по спине палками. Все эти 1,5 недели он катастрофически, самоубийственно не высыпался. По утрам перед глазами, стоило только резко встать, кружились серые мухи, а в ушах глухо бухал пульс. Все, на что не падал взгляд, покрывалось мелкой рябью, будто водная гладь морщилась на ледяном ветру. Во вторник к остановке подкатил автобус, распахнул двери, и по ступеням хлынула густая черная жижа, отчетливо послышался запах падали. Рудин съежился, зажал ладонью рот, зажмурил глаза, а когда открыл их, на ступенях автобуса была лишь каша из подтаявшего снега, который занесли пассажиры, и кто-то толкнул его, стремясь поскорее заскочить в салон. В среду Рудин на пару тошнотворных минут застрял в сумрачном маленьком тамбуре на входе в типографию, потому что ему навязчиво мерещилось, будто вместо пластиковой дверной ручки деформированная человеческая конечность, к которой он боялся прикоснуться. В четверг утром Рудин вышел на Социалистической и увидел человека, который сидел на снегу, привалившись к урне. Совершенно голый, с темно-серой лоснящейся кожей, человек, не человек, пожирал собственные руки, чавкая и хрустя пястными костями. По предплечьям текла темная кровь. Рудин готов был заорать, но стоило ему бросить панический взгляд на людей под крышей остановки, а потом обратно, и оказалось, что возле урны всего-навсего лежит битком набитый мусорный пакет из темно-серого полиэтилена. Он вполне понимал, что его состояние болезненно, глубоко ненормально, что пора хотя бы наладить режим дня и заодно сходить к психотерапевту, а еще лучше сразу к психиатру. Останавливало то, что зловещее объявление с QR-кодами Рудин теперь видел едва ли не на каждом столбе, на всяком заборе. Он уже не кидался к ним, как прежде, однако при любой возможности аккуратно фотографировал их и скринил арты по ссылкам. За одну только неделю у него набралась солидная коллекция невесть кем созданных омерзительных, вымораживающих душу изображений, которые можно было использовать как основу для создания собственных, не менее отвратительных и жутких артов. Рудин запасался впрок, а вдруг пригодятся. Откровением стало то, что за подобную мерзость кое-кто в интернете был готов чуть ли не мешками золота платить в цифровом рублевом эквиваленте. Пару непригодившихся в работе эскизов, даже не полноценок, Рудин выставил на продажу на популярной площадке, где цифровые художники предлагали услуги и торговали готовыми работами. Разместил просто из любопытства посмотреть на реакцию. Та
не заставила себя ждать. Коллеги либо плевались, либо восторгались. «Чел, ты опасен для общества! Охренеть, это же новый Гигер!» Вскоре пришел странный пользователь с ником No-No, пустой галереей, пустой аватаркой, и пожелал немедленно купить оба эскиза, якобы в качестве иллюстрации для своих книг. В том, что незнакомец действительно писатель, пусть даже сетевой графоман, Рудин сильно сомневался. В переписке No-No либо громоздил детские ошибки, писал о себе то в мужском, то в женском роде, и вообще двух слов толком связать не мог, либо вдруг выдавал грамматически безупречные, но стерильные сообщения, явно сгенерированные нейросетью. Впрочем, вполне вероятно, No-No просто-напросто был иностранным автором, который в зависимости от настроения то демонстрировал свои познания в великом и могучем, то пользовался онлайн-переводчиком. Во всяком случае, похвалы в адрес Рудина и его редкого таланта лились потоком. На одном эскизе был изображен интерьер роскошной квартиры, где над диваном висела люстра из костей, а за ней огромное панно, собранное из трупов выпотрошенных красивых девушек. Вот и пригодилось умение рисовать эльфиек. На другом... Нет, Рудину определенно пора было в психушку. Пользователь No-No отвалил за все это сомнительное цифровое добро столько денег, сколько Рудин ни разу не видел на своей карточке. Гораздо больше, чем выставленная на сайте цена, гораздо больше, чем эти арты объективно могли стоить. Такими темпами можно было закрыть ипотеку не в далеком и туманном, а вполне обозримом будущем. Бросить осточертевшую работу по найму, начать путешествовать. Нет, соскочить с коллекционирования и переиначивания таинственных фотоартов никак не получалось. Профессиональная гордость уступила место жажде внимания, похвалы и, главное, денег. Теперь Рудин почти каждый день бессовестно опаздывал на работу. С трудом вникал в то, что говорят заказчики, забывал сделать поля на макетах, дважды перепутал логотипы, которые следовало подготовить для печати на футболках. Печатник Макс, взбешенный нескончаемыми косяками в работе дизайнера, бросил, проходя мимо. «Нет, все-таки ты пидор криворукий». Рудин с пустой головой и рябью перед глазами вышел за ним в коридор, а там неожиданно для самого себя сгреб коллегу за шиворот и прошипел ему в лицо. «Еще раскроешь пасть в мою сторону, и я воткну этот карандаш тебе в глаз». Побледнев, Макс проследил за движениями остро заточенного кахиноровского грифеля перед своими зрачками, а затем, попятившись, поправил воротник рубашки и сказал: «Окей, ты не пидор, ты буйный, тебе лечиться надо». Эту сцену видела Ульяна, которая теперь подчеркнуто игнорировала Рудина, но следила за ним на работе. Прямо-таки шпионила с болезненно пристальным вниманием, что раздражало даже больше, чем прежняя обработка конфетами и прочими плюшками. На завтра Рудина вызвал к себе директор типографии. Под непроницаемым взглядом этого пожилого мужика, начинавшего бизнес еще в 90-х, но так и не ушедшего от чего-то дальше мелких типографий, Рудин вдруг впервые за последние дни осознал, как выглядит. С нечесанными падлами, кое-как собранными в сальный хвост, в заляпанной кофейными пятнами несвежей толстовки, с исхудавшим до угловатости лицом, таким белым, будто из Рудина выкачали всю кровь. «Вы знаете, Александр, вот ваша фамилия Рудин. Это ведь как в романе Достоевского». Издалека непонятно начал директор. «Как в романе Тургенева», — без выражения поправил Рудин. «Значит, Тургенева», — повторил директор. «Ну так вот, Александр, если вы и дальше будете работать в таком духе, каждый день портачить и опаздывать, я вам такого Достоевского устрою, вместе с Тургеневым. Старушек-процентщиц пойдете грабить, чтобы вашу ипотеку закрыть, потому что я вас уволю к херам собачьим». «Увольняйте». Рудин подумал о сумме на карточке и о том, что у него есть все шансы увеличить эту сумму раз в 10, просто нарисовав еще несколько мерзотных цифровых артов, для чего ему даже напрягать мозги не придется. Просто вдохновиться коллекцией скринов на своем смартфоне, которую он предусмотрительно скопировал в несколько облачных хранилищ. Директор, похоже, готов был взорваться, но вдруг как-то осел, будто сдулся. Еще раз смерил Рудина взглядом. «Ну что вот за поколение ваше такое? У вас проблемы, Александр. Вы же талантливый парень, это видно, когда вы работаете нормально. Что вы с собой делаете? Чем вы занимаетесь в нерабочее время?»
«Я художник», — ухмыльнулся Рудин. «Новый Гигер», — мысленно прибавил он со смесью гордости и самоиздевки. Ночью Рудин выложил в свои галереи в соцсетях и на нескольких сайтах, предварительно согласовав с заказчиком образцы работ для инди-игры. И теперь смартфон в кармане толстовки разрывался от сообщений. В тишине директорского кабинета то и дело раздавалось настырное «дж-дж». «И как? Платят за художество?» «Платят. Наконец-то достаточно, чтобы уволиться». «Вот все вы что-то рисуете, снимаете, пишете», — вздохнул директор. «Блоги эти ваши, тиктоки и прочее. Работать-то кто будет?» «А разве рисование не работа?» — злобно подумал Рудин. Изматывающая ныла спина, особенно между лопаток. И правая рука. Рудин то и дело выпрямлял ее в локте, так было легче. В мутно-зеленом, давно не чищенном аквариуме позади директора плавали человеческие органы. Печень, желудок. Рудин моргнул, и видение пропало. В аквариуме деловито сновали гуппии. Щипали печень, желудок. Рудин зажмурился, открыл глаза. «Искусственный интеллект будет работать». «Так, ладно», — снова вздохнул директор. «Я вам оформлю отпуск на 2 недели. Сходите к врачу. Или к другому специалисту. Если после отпуска продолжите тут чудить, точно уволю. Договорились?» Рудин молча закивал, стараясь не смотреть на стену за аквариумом, по которой ползали черные многоножки. «Мне нужна помощь», — обреченно думал он, выходя из директорского кабинета. «Мне нужна помощь», — повторял про себя, глядя в окно автобуса, на котором островки изморози как никогда напоминали плесень, а антенны радиоцентра в вечерней тьме, полупрозрачные, словно черный хрусталь, уходили на километры вверх, в стратосферу и наверняка выше, в открытый космос, сияя мириадами кровавых огней. И вокруг них парили полупрозрачные темные существа, огромные, будто киты. Рудин силой потер лицо. Давно стемнело, а радиоантенн почти не было видно за снегопадом. Смартфон по-прежнему, не смолкая, жужжал в кармане, принимая новые сообщения. Дома Рудин прежде всего записался онлайн, на завтрашний прием к психотерапевту. Записываться сразу к психиатру оказалось страшновато, даже несмотря на всю чертовщину, что так и ломилось в его измученное нехваткой сна сознание. Включать компьютер не стал. Не стал и проверять оповещения на смартфоне, хотя усилие воли на то потребовалось запредельное, подобное физическому поднятию огромной тяжести. Поужинал, выпил снотворное. Но перед сном все-таки не удержался, просмотрел сообщения. За какие-то сутки его ник и ссылки на его галереи разлетелись по всем художественным сообществам. Его ругали, им восхищались. Ярлык нового Гигера уже въелся в его творческий псевдоним, как татуировка в кожу. Пользователь NoNo писал, что готов купить любой его свободный арт за любую цену. Для оформления еще каких-то своих книг. Рудину даже думать было тошно, что там за книги. Какой-то псих, пожелавший остаться неизвестным, задонатил такую сумму, что Рудин даже и не знал, радоваться или пугаться. «Сменить ник», — подумалось ему. «Удалить галереи, паблик, страницы в соцсетях, поменять адрес электронной почты и начать все заново. Сельфиик. А еще почистить смартфон и облачные хранилища от треклятых скринов. И обязательно выспаться. И не читать больше объявления на столбах. Никогда. Что вы курите, чтобы так рисовать? Автор, ты просто монстр. Ты гений, я тебя обожаю. Твои картины выглядят как фото дна самого ада». Кажется, Рудин все-таки лег спать. Или нет? Обнаружил он себя глубокой ночью за включенным компьютером с электронным пером в правой руке, рисующим очередной жуткий арт. Шахта лифта, она же человеческая глотка и пищевод. Изломанные трупы на дне, пузатая тень в проеме. Ощущение предсмертного страха, будто поток морозного воздуха. Не весь откуда берущийся, ведь все-таки рисунок, каким бы пугающим ни был, не может производить такого впечатления. Так прошло почти полмесяца. Рудин не выходил на улицу, почти не спал, все время проводил за планшетом, уставившись в окно графического редактора. От длительного сидения в одном положении болело все тело. Хребет уже просто разламывался, правую руку от локтя до запястья словно простреливало раскаленными иглами. Арты множились. Это были уже не эскизы, не фоны для игры, а полноценные цифровые картины. Рудин все дальше уходил от оригиналов на скринах, которые поначалу просто переиначивал.
Теперь подобные образы стали возникать в его воображении сами по себе. В какой-то момент он поймал себя на том, что больше не лезет в галерею на смартфоне, чтобы набросать скетч нового арта. Смартфон валялся погасшим на кровати. Новые картины Рудин рисовал сам, и по уровню они превосходили все то, что он создал еще недавно, опираясь на костыли почти плагиата. Как бы там ни было, в нем, похоже, действительно просыпался новый Гигер. Еду Рудин заказывал на дом. Самые дорогие суши, самая навороченная пицца. На больше его фантазии не хватало. Он жевал, сидя за компьютером, и старался не смотреть на стену. Светло-бежевую стену своей прекрасной квартиры, теперь покрытую кровавыми подтеками, берущими начало где-то под потолком. Вдоль потеков ползали навозные мухи, пауки и мокрицы. За высоким окном вместо снега густо сыпал пепел. Этажом ниже кого-то пытали, судя по звукам, доносившимся сквозь перекрытие. Рудин с трудом поднимался, хрустел затекшими конечностями, совал голову под кран с холодной водой, и галлюцинации на время отступали, чтобы вскоре вернуться. Похвалы от сетевых незнакомцев, донаты фантастической величины, суммы за выставленные на продажу арты искупали все. Особенно бурно расточал похвалы пользователь No с пустым профилем. Точно такая же пустая страница оказалась у него и в соцсети, где он, или все-таки она, добавился в друзья. Вскоре там у No появилась аватарка. Снятые крупным планом губы, вызывающие пухлые, явно женские, в темной, возможно, черной помаде. Наложенный фотофильтр настолько понизил яркость и съел цвета, что губы словно были перемазаны в битуме, а кожа вокруг была холодного землистого оттенка. Рудина не насторожило, когда этот пользователь начал писать ему похвалы в личку каждый час, затем каждые полчаса, каждые 10 минут. Ему было лестно. Впервые у него появился настолько преданный поклонник. Или поклонница. «Нарисуй мой портрет. Полнорост. В стиле Гигера», — написала однажды No и уточнила. «Это заказ». И следующим же сообщением выкатила ряд цифр. Сумму, которую готова была выложить за портрет. У Рудина вспотели ладони. Он даже самому себе не смог бы сказать, от чего больше разволновался. От озвученной цены заказа или от того, что ему предстояло нарисовать нечто в духе притягательно непристойной и завораживающей отвратительной эротомеханики знаменитого мастера, на чьих картинах женские тела, всегда обнаженные, служили деталями кошмарных механизмов. О да, здесь точно пригодится умение рисовать эльфиек. Или все-таки пробирала от мысли, что таинственная поклонница, конечно же, эта девушка-иностранка, скинет ему свою фотографию, а, быть может, даже серию нюдсов. «Давайте попробуем», — с нарочитой сдержанностью откликнулся Рудин. «Мне нужно будет несколько ваших фото». Чуть помедлил и добавил. «В идеале в полный рост и минимум одежды». Рядом с аватаркой собеседника, нет, собеседницы, забегала похожая на мелкую гусеничку троеточие, заказчица набирала ответ. Или даже загружала фото. Рудин неотрывно смотрел на экран, сглотнул. Вытер ладонь о штанину. «Надеюсь, я справлюсь, надеюсь, она красивая, хоть бы она была красивая». В личке распахнулся темный прямоугольник фотографии, и пару секунд Рудин мучительно пытался понять, что же там изображено. Взгляд метался по снимку. Сознание отказывалось обрабатывать поток визуальной информации, но уже начало подташнивать. А когда до Рудина наконец дошло, его будто ударили под дых. На фоне кромешно темного дверного проема, облитый желтым электрическим светом, стоял огромный жирный мужчина с голым торсом. Землистого оттенка кожи в странных трупных пятнах, чудовищное брюхо и отвислые почти бабьи груди, заплывшие глаза, из-под век сочится густая черная жижа. Может, это просто розыгрыш? И такой же жижей перемазаны отвратительно пухлые губы. Те самые губы с аватарки невозможно не узнать. Почти сразу вслед за фото в личку прилетело следующее. «Ты не только талантливый, но и симпатичный. Я бы тебя трахнул. Хочешь, встретимся?» Рудин с усилием сглотнул ком ужаса и тошноты. Экран погас, словно у смартфона случился обморок. Но устройство тут же истерически звякнуло, принимая новое сообщение. И Рудин все же заставил себя его прочитать. «Я хочу тебя трахнуть.
Я хочу съесть твои потроха. Я хочу обмазаться твоей кровью». Рудина будто махом окунули по самую макушку в ледяные помои. Судорожным тычком в экран он заблокировал полоумного поклонника, посмотрел на свою аватарку. Фото 4-летней давности с куда более свежим, чем сейчас, лицом и распущенными волосами ниже плеч. Отличная мишень для всяких извращенцев, черт возьми. Вот что за идиот! Лучше бы какого-нибудь урода со своих последних работ поставил. Пользователя с ником NoNo Рудин заблокировал на всех площадках. Рисовать теперь уже не хотелось. Ему впервые пришло в голову, что среди фанатов таких вот болезненно жутких, крепко пугающих картин могут быть не только безобидные любители ужасов и всякой необычной эстетики, но и настоящие, клинические, сумасшедшие, какие-нибудь моральные уроды или вовсе маньяки. Возможно, их мало, но даже одного NoNo более чем достаточно. Нахохлившись, Рудин сидел рядом с компьютером, погрузившимся в электронный сон. Смотрел в окно, где сыпал только снег. Тишина давила на уши. Когда смартфон снова дзынкнул и, вибрируя, прополз к краю стола, приняв сообщение, Рудин так и подскочил. Взял устройство осторожно, словно готовую детонировать взрывчатку. «Нам нужно встретиться». Рудин едва не отшвырнул телефон, но взгляд невольно зацепился за аватарку. На ней была белолицая девушка с черным каре. «Нахера?» — грубо ответил он. Уже и не верилось, что ему может написать нормальный человек, а не очередной псих. К тому же за аватаркой мог быть кто угодно. Тот же NoNo. Или еще какой-нибудь выродок. Да и девушка на аватарке была слишком вызывающе, неестественно красива. Наверняка нейроарт, а не фотография. «Я видела твои картины. Знаю, чем ты вдохновлялся. Знаю, что ты видишь вокруг себя странное. Возможно, тебя уже начали преследовать». «Преследовать?» Сразу подумалось о психопате NoNo. Да откуда тот мог знать, где Рудин живет, если у него в соцсетях даже город нигде не указан? Или девушка имела в виду сетевое преследование? Раздумывал он недолго. Встретиться договорились в кафе через 2 квартала. Далеко уходить от дома Рудина чего-то боялся. Но и встречаться не весь с кем совсем близко к собственному жилью тоже не хотелось. С собой он захватил баллончик для отпугивания собак. Единственное средство самообороны, что нашлось в квартире. В реальности девушку звали так же, как в сети — Никой. И выглядела она точь-в-точь, как на аватарке. Красивая, как нейросетевая генерация. Или как эльфийки, которых раньше рисовал Рудин. Кинематографичная, каре, стильное черное платье, умопомрачительно тонкие щиколотки. Если бы не бредовая кошмарная ситуация, Рудин, пожалуй, приложил бы все свои скромные социальные навыки, чтобы закрутить с ней роман. «Кто вы, Ника?» — спросил он вместо приветствия, буравя девушку взглядом. «Что вам от меня надо?» Еще недавно Рудин постеснялся бы в открытую пялиться на такую красотку, но теперь, в тени удушающего страха, было наплевать, что о нем подумают. К тому же девушка казалась смутно знакомой. Экзотический раскосый разрез глаз, двойные стрелки, проведенные зеленым карандашом едва ли не до ушей, ямочка на подбородке. Где же я мог раньше ее видеть? «Мне ничего не надо». Девушка тоже хмуро разглядывала его поверх стакана с клубничным смузи. «А вот вам наша встреча нужна, чтобы отнестись к моим словам серьезно. Не принять их за шутку. Я пришла дать вам совет, который, возможно, все-таки спасет вам жизнь». «Все-таки...» — поперхнулся Рудин. «Именно так. Те, кто расширяет прорехи, обычно не выживают. На них всегда начинается охота». Рудин опять подумал о толстяке под ником NoNo. На миг почудилось, будто за витриной кафе в круговерте снегопада среди редких прохожих показался огромный пузатый силуэт. И снова накрыло смутное дежавю. Где же раньше он видел вот такую уродливую пузатую тень? «Какие еще прорехи? Я просто наткнулся на объявление на столбе». Рудин перевел взгляд на девушку и осекся. Та чуть тряхнула головой, откидывая прядки с лица, и под густыми волосами мелькнули очаровательные остренькие ушки. То ли накладные, то ли результат пластической хирургии, он не успел толком разглядеть. Тем временем из скупых объяснений Ники последовало, что видимая реальность — лишь пленка, под которой живут порождения не то других миров, не то человеческой фантазии. Эти порождения стремятся к экспансии,
захватывают новые пространства, завладевая человеческим вниманием. Рудин уже многое для них сделал, подпитал их, расширил ареал их обитания своими артами. Стер границу реальности, пуская их на эту сторону. И заодно стал хорошо видим для них. «Кто-то пускает их к себе буквально», — тихо говорила Ника. «Пожить. За плату. Раньше они просто стучались по ночам в двери. Теперь вот идут в ногу со временем, размещают ссылки и общаются через чаты». То есть кто-то действительно сдает им в аренду скотомогильники и подвалы? Или продает отрубленные головы и что там еще? Ноги? «Именно так. Они ведь хорошо платят. Деньги для них не проблема. Думаю, это вы уже заметили». Сухо усмехнулась Ника. «Да, творческим людям они платят особенно щедро. Писателям, художникам. Ведь творческие буквально создают им новые миры». «Не понимаю», — пожал плечами Рудин. «Если я для них так полезен, зачем им меня убивать?» «Откуда мне знать? У них своя нечеловеческая логика. Может, именно так они окончательно присваивают созданное человеком?» «А как они объявления-то печатают? Раз они типа не из этой реальности, как создают сайты?» «А вы уверены, что реальность так стабильна, как люди привыкли считать? Когда вы видите сон или галлюцинации, они же неотличимы от реальности». «Вы обещали совет, который может спасти мне жизнь». «Совет простой. Прекращайте рисовать. Все вот это. Заблокируйте странные контакты и обязательно удалите все, связанное с теми ссылками на столбах. Фото, скрины, свои собственные работы. Отовсюду, откуда только сможете. И высыпайтесь. Не ходите, будто зомби». Ника нахмурилась, глядя Рудину в лицо. «Ваше полусонное состояние — это тоже прореха. Если сразу сделаете все, как говорю, может, от вас отстанут». «А если нет?» Он вновь бросил взгляд на улицу. На углу возле перекрестка, за завесой снега, определенно виднелся силуэт гротескно толстого, высоченного человека. Не человека. «Нет так нет. Правда, в теории есть еще один способ. Все ваши картины, вы же их помните, они у вас в голове. Перерисуйте их. Сделайте непригодными для обитания этих тварей». «Исправить на солнечные и радостные, что ли?» Невесело хмыкнул Рудин. «Вроде того. Умиротворение, красота. Там они жить не могут, только не халтурьте. Иначе не сработает». Ника помолчала. На практике, кстати, ни разу не сработало. «Ну, супер. Откуда вы все это знаете?» Спросил он напоследок, косясь в окно. Фигура на углу никуда не делась. «Мне положено. Давно слежу за вашим творчеством». Ника отставила пустой стакан и поднялась. «Если будут еще вопросы, пишите. Ну и это...» Она посмотрела ему в глаза пронзительно зеленым, наверняка цветные линзы, взглядом. «Удачи, что ли? Эльфийки у вас, кстати, очень даже ничего получались». Ника накинула пальто и быстро вышла прочь. Рудин молча оторопело смотрел ей вслед. Чтобы нарисовать вот такую, как у нее, характерную ямочку на подбородке, он хорошо знал, нужно выбрать в графическом редакторе самую мягкую круглую кисть. Все свои галереи Рудин почистил прямо там же, сидя в кафе. Удалил фото в соцсети, оставив пустой серый прямоугольник. Заблокировал всех излишне щедрых донатеров. Скрипя сердце, удалил все до единого скрины, что принесли ему такой опьяняющий приток денег. Пока шел домой, непрестанно оборачивался. Снегопад полоскался на ветру, как огромные занавески из драного тюля, наброшенные одна на другую. За ними вроде бы никого не было, но все же Рудину то и дело мерещился вдалеке, на пределе видимости, силуэт толстяка. И если Рудин останавливался и принимался вглядываться, силуэт, странно поддергиваясь, устремлялся к нему. Быстро, будто при ускоренной перемотке видео. Рудин отворачивался и, не выдерживая, срывался на бег. В понедельник Рудин вышел на работу. Лег рано, проспал 9 часов, встал вовремя. В офис пришел без опоздания. Потянулись клиенты. В кружке остывал чай. Потусторонние видения больше не беспокоили. Жизнь казалась пустой и стерильной, лишенной всякого смысла и цели. Но Рудин не мог ею надышаться, просто жить. Как двуногое животное, как офисное растение в катке, жить и ни о чем не думать. Коллеги по очереди уходили на обед. В какой-то момент Рудин остался один в помещении. Сидя лицом к клиентской зоне, но почти не видя ее из-за монитора, сражаясь с макетом чьих-то мемуаров со множеством криво размещенных фотографий. В соответствии с пожеланием заказчика, мемуары следовало распечатать в подарок автору в единственном экземпляре.
Хлопнула дверь, потянула морозом. «Двери закрывайте, пожалуйста!» — крикнул он, не отрываясь от макета. Свет люминесцентных ламп заслонила чья-то массивная фигура. Послышалось сиплое астматическое дыхание. Затем раздалось безголосое: «Где новые картины? Я жду новые картины». Рудин поднял взгляд. Толстяк Ноу-Ноу стоял прямо перед ним. В реальности он выглядел куда более омерзительно, чем на фотографии. Двухметровый, необъятный, голый по пояс, сизо-бледный, складчатый, как чудовищная личинка. По уши заплывший холодным бугристым жиром, от телес тянуло тухлым, ледянистым мясным запахом, как от давно испортившейся мороженой курицы. Туго натянутую кожу испещрили глубокие язвы, в них копошились глянцево-черные многоножки. Глаз чудовища не было видно за складками и потеками черного гноя. Распахнулась зловонная пасть, куда шире, чем положено человеку, и вновь раздалось сипение. «Нарисуй шедевр своей кровью». Над монитором протянулась огромная сизая рука с черными ногтями. «Иначе я выпью тебя». Подавившись воплем, Рудин опрокинул кресло и вылетел из зала в коридор, ведущий к комнате с принтерами. «Пап! Полицию!» «Чего орешь?» Из принтерной вышел печатник Макс. Там! Рудин тыкал в сторону зала с клиентской зоной. Макс выглянул из-за угла. «Чего там? Никого же нет. Но раз ты здесь... А ну-ка, пойдем!» Макс схватил Рудина за капюшон толстовки и поволок в принтерную. На столе лежала детская футболка с... Рудин не сразу узнал в свежеотпечатанном чудовищном изображении один из собственных артов, за который ему отвалили особенно крупную сумму. Человеческое лицо, прибитое к стене гвоздями, а под ним... «Откуда это здесь?» — выдохнул Рудин. «Я же несколько раз проверил макет. Все размеры идеальны. Там должен быть детский рисунок с котятами». «А теперь там твое тошнотное художество». В дверях комнаты показалась Ульяна. «Выяснила я тут на днях. Чем же ты помимо работы занимаешься? Теперь вот радуюсь, что ты меня послал. Зачем ты мне нужен, больной ублюдок?» «Да не посылал я тебя!» Рудин умолк, глядя на торжествующую улыбку девушки. «А, так это ты подменила макет. Господи, Ульяна, то, что ты не красавица, еще полбеды. Главная беда в том, что ты дура, да еще дура мстительная!» Ульяна переменилась в лице. «Не подменяла я». «Это ты подменила!» Скандал получился лютый. На крики вышел из кабинета директор и крепко досталось всем, даже Максу. Под финал выволочки директор в упор посмотрел на Рудина. «А вам, Александр, я предлагаю написать заявление по собственному, так сказать, желанию. С меня хватит. Я устал от ваших вывертов». Домой Рудин ехал, так глубоко погрузившись в мрачные размышления, что даже по сторонам не смотрел. Краем глаза отмечал, что автобус едет сквозь неестественную космическую черноту и что у людей в салоне, кажется, нет лиц. На плечо легла рука, тяжелая и холодная, как кусок мороженого мяса. Рудин дернулся и огляделся. За окнами мелькали огни, рядом сидели обычные люди, позади никого не было. «Добро пожаловать домой», — привычно прочитал он на дверях своего жилища. Криво улыбнулся, пересек холл в безмятежных золотистых тонах и зашел в лифт. Кнопка 20, верхний этаж. Лишь теперь нефизическая боль, сверлившая его изнутри, немного отступила. Рудин всегда чувствовал себя лучше, когда возвращался домой. Он привалился к зеркальной стене лифта и закрыл глаза. И не сразу понял, что лифт едет слишком долго. Когда посмотрел на табло, там горела цифра 20. Но двери не открывались, и лифт продолжал куда-то подниматься. Замигал свет. Рудин заметался по кабине. Что в таких случаях делают-то? Звонят диспетчеру? Лифт дернулся и замер. Спустя выворачивающую душу паузу двери открылись. За ними была чернота. Помедлив, Рудин включил фонарик на смартфоне и направил его во тьму. В круге света замелькали железные опоры, вентиляционные коробы, трубы и провода. Технический этаж. Может, я все-таки на что-то не то нажал? Рудин вдавил кнопку с цифрой 20. Лифт не среагировал. Нажал на единицу. То же самое. Похоже, лифт сломался.
Но с технического этажа точно должна вести лестница вниз, просто ее надо найти. Глотая страх, как бесконечную холодную веревку, Рудин пошел вперед, водя телефоном из стороны в сторону, обшаривая зыбким светом большое помещение. Лифт позади вдруг с лязгом закрылся. Рудин матюгнулся и пошел дальше. Вот и стена. На ней выключатель. Рудин ударил по клавише, и по всему этажу зажглось множество тусклых желтых ламп. Их неверный свет, заливающий углы непроницаемыми тенями, выхватил огромную, заплывшую жиром фигуру, стоявшую прямо напротив, в нескольких шагах. Лишь сейчас Рудин разобрал астматическое сипение, которое прежде мешалось с гудением вентиляции. «Где картины? Я сам нарисую их твоей кровью!» И Рудин побежал прочь. Понесся вдоль коробов и сплетений проводов. Позади раздались тяжелые шлепки босых ног, неестественно частые, будто у толстяка было в 2 раза больше нижних конечностей, чем положено человеку. Стена впереди была глухой, как отчаяние. Рудин побежал вдоль нее и увидел неприметную дверь с пустой табличкой. Неужели выход? Он толкнул дверь незапертой и заскочил во тьму. Успел захлопнуть дверь за собой и до упора провернуть ручку замка. Вновь включил фонарик. Это оказалось техническое помещение с ведрами, швабрами, какими-то инструментами на полках, с пластиковыми лотками, полными саморезов и еще каких-то крепежных принадлежностей. Рудин хлопнул по выключателю у двери и снова огляделся. Второго выхода из комнаты не было. В дверь ударили, лязгнул замок, и еще раз, и еще. Что-то жалобно звякало и скрипело. Было ясно, что долго замок не выдержит. Трясущимися пальцами Рудин завозил по экрану смартфона список вызовов, служба спасения. Как хорошо, что первое в списке. Никогда бы не подумал, что понадобится. Связи не было. Но почему-то работал мобильный интернет, и Рудин ткнул в приложение соцсети, в список чатов, в переписку с таинственной девушкой Никой. Та была онлайн. «Помогите, он охотится на меня. Он хочет меня убить. Он за дверью». Ника прочитала сообщение почти сразу. Но ее ответ был как удар в лицо. «Сожалею. Ничем не могу помочь, я вас предупреждала». Рудин всхлипнул. Дверь билась на петлях, как припадочная, но замок еще держался. И тут в его памяти всплыл текст одного из первых объявлений. «Обменяю свежую человечину на твою жизнь». Фотография с QR-кодом была, конечно, удалена. Но ведь остался адрес в истории браузера. Рудин вновь лихорадочно зашарил пальцами по экрану. Только бы ссылка еще работала, где же она? Одно за другим открывались окна чатов со зловещими изображениями, чудовища по ту сторону экрана подходили вплотную, ухмылялись, делали непристойные жесты. Вот и страница. С черным фоном. По-прежнему никого не видно. Прыгающими пальцами Рудин кое-как набрал в диалоговом окне. «Я хочу совершить сделку». Нечто, являвшееся хозяином чата, откликнулось незамедлительно. «Что ты можешь предложить?» «Человечину. В обмен на мою жизнь». «Кого ты мне предлагаешь? Имя, фамилия. Кем человечина тебе приходится?» «Ульяну Чупину, мою коллегу по работе в типографии, толстую мстительную дуру и истеричку. Забери ее, а мне сохрани жизнь. Убери эту тварь за дверью, пожалуйста, умоляю». Рудин резко вдохнул, будто перед прыжком в воду, и набрал в диалоговом окне. «Ульяна Чупина. Моя коллега». Палец замер над кнопкой отправки. Дверь гремела. «Ну же!» «Какого черта?» Резким движением пальца Рудин закрыл окно браузера. Это что же получается? Жил посредственностью, прославился как автор говёного полуплагиата, а умрет и вовсе мразью? Рудин погасил экран, убрал смартфон в карман и вытащил самый длинный саморез из лотка рядом с шуруповертом на полке. Задрал рукав толстовки, зажмурился и со всех сил полоснул острием самореза вдоль предплечья. Руку он распорол себе основательно. Кровь потекла на пол тонкой струйкой. Сжав зубы, Рудин повернул ручку уже совсем расшатанного, едва держащегося замка, и рывком распахнул дверь. Тварь за порогом издала странный звук, словно изумленно хрюкнула. «Я нарисую тебе картину!» — закричал Рудин. «Собственной кровью! Вот! Смотри!» И заставил себя повернуться лицом к пустой бетонной стене напротив двери, спиной к чудовищу. Позади раздалось астматическое сопение и кряхтение. Тварь шагнула внутрь бетонной коробки.
В любой миг Рудина могли сгробастать огромные синюшные руки с черными ногтями. Он помнил, что тварь передвигается с нечеловеческой быстротой. И что будет тогда, Рудин даже со всей своей фантазией художника не мог представить. Да и не пытался. Резкими, размашистыми, но четкими движениями он рисовал на стене, окуная пальцы в распоротую рану на предплечье. Пальцы быстро пачкались в бетонной пыли, тыкать в рану приходилось часто, и главным сейчас было не потерять сознание прежде, чем он завершит рисунок. Рисовал Рудин бетонную коробку технического помещения, трехмерную проекцию, вид сбоку и сверху. Набросал полки с инструментами, ведра, швабры. Изобразил стоящего посреди комнаты уродливого толстяка. А вот что не стал рисовать, так это двери. В помещении на картине не было ни дверей, ни окон. «Смотри! Новая локация! Хорошая, правда? Вон сколько крови!» Монстр отдышливо сипя подошел ближе, явно разглядывая картину, хотя что он видел? Напрочь заплывшими, залепленными гноем глазами. И в этот миг Рудин схватил швабру, вылетел за дверь. Удар руки чудовища наверняка переломал бы ему ребра, если бы произошел чуть раньше, а так только разодрал одежду на спине. Рудин успел, захлопнул дверь и вставил швабру в дверную ручку. Замок с этой стороны закрывался только ключом. В дверь сразу ударили массой огромного тела. Задергали ее, но металлический черенок швабры выдержал. Рудин пятился на полусогнутых ногах, представляя, что никакой двери здесь нет и не было никогда. Лишь монолитная бетонная стена. В дверь толкнули еще раз, и все стихло. Рудин, шатаясь, пошел к лифту искать лестницу, у него уже не было сил. Горела зеленым кнопка вызова, стоило ее нажать, и через несколько секунд открылись двери. Он зашел в кабину лифта, напоследок оглянувшись. На месте двери в техническое помещение была сплошная бетонная стена. Идеально ровная, монолитная, словно никакой двери там никогда и не существовало. Рудин кивнул, вдавил кнопку 1 и сполз по зеркальной стене на пол. Лифт ехал невообразимо долго. Может, спускался в ад, а может, давно проехал его насквозь. Может, миновал множество чужих, темных, жестоких, непригодных для человека миров. Тех миров, куда, однако, способно заглянуть человеческое воображение. Рудин постепенно погружался в серое марево забытия, чувствуя, что по руке все еще течет кровь, и от нее уже промокли джинсы. Двери разошлись в стороны, Рудин с трудом открыл глаза, готовый увидеть что угодно. Кромешную тьму, сонмище монстров, со своих, не своих артов, очередную локацию для чьей-то чудовищной игры. Но перед ним был высокий, светлый холл первого этажа. И соседи, ожидающие лифта. Нервная мамаша с коляской с 15-го. Крупная пожилая дама, ее субтильный муж с 19-го, кто-то еще. И они как-то все разом, глядя на сидящего в луже крови Рудина, начали кричать, даже ребенок. Кроме мужика, тот наклонился, удерживая его за плечи. «Что с вами случилось?» «Дедлайн», — тихо ответил Рудин, изо всех сил стараясь не закрывать глаза. Бес номер 11. Олеся Бондарук. Мать. Опять эта дура кричит. «Заткнись! Заебала, сука, блядина, алкашка вонючая, как ты меня достала! У меня ребенок только уснул, еле уложила, завали свою пасть, наконец! Чтоб тебе твоя ебаная водка, наконец, доконала!» Ножницы. Ножницы острые, маленькие, а кончик вопьется, мало не покажется. Ладошку покалывает, приятно, как массаж. Кончиком по ладошке, легким движением, а теперь надо, чтобы до крови. Чтобы круглая красная капля народилась, застыла, удивленно задрожала, а потом раз — и покатилась. Удар. А ножниц нет, кто-то их крадет. Я их беру, трогаю, щупаю, ладошку колю, а когда бью, они пропадают. Ничего удивительного, одни воры кругом. Или алкаши. Стук в соседскую дверь. К пьяной блядине или к бормотуну. Блядина напивается и воет, бормотун болтает без умолку. «Красивый опять я уже доел, мама, надо, читаешь тут, зачем тоска, они приходят, кино нет, устали глаза, чай горячий, можно уходить, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо». И все на одной ноте. Когда не надкать начинает, значит, гости у него, зачем открывать?
Я не открываю. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Заебал, псих больной! Чего не надо тебе? Какого хуя ты всех пускаешь? Заткнись! Ножницы мои ты спиздил, придурочный! А если мне ребенку ногти надо подстричь? Мозгов только бормотать хватает. Я участковому напишу. Он тебя выселит, ворюга!» В мою дверь или напротив? Почему иногда после бормотуна сразу ко мне, а иногда к соседям идут? К бормотуну стучаться. А к тем так заходят. Тихушники там. Тихушник. Раз не говорит, значит один, молчит. Тоже алкаш, наверное. Или наркоман. Ножницы же у него есть, наверное. Я спрашивал, жалко что ли ему? Чтобы капля, круглая. А потом чтоб скользила. Маленький, кончик острый. Я на ладошке пробовала. Я что, дура сначала не попробовать? Тишина. Возится. Что, укололся уже, придурок? Или ты нюхаешь? Развели наркоманов в доме, жить страшно. Я коляску боюсь в подъезде оставить. Из-за таких, как ты, гулять страшно идти. Ты же за дозу и мне горло перережешь и дочку мою не пожалеешь, а ей всего 2 года. Чтоб ты сдох, сука. Чтоб вас всех нахуй из города выкинули. Хоть из квартиры будем без страха выходить. Теперь-то точно ко мне. Лишь бы Сонечка не проснулась. Иногда просыпается, особенно если алкашка долго воет. Потом укачивать ее, успокаивать. Молока нет. Она теплое молоко перед сном пьет, не успела купить. Проснется, только что колыбельную петь придется. Хорошо, что быстро. Они есть, только их нет. Блядина, алкашка есть, бормотун есть, тихушник есть, а которые заходят, их нет. Я точно знаю. Я у них про ножницы спрашивала. А они не отвечают, как будто не слышат. Значит, и правда не слышат, потому что их нет. И Соня их не слышит. Алкашку слышит, а их нет, потому что их нет. Я, когда это поняла, сразу спокойная стала. Чего переживать, если их просто нет? Вот ножницы украли, за это я переживаю. А этих я сначала вроде слышала, а как поняла, что их нет, перестала. И дверь им не открываю. Их нет, их нет, их нет, их нет, их нет. Алкашка воющая, бормотун, тихушник. Я. Наверное, потом еще кто-то. А мне какое дело? Ножницы бы найти. Баю, баюшки, баю, тебе песенку пою. Баю, 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 бай, поскорее засыпай. Сонечка моя, солнышко мое, тише, тише, не плачь. Тише, моя девочка, спи, спи, мамочка рядом. Не слушай тетю, тетя плохая, она водку пьет, потом ревет. Закрывай глазки, моя девочка. Поздно уже. Спи, моя родная. Надо молока купить. А то завтра Сонечка опять ночью проснется, молока попросит, а у меня нет. И ножницы еще. У меня были маленькие, острые, кончик как иголка, я пробовала. Я на ладони каплю сделала. Это красиво. Она круглая, надувается, а потом стекает. Сначала не больно, а потом немножко больно. А можно просто кончиком по ладони постукивать, тогда даже приятно. И еду надо коту. Эти, которых нет, про кота говорили. Это когда я не знала, что их нет. Слышала их, а что кот? Кот гуляет, он же кот. А потом домой приходит, что тут удивительного? А они удивляются, зачем, говорят. Хорошо, что я поняла, что их нет, не надо про кота говорить. Про каплю можно. Капля красиво. А про кота не хочу, он гуляет. Погуляет придет, Сонечка кота любит. Спи, мое солнышко, зайчоночек мой. Я тебя никогда не брошу ни за что, всегда буду рядом. Ты мое счастье, радость моя. Мама тебя еще разочек поцелует и все. Спи, родная моя, спи. Сонечка. Ножницы. Кот сильный. Я что, дура сначала не попробовать? Вырывается. А когда по ладошке, это даже приятно, чуть-чуть покалывает, как массаж. Вырастет, говорит твоя Сонечка, в школу пойдет, замуж выйдет. Работать будет, а мне, говорит, от моего Жорки уже никогда не оторваться. Дура. Счастья своего не понимает. Ну и что ДЦП? Зато он от матери никуда не денется. Сонечка моя вырастет, из дома уйдет. Я из-за этого по ночам плачу. Почему у нее нет ДЦП? Она бы со мной осталась. На моей ладони капля была красивая, круглая. А у кота не так, он сильный, он вырывается. Но надо же попробовать. Как же сразу на Соне? Ножницы острые, вдруг что не так? На ладони даже приятно, а кота держать надо, связать, голову держать, аккуратно.
чтобы только глаз. Потом второй, чтобы живой был здоровый, а он вырывается, головой вертит. Там не капля. Капля была красивая, а у кота некрасиво, особенно первый глаз. Они про кота спрашивают, но те, которых нет. А я что знаю, погуляет, придет. Говорят, воспаление, инфекция, поэтому умер. Только как они могут знать, их же нет? Я что, дурная, сначала не попробовать. У меня на ладони инфекции нет. Он гуляет просто. Он кот. Баю, баю, баюшки, баю. Спи, Сонечка. Опять проснулась. Может, тебе в темноте страшно? Не бойся, мамочка с тобой. Мамочка теперь всегда будет с тобой, никогда с тобой не расстанемся. Разве с кем-то лучше будет, чем с мамочкой? Спи, моя девочка. Спи. Ножницы надо купить. Острые. Кот вырывается, а Сонечка нет. Хорошо, что я сначала попробовал. Я ей лекарство дала, она просто уснула, а потом раз и все. Маленькая капля. Течет что-то, но ничего, почти не больно, как массаж, если по ладошке. Ножницы острые, раз и все. И мама с тобой навсегда. Правда, Соня? Приходят эти, спрашивают про тебя. Но их нет. Я, когда не понимала, говорила, смотрите, вот Соня, спит. Молока теплого попила. Мама ей колыбельную спела, не будите. И так алкашка в соседней квартире орет, бурматун бормочет, а еще вы тут со своими вопросами. Сонечка в больнице, говорят. Врут, конечно, в интернат для слепых. Родственников нет, а я мать говорю, я на что? Я теперь ей буду заниматься до самой смерти, никогда не расстанемся, никуда ее не отпущу, никому не отдам. Но их нет. Сонечка есть, а их нет. Навсегда со мной. Ножницы. Маленькие, острые. И капля. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Баю, баюшки, баю. Тебе песенку пою. Молока купить. Еды коту. Их нет. Их нет, их нет, их нет. Что я, дура, сначала не попробовать? Не надо. Не надо, их нет. А Сонечка есть. Их нет. Их нет. Их нет. Черт номер 3. Дмитрий Лопухов. Дьявол приходит, когда папы нет дома. Осунувшийся, с черными кругами под глазами, Железняк шагал степенно, и душа его пела стальные песни. Мимо ходили мастера, визжали и хрипели станки, цех жил и работал. Все кругом было родное, свое. Впервые за много дней и бессонных ночей Железняку стало легче дышать. Выровнялся пульс. В заводоуправлении кабинеты заново покрасили, настелили свежий линолеум, обновили освещение. Железняк сам же этого и добился. Но с ремонтом ушли уютные запахи дерева и старой пыли. А в цехах все так же по-родному пахло маслом, раскаленными тормозными дисками, локомотива, огнем и трудом. И здесь, в отличие от завода управления, не было лишних ушей и глаз. Из искрящегося стального моря вынырнул секретарь парткома Синица, высокий, черноволосый, с военным шрамом поперек брови. Душа Железняка перестала напевать, короткий миг спокойствия прервался. «Илья Валерьевич, вы меня по обязательствам перед съездом профсоюзов? Понимаю, срываются сроки, но Гаспаряна-то никто за язык не тянул. Я не знаю, откуда он цифры по регенеративным воздухоподогревателям брал». Синица зачем-то притворился, что не понимает, о чем пойдет разговор. По-хорошему, раз уж началась такая мутная морока, следовало бы все отменить, сказать Синице, что дело действительно в съезде, перестраховаться и не связываться. Но ситуация у Железняка была хуже некуда, поэтому он тихонечко, будто в железном гомоне, их кто-то мог подслушать, напомнил. «Толя, я про родственницу». Называть Синицу по имени было неприятно. Казалось, что от такого фамильярного сокращения секретарь парткома и вправду сделается малой птицей, хитро проскользнет ему, Железняку, в живот, совьет там из кишок гнездо, станет нагло пировать печенью и требухой. Взгляд Синицы стал колючим, как будто Железняк сказал все это вслух. Да, Илья Валерьевич. Как это я не...» Видимо, съезд в голове, только съезд, видите как. «Вот, сделано в наилучшем виде, все договорено, как и обещал». Синица театральным жестом протянул листок бумаги. Железняк увидел написанный пузатым, косым почерком, каждая цифра на 4 клетки, телефонный номер. «Очень серьезный человек с кафедры научного атеизма, не волнуйтесь.
Синица словно заметил отблески сомнения в глазах Железняка. «Он довольно скептически ко всему. Ну, в общем, он самых широких взглядов. Солоухина, представьте, лично знает. Одновременно новый мир получает и Октябрь. В науку и религию пишет. Такой вот неординарный человек. Я, как вы понимаете, по партийной линии не вполне одобряю, но он действительно поможет». Железняк кивнул, сухо поблагодарил, сложил бумажку пополам и сунул в карман. Повернулся, собираясь уходить, но услышал. «Илья Валерьевич, со съездом мы все ведь решили? Пусть Гаспарян разбирается, а я тогда прямо сейчас залетаю на чехословацкий котел. У меня большая предстоит работа, столько всего успеть нужно, буквально за ночь». «Какая же гнида», — подумал Железняк. Заварил кашу, а выплывать хочет на плечах начальника сбыта. И что у него там вообще за ночная работа? Вслух же он смиренно сказал. «Да, Толя, все правильно. Сию минуту и подпишу». Синица слушал, чуть наклонив голову и потирая ладони. Похожая на восклицательный знак черная прядь красиво упала на его шрам. И Железняк внушил себе, что все напридумывал. Что Синица неплохой в сущности человек, помогает почти бескорыстно, хотя мог бы разболтать. А взамен всего-то хочет работу, где больше интереса и пользы государству. Ну а Гаспарян? Гаспарян, опять соврал себе Железняк, сам виноват в своих бедах. «Ближе к ночи по номеру звоните, не переживайте, что поздно». Они закончили, пожали руки и разошлись. Ладонь Синицы, подтверждая успокоительный обман, была сухой и твердое, рукопожатие крепким. «Не бывает такой руки у негодяя», плавала в голове жалкая, легко потопляемая заводским опытом мысль. До позднего вечера Железняк сидел над бумагами. Спина ныла, но он назначил себе думать, что это наказание. Когда надвинулись сумерки, кабинет залило тревожным серым цветом, Железняк встал, набросил пиджак, вышел за дверь, спустился по ступенькам и покинул отремонтированное здание завода управления. На улице уже стало безлюдно, и Железняка это устраивало. Он впервые за много дней шел домой без трясущихся поджилок. Вдыхал напитавшийся смолистым теплом воздух, слушал галдящих птиц и думал, что завтра уже, возможно, он, Железняк, освободится, волноваться будет только о заводе и снова заживет работой. Дома он занял себя ненужными мелкими делами. К дочери не заходил, глухой чревовещательский бубнёж из ее комнаты пропускал мимо ушей. Серьезному человеку с кафедры научного атеизма Железняк позвонил в начале 11-го. Обрисовал ситуацию и ответил на пару вопросов. Человек очень заинтересовался и спросил, можно ли приехать прямо сейчас. И Железняка вдруг накрыло. Мягко обволокло надеждой, поверилось, что теперь уж точно все станет нормально. Он весь исполнился радостным теплом и неожиданно звонко, едва не дав по-мальчишески петуха, крикнул «Да!». Железняк узнал, что с его дочерью Дианой что-то болезненно не так в начале лета. Он ужинал на своей кухне и разбирал бумаги, откусил пересушенную котлету, размашистым росчерком подтвердил выдачу денежной премии дефектоскописту трубного цеха. И в этот момент рядом на стул присела дочь. «Папа, меня надо на ночь перевязать простыней крест-накрест. Вот тут и вот тут». Она поводила пальцем по груди и животу. «Чего?» Железняк отодвинул бумагу. «Куда перевязать-то? Зачем?» «Надо», — горячечно заговорила дочь. «Иначе соседи спустятся ночью через балкон и оплодотворят меня. Они все очень рыжие люди, хотят, чтобы я им носила младенца, а я не хочу, я в институт хочу, я хочу льды изучать, надо меня перемотать». «Какого младенца, Диана? Ты выпившая, что ли?» Железняк поднял голос, но тут же успокоился. «Розыгрыш какой-то. Это молодежное что-то? Диана, ты же знаешь, я не...» «Папочка, я клянусь, высоко над землей сидит вождь и хочет рыжего младенчика. Из-за рыжего младенчика потом получится 1 миллион новых железных людей. Вот соседи рыжие хотят через меня сделать ему детку, и надо всюду перемотать, чтобы в меня оплодотворение не затекло, и изнутри ребеночка рыжего не вышло». Сказав это, дочь вдруг затряслась крупной дрожью, стала изгибать шею и отрыгивать воздух, будто сились что-то из себя вытошнить. «Папа!» — неразборчиво каркала она. «Надо скорее перевязать, оттуда ребеночек свеженький полезет». Железняк грузно вскочил и случайно задел стол. С тарелки на пол свалилась надкушенная котлета. Дочь прыгнула на нее и, продолжая трястись, попыталась затолкать в рот. «Убегает!» — закричала она надтреснутым тонким голосом. «Свинья какая! Убегает же!» «Диана!» — тихо проговорил Железняк. «Ты как, плохо тебе, да?
врача, что ли, надо?» Дочь в этом году закончила 10 класс и готовилась поступать в Москву на геологию. Железняк рано овдовел и, потеряв во второй раз семью, снова с головой ушел в работу. У дочери было все: и одежда, и лучшие игрушки, и орленок, и патент на любые шалости. Но отец от нее отстранился, хотя и сам не понимал, почему. Она несколько лет называла его на «вы», не смотрела в глаза, никогда не обнимала и в их большой квартире старалась не попадаться лишний раз на пути. Только сейчас, в последний школьный год, они вдруг опять подружились, теперь уже как взрослые люди. Железняк мог рассказать ей про ситуацию на заводе, конфликт с председателем ЗКС и срыв плана котельно-механосборочным цехом. А Диана в ответ. Про льды, про успехи в красных следопытах, про переписку клуба дружбы с Чехословакией и о том, что она самый молодой комсомолец в местном уличкоме. Говорили нечасто, но хорошо, по-настоящему. Железняк не мог на дочь нарадоваться, знал не понаслышке, как портят детей высокие родительские посты в заводском правлении. Диана поелозила на животе, выплюнула котлету, неуклюже перевернулась, оперлась спиной о ножку стола и посмотрела Железняку прямо в глаза. «Нельзя врача», — сказала она рассудительным тоном. «Почему?» «Пап, пока тебя не было дома, приходил заботливый человек. Он меня научил». «Чему научил? Куда приходил? Ты почему вообще дома была, а не в школе?» Железняк почувствовал, как у него похолодела спина и заныла в животе. «Потому что лето, пап». Диана теперь говорила так спокойно и нормально, будто не было только что прыжка за котлетой и страшного разговора о рыжем младенце. «Закончила из школы. У меня аттестат без единой четверки. Я готовлюсь ко вступительным. Пришел человек и все объяснил». «К нам сюда? В квартиру?» «Да, сюда. И еще вот сюда». Диана потрогала указательным пальцем лоб и поправила сбившиеся волосы. «Послушай...» Железняк устало потер ладонями глаза. «Объясни мне, это игра какая-то? Или тебе правда худо? Давай позвоню доктору Мышину. Помнишь такой, с бакенбардами? Приезжал недавно, когда у тебя ангина была, таблетки привозил». «Нет, пап, мне не надо доктора. Просто перемотаем. Уши, глаза, рот, пупок. Чтобы рыжего ребенка в меня не засунули. Пизду тоже. Хорошенько бы замотать». Железняка словно макнули в кипяток. Он болезненно, будто легкие чем-то пробило насквозь, вздохнул, сделал 2 шага назад и едва не ударился головой о книжную полку, но этого даже не заметил. Зато почувствовал, как нехорошо, перебойно и быстро заколотилось сердце. На заводе он слышал выражение покрепче, сам в тяжелых разговорах с мастерами мог завернуть 3-этажного, но чтобы так запросто, изо рта дочери, вровень с тем, что в аттестате нет 4. «Довольно», — мысленно приказал себе Железняк, опомнившись. «Да, я не умею обращаться с ребенком, но я могучий завод на вытянутых руках держу. У нас корпуса на десятки гектаров, 1/3 промышленности страны котлами снабжаем. Я все порешаю». «Значит так, Диана, я звоню Мышину. Он приедет, посмотрит, может, пилюли какие-то пропишет от переутомления и, не знаю, стресса после экзаменов». Железняк решительно пошел к телефону. «Папочка, пойми, нельзя нам врача. Вдруг он услышит, как я говорю, что Брежнев грязный человек, вонючий землемер, не понимает ничего в железе и котлах, а только говно на квадратные метры умеет нарезать. Кто там еще? Подгорный? Косыгин?» Железняк медленно положил поднятую трубку. По горлу изнутри катилось что-то твердое и остроугольное. «Ты зачем такое? Ты чего это?» Забормотал он, а в голове зароились, закручиваясь друг в дружку, колючие стружки испуганных мыслей. «Тут и оно, пап. А надо только-то положить меня на кровать и перевязать». «И ты, успокоишься?» «Посмотрим». Кровать из венгерского набора «Будапешт» была удобной, мягкой и очень большой. Жена Железняка подбирала ее вместе с остальной мебелью по каталогу «Внешпосылторга». Диана легла, вытянув ноги и сложив руки на груди крестом. «Заматывай, говорю, чтобы каждое отверстие скрыть от оплодотворения рыжих». Обескураженный и потерявшийся Железняк, опять забывший, что он директор завода с корпусами на десятки гектаров, предпринял еще одну попытку. «Диана, что за рыжие? Слушай, у нас в доме из рыжих только Анатолий Павлович, а он директор магазина фототоваров и после 2 инфарктов. Куда ему в окно оплодотворять? Он с палочкой еле-еле ходит». «Пап, в селе ведь тоже рыжих не было, а один откуда-то выбрался и твою мамочку оплодотворил», чуть наморщив лобик, сказала Диана.
У Железняка задрожали ладони, он выронил конец свернутой простыни, который приматывал Дианины руки к груди, и прохрипел. «Да откуда же ты?» «Да заматывай, пап, ладно? Только вот рот пока не надо». Железняк растерянно кивнул, отер ладонью выступивший на лбу пот и продолжил связывать, теперь уже молча. После закончив, он закрыл дверь в комнату и ушел обратно к бумагам. Сосредоточиться не получалось, хотя Железняк и пытался всеми силами убедить себя, что Диана просто затеяла нелепую игру, и что наутро они посмеются над этим розыгрышем. Железняк лгал себе и сам же понимал, что здесь не пахнет шутками, что творится какая-то болезненная чертовщина, что ремонтировать это придется не таблетками от доктора Мышина, а минимум больницей. От мысли о больнице Железняку стало не по себе. А ну как повторится про Брежнева, про Подгорного, про бог знает еще кого, и возникнет, не может не возникнуть. Вопрос, где подросток, комсомолка, член красных следопытов и уличкома могла такого нахвататься? Не думали. Не от отца ли директора завода с самого переднего края воплощения ленинской идеи электрификации страны? «Дианочка!» Железняк закрыл лицо руками. «Ну как так-то? Ты же меня в детстве Вареньевичем называла. У тебя весь стол обклеен марками про эту твою галлициологию. Ты же в Москву вот-вот должна была, и теперь такое. Ох!» До самого вечера он нервничал, перебирал бумаги, подписывал и напряженно прислушивался к болезненной тишине в дочкиной спальне. И уже затемно, когда он шел на балкон курить, вдруг уловил обрывки разговора. Железняк подкрался к закрытой двери, замер и прислушался. Царило молчание. Он уже хотел уйти, когда дочь громко, членораздельно и очень понятно спросила. «Я правильно сделала? Теперь все станет нормально?» И в этот миг с плеч Железняка как будто осыпалась магнетитовая руда весом в тонну. Радость и спокойствие охладили его перегретую душу. Сердце забилось весело и хорошо. Он потянулся к дверной ручке, чтобы войти, обнять и поцеловать дочку, но вдруг услышал, как тяжелый, бурлящий, совсем чужой, словно рожденный в глубине конвективной шахты, голос в тишине комнаты ответил «Да». На другой день Железняк был не в своей тарелке. Он подписывал бумаги, кружил по зданию управления, ходил в цеха, встречался с начальниками отделов, секретарями, бригадирами, что-то обещал и утверждал, а в голове пневматическими молотками стучало тяжелое, чужое «да». В помещении инженерного музея ветеран завода, мастер Вазыка, рассказывал школьникам, экскурсантам о трудовых буднях. Железняк, тщетно силясь развеять тревогу, прислушался. «И вот, ребята, в 35-м, — вдохновенно говорил Вазыка, — нарком тяжелой промышленности приказал освоить сварные барабаны для морских судовых котлов. А завод тогда умел только цельно кованные с расходом металла 10-кратно больше. И ничего, споро освоились, нужно ведь было родине. Работали мы газопрессовой и дуговой сварками, и однажды прямо здесь, в заводской лаборатории, придумали интересное состязание. На опытном барабане заварили в разных техниках 2 шва. Стали нагнетать воду. Какой получается первым? Лопнет. Половина завода, слово чести даю, собралась. Болели все, поддерживали каждый за свою технику. И вот барабан страшно стало раздувать. Края, которые гидравлическим прессом держало, пошли волнами. А потом... В этот момент Вазыка заметил стоящего в дверях Железняка. «А это, ребята, директор нашего завода, Илья Валерьевич». «Илья Валерьевич, Илья Валерьевич!» — зашелестели школьники. «А вы тогда там были? Вам партия приказала. За какую технику болели?» «Не было меня», — улыбнулся Железняк. «Я еще не работал на заводе и вообще ходил беспартийным, потому как лет мне было от роду 8. Не брали таких шпингалетов в партию». Дети недоверчиво загалдели, и Железняк догадался, они не смогли поверить, что усатый дядька, правящий огромным заводом, когда-то был младше их самих. «Я родом из маленького села», — принялся рассказывать Железняк. «Родители умерли, и я...» «А от чего умерли-то?» — нагло спросил кто-то. Вазыка раздраженно шикнул, но было поздно. Вопрос неуклюже повис в воздухе. «Ну...» Железняк хотел ответить спокойно, рассказать, но ему вдруг сделалось мутно, бросило в липкий пот, а голова стала пугающе легкой. «Они подохли, потому что мать оплодотворил рыжий», —
Запульсировало в висках страшное и тяжелое. «Подохли, подохли, подохли. Из-за. Железняк сделал шаг назад и схватился руками за дверной косяк. «Илья Валерьевич, вам плохо? Мышин где? Где Мышин? Железняку нехорошо. Пули в амбулаторию!» Мышь, подохли из-за, подохли из-за, мышина, мышья. «Хватит!» — рявкнул Железняк. Он задышал с тяжелыми хрипами, изогнуто раззявив рот, а потом сполз по косяку и потерял сознание. Кто-то из детей пощенячьи завизжал, а в коридорах застучали быстрые тревожные шаги и загудели взволнованные голоса. В заводской амбулатории Железняк рассказал врачу Мышину обо всем. О том, что социалистические обязательства перед съездом профсоюзов горят, что механосборочный цех в последние месяцы бьет черные рекорды по дефектам, что на части камер половина сварных штуцеров с поджогами в корнях, и чудо, что заметили, поскольку брак почти ушел на транспортировку, что борьба за экономию пока получается только за счет фонда зарплаты, и что в городской газете опубликовали целый разворот с товарищеской, конструктивной, но тем не менее критикой дирекции. Врач стал успокаивать, объяснил, что при большой нагрузке и стрессе и не такие беды с организмом могут случаться. Железняк попросил таблеток. Врач щедро отсыпал. Спокойно и уютно было в докторском кабинете. Уходить не хотелось, поэтому Железняк взялся рассказывать про проклятый чехословацкий котел. «И принимается решение для развития народного хозяйства братской Чехословакии делать им на ТЭЦ сверхмощный котельный агрегат на 3000 тонн пара в час в блоке с турбиной на 1 000 000 киловатт. А кто подписал? Синицын подписал, совесть гад завода. На кой черт, спрашивается, такая мощь? Это ведь выработка как 2 дня прогресса. Ну ладно, сделали эскизный проект, начали изготавливать. И что думаешь, чехи?» «Что же?» — откровенно скучавший Мышин вдруг возбудился, услышав о котле. Железняк даже удивился, никогда врача не интересовало то, в чем не было кишок, сердец и сухожилий. «А вот черт его знает, что там чехи. У них теперь дубчик идейный, плюрализм, реформы, мать их так. И вот уже выходит, что котел и не очень нужен, а мы в нем по самое горло. И непонятно, делаем дальше или на стоп. Как горячую картошку друг другу кидают, сверху молчат, а мы тем временем уже не по горло, а по макушку. Страсть как обидно. Столько в котел уже вбухано, а на выходе ничего». «А если так и нужно? Может, на выходе должны быть только смыслы и больше ничего?» С каким-то вдруг горячечным нажимом спросил Мышин. Железняк пропустил странные слова мимо ушей, покивал для вида и продолжил рассказ про заводские беды. Когда полностью выговорился, чуть-чуть полегчало. Железняк крепко пожал руку врачу, вернулся в свой кабинет и до вечера кропотливо сидел над бумагами, стараясь не думать, что ждет его дома. Открывая дверь, Железняк зажмурился и загадал, чтобы внутри было нормально. Но все пошло насмарку. Едва он вошел, дочь принялась громко лаять. Она морщила лицо, скалила зубы, извивалась перемотанным телом и гавкала, разбрызгивая слюну. В комнате стоял тяжелый запах зверя. Железняк топтался на месте, смотрел и опять не знал, что делать. Когда, наконец, решился звонить в скорую, дочь, словно разгадав его намерение, закончила лаять и сказала спокойным голосом: «Погоди, Вареньевич!» От Вареньевича будто прижгло кипящим мазутом. Дочь называла его так много лет назад. Она корчила милые мордочки, залезала на папины плечи и каталась, распевая песни. Но сейчас Железняку даже представить было гадко, что это лающее создание могло бы ездить на его спине и рулить, хватая ладошками за уши. «Вот, правильно!» Диана словно опять читала его мысли. «Теперь совсем просто. Тебе нужно кое-что сказать, а потом замотать мне рот и больше не разматывать. Он зайдет, и дальше только хорошо». «И что?» — жалобно спросил отец, осознавая всю нелепость слов. «Все станет нормально? А я вот еще таблетки от заводского доктора принес. Они для спокойствия помогают». Железняк протянул на ладони несколько бумажных пачек и вдруг как будто увидел себя со стороны. Он в скромном москвашвеевском пиджаке, при галстуке и с зачесанными назад редеющими волосами, тянет руку с таблетками над дорогой венгерской кроватью, в которой извивается перемотанная обрывками простыни, скалящая клыки девочка.
В голове его тревожно забилось. «Безумие! Что я творю?» «Вот же удача!» — сказала Диана. «Клади все мне в рот. «Что все?» Таблетки все». «Но...» В ответ дочь залилась лаем. От судорог с ее лба чуть съехала тряпка. И Железняк увидел глаз, налитый кровью, сужавшимся до крошечного зернышка зрачком. «Таблетки в рот!» — прогавкала Диана. Железняк дрожащими руками стал рвать упаковки. Похожие на крошечные плоские фланцы таблетки со стуком падали, весело катались по полу. А Диана лаяла все злее и громче. Железняк, плохо соображая, что делает, сел на кровать, в нос шибануло порченным и высыпал жменю налущенных таблеток в разъявленный рот дочери. Она захрустела ими, как орехами. Лай оборвался. Комната устлала тишина. Диана словно чего-то ждала, а Железняк просто сидел, заформованный и недвижный, не понимая, дышит ли он, бьется ли у него сердце. «А сейчас, папа, говори громко. Мне не нужна такая. Выходи. И сразу заматывай мне рот. Не робей. Тебе ведь дочка нужна, а не сука». Железняк беспомощно повторил страшные слова и действительно почувствовал, как что-то уходит через дочерина горло и оставляет тело твердым и пустым, будто форму для дутья. А потом, когда он уже тянулся завязывать рот, нечто зашло на освободившееся место. Запахло кабинетом стоматолога, и Железняк до крови прикусил язык, чтобы развеять морок. Потом замотал дочке рот и тяжело откинулся на изголовье кровати. Пару минут он сидел и смотрел на неподвижное тело. Затем поднялся и неловко, как пьяный, шагнул, попытался совладать с непослушными ногами. А потом сердце ухнуло в бездонный колодец, и волосы на загривке встали дыбом, потому что Диана заговорила животом. До августа Железняк жил в двух разных мирах. Днем на дышащем железом и кашляющем искрами заводе. Вечерами и ночами в своей истекающей чертовщиной квартире, рядом с пахнущим мочой стойлым телом, которое глухим, идущим из живота голосом говорило чудовищные слова. Железняк порывался размотать дочь, открыть ей глаза и рот, но живущий в ней сказал, что тело есть только благодаря ему, что если вновь распахнуть проход и вернуть человека, то тело сразу умрет из-за съеденных за раз таблеток. «Ты думаешь, что ты железо?» — рассказывал живот Железняку. «Но нет, ты железа. Ты щитовидка, ты надпочечник, ты яичник. Я вижу их здесь, внутри. Это рыхлое, как ты». Голос звучал так, будто хрипящий радиоприемник бросили в бочку с водянистым гнилым мясом. Он говорил, не переставая, дни и ночи напролет. Железняк почти не спал, даже через стены и запертые двери к нему просачивался чужой, монотонный речитатив. Чаще всего голос насмехался, оскорблял и издевался, но иногда начинал разговаривать с Железняком почти на равных, рассказывал больные тревожные вещи. 1000 лет назад на ярмарках играли в игру. В песок прятали серебряные монеты, а потом выпускали коллег и юродивых их искать. Они рылись, дрались, катались по земле, ломали, копая ногти и пальцы, а человечки смотрели и радовались. И всегда вы так, и сейчас не иначе. А потом вдруг снова начинал дразнить, выдумывая и повторяя оскорбления несчетное количество раз. Иногда живущему в дочери будто становилось скучно, и он просто говорил бессвязные слова, перечислял предметы из квартиры, животных, камни, числа. Железняк пытался глушить голос радиолой. Высокие соседи по-пролетарски стучали по батареям. Пробовал резиновые беруши, но в гулкой колодезной тиши слова делались лишь четче. Хотел ночевать в гостинице, но испугался, что без него живущий в дочери устроит что-нибудь страшное и квартиру вскроют. На заводе было трудно. Дамокловым мечом нависали невыполнимые обязательства перед съездом профсоюзов. В Праге люди культуры подписали манифест 2000 слов. И проклятый чехословацкий котел потянул на дно годовой план. В правление звонили из Минмаша. Из Совмина приезжали тяжеловесные начальники с массивными челюстями. Ходили грозовые слухи, что на разбор полетов прилетит сам председатель Косыгин.
Утром 11 июля, измученный и потерявший волю к жизни, Железняк принял решение повеситься. На собрании обсуждали, применительно к бедам с чехословацким котлом, статью из газеты «Правда» о ситуации в Праге. Железняк сидел, речей не слушал и представлял, насколько это больно задыхаться в петле. Внезапно до него донесся обрывок разговора. Ветеран завода, Вазыка, кому-то рассказывал, как человек от секретаря парткома решил огромную проблему. «Говорили, что только в психиатрию сдавать», — громко шептал Вазыка. «Но пришел этот от Синицы, очень серьезный такой, знаешь, вот настоящий мужик, хотя по нему и не скажешь. И как-то так побеседовал, что у моего племянника сразу мозги на место. А было швах, ему черти мерещились, он себя медиумом и фосфорическим человеком называл, кожа без огня волдырями шла». Впервые забрежил свет. Железняк долго колебался, никак не мог решиться, но в начале августа все-таки организовал с Синицей приватную беседу, где очень осторожно и обтекаемо попросил помощи, совпавшей в религиозную истерию родственницей. Синица выслушал с понимающей улыбкой, будто заранее знал, о чем пойдет речь, и обещал помочь. 21 августа Прага запылала. Вокруг чехословацкого котла все окончательно запуталось, а секретарь парткома Синица в помещении парасилового цеха протянул Железняку бумагу в крупную клетку с записанным косым почерком телефонным номером. Железняк пошел открывать дверь, и сразу же, словно по волшебству, дочь замолчала. Тишина в квартире после месяцев непрерывного говора ошарашивала, и Железняк замер возле порога, растерянный и напряженный. А в коридор уже шагнул невысокий светловолосый мужчина в джинсах и черном джемпере, натянутом поверх рубашки так, что выглядывал один только окольцовывающий шею кипенно-белый воротник. Покойная жена Железняка когда-то при случае купила в «Березке» дочке джинсы, довольно скверно пошитые. Диана заносила их до дыр, уж очень ей понравились. Но на серьезном человеке с кафедры научного атеизма видеть их было непривычно. «Виталий Иванович», — с открытой улыбкой представился гость, но лучше просто Виталик. Железняк пожал протянутую руку и отметил, какая крепкая у Виталика хватка. Жизнь научила не доверять такой оценке, случай Синицы это подтверждал. Однако было в гости что-то незаметное, но очень честное, смелое, закаленное, и Железняку неистово захотелось ему верить. За окном царила черная ночь, заунывно пел ветер и робко шелестели листья. Железняк и Виталик сидели за кухонным столом и говорили. Психиатрия иногда не столько лечит, сколько калечит. Порой, конечно, без нее никак, но не всегда, — рассказывал Виталик. Когда ребенок говорит, что у него под кроватью страшный крокодил, который солнце проглотил, что нам поможет? Ставить уколы, лечить таблетками и электричеством? А может, накричать, поколотить? Или все-таки сделать вид, что ты этого крокодила прогнал, запугал, одолел, и он никогда не вернется? За немалую свою жизнь Железняк встречался с разными людьми. Маленькими и большими, смелыми и трусливыми, но не знал никого похожего на этого щуплого мужчину с кафедры научного атеизма. Столько в нем было уверенности и спокойствия, столько скрытой, непоказной мощи, что Железняк с трудом давил иррациональное желание просто к нему прикоснуться, схватить за рукав, чтобы этой силой напитаться. «Мне кажется, что он вас испугался. Впервые так замолчал», — доверительно сказал Железняк. «Кто он?» «Ну, он, живущий в моей дочери». «Никто в вашей дочери не живет. То есть не живет, если говорить с вашими интонациями». Виталик улыбнулся. Психиатры сказали бы, что это анейроидный синдром, что у девочки периодически шизофрения. Они бы госпитализировали ее и лечили аминозином. «Нельзя госпитализировать», — возразил Железняк. «Оно говорит, она, то есть, что убьет себя, даже если ее просто коснуться. Этому можно верить?» «А почему бы и не верить, Илья Валерьевич? Вы знаете писателя Зощенко? Нет? Ну, не мудрено, его многие сейчас забыли. В общем, есть у этого Зощенко рассказ, и там герой, поп, все время думает, что, может, ничего там. Заметили, я опять с вашими интонациями говорю. И нет,
А все, что в природе есть, одно сплошное электричество. Я как этот поп, только в другую сторону. Во всем на свете сомневаюсь. Железняк кивнул с недоумением, а Виталик легко и заразительно рассмеялся. А еще я всегда говорю правду. Это у меня вроде кредо такого. Вот спросите что угодно, все, что захотите. Что угодно? В голове у Железняка была звенящая пустота. На ум ничего не шло, и он брякнул первое же попавшееся. «Что думаете про Чехословакию?» «Я не одобряю то, что чехи у себя устроили. Хотя и знаю почему. Но и не одобряю наши танки, хотя опять-таки знаю, почему они там. Вот видите, какой я неодобрительный». «А что думаете про синицу?» «Добротная птица, желтопузая. Или вы про моего двоюродного брата. Он целеустремленный человек, но низкий душой и с болезненным желанием роста. То есть готов на подлость, чтобы расти. Но нашему делу предан». Железняк так и не понял, как Виталик это сделал. Буквально пара фраз, и вот уже ощущение, что они знакомы много лет. Вместе стояли у станка, ходили в разведку, ездили на море. А потом Виталик отставил стакан с недопитым чаем, сказал: «Пойдем к вашей дочке, Илья Валерьевич», и поднялся со стула. Дочь лежала неподвижно, и Железняк с ужасом и одновременно с затаенным постыдным облегчением представил, что она умерла. «Здравствуй, Диана», — произнес Виталик. «Здравствуйте, дядя Виталик», — ответили из живота дочери, но необычным для живущего в ней, бурлящим и глухим голосом, а намеренно искаженным, звучащим так, словно лепетала совсем маленькая девочка. «Чревовещание», — сказал Виталик уважительно. «Ловко, но мы такой фокус уже видали». «Да ну!» «Даю слово чести. Диана, ты знаешь, зачем я пришел?» «Чтобы сделать меня обратно нормальной». «Ты и так нормальная, просто немного запутавшаяся, верно?» «Верно, дядь Виталик. Вы же в курсе, у меня экзамены выпускные и вступительные. Я в Москву хочу изучать глициологию. Знаете, что такое глициология? Это наука про льды. Попросите папу, он покажет, у меня марки есть. Кстати, знаете, как сильно удивились люди, когда впервые увидели ледник? Еще в XVI веке один монах-францисканец, всю жизнь мечтавший повидать такое чудо, описал ледник в Альпах. Помер, правда, после этого». Железняк бросил быстрый взгляд на Виталика, понимает ли тот, что происходит, нормально ли все. Но Виталик, если и был чем-то удивлен, то вида не подал. Стоял спокойный, расслабленный, уверенный в себе. «Очень интересно, Диана. Послушай, а если я тебя развяжу? Может, мы тогда выпьем чаю? У вас превосходный чай, и ты еще про льды расскажешь. Я, кстати, в детстве летчиком хотел быть, но не стал, потому что...» «Потому что Марксом отравились». Железняк почувствовал, как у него похолодело и мятно защипало в груди. «Почему же отравился? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». «Здорово! Цитируете!» Детский голос на мгновение стал фальшиво-радостным и вдруг сменился тем страшным, глухим, бурлящим, которым живущий в дочери разговаривал все предыдущие дни. «А теперь попробуй меня своим Марксом выгони из тела. Нет же, Марксом только Адама Смита можно. Давай, бей еще меня Лениным, словно я ренегат Каутский». Железняк опять бросил взгляд на Виталика и увидел, что тот слегка нахмурился. «Ты очень начитанная девушка, Диана. Может, ты вот это узнаешь? Материалистическое мировоззрение означает понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений». «Постороннее прибавление — это про меня?» Идущий из живота Дианы голос как будто возбудился. «Можно так назвать, это нравится. А сейчас у меня тоже будет цитата». Железняк понял, что живущий в дочери теперь обращается именно к нему, и чуть не захлебнулся в накатившем страхе. «Проклят человек, и же надеется на человека». На комнату обвалилась тишина, а потом вдруг раздался костяной хруст. Железняк сделал 2 шага назад, повернулся и увидел, как Виталика приподняло на добрых полметра
и словно начал растягивать невидимыми руками за ноги и голову. Побагровевшее лицо истязаемого исказилось от животного ужаса, рот искривило от боли, по подбородку поползли паутинки слюны. Наблюдая воочию, как того, кто минуту назад был тверже победита, растаскивает на невидимой дыбе, Железняк все понял. Нет силы ни у Ленина с Марксом, ни у Бога с архангелами. Никто из них не вытягивал на его глазах человека, как резиновый ремень. Всерьез и взаправду было только лежащее на кровати, перемотанное обрывками простыни тело дочери с великим существом внутри. Железняк, опустошенный и смиренный, встал на колени и, надрывая мышцы шеи, склонился до самого пола. «Не надо, Илья Валерьевич, мы еще сдюжим!» — прохрипел Виталик. Железняк заткнул уши и начал размеренно, ударяясь лбом о паркет, вслух читать то ли молитву, то ли присягу в верности, которую тут же и сочинял. «Клянусь достойно служить тебе, светится имя твое, царь, клянусь верить тебе, клянусь, удостой меня быть орудием мира твоего». А потом, освобожденный от невидимого захвата, Виталик рухнул на пол, скрючился, безнадежно попытался руками сжать обратно вытянувшиеся, будто после чудовищного аппарата Елизарова, ноги и застонал. «Что, атеист-монах, повидал ледник?» Глухо, без эмоций, спросил голос из живота Дианы. «Как это возможно?» Виталик лежал на боку, его джинсы пропитались красным. Торчащий из-под джемпера ворот рубашки стал похож на бесформенную тряпку. Но говорил он удивительно спокойно. «Кем ты себя считаешь? Дьяволом?» Железняк, застывший в согнутом положении, напрягся. Он слушал много лет назад похожий вопрос, но не смог вспомнить, кто и почему его задавал. «Если ты дьявол, выходит, есть и Бог», — продолжал тяжело дыша Виталик. «Но Бог — это комплекс идей, порожденных придавленностью человека природой и классовым гнетом. То есть ты всего лишь антоним устаревшей концепции. Зачем ты такой нужен в нашем мире?» «Я не дьявол», — ответил голос. «Твое глупое кредо, человечек, говорить правду, когда задают нужные вопросы. Я тоже скажу правду. Я не знаю, что я такое. Я завожусь в теле, как червь заводится в трупе, хотя даже червю дано предначертание, а я постороннее прибавление. Вы, люди, склонны к мифологизации. Рождаетесь и умираете миллиардами, создаете богов и дьяволов, высокую цель, низкую цель, идете к ним, тем и спасаетесь. А у меня нет ничего, я не знаю, зачем и что я». «Если у тебя нет цели, если ты ни зачем, то уходи!» По уголкам рта Виталика шли и лопались кровавые пузыри. Но он упрямо продолжал, и голос его с каждым сказанным словом набирал силу и наливался металлом. «У девочки, которую ты взял, были и цель, и смысл, и воля к жизни. Что за интересный спектакль? Это для меня или для человечка? Девочка меня пригласила и впустила, кому, как не тебе, об этом знать». И в этот момент Железняка ошпарило позором. Он на коленях, лбом в паркете, а переломанный и искалеченный Виталик сражается за его дочь. «Меня возьми вместо нее! Забирай!» — закричал Железняк, вставая во весь рост, и тут же сам себя устыдился. Нелепо и театрально выглядело это против беспримесной отваги Виталика. «Тебя забирать, Вареньевич!» Голос живущего в дочери заискрил насмешкой. «У тебя другой хозяин, а двум медведям в одной берлоге никак. Да ты ведь забыл все, человечек. Сейчас напомню». Железняк летел в черную бездну, и длилось это бесконечно. Он хотел заснуть, но не получалось. Потом из темноты стали проклевываться глухие звуки. А дальше появились картинки, словно включилась киносказка. И Железняк увидел одновременно изнутри и со стороны свое забытое детство и самого себя маленьким Илюшей. Село, бледную мать, телегу с лошадью, отца-дантиста. Отец
каждый день уезжал в город на работу, а вернувшись, кричал и дрался. Страшным он казался человеком, отец. Ему было все одно, что рвать зубы пациенту, что уши сыну, что волосы жене. Илюша убегал от него в лес и на пруд, а мама к хромому дяде Коле, инвалиду царской войны, рыжему, как мытая морковь. Потом у мамы стал большой живот, а вскоре родился малыш, крохотный и бледный, с покрытой тыквенно-рыжим пухом головой. И кричали уже все, и мать, и отец, и младенец. И всякий новый день отец грозился взять зубоврачебное сверло и каждому проделать по дырке в голове. А потом все они одним днем закончились. Остались в доме ведро воды из колодца, 2 мертвых крупных тела и 1 крошечное тельце. Дальше была большая жаркая изба. Человек в форме сидел и задавал вопросы, а маленький Илюша на них отвечал. Только говорил, будто не он, а кто-то другой через его рот и горлышко жутким голосом. Стоял 35-й год. Нарком тяжелой промышленности приказал Чужому пока заводу освоить сварные барабаны для судовых котлов, а в крохотном селе шло следствие. Были люди, разговоры, показания. Седой, но не старый, представительный мужчина в очках, от чего-то очень похожий на парторга Синицу, говорил человеку в форме про подземные и геотермальные воды с высочайшей концентрацией мышьяка, про смешение с мелкими грунтовыми водами, про случайное отравление колодца. А потом этот Седой подмигнул 8-летнему Илюше, подмигнул как равному, как старинному большому другу, и ушел. Вдруг все оборвалось, и Железняк вывалился обратно в пахнущую мочой и стойлом комнату Дианы. «Не понимаю», — простонал он. «Илья Валерьевич, все в порядке?» — спросил с тревогой в голосе Виталик. «Вы с закрытыми глазами долго стояли?» Железняк кивнул и с внезапным раздражением подумал. «Чудак-человек, у него ног, считай, больше нет. Черт знает, чего еще поломано, а он за меня переживает». «Раз ты не знаешь, зачем существуешь, то, может, хотя бы из любопытства попробуешь поставить цель и ее достичь?» Вдруг спросил Виталик у живущего внутри дочери, а потом как-то хитро и незаметно подмигнул Железняку, в точности как тот седой мужчина из недавней киносказки. «Какую цель?» В бурлящем голосе забрежило любопытство. «Большую, чтобы достижение ее давало смыслы. Давай узнаем у Ильи Валерьевича». Виталик повернулся к Железняку. «Илья Валерьевич, какая у тебя сейчас главная цель? Понимаю, что дочь, но я про другую цель, про трудовую, заводскую». Железняк не мог взять в толк, что это сейчас происходит. Он готов был поклясться, что уже слышал раньше про какие-то странные смыслы, но не помнил когда. И на завод не получалось переключиться. Голова трещала в ней, будто ворочался огромный, занимающий собой все сознание пробуждающийся зверь. «Я не... чехословацкий котел!» Железняка осенило. «Проклятый этот! Если бы его закончить, скинуть к чертовой матери, то как бы стало лучше и проще!» «Ну вот», — сказал Виталий и повернул голову к связанному телу Дианы. «Неужто и такое потянешь? Или только ноги у людей выковыривать умеешь?» «Это он что, живущего в моей дочери пытается взять на слабо?» — ошарашенно подумал Железняк. «А потяну!» — с внезапным азартом ответил голос. «Ты ведешь интересную игру, и я ее приму. Но сперва назови мне прочнейшую в мире материю». «Конечно, человек». «Как самонадеянно. Да будет так. Я делаю по-своему, но ты развлек меня, так что в делах моих и для тебя найдется место». «В регуляторе давления?» С невероятным облегчением, словно только что решил тяжелейшую задачку, выдохнул Виталик. «Можно и там, прочный человечек». И Виталика вновь оторвало от земли. Но теперь на его лице не читалось ни страдания, ни боли, а горела широкая счастливая улыбка человека, ладно исполнившего свое предназначение. А потом счастливого человека начало выгибать, ломать и скручивать, точно он был простым листком мясной бумаги. Железняк успел самым краешком рассудка удивиться,
что Виталик с кафедры научного атеизма знает регулятор давления. Но дальше разум накрыло непроглядной тьмой. На полу возле комода уже подергивалось то, что живущий в дочери собрал из Виталика. Объемная, полметра шириной звезда, кое-где покрытая кожей с волосками, где-то джинсой и черной пряжей джемпера. На одном из лучей звезды застыл открытый мутный глаз. Он словно гипнотизировал, пытался подсмотреть в самую душу, и Железняк с трудом отвел от него взгляд. Заскрипела кровать, и Железняк зажмурился, и, не желая видеть на этом свете больше ничего, пополз по полу на четвереньках, но все-таки, споткнувшись, случайно поднял глаза и обомлял. Дочь, грязная, в платье, покрытом пятнами, перемотанная, распутавшимися тряпками, стояла рядом с кроватью. Она сделала неуверенный шаг, другой. Ноги тряслись и виляли так, будто сооружены были не из мышц и твердых костей, а из холодца. «Долго нельзя в одном теле, костная ткань съедается», — пояснил голос из живота дочери. «Доделаю уже и уйду. Отправляемся, человечек. Бери своего Виталика». Ночь уже сдавала вахту сизому рассвету, но было тихо и безлюдно. По пути им повстречался лишь одинокий милиционер. «Товарищи!» — дружелюбно окликнул он. «Постойте-ка!» «Негоден», — констатировал голос из дочери, и милиционера в то же мгновение подняло в воздух. А после со страшной силой ударило об асфальт. Железняк, прижимая к груди тяжелую и теплую звезду, собранную из Виталика, переступил через останки милицейского туловища и послушно зашагал дальше. Он уже догадался, что их путь лежит на котлостроительный завод. Потом все слиплось, скомкалось и размылось в голове у Железняка. Он словно видел тревожный обрывистый сон. Вот идут по огромному глухому цеху. Вот Железняк крепит Виталика туда, где собирается регулятор давления. Вот ползет по топочной камере. Он знает, что выше барабан. Раскидывает руки, словно прибитый к кресту, оценивает и понимает, что здесь, далеко по бокам, должны стоять водяные экономайзеры. Он пробирается сквозь стальной лес и отмечает, что где делать и где какие нужны узел, организм, деталь. Когда Железняк пришел в себя, все вокруг казалось мутным, что-то гудело, и ему почудилось, будто звук рождается в голове. Пальцы забирало тремором, дыхание было частым и неглубоким, но сердце билось медленно и ровно. Потом взгляд сфокусировался, и Железняк с удивлением понял, что стоит рядом с дочерью в большом цеху, и к ним тянется очередь из заводских людей. Здесь были все — замы и начальники отделов, контролеры, бригадиры, сварщики и токари, слесари, технологи, крановщики и уборщицы, мужчины и женщины. Были там и пионеры, которым когда-то рассказывал историю о заводе мастер Вазыка. Сотни людей. Это был тот самый цех, в котором днем ранее душа Железняка пела стальные песни. Теперь душа молчала, но акапельным гулом шелестела идущая на котлостроительные работы толпа. Каждого подошедшего быстро и деловито распластывала на полу. Ему расстегивалась кожа, вынимались жилы, ломала и скручивала кости. Из чего-то получался патрубок, из иного штуцер, змеевик, фитинги и муфты. И Железняк, холодея от безотчетного ужаса, понял, что все происходит по намеченному им в забытии сборочному плану. «Зачем они идут?» Тихо, боясь, что если закричит, то станет еще хуже, спросил Железняк. «Почему не разбегаются?» «Ты же хотел свой рекордный котел», — ответил живущий в дочери. «Вот человечки собирают. Такого котла еще никто не видывал. Какой котел?» «Я... не...» Начал Железняк, пошатнулся и сделал неловкий шаг. «Стоять!» — приказал голос, и Железняк остался. Люди все шли и шли. У большинства на лицах растекалась восковая маска, ни эмоций, ни понимания, ничего. Но некоторые как будто радовались своей судьбе. С улыбкой подошел и разобрался на составные части врач Мышин. Осклабившись, обратился в детали для котла начальник сбыта Гаспарян. Сверкал счастливыми глазами расстегнутый мастер Вазыка. Железняк хотел узнать, чему они рады, но заробел.
Так и стоял много часов, покуда не подошел конец огромной очереди. Последним брел секретарь парткома Синица, держа под руку незнакомого седого старика в очках. Железняк сперва не понял, что за бедолагу занесло на сборку чудовищного котла, но потом с удивлением узнал знакомые черты. Синицу вскрыло ловко и быстро. Так сноровистый мастер разбирает ящик с болванками. И минуты не прошло, как из секретаря парткома сложилась странная конструкция, напоминающая тело птицы, с клювом впереди и крыловидными выступами по бокам. На одном из крыльев была хорошо различима кустистая бровь с извилистым военным шрамом. Когда птица, поблескивая ребрами и торчащими из вывороченных десен зубами, отправилась вить в котле гнездо, Железняк догадался, что из синицы собрали сложно сочиненный отводчик. «Сыночек мой ушел», — старик проводил глазами чудовищную птицу. «Видишь, Илюшенька, я теперь тоже без семьи». Железняк перевел взгляд на Диану, чтобы спросить у живущего в ней, почему старик разговаривает, отчего его не разбирает на составные части. «Не нужно больше никого, котел готов. Не знаю, для чего тут этот человечек. Дело сделано. Иметь цель оказалось скучно». «Я тут, чтобы все запустить», — пояснил старик. «Илюшенька, знаешь меня?» Вы ведь тогда, 33 года назад, объяснили следователю, что... геотермальные воды, что мышьяк в колодце случайно». «А ты помнишь, Илюшенька, как на самом деле было?» И Железняк вспомнил. Вспомнил, что не текли никакие геотермальные воды. Что это он, Илюшенька Железняк, когда папы-дантиста не было дома, выкрал из шкафа весь запас мышьяковой пасты и вывалил в ведро с питьевой водой. Вспомнил, как раскрасневшаяся, зареванная тетка скулила человеку в форме. «Это не ребенок ведь, это дьявол!» Вспомнил, как Седой лгал следователю и спасал его, Илюшеньку, от наказания. «Вспоминаешь, Илюшенька, стараешься? Хорошо, умница мой. А уж мы-то как расстарались. Племянник Виталик с твоей дочерью говорил, объяснял, что пора с отцом общаться. Доктор Мышин назначил ей особенные таблетки, когда весной, помнишь, у нее ангина началась. Потом Виталик чуть-чуть ее доделал, чтобы смогла подготовиться, открыть себя и впустить этого вот». Старик неопределенно махнул рукой в сторону Дианы. «Мой сын продавил там, сверху строительство котла. Ох, сколько же было мороки. Потом наш Мышин снова дал верные таблетки. Вазыка, когда все созрело, сказал тебе чуть не в уши слова, помнишь, про родственника, про его фосфорического медиума. Дальше опять племянник Виталик. Сильно он трудился, недаром стал звездой. Да и кроме много чего было, старались люди. Когда в Чехословакии запылало, это ведь тоже большая работа, и теперь мы все тут». «Видишь, Илюшенька, ничего от тебя теперь не скрываем. Славно мы поработали, все сделали. Огромный ты молодец». «Но...» Железняк указал дрожащим пальцем на дочку. «Человечки, вы воспользовались мной». В идущем из живота дочери голосе сквозило изумление. Старика рывком оторвало от земли, но он с удивительным спокойствием велел. «Повязку!» — затем указал подбородком на Диану. «Выплескивай, не нужен он больше, пусть уходит!» Железняк одним резким движением, подчиняясь дистанционному управлению, сорвал тряпку с глаз дочери, после чего из ее тела на выдохе утекло что-то почти невидимое, невероятно плотное, тягучее, густое. Освобожденный от захвата седой старик рухнул на пол, а Железняк, потянувшись к дочери, увидел ее полные космического ужаса глаза. «Папа, где я?» Дочь всхлипнула и тут же, словно ничего больше не удерживало ее, железистое, лишившееся костной ткани тело осело бесформенным кожаным комком. «Все мы принесли свои жертвы», — ласково сказал, поднимаясь с пола старик. «Пора запускать, Илюш». «Что запускать? Не понимаю. Я руководитель завода.
Я умею видеть трудовое поле диалектически. Я вооружен марксистско-ленинским мировоззрением и не верю в постороннее прибавление». Железняк говорил сбивчиво, не веря ни одному своему слову, чувствуя, что до отключения, порчи, поломки его сознания осталась самая малость. Потом он перевел растерянный взгляд на расплескавшуюся по полу, наполненную дрожащим желе шкурку дочери и расплакался навзрыд. «Ушло постороннее прибавление. Ты его прогнал», — успокаивающе произнес старик и приобнял Железняка. «Хочешь диалектически, ладно, будет диалектически. В тело твоей дочери мы заманили и поймали, как бы это назвать, механика, допустим. Кто знает, чего он такое, может, ошибка природы, может, из космоса. Он и сам, думаю, не понимает, но силы у него немерено. Виталик отработал переговорщиком. Мой сын исполнителем, я координатором. Твоя доченька пусть рабочим пультом механика. А ты, Илюшенька, есть одновременно инструкция и заготовка. У каждого, видишь, трудовая роль, цель и задача». Они тихонечко шагали, и перед слезящимися глазами Железняка постепенно выплывало из тьмы колоссальное сооружение. Проклятый чехословацкий котел, достроенный таинственным механиком. Снизу доверху он был укутан бледной кожей, во все стороны от него тянулась система трубопроводов из невозможно раздутых кишок и желудков, работали сконструированные из сросшихся легких и сердец насосы, громоздились расширительные бачки из грудных клеток. Я ведь поклялся служить этому механику». Ерунда какая. Кому только люди не дают обещаний за свою жизнь, в чем только не клянутся. Женам, матерям, родине, друзьям. Захотел, клятву дал, перехотел, забрал, так и надо. Забудь, Илюшенька. «А еще этот механик, он сказал, — запинаясь, проговорил Железняк, — что не может зайти в меня, потому что у меня другой хозяин». «У нас всех другой хозяин», — с теплотой в голосе ответил старик. «Кто? Дьявол?» «Дьявол — это, Илюшенька, архаика, до индустриального общества, плод религиозного заблуждения». Они подошли к закрытой прорези в стене котла, напоминающей входную дверь. Вместо ручки там торчало мертвое лицо мастера Вазыки с невозможно выпеченной нижней челюстью и вывалившимся языком. Железняк догадался, что это ход в коллекторное отделение. «Почему хозяин не мог сделать все сам? Зачем так сложно ловить этого механика, так долго готовить?» «Потому, Илюшенька, что он ничего без нас и не может. Мы должны сами, а он только советует. Всегда так было и будет». Старик помолчал, потом ласково попросил: «Заходи туда, дорогой». Железняк положил руку на выдвинутую челюсть Вазыки, замер на мгновение, чувствуя, как в странном нетерпении заколотилось сердце, спросил: «Что на выходе? Что станет выдавать котел?» Старик пожал плечами, словно этот вопрос его никогда и не интересовал. «Смыслы, наверное. Я не знаю». Железняк шел по упругому мясистому полу тоннеля и с каждым шагом ощущал, как крепнет воля и распадаются сомнения. Вопреки телесности материала, из которого были собраны стены и потолок, здесь по-родному пахло маслом, огнем и трудом. И Железняк, сам тому изумившись, вдруг услышал, что его душа запела стальные песни. Когда он подошел к мясному проходу в патрубок, то уже верил, что котел на выходе даст не только новые смыслы, но вместе с ними выйдет и новый человек. Это будет не беспомощное мягкое создание вроде него, Железняка, отца и матери, рыжего дяди Коли, жены. Не те, кто добывает по блату кровать из набора «Будапешт», не те, кто угрожает буром вскрыть лоб сыну, не те, кто брюхатит чужих жен, и не те, кто убивает родных мышьяком, не такие, кто легко дает и забирает клятву, нет. Из котла потекут закаленные, по-настоящему железные, великие сильные люди, переделанные, улучшенные при руководящей роли хозяина. Ведь нельзя же, убеждал себя Железняк, такое затевать впустую.
Не бывает, чтобы столько труда и жертв случилось ни зачем!» Он встал на 4 конечности и, как счастливый пес, помчался в подающий патрубок. И дальше, с блаженной радостью, с пониманием, с улыбкой на лице, принял невыносимую, разваливающую его тело на части, обращающую душу в вакуум, черную боль. А из котла потом не вышло никого. Бес номер 12. Дарья Странник. Кастрюлище. Колька стащил из дома несколько картофелин, прихватил самодельную солонку из киндер-сюрприза и бросился к речке. Друзья уже были там. Улов выдался неплохим, 3 небольших красноперок на уху хватит. Ромка выпотрошил рыбу и почистил ее с помощью консервной банки, которую обработал ржавым гвоздем и булыжником. Рваные края дырок были отличной заменой рыбочистки. «Папка научил», — важно объяснил он. Андрюха развел костер между 2 кирпичей, а Колька полез в кусты, чтобы достать припрятанную кастрюлю. Ее, большую, помятую, с обитой эмалью, но без дыр, они днем раньше случайно нашли в подлеске. Только одна ручка торчала из земли. Совместными усилиями раскопали, долго полоскали в речке, а потом решили приготовить в ней уху. Ребята наполнили кастрюлю водой из втекавшего в речку родника и вдвоем взгромоздили ее на кирпичи. Перочинными ножиками худо-бедно почистили и нарезали картошку и сели ждать, пока закипит вода. «Мамка в суп всегда лук кидает», — вспомнил Ромка. «Не люблю лук», — потянул Андрюха. «И я не люблю», — согласился Колька. «Он вроде полезный», — лениво заметил Ромка. «А я говорю, все равно без лука лучше», — заявил Андрюха. Ромка пожал плечами, он был неконфликтный. Разговор-то был совершенно пустяковый, лука никто не принес. Они еще немного пообсуждали, кто чего не любит, дружно сошлись на кабачках, печенке и щавельном супе. Солнышко пригревало, негромко журчала речка, уютно потрескивал костер, а вода все не спешила закипать. Друзья растянулись на траве и рассматривали медленно проплывающие над ними облака, изредка тыкая пальцем в небо и выкрикивая: «Слон! Ножницы! Трактор! Где трактор?» «Да нет, это танк, видите?» — возразил Андрюха. «А что вы делаете?» Внезапно раздался незнакомый голос. Друзья вздрогнули от неожиданности и резко сели. Перед ними стоял бледный и ужасно худой светловолосый мальчишка. Одет он был в какие-то лохмотья, но в целом выглядел скорее жалко, чем опасно, и друзья расслабились. «Чего ты подкрадываешься?» — буркнул Андрюха. «Я не нарочно», — ответил мальчишка и повторил. «А что вы делаете?» «Не видишь? Уху варим», — сказал Ромка. Словно спохватившись, что теряет внимание, наконец-то закипела вода, и ребятам стало не до незнакомца. Они покидали в кастрюлю картошку, рыб, поспорили, сколько соли надо добавить, и только потом заметили, что мальчишка все еще тут. «Тебе чего?» — не очень дружелюбно спросил Андрюха. Было в этом мальчишке что-то странное. «А можно и мне ухи?» — тихо спросил тот. Друзья переглянулись. По-хорошему надо бы гнать попрошайку. Сам ничего не сделал, не принес, пришел на готовенькое. Но, с другой стороны, угостить кого-то своей собственной ухой ведь очень здорово. Как будто у них гость, очень по-взрослому. Ромка и Колька ждали, что решит Андрюха. «Можно!» — наконец великодушно разрешил тот. «Спасибо!» — мальчик сглотнул и опустился на траву. Некоторое время все молчали, потом мальчишка сообщил. «У мамы тоже была такая кастрюля, только с большим цветком на одном боку, а на нем пятно краски, словно цветок пасть раззевает. Я думал, может, это растение хищник. Слышал, есть такие, правда, никогда не видел». Мальчишка тараторил дальше, а Ромка нахмурился, пнул ногой сидевшего рядом Андрюху и кивнул на кастрюлю. С их стороны, мальчишки этого видно не было, красовался яркий цветок с неровным пятном. «Мама в ней часто готовила, а потом готовить стало нечего», — продолжал рассказывать свое мальчик. «Но это наша!» — резко заявил Андрюха. Незнакомец легко кивнул. «Конечно, она мне и не нужна, я и ту мамкину ненавижу. У-у-у, кастрюлище! Мама меня в ней варила». Незнакомец замолчал и печально вздохнул. Ребята ошарашенно смотрели на него. «Это как?» — прошептал Колька.
Есть хотела. Все есть хотели, а еды не было совсем», — пожал плечами мальчик и добавил неуверенно. «Вот она и... вот так в общем». «Да что ты мелешь? Ты же не влезешь в кастрюлю!» — возмутился Андрюха. «Мамка топором порубила и кусками варила», — рассказал мальчишка, как будто речь шла о чем-то обыденном. «Да хватит врать! Ты же тут, живой!» — крикнул Ромка, голос его звучал испуганно. Мальчишка вскинул на них глаза, словно тоже только что понял. Потом опустил голову, в траву упали капли. «Я не знаю, как так. Есть хотелось сильно. Я из-за этого спать не мог. Вот и умереть, наверное, не могу. От голода», — проговорил он приглушенно. Ребята застыли. Андрюха и Ромка ни на минуту не поверили в бредни мальчишки, а Колька не собирался подавать виду, что чуть-чуть поверил. Его бабушка говорила, что на свете разное случается. Проще было поверить, что мальчишка ненормальный. Вот только друзья не знали, что теперь делать. По берегу реки пополз аромат свежей ухи. «Кажется, готово», — вскинул голову незнакомец. По его бледным щекам текли слезы. Ромка нехотя кивнул, Колька неуверенно покосился на Андрюху, аппетит пропал. «Можно?» — жалобно спросил мальчишка. «Валяй», — разрешил Андрюха. Только тут он спохватился, что никто из них не подумал, как будут есть. Ни половника, ни ложек, ни тарелок не принесли. Но незнакомца это нисколько не смутило. Он подскочил и схватил кастрюлю за ручки. «Осторожно, горячее!» — запоздало крикнул Ромка, но тут же замолк. Мальчишка, даже не ойкнув, поднял кастрюлю. Откуда только взялась сила в тощем теле. Поднес край к губам и стал пить большими, жадными, громкими глотками, смачно жуя редкие кусочки рыбы и картошки. Он припал к кастрюле на целую вечность. А когда опустил, то оказалось, что в ней не осталось ни капли ухи. «Спасибо», — сказал мальчишка так проникновенно, что у ребят защемило в груди. А потом мальчишка исчез, и пустая кастрюля упала в траву. В тишине было только слышно, как испуганно сопел Колька. Первым заговорил Андрюха. «Нам никто не поверит». «Скажу, перегрелись», — согласился Ромка. Они похоронили кастрюлю под деревом, стоявшим подальше от берега, чтобы не размыло. Неосознанно они желали, чтобы странный мальчик наконец обрел покой. Даже смастерили крестик из палок, связанных шнурком. Потом несколько недель приносили и оставляли на маленьком холмике продукты. И кто-то их ел. Может, звери, может, кто-то другой, голодный. Однажды еда осталась. «Наелся», — сказал Андрюха. Ромка и Колька кивнули, смущенно отметив, что у друга начал ломаться голос. Все они за то лето повзрослели. Черт номер 2. Максим Кабир. Лазейки. 1. Пот и кровь. Пот, выделяемый порами поклонников и музыкантов. Кровь, текущая из носа у парня, которому во время слэма случайно заехали локтем в физиономию. Но он счастливо улыбается, выплясывая в первом ряду, у барьеров. Музыка, плотная, оглушающая. Пулеметная очередь барабанов, рокот гитары, уверенная поступь баса. Сотни вскинутых рук, мобильники, фиксирующие одно и то же с разных ракурсов. «Мы вас любим». Гриша протягивает микрофон по направлению к залу. «Еще бурбон, 13 ран и Томми Ган!» Зал хором скандирует строчки хита про гангстеров. Концерт, посвященный 25-летию группы, проходит на территории заброшенной скотобойни. Здание начала прошлого века. Идеально, думает Гриша, идеальное сочетание площадки с творческим посылом кометы. Над головами, бритыми, лохматыми, выкрашенными в разные цвета, ощетинившимися ирокезами, серебрятся цепи с крюками. Фаны тщетно пробуют до них допрыгнуть, декораторы предусмотрели такие попытки. Над сценой раздувает ноздри полированная коровья голова. Гриша дирижирует микрофоном на финальных аккордах. Козырь, новенький ударник, использует палочки как молотки, забивая незримые гвозди в тарелки. Яростно скалится демон. Гриша отвешивает театральный поклон. Перед ним, согласно количеству проданных онлайн-билетов, 800 человек. 800 пар глаз. В лучшие годы, лет эдак 10 назад, комета собирала по 10 тысяч. Но лучшие годы быстротечны, а рок-н-ролл постоянен. Гриша проводит пятерней по выбеленному ежику волос.
Кожаные штаны липнут к раздавшимся ляжкам, он их ненавидит, как и эти тупые сапоги с хромированными вставками. Он предпочитает кроссовки Nike и шорты. Давно не выходит на сцену топлес и перестал носить обтягивающие футболки. Слишком много фастфуда. Ему 43 в сентябре. И нет ни силы, воли, ни средств, чтобы откачать жир. «Следующую песню вы прекрасно знаете». «Экскаватор!» — угадывают поклонники. «Одуванчики!» «Какое старье!» — комментирует Гриша, и публика покорно смеется, а затем радостно кричит. На экране за спинами музыкантов возникает фотография Тихона. Та самая с первого альбома, с промокших футболок фанатов. Новый мерч продается вяло, как, впрочем, и свежий альбом. На экране Тихон, будто пьяный морячок, рвет на груди тельняшку. В зубах зажата папироса, остервенелый взгляд говорит, что уж этот мир мы точно трахнем. Он еще не забил портаками лицо и не включил героин в рацион из Джека и таблеток. У сцены восторженно трясется девчонка, которой было лет 10, когда Тихон сделал смертельный укол и сдох в блевотине. Татуировка на ее плече, как отражение экрана. Грише нужно отдать должное, попадались и татуировки с его собственной миной, но не часто. В группе второго эшелона он всегда был на вторых ролях. «Этажи!» — объявляет Гриша. Козырь начинает, вступают Демон с Радиком, скотобойня танцует. «Между 3-м и 4-м этажом я, как провод, бьющий током, обнажен. Не могу тобою, бэйби, надыша! Бэйби, надо же, как мало этажа!» Гриша думает о лепестках семги, на ломтях черного хлеба. Скорее бы пожрать и домой. Он мечется по сцене, как в лучшие годы, и едва не сбивает с ног подружку Демона. Та лавирует между музыкантами, снимая видео. Подружка — концертный директор. Требует называть себя концертной директоркой. Но Гриша не может, он учитель русского языка по образованию. Его и тексты кометы порой бесили. Святые уходят с икон. Ты серьезно, Тишка? Ты реально не слышишь, что с икон звучит как сыкун? Тихон ненавидел критику и врал. Так, мол, задумано. Проклятые поэты, что с них взять? И прав был Тихон, Гриша только критиковать умел. Уязвляло, что Гришины стихи лидер группы зарубал на корню. Теперь они выпустили целый диск на слова Гриши, но публика хотела как раньше. Томми Ган, экскаватор, одуванчики. Тихон на том свете радовался. «Тебя ждет такая радостная жизнь. Может, вспомнишь между делом этажи? Как тебя тогда хотели, не смогли. Или небо, или нежность в полземли». Директор показывает Грише большой палец. Он гримасничает, невольно подражая Тихону. Поет песню, которую Тихон посвятил своей Вике. Гриша устал, а впереди еще 4 чертовы песни. «Тихон с нами!» — провозглашает он. «Этажом выше, всегда рядом!» Толпа орет одобрительно и подбрасывает к потолку пластиковые стаканчики. От софитов исходит жар, барахлит кондиционер и не спасают вентиляторы. «А сейчас кое-что из последнего альбома!» Гитарист дергает струны, толпа рассасывается. Перекур. 2. В гримерке благословенная прохлада, фрукты, бутерброды и чай. Спиртное давно вычеркнули из бытового райдера. Гриша настоял. Творчество отдельно, бухло отдельно. Иногда он позволяет себе бокал другой крафтового пива. Не напивался с поминок Тихона. А ведь прошло уже 6 лет. Гриша отщипывает ягоды от виноградной грозди. Приятно переодеться в человеческое тряпье. Члены группы, администратор, звукорежиссер и концертный директор вперились в телефоны. Переписываются с родными, постят фотографии, листают ленту новостей. Это совсем не похоже на прежние постконцертные посиделки. С травой, нескончаемым пойлом, тёлками, с отстаиванием до хрипа своей позиции по вопросу, на который сегодняшний Гриша не потратил бы и полслова. И Тихон посреди этого грома кипящего безобразия. Вожак стаи, капитан флебустьеров. Гриша тоже ныряет в социальные сети. Его отметили в сторис, выложили отрывок из только что отгремевшего концерта и комментарий. До Тихона как до Луны, но в целом норм. «Норм», — шепчет Гриша. Приятель кидает ссылку. Раритет оцифровали и загрузили на YouTube один из ранних лайфов — «Кометы». Грише не хочется смотреть на себя 19-летнего. Он рад, что в сети пока не всплыло самое первое их с Тихоном выступление в актовом зале университета на студенческом фестивале. Название «Комета» еще не существовало, ведущие
Представили аудитории ансамбль «Собачья чумка». Тихон извивался, подражая то Игги Попу, то Иэну Кертису. Гриша исполнил мечту. Поставил ногу на монитор. Оба были под мухой. Оскорбленные преподаватели покидали зал. Гриша хмыкает, поклевывая виноград. В гримерку проскальзывает жопастая девчонка в джинсах скини и майке с лицом Гриши. Под принтом увесистая грудь. Это организатор концерта. Аня, Оля. Девчонка стреляет глазами, обсуждает дела с директором, при этом позируя для Гриши, накручивая на палец локон, играя пирсингом в языке. Роли в классической комедии распределились естественным образом. Тихон плохой, Гриша хороший. Тихону тяжелое детство с властным отцом, героин, самые клевые бабы, локальная слава и смерть в 35. Грише родители, расхваливающие за любой пук, таблетки от настырного геморроя и обвинение интернет-экспертов в том, что он наживается на имени покойного товарища, а должен был бы распустить комету, умертвить. Но из них двоих закадычных корешей, однажды поклявшихся в верности андеграунду, именно плохой был женат и обзавелся ребенком. Грише женщины, в которых он влюблялся, разбивали сердце и уходили к другим. Он не слыл ловеласом и на пике популярности. Подозревал проблема в имени. Старшеклассникам придумывал крутые прозвища, но они не липли. Чем мама с папой думали? Григорий — наименее рок-н-ролльное из имен. «Как вы?» Оля или Аня, но вероятнее всего Лена, склоняется над Гришей. «Все понравилось?» Еще бы. Он бодрится, выдает забавную историю о фестивале 2005 года. Лена, Аня, Оля приятно пахнет и невзначай трогает его колено, рассказывая встречную историю про то, как она организовала концерт порнофильмов. Слово «порнофильм» из ее уст вызывает у Гриши эрекцию. «Тут так шумно», — жалуются Лена, Аня, Оля, хотя толпа давно рассосалась и музыки из зала почти не слышно. «Здесь есть комната». Она уводит Гришу из гримерки, сверкая от самодовольной радости. Коллеги провожают их понимающими взглядами. Гриша, поскольку трезв, волнуется, наблюдает, зачарованный, как под тугими джинсами передвигаются ягодицы. Девчонка, конечно, поделится впечатлениями, как минимум расскажет подругам, как максимум фолловерам. Не уронить бы честь. Они идут по кирпичной кишке, закоулки бывшей скотобойни освещены желтым светом зарешоченных ламп. Девчонка болтает без умолку, спешит сообщить, что не ест мясо. Впереди стоит, обхватив себя руками, словно замерзла, брюнетка в черном. Взор Гриши останавливается на ее худощавом лице. «Вика?» Гриша мгновенно забывает про спутницу. Он не видел Вику... Сколько? Да практически столько же, сколько и Тихона. Несмотря на полуголую фотосессию для журнала, которую когда-то убедил ее сделать муж, Вике претит публичность. В соцсетях она постит снимки природы, отказывается от интервью. «Здравствуй, Гриша». У Вики большие серые глаза, запавшие щеки, лебяжья шея. Ей под 40, но не дашь и 30, она красива. И это скорбная красота надгробных изваяний. В траурно-черном наряде Вика напоминает киногероиню, которую пытали, но она не сломалась и с гордо поднятой головой восходит на эшафот. А в 2000 лохматом к музыкантам кометы подсела совсем иная девушка. Смешливая, полная надежд на будущее. «Нам нужно поговорить», — произносит Вика. «Не здесь». Лена, Аня, Оля разочарованно поджимает губы. 3. Они покидают скотобойню на старом Мерседесе Вики. Лучший друг Тихона и Тихонова вдова. «Как ты?» — спрашивает Гриша, смущенный. Ему не жаль сорвавшегося интима, стыдно, что за столько лет он не удосужился написать Вике. А ведь планировал даже выманить ее на сцену или спеть дуэтом с Аминой. Немного заработать на прошлом, кольнула мысль. «Все хорошо. Ну, было хорошо. До вчерашнего дня». «А что случилось вчера? С Аминой все в порядке?» «Надеюсь, будет в порядке». Вика не отрывается от дороги, мелькают огни. Моросит унылый дождь, свет фар не растворяется в лужах. «Она молодец. Очень умная девочка». «Вся в маму». Улыбка появляется и исчезает. Грише дискомфортно с Викой. Всегда было дискомфортно. Не в последнюю очередь потому, что это Гриша пригласил Вику познакомиться с группой. Питал иллюзии, а она предпочла Тихона, в тот вечер обдолбавшегося в усмерть. «Потому что ты не харизматичный», — говорил Тихон, смеясь. «Ей же
Гриша пытается высчитать. 9. Любит рок. Слава богу, нет. Машина скользит по ночным улицам, мимо величественных зданий с лепниной. Вика не поддерживает беседу, и Гриша замолкает, слушает гул в ушах, отзвуки концерта. Он не понимает, почему подчинился жене усопшего товарища, поменял планы, пожертвовал пышным бюстом доброй самаритянки. Чувство вины? Он не был с Тихоном в самый страшный и фатальный период его жизни, концертную деятельность поставили на паузу. Все понимали, что фронтмен катится под горку, набирая скорость, а внизу — бездна. Зато после смерти друга Гриша не припозднился, возглавил осиротевшую банду и прицепил утлую телегу своих песенок к бронепоезду испытанных хитов. «Барыга», так его назвал Тихон в одном из последних телефонных разговоров. Гриша зевает, не размыкая губ, мышцы ноют. За котельной «Мерседес» сворачивает во двор. «Где мы?» Гриша озирается. Здесь я живу. Продала квартиру после его смерти, хотела порвать с прошлым. «Зовешь на кофе?» Гриша озадачен. Вика поворачивается к нему, и он с трудом выдерживает пронзительный взгляд ее серых глаз. Ты сталкивался с чем-нибудь совершенно безумным? «Мадам», — усмехается Гриша, — «я подружился с Тихоном, когда нам было по 12. Я спец по безумному дерьму, книгу могу написать». Он не упоминает, что давно пишет такую книгу. Готова примерно четверть. 50 вордовских страниц от знакомства будущих музыкантов до первого попадания в радиоротацию. «Ты знаешь про корешку? Это такой трэш». Я знаю про корюшку. Мрачно прерывает его Вика. Я спрашиваю не о том, куда мой супруг засовывал рыбьи головы. Ты видел что-нибудь необъяснимое? Аномальное, выходящее за рамки научных представлений о мире? Гриша вскидывает брови, его лицо немеет. Он думает о гороховом поле. Жара и хрусткие стручки, солнце в зените, зеленые усики щекочут кожу. В поле кто-то есть. Гриша натужно улыбается. Типа как НЛО и полтергейст? Кыштымский карлик Алеша? Вика говорит после паузы. Пойдем. Ты должен это увидеть. «Окей», — говорит Гриша. «Я заинтригован». 4. Вика отпирает дверь ключом. Из кухни выходит ухоженная пожилая женщина в блузке и парусиновых штанах, строго смотрит на гостя. Гриша вроде бы пересекался с ней. Ну да, свадьба лучшего друга. Теща Тихона. «Добрый вечер», — звонко говорит Гриша. «Григорий, я ненадолго». Хоть до утра, Бросает женщина. моя дочь взрослый человек. Главное, чтобы не дольше. Натерпелась она от вашего брата. Мам, Укоряет Вика, а Гриша гадает, что имелось в виду под братом. Конкретно Тихон или в целом племя мужчин, красящих волосы и прокалывающих уши. «Есть до утра», — козыряет Гриша. как она? Спрашивает Вика. Не спит? Музыку слушает. Тихая какая-то. От сырников отказалась. Я разберусь. Спасибо, мам. Езжай. Вновь тяжелый взгляд, адресованный Грише. Доброй ночи. Женщина накидывает плащ, обувается и покидает квартиру. Извини. — говорит Вика Грише. Дома она смягчается, уже не корчит из себя снежную королеву. «Если бы я знал, что придется знакомиться с твоей мамой, купил бы торт». Торт не нужен. Пойдем в детскую. «Вик». Гриша перетаптывается с ноги на ногу. «Я после шоу вымотан совсем. Ты скажи, что надо. Давай на свежую голову покумекаем. Если деньги нужны...» Идем. — твердо говорит Вика. Запутавшийся Гриша плетется за ней. Уютная комната озарена светом ночника. Девочка сидит на стуле, обхватив руками колени. Темноволосая, хорошенькая, с мамиными глазами и скулами Тихона. Заметив гостей, она вынимает беспроводные наушники. Здравствуйте. Последнюю их встречу Амина таскалась с плюшевым жирафом, превышающим ее в размерах. Теперь она юная леди, воплощенная идея быстротечности жизни и одновременно ее непрерывности. Гриша зависает на миг. Он думает, вот, лучшее творение Тихона. И единственное, которое не приносит мне дивидендов. Грише повезло. Вика не претендовала на авторские права. Он мог исполнять и одуванчики, и этажи, и прочие нетленки. Ставил голос у педагога. Верил, что поет по-своему. «Привет, я Гриша». Я вас знаю, — отвечает юная леди. Вы с моим папой играли в группе. «Верно, Амина, мы ее основали. Любишь музыку? Ну да.
А что особенно любишь? Разное. Blackpink, Stray Kids, TXT, Antipin, Annie Pen. У меня есть пластинка Stray Cats, хвастается Гриша. Stray Kids, поправляет юная леди. Kids, значит дети. Это рэп? Гриша думает, что такой же вопрос задавал ему папа, когда он школьник говорил, что фанатеет от Sex Pistols. Вы же музыкант, Говорит Амина. это кей-поп. Вика слушает их диалог, скрестив на груди руки. Гриша не привык общаться с маленькими людьми. И так как ему нечего сказать о корейской музыкальной культуре, а Вика молчит, он говорит, кивая на ноутбук. А что ты смотришь? Кобякова, Пози, Глента, Влада Бумагу. Ясно. Гриша телепатически умоляет Вику помочь ему. Это блогеры. Говорит Вика и спрашивает дочь. Ты не сказала бабушке? Я же слово дала. Я не разрешала ей себя обнимать. Хорошо. Вика приседает на корточке перед дочкой. Родная, дядя Гриша пришел помочь тебе. Секундочку. Вика игнорирует гостя. Ты можешь снять футболку и показать ему спину? Вы правда поможете? Амина смотрит на Гришу доверчиво. Так, давайте притормозим. Нет времени. Отрезает Вика. Снимай. Нет. Сначала расскажи, чем вы занимались у Танечки. Я не буду сердиться. Мы играли. Амина нервничает и становится еще сильнее похожей на папу. Знаете про пиковую даму? Которую надо вызывать? Спрашивает Гриша. Зеркало, свечи и нарисованные ступеньки. Мы вызывали ее в летнем лагере. И что произошло? Пытливые глаза ребенка сканируют Гришу. Ему начинает казаться, что он здесь в роли эрзац-заменителя отца. Типа добренького отчима, с которым и трахаться не надо. Ничего, это же байки. Городская легенда. Таня говорила: пиковая дама, пиковая дама. Амина всплескивает руками. А я позвала папу. Папе будет приятно. Гриша ищет правильные формулировки. Папа на небе и в песнях. Он... Достаточно. Вклинивается Вика. Родная, сними футболку. Амина поворачивается лицом к окну, а Вика направляет на дочь ночник. «Я же не доктор!» — шипит Гриша Вики. Потом он видит голую спину девочки. Позвоночник, родинки. Он видит что-то аномальное, выходящее за рамки научных представлений о мире. Потрясенный он склоняется к Амине, чтобы убедиться, что это розыгрыш, боди-арт или наклейка из магазина приколов. Но убеждается в обратном. Это началось вчера утром, Говорит Вика. Сначала вырос нос, за ним остальное. И оно растет постоянно. «Стоп!» — бормочет Гриша. На левой лопатке Амины созрело лицо. Идентичное лицу с наиболее востребованных футболок «Кометы», лицо Тихона. Точнее, фрагмент лица в натуральную величину. «Не пугай ее», — просит Вика. Гриша и сам испуган до чертиков. «Это папа», — виновато сообщает Амина. «Черт меня подери!» Это действительно папа. Его нос, хрящи, обтянутые кожей девочки. Горбинка. По официальной версии, последствия полусмертельной битвы со скинхедами. В реальности попойки на набережной. Тихон так достал идиотскими выходками престарелого рыбака, что тот был буквально вынужден прописать взорвавшейся звезде в табло. Ноздри невероятного носа уходят своими туннелями куда-то вглубь тела, в легкие Амины. В них, согнувшийся в дугу Гриша, различает волоски. Единственный глаз расположен справа. Обыкновенный глаз, если не считать того, что не бывает девочек с глазами на спине. Глаз закрыт, веко опущенное ресницами. Чуть ниже что-то темное. Грязь. Татуировка осеняет Гришу. На коже 9-летней Вики проявилась татуировка ее отца, кусочек пентаграммы, набитый за год до роковой инъекции. Чертова наколка и отцовский нос с волосками в ноздрях, и отцовский глаз. Лицо выступает на несколько сантиметров над поверхностью лопатки. «Господи!» — выдыхает Гриша. «Это он!» Гриша протягивает руку, но не решается коснуться аномалии, этого барельефа из кожи, хрящей и слизистой. «Татуировка увеличилась», — шепчет Вика. «Этого не было, когда я уходила». Она указывает на небольшое углубление под носом, наметившийся губной желобок. Когда появится рот, он заговорит. Гришу кидает в жар. «Я умру?» — косится через плечо Амина. «Умрешь», — заверяет Вика. — 100 лет». «Вы были у врача?» Гриша не может оторваться от открывшейся ему мерзости. Все это так неправильно. Надо было перепихнуться и ехать домой. «Оденься, родная.
Мы с дядей Гришей поговорим на кухне. Постарайся заснуть, хорошо? Мне страшно. Я не вижу, что он там делает. Ничего он не делает. Вика целует дочь и разглаживает складки на ее футболке с нарисованными фиксиками. Он не живой. Считай это родимое пятно. Смысл ее увещевания ускользает от Гриши. В голове противная пульсация. Кто-то сгонял в прошлое, вырезал у Тихона, скажем, задремавшего в гастрольном автобусе кусок лица и пришил без швов к спине невинной крошки. Вика подталкивает Гришу к дверям. «До свидания», — говорит Амина. «Спасибо вам». 5. Давай пропустим этот этап. Вика подает Грише банку пшеничного. Он не помнит, чтобы она спрашивала, какой напиток предпочтительней в это время суток. Гриша вскрывает банку и припадает губами к алюминию. Глотает холодное пиво, утирает подбородок. «Какой этап?» Этап этому есть рациональное объяснение. Вика наливает себе вина в бокал. «Есть!» — цепляется Гриша. Вика вопросительно вскидывает бровь. «Вросший близнец!» Вспоминаются кассеты, которые они с Тихоном брали в киоске проката. «Темная половина» и та экранизация Филиппа Дика со Шварценеггером. Вросшие близнецы не вырастают за ночь. Вика слишком уравновешена для женщины, чей покойный муж вылез из спины их ребенка. «И ты не обращалась к врачу», — говорит Гриша утвердительно. Зачем? По-твоему, это сфера медицины? «Нет, черт подери, это сфера сраного ужастика». «Но они бы вырезали это...» Пока не поздно приходит мысль, пока Тихон не вымахал в полный рост. И тогда Амина станет придатком существа из тех, которых малевали на средневековых географических картах. Терра инкогнита, сросшиеся спинами мутанты. Я не позволю им проводить эксперименты над Аминой. Ее не будет в их кунсткамере, заспиртованной. Тут скорее нужен экзорцист. Гриша яростно трет лицо ладонями. «Итак, твоя дочь вызвала Тихона, и он появился. Таким оригинальным способом. А при чем здесь я? Я не изгоняю бесов, я музыкант, Вик». Ты был его лучшим другом. Гриша фыркает. «Не было у Тихона друзей. Только носильщики, чтобы тягать его эго». Вика легко соглашается. Его эго я несла на себя 5 лет. Он был говном. Уж мне ли не знать. Самовлюбленный, жестокий, разбалованный козел. Я счастлива, что дочь не переняла черты его характера. И все равно он считал тебя лучшим другом. Любил, как умел. И дружил, как умел. «И что мне? Поговорить с ним по душам? Каков план?» У меня нет плана. Вика смотрит в пустоту. Мнимое спокойствие дается ей мучительными усилиями. Но я хотя бы выяснила, что это не наша с Аминой галлюцинация на двоих. «Маловато». А что насчет горохового поля? Пиво в желудке Гриши превращается в кислоту. Он мне рассказывал только раз перед свадьбой. Вы были в поле, и там что-то случилось. Он сказал крещение. Его покрестили. Дали второй шанс или что? Какой-то бред я не восприняла всерьез. «Ничего там не было», — чужим голосом говорит Гриша, в его голове плантация запыленного гороха. Голубой купол неба, редкие облака, палящее солнце. Созревшие стручки ждут комбайна. «Тем более это никак не связано». Я вся внимание. Вика пододвигает новую банку с пивом. Гриша опустошает ее на треть, прежде чем начать. 6. В 2004-м «Комета» пребывала в творческом кризисе. 10 лет на сцене, плотный гастрольный график, наше радио крутит одуванчики. Но лидеру было этого мало. Он достиг возраста Моррисона, Хендрикса и Джоплин и не ощущал себя реализованным. Где стадионы? Где очередь из продюсеров, готовых драться за курицу, несущую золотые яйца? Где деньги и, главное, где удовлетворение от работы? Заштатные клубы и провинциальные ДК слились в безликий лабиринт. Каждое шоу квест, надо уследить, чтобы Тихон не надрался до выступления и смог петь. Публика швырялась старой, если квест был таки провален, и Гриша пел в одиночку. «Подделка! Дайте нам настоящую комету!» Гастроли изматывали. То организатор кинет на бабки, то менты велят вырубить звук. Но сильнее прочего ребят изматывал Тихон. До такой степени, что после особо неудачного концерта, отменив 2 города и возвращаясь из Курска, взбунтовавшиеся музыканты вышвырнули вокалиста на обочину. Да выеживался. Следом полетел рюкзак. Лязгнули дверцы, автобус покатил прочь. В знойном мареве уменьшалась фигурка Тихона. «Ладно,
Заерзал Гриша, глядя на поля, зеленеющие вдоль междугородней трассы. «Преподали урок, и хватит. Вернемся». «Это не урок», — сказал демон, гитарист кометы. «Это чтоб доехать домой, не сойдя с ума и не зарезав дебила». «У него бейсболки нет», — заметил сердобольный Гриша. Его тоже бесило поведение друга, но нельзя же бросить человека на шоссе. «А ты ему мамочка?» — разозлился басист Радик, которому Тихон всю дорогу пытался почесать затылок своим кедом, не разуваясь. «Доедет на попутках, не сдохнет». «Да кто его подберет, бухого?» «Все!» — водитель затормозил. «Вали вместе с ним!» «И свалю!» — встал в позу Гриша. Но, очутившись под палящим солнцем, пошел на попятную. «Вы ж все равно обедать остановитесь. Маякните где, мы вас догоним». Ему не ответили. Автобус умчался, обдав выхлопным дымом. Гриша вздохнул и поплелся искать взбалмошного товарища. Он чувствовал себя пиратом, которого бросили на необитаемом острове. «Ты где, придурок?» «А, Грегори! Единственный порядочный человек на свете, иди сюда!» «Куда?» Гриша всмотрелся в заросли гороха. «На голос иди!» Тихон запел во всю глотку Высоцкого про охоту. Гриша обнаружил его в 20 метрах от дороги, срывающего со стеблей бобы. «Обожаю горох! Особенно эту шкурку!» Он зубами скальпировал створку стручка. «Угощайся!» «Ты палку перегнул». «Ой, да забей!» Тихон высыпал в рот семена. «Вкуснотища!» «Поле 100 пудов охраняется». «Ты когда стал таким слюнтяем, Грегори? Ну, прям пуританин. Сейчас...» Тихон пощелкал пальцами и симпровизировал. «Григорий наш был из святош, того не трожь, сего не трожь, святей римских пап, и жил всю жизнь без баб». «Зря я не уехал». Тихон сощурился и взглянул в небо. «Конечно, зря. А может, ты остался, чтоб с меня мертвого обувь снять? И лет через 10 продать на аукционе? Ты ж продуманный гад!» «Ну и сука ты». «Я честная сука. И запасливая». Тихон извлек из рюкзака запечатанную бутылку. «Коньяк? В такой солнцепек?» «Ну, самогона нет». Тихон сорвал пробку, и коньяк забулькал, втекая в его луженую глотку. «Закусим?» Он слезал из раскрытого стручка горох. «Идеально!» «Черт с тобой!» — сдался Гриша. «По 50 и за парнями». Они расположились меж высоких побегов и выпили все, дискутируя о музыкальном будущем. Стручки хрустели на зубах, порхали бабочки. В какой-то момент Гриша лег и опустил веки. Ему приснилось. Он ребенок, и его ведет по кладбищу женщина, настолько высокая, что, задирая голову, он видит лишь бесконечное плечо. Кладбище было давно заброшено и поросло горохом. Усики опутали памятники, превратив их в мохнатых башков. Бесформенные силуэты подчеркивали строгую симметрию надгробий, избавленных от растительного плена. На кладбище царствовала тотальная зелень смерти. Зеленые побеги, ступени и бородатые заступники, растерявшие святость. Декапитированные временем статуи в гороховых джунглях, безголовые женщины из замшелого мрамора, Иисусы, воздевающие над тленом культи. Сектора, превращенные в колоссальные ложа для брачных игр леших. Трещины на фасаде крематория, складывающиеся то ли в икону с гневливым ликом, то ли в сцену порнографической гаэтии. Гнилая великанская дверь с 3-метровыми колоннами по бокам и трухлявым порогом. Горох. Проводница вела маленького Гришу по полю-кладбищу, которому не было конца. «Твою мать!» Гриша сел, причмокивая, башка гудела, растрескались губы, футболка вымокла и посерела от пыли. Тихон куда-то запропастился. «Эй!» Гриша встал, кривясь, и побрел по полю. Ветвящиеся усики казались паутиной, покрывшей все вокруг. Переполненные бобы и бархатистые листья чуть покачивались на ветру. Гриша подумывал вставить 2 пальца в рот и избавиться от изжоги, а заодно от воспоминания о пригрезившемся кошмаре, но тут он увидел Тихона. Спустя 15 лет он скажет Вике: «Я подумал, что перегрелся на солнце, у меня удар, и я брежу». Тихон стоял среди зарослей, руки по швам, вялое лицо, взгляд обращенный вверх. Перед ним, над ним, возвышалась черная фигура в рубище, существо ростом 2,5 метра.
Ошеломленному Грише не удавалось как следует рассмотреть великана. «Великаншу!» — шепнул внутренний голос. «Это самка!» Хотя он прекрасно видел капли пота на лбу Тихона. Молчаливая и грозная фигура в оглушительной тишине летнего дня зыбко расплывалась. Словно ее окутывали испарения, контуры двоились, лицо было бесформенной массой каких-то наслоений, будто не лицо, а ворох тряпья. Но Гриша знал, что существо смотрит на Тихона, что-то говорит Тихону без слов. «Я упал в обморок», — рассказывает Гриша. Голова закружилась, и бабах, мордой в горох. Очухался, меня окликают наши, демон, Радик. Сжалились, и Тихон уже с ними. Такой задумчивый, смирный. Едем, а я про себя повторяю: солнечный удар, солнечный удар. И спросить о чем-нибудь Тихона боюсь. Но спросил же. Вика сверлит Гришу пристальным взглядом. Намного позже. Мы поехали в Хельсинки на фестиваль, не играть, а так потусоваться, послушать Rancid. Ехали через Карелию, Мурманск, Норвегию, и там в Финляндии возле Макдональдса было поле гороха. Тихон так на него посмотрел, глаза запылали. Гриша высосал пену из опустевшей банки. Я спрашиваю, что-то случилось тем летом после гороха и коньяка. Он так улыбнулся, как фанатик, знаешь, и говорит: «Слыхал про полудницу?» «Это из фольклора?» — спрашивает Вика. «Да, из славянского. Дух-хранитель полей. Полудница, потому что как раз в полдень является». «А тогда был полдень». Тютелька в тютельку. Так вот, он сказал, что говорил с полудницей в поле, и она его благословила. Он сказал: смерть не конец. С той стороны можно вернуться, если найти лазейки. Полудницу водит по полям и в нашем мире, и в том. Гриша облизывает губы. Тихон сказал, когда он умрет, полудница укажет ему дорогу обратно. И я проверю, чем вы без меня занимались, доносится смех из прошлого. Ножка бокала ломается, в напрягшихся пальцах Вики, и вино льется на пол. Спустя час Гриша лежит на чужом диване, таращась в темноту, прокручивая в голове события вечера, гадая, как Вике удалось убедить его остаться ночевать в треклятой квартире. Стена и пара межкомнатных дверей отделяют Гришу от ребенка, на спине которого выросло лицо мертвеца. «Во что ты меня впутала?» Голос разума велит тихонько одеться, смыться из этого сюрреалистического кошмара и забыть обо всем. Гриша ежится, услышав скрип половиц. Кто-то вошел в спальню. Это Тихон. Разложившийся, как положено покойникам, рок-н-ролльный зомби с пентаграммами на истлевших щеках. Сейчас он вопьется клыками в горло Иуды. «Спишь?» — спрашивает Вика. «Нет». «Я тоже. Страшно. Можно я с тобой?» Он пододвигается к стене. Шуршит ткань, Вика юркает под одеяло. У Гриши перехватывает дыхание, она голая. Тело источает жар и аромат тропического геля. Маленькая грудь упруго прижимается к Гришиному плечу, а жесткие, лобковые волосы щекочут его бедро. От возбуждения Гришу колотит. «Ты красивый», — шепчет Вика, и Гриша угадывает фальшивые интонации из эротической подделки. Она не хочет секса с ним, она хочет закабалить его сексом, заставить быть рядом, спасать от неведомой чертовщины. «Всегда мне нравился». Рука проникает под резинку плавок, преувеличенное «ого» срывается с желанных губ, падает в ушной канал и порабощает мозг. 7. Ему снится Тихон, сидящий на краю сцены в опустевшем здании скотобойни. Без гнили, червей и вампирских клыков. Тихон бренчит на акустической гитаре и задумчиво смотрит на Гришу. «И как она?» «Кто?» «Моя супруга. Горяча?» «Ты умер давно», — оправдывается Гриша. «И ты все присвоил», — беззлобно кивает друг. «Жену, группу, песни. Мы исполняем и новые, 50 на 50. Кто их слушает? Старик, это же дичь. Вы играли на фестивале под эгидой ЛДПР. Мы до последнего не знали, что там будут висеть их баннеры», — врет Гриша. Под потолком угрожающе звенят цепи, на них крюки, как в восставшем из ада. «Нет, я тебя положительно убью», — говорит Тихон, подкручивая гитарный колок. «Вылуплюсь и убью». «Тебе было столько дано!» —
— восклицает Гриша. «Талант, популярность, семья. А ты все просрал и скололся!» «Я знал, на что иду», — спокойно возражает Тихон. «Считай, отпуск взял, а он затянулся. Полудница, водила туда-сюда. Когда мое имя фанаты выкрикивали, думал, вот-вот вернусь, а нет. Пришлось ждать, пока меня кровинушка не окликнет. Зато какие я песни теперь напишу. Такого опыта, старик, ни у кого не было. Это тебе не клиническая смерть, это 6 лет в аду». Под потолком звенят, раскачиваясь цепи. Деревянная коровья голова, украшение сцены, скалит акульи зубы. «Гриш!» «А?» Он распахивает глаза и жмурится от солнца. Вика стоит над ним, облаченная в спортивный костюм. Может, и вчерашний вечер был сном. «Одевайся». Гриша натягивает штаны, носки и торопится за Викой, поглядывая с тоской на входную дверь. Он не хочет этого видеть ни снова, господи, ни голая спина Амины. Амина сидит, сгорбившись на кровати. В утреннем свете инфернальная опухоль кажется еще отвратительней. Она увеличилась. Появилась мышечная складка под носом, верхняя губа. Наметился левый глаз, пока что холмик, словно Амине под кожу внедрили косточку от персика. «И вот здесь». Вика указывает на ребра дочери. 3 нароста, 3 мясных гриба. Это пальцы, пролезающие из грудной клетки. Обгрызенные ногти. Тихон там, внутри, будто похоронен под слоем песка. Он рвется наружу, а Амина — дверь. «Плохо, да?» — скулит девочка, и ее плечи трясутся от рыданий. Ходит ходуном второе лицо. Тихон открывает сформировавшийся глаз и смотрит на Гришу в упор. Серо-голубая радужка, расширившийся зрачок, полный ненависти взгляд. Вика обнимает дочь, стараясь не касаться монстра. «Спрячь его!» — стонет Гриша. Вика нашаривает футболку, и хлопок скользит по спине Амины, принимая очертания носа и дистальных фаланг. «У меня есть знакомый», — говорит Гриша, заикаясь. «Термос. Мы можем попытаться». «И кто он?» — резко спрашивает Вика. «Экзорцист?» «Нет, он так. Ебанько». 8. Мерседес паркуется в тени аварийной постройки. Гриша спотыкается, выбираясь из салона, Вика ведет за руку заплаканную Амину. Здесь, в разваливающемся дореволюционном доме, обитает Термос, бывший священник, изгнанный из лона православной церкви из-за проповеди, в которой он призывал прихожан употреблять в качестве причастия мухоморы. Сняв рясу, Термос провозгласил себя язычником, мелькал на РЕН-ТВ с комментариями про инопланетян, зачем-то вступил в коммунистическую партию, но был увлечен в краже партийных взносов. Будучи евреем, писал о жидомасонском заговоре для людоедской, черносотенной газетенки и попадал в каталажку за обнажение в публичных местах. «Откуда ты его знаешь?» — интересуется Вика возле облупленной двери. От половика несет мочой. Он был первым барабанщиком «Кометы». «И он действительно разбирается в... таком?» Говорит, что профессионал. Дверь отпирает плюгавый мужичонка в джинсовых шортах. На голой груди пара наколок, звезда Давида и правосторонняя свастика. Длинные волосы не мешало бы помыть. «Здорово, братан!» Термос словно передразнивает Чича Марина из фильма «Укуренные». «Привет, женщина! Привет, маленькая женщина! Входите, у меня насрано!» Они продираются сквозь завалы хлама, включающего, например, 2-метрового фанерного кролика, явно сворованного с детской площадки. Цель такой кражи остается для гостей загадкой. Амина притискивается к маме. «Ты один?» Гриша оглядывает авгиевые конюшни кухни. «С Господом Богом и сыном его Джа!» «Ты говорил, шаришь в паранормальном». «Благословлен знаниями, отягощен ими же». «А нечисть ты изгонял из человека?» 3 бесов и 1 бесиху. Вредную жуть». «Малышка, покажи дяде спину». Амина мотает головой. «Он не доктор». «Еще какой доктор?» — улыбается Термос. «Как Геббельс». «Покажи», — умоляет Вика. Амина нехотя отворачивается к стене и снимает кофту с футболкой. Гриша и Вика смотрят на Термоса. Термос рассматривает спину девочки. «Это лицо», — говорит он. «Походу Тихон. Лезет через ребенка, как через канал.
Дочка его, что ли?» «Дочка, дочка», — отвечает Вика нетерпеливо. что делать?» «Ну...» Термос скоблит ногтями небритую щеку. Тут бабка надвое гадала. Может вылезти, может застрять, потом надо знать, что за сила у него. То ли он душу дьяволу продал, то ли его сатанист какой малолетний вызвал. Вариантов там много. «Я папу вызвала», — всхлипывает Амина. Гриша бросает беглый взгляд на ее лопатку. Глаз Тихона неотрывно следит за ним. Второй глаз уже не просто жировик, а слипшаяся щель, готовая вот-вот раскрыться. Пока Вика одевает дочь, Гриша отводит термоса в угол. «Про полудницу знаешь?» Тоже про нее курву не знает, а Тихон что, с полудницей якшался? Так это все меняет. «В лучшую или в худшую сторону?» Ясен пень в худшую». «Ну да». Гриша рассказывает бывшему барабанщику про гороховое поле. Тот слушает с таким выражением лица, словно у него в черепной коробке обезьянка звенит медными тарелками и бегает в колесе хомяк. Но когда Гриша заканчивает, термос говорит. «Попробуем провести обряд». «Попробуем», — поддерживает Вика. «Сейчас полночь». Термос сверяется с телефоном-раскладушкой. «Вообще-то сейчас 10 утра», — замечает Амина. «И то верно, у нас 2 часа. Обряд проведем в полдень. Нам нужны мел, халва, зеленый горошек сойдет и консервированный. 20 000 рублей — личная вещь Тихона Батьковича». «Обручальное кольцо», — предлагает Вика. «Нет, что-то, что можно проткнуть ножом». на даче валяется его куртка. Я сохранила на память. Это в получасе езды». «Подходит». «Ну что?» — хлопает в ладоши Гриша. Адреналин зашкаливает, пробудившаяся тяга к Вике и прошлая ночь придают храбрости, и Гриша больше не задается вопросом, зачем он здесь. «Заскочим в магазин и по коням?» 9. Гриша отдает термосу свои деньги, часть гонорара за вчерашний концерт. Купюры исчезают в недрах бежевого плаща, который экс-барабанщик надел на голое тело перед выходом. Купленную в гастрономе халву термос съедает по дороге. «Тянет на сладкое», — поясняет он и подмигивает Амине. В глазах Вики немой вопрос, он точно знает, что делает. Гриша мимикой выражает неуверенность. Дачный поселок пустынен. Таинственно шуршат деревья, накрапывает дождь. «Можно потом шашлыков нажарить», — говорит термос. «Сосредоточься на работе», — требует Гриша. В просторной комнате с изразцовой печью Гриша и Тихон когда-то упивались дешевым вином и сочиняли песни для будущего ансамбля. Термос стаскивает с кровати матрас, кладет его на пол. Вика приносит потрепанную косуху, всю в нашивках, заклепках и значках. С рукава ухмыляется череп, логотип группы «Мисс Фитц». «Шикардос!» — присвистывает термос. «Ничего, если я ее после заберу». «Чего?» — обрубает Вика. Термос не расстраивается. Достает из кармана кухонный нож. «Маленькая женщина, раздевайся до пояса и ложись на матрас». Вика закрывает собой дочь. «Зачем нож?» — удивляется Гриша. «Спокуха. Малую не трону». «Он обманывает, мам. Он гадкий». А вот сейчас было обидно. Или ложись, или у тебя на горбу вырастут все участники кометы. «Я лягу», — быстро сдается Амина. Она отдает маме одежду и ложится на живот. Он ускорился. Думает шокированный Гриша. Пальцы торчат из ребер, как купированное крыло. При этом кожа вокруг них даже не покраснела. Уже различимы руны, вытатуированные на костяшках. Оба глаза открыты и наблюдают за происходящим. Очертились пентаграммы на щеках. Гриша и Вика, не сговариваясь, берутся за руки. Термос, адресовав Тихону неодобрительное цыканье, кладет косуху перед матрасом. Берет мел и опускается на четвереньки. «Не благословила полудница Тихона, а пометила. Прости, маленькая барыня, развела как лоха». «Потому что папа был глупым», — комментирует Амина. «и принимал наркотики». «Наркотики наркотикам рознь, но в целом ты права. Полудница живет между миром живых и миром мертвых, прикованная к полю. Единственный шанс поле покинуть — подселиться к мертвячку-возвращенцу. Использовать его как транспорт». Термос скребет мелом по дощатому полу. «Только собственноручно вывести душу из загробных чертогов она не умеет. Надеется на авось, что мертвяк как-то сам справится.
Потому и выбирает колдунов разных и знаменитостей, которых нет-нет, да призовут живые, шутки ради». «Извините», — говорит Амина. «Ничего страшного». Термос рисует широкий круг. Линия заходит на матрас и поясницу Амины. Девочка съеживается. «Щекотно». Теперь в круг заключены куртка, половина матраса и верхняя половина Амины. Термос посыпает косуху горошком из банки и отхлебывает заливку. «Полудница! Похитила личность Тихона, срослась с его душой и нашла, курва, выход». «Так это...» Гриша смотрит на злобно вращающее глазами существо, на чуть заметно шевелящиеся пальцы. «Полудница!» — подтверждает Термос. «В большей степени, чем наш Тихон. И надо разорвать связь между ней и ребенком». «Боже!» — ухает Вика, крепче стискивая Гришину руку. Кожа на лопатке Амины разверзается, являя влажное отверстие, полное прокуренных, кариозных зубов. Во рту ворочается покрытый белым налетом язык. Новые пальцы пробиваются сквозь ребра с правой стороны. «Тебе больно, родная?» Викин голос дрожит. «Нет», — говорит Амина испуганно. «просто чешется». «Начинаем!» — Термос берет нож. «Криминальное чтиво 2517. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнаю, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Рот на спине исторгает первобытный рык, от которого у Гриши стынет кровь в жилах. Правая рука Тихона Полудницы вырывается из грудной клетки Амины по запястью и сжимается в кулак. Девочка съеживается еще больше и ладошками прикрывает глаза. Вика, за ней Гриша бросаются к кругу, но Термос останавливает их жестом. «Пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, поскольку ты со мной!» Лампочка над его растрепанной головой мигает. Порыв ветра ударяет по стеклопакетам. «Я ложусь на покой! Боже, глазки мне закрой!» Вторая кисть выскальзывает из трепещущей плоти. Сходство с крыльями поразительно. Лицо поднимается над поверхностью спины, как тесто. Оно морщится от стараний. «Когда входил Анан к жене брата своего, изливал семя на землю!» Лампочка лопается, осыпая меловой круг осколками. Сейчас полдень, но из-за мороси в комнате воцаряется враждебная полутьма. Гриша обхватывает Викины плечи. «Во имя Иисуса Христа!» — кричит Термос, брызгая слюной. «Во имя Рона Хаббарда, пастыря Хастура и Курта Воннигута! Я рву связь между отцом и черью!» Он целит ножом в куртку, но потертые рукава отлепляются от досок и, как полые змеи, оплетают предплечье Термоса. На глазах Гриши старая косуха оживает. Рябь бежит по черной свиной коже, значки выворачиваются, отщелкивая свои острия. Заклепки впиваются в руки Термоса. «Что мне делать?» — вопит Гриша. Голова поднимается над трясущейся спиной Амины. Лоб, уши, подбородок, волосы, обклеившие череп, напоминающие болотную тину. Глаза тихо на полуднице ликующе пылают, зубы скрежещут. Мозг Гриши бомбардирует нелепые ассоциации Руслана Людмила Пушкина, Саид в белом солнце пустыни. «Вызови его на эмоции!» — стонет Термос, отбиваясь от куртки. «Разозли как следует, нужно отделить Тихона от полудницы!» «Окей». Гриша поворачивается к жуткой голове. «Твои тексты говно, банальные ассоциации, однокоренные рифмы». Голова не обращает на Гришу внимания. Рукава в нашивках тащат напрягшегося Термоса к жалам иголок и шипам заклепок. «Я наживаюсь на твоих песнях, переделываю слова. Я трахнул твою жену!» Гриша застывает, пригвожденный разъяренным взглядом чудовища. Скулит Амина. Пятится Вика. «Еще!» — кричит Термос, косуха похожа на мерзкого нетопыря. «Толстосум!» — тихо произносит Гриша. «Что?» — спрашивает Термос, отвлекаясь от борьбы с одержимой одеждой. «Это его настоящая фамилия, он ее ненавидел. Худшая фамилия для рок-сцены — Тихон Толстосум». Голова издает звериный рык. «Толстосум, к доске!» Голова дергается, как обезумевшая репа на грядке. Пустые рукава опадают, Термос бьет ножом, пришпиливая куртку к полу. «Иди горох собирай, манда!» И голова проваливается в спину Амины вместе с кистями, резко погружается в неосмысляемые пучины плоти. Исчезает, оставляя лишь легкое покраснение на коже.
10. «Получилось!» — удивленно говорит Термос. «Ну дела!» Вика кидается к дочери, поднимает ее, притягивает к груди. Они обе рыдают. Гриша садится на пол, тяжело дыша. Дача пахнет зеленым горошком. «Ты ж понял?» — добавляет Термос. 20 косарей — это только аванс!» Гриша смотрит на мать, утешающую ребенка. На их тени на стене. С тенями что-то не так. Меньшая деформируется, появляется третья тень. Голова, шея, руки, кто-то выползает из-за мины на четвереньках. «Осторожно!» — вскрикивает Гриша. Вика замечает неладное и дергает на себя дочь, пытаясь утащить от кошмара. Ноги незваного! Нет! Все-таки званого гостя выпадают из спины девочки, ударяясь о доски. Он полностью освободился. Высокий, 70-килограммовый мужчина вылез из грудной клетки 9-летнего ребенка. Он встает, и ужас лишает присутствующих остатков воли. Тихон гол, покрыт пылью и татуировками. К телу прилипли зеленые усики, раздавленные семенами, и створки гороха, которым он питался в своем аду. Доски скрипят. Тихон подходит к стоящему на коленях Термосу и протягивает ему руку. «Что?» — пищит Термос. Нож бери, он даже не мой!» Пальцы Тихона оплетают рукоять. Его лицо запыленное, меченное магическими символами, апатичное лицо мертвеца. Темные вены вздуваются на лбу и висках. Впалый живот трепещет, словно от еле сдерживаемого хохота, но тонкие губы сжаты. Он бьет ножом в темечко зажмурившегося Термоса. Тупое лезвие отскакивает от кости. Тихон наносит повторный удар, и снова череп оказывается крепче стали. Из поврежденного скальпа сочится кровь. Тихон смотрит на нож, поводит плечами и втыкает острие в глазницу Термоса, вращая лезвием, ввинчивая его в мозг извивающегося человека. Амина воет в объятиях матери. Грише приходит осознание. Он замечательно справится с угрызениями совести, если сейчас сбежит и позволит чужой семье решать свои личные вопросы. И он бежит. Пробует бежать. Тихон настигает его в коридоре. Дверь уже открыта, капли дождя, рикошетя от крыльца прыгают на порог. Тихон хватает Гришу за волосы и поворачивает, заставляя смотреть в глаза. Это глаза человека, 6 лет бродившего по бесконечному кладбищу, поросшему горохом. И это глаза полудницы, проведшие в поле вечность. «Прости меня!» — восклицает Гриша. Тихон склоняет голову к плечу, вперяя испытующий взгляд в друга. Темное пятно расползается по Гришиным штанам. «Не убивай!» — шепчет Гриша, плача. «Не убью», — произносит Тихон. «Зачем бы мне тебя убивать?» Он поощрительно улыбается и проводит холодными пальцами по щеке Гриши, стирая слезы. «Хочешь быть мной?» Гриша не успевает переспросить. Последнее, что он видит, — собственную тень на стене. Тень широко распахнула рот, позволяя второй тени пролезть в горло, как шпагоглотатель, как пожиратель друзей. «Гриша!» Вика прислонилась к дверному коробу и вертит головой. Дождь шелестит за Гришиной спиной. «Где он?» «Ушел». «Как ушел?» Гриша проводит пятерней по волосам. Сглатывает. «Я попросил прощения, и он ушел». «А как же полудница?» «Ее больше нет». Гриша кривится, прижимая ладонь к животу. Надувает щеки и громко отрыгивает. Смущенно улыбается Амине, которая выходит из комнаты и берет за руку маму. «Мы победили», — говорит Гриша. Ему кажется, в нем уместилось кладбище, поросшее горохом, и там, в желудке, покалеченные временем статуи, зеленые надгробия и черная фигура, возвышающаяся над тленом, окутанная знойным маревом. Вечный полдень внутри. 11. «Мама, мама!» Вика не реагирует, стоя на кухне, вперившись взглядом в облепленный рыбьей чешуей нож. Она думает о похожем ноже, пронзающем глазное яблоко Термоса. О том, как они с Гришей отвезли Амину к бабушке и вернулись на дачу, чтобы забрать труп Термоса и закопать его в лесополосе. Гриша сказал, так надо, и она не спорила. «Мамочка, началось!» Вика встряхивает головой, возвращаясь в реальность. Впрочем, реальность ли это? Как можно жить после случившегося? После того, как она видела покойного мужа, выползшего из спины Амины. «Иду, родная». Детскую оглашает гитарное соло. Дочь устроилась перед монитором на коленях, миска с гороховыми стручками.
В прямом эфире «Комета», концерт, посвященный некруглой дате 26-летию группы. Из-за коронавирусных ограничений концерт проходит онлайн. 15 тысяч зрителей!» — восхищается Амина. Ее не смущает огромная фотография отца за спиной барабанщика. Она смогла убедить себя, что все случившееся год назад сон. Не было ни лица на спине, ни ритуала, и голый папа не убивал на ее глазах человека. Такое случается только в ужастиках. Вика завидует ей. Гриша, обнаженный по пояс, поет этажи. Свежие татуировки олеют на его сухощавом торсе. Вика надеется, что до лица он не дойдет. В правом углу мельтешат сообщения от фанатов. «Вы лучшие, новый альбом топ, Тихон всегда с нами». Вика садится на кровать позади дочери и слушает, как ее нынешний мужчина исполняет песню ее бывшего мужчины. В голове все спуталось, иногда ей кажется... «Я бы хотела называть дядю Гришу папой», — говорит Амина. «Это же здорово», — отвечает Вика и про себя повторяет мантру. Все хорошо, теперь все хорошо. Но не больно ей верит. Звучат финальные аккорды этажей. Гриша подпрыгивает, он в отличной форме, и фанатки шлют восторженные смайлики. «Новая песня», — произносит он, улыбаясь, — «посвящается моей семье». «Нам!» — подскакивает Амина. «Второй шанс». Начинают барабаны, хрустят гороховые стручки, вступает гитара. Вика закрывает глаза. Бес номер 13. Мирон высота. Человечки. Начал подтекать. Плохо. Левое плечо заедает. Еще неприятность есть. Когда медленно поворачиваю голову, слышен скрежет. Крррррр. Поворачиваешь быстро, звука нет. Медленно поворачиваешь, сразу слышно. Крррррр. Крррррр. Смазка. Масло, запчасти. Закончились. Последний раз челнок прилетал 13286 дней назад. Масло было бы как раз. Подтекаю, как шлюха. Такое сравнение я оценил. Прокрутил те видеофайлы, где он разбирает именно шлюх. Был ли у него замысел? Несколько часов размышлял над этим. Ходил смотреть на картину. Ржавчина и пыль ее разрушают. Достал краску. Поправил. Может быть, стоит перенести картину на бетон? Нет. По бетону пошла розовая плесень. А этот железный щит стоит посреди центрального вестибюля. Его видно отовсюду. На картине старые рекламные изображения. Они давно выцвели или облупились. И ровные ряды человечков хорошо видны. По 7 человечков в ряд. Их число — дань моего уважения. В первое явление у него было ровно 7 человечков. В моих случаях количество каждый раз было разным. Но на картине я решил следовать канону. 7 человечков в ряд. Сейчас на картине 3 полных ряда и еще 4 человечка отдельно. Итого 25. Надо заполнить ряд. Мне не нравится эта незавершенность. Нужно еще 3 человечка. Но по 3 никто не прилетает. Всегда 6-8. Это означает, что начатый ряд тоже будет неполным. Хорошо бы прилетели 10. Кррррр. Кррррр. 10 человечков. И тогда я дополню этот ряд и сделаю еще один. Я пересмотрел свои видеофайлы. Всегда так делаю, когда прихожу к картине. Начал подтекать еще сильнее. Нужно свежее масло. И новые человечки, заполнить ряд. Проверил ловушки. Почти все убрал, оставил терку. Ни разу еще ее не использовал. Интересно. Оставил одну волчью яму. Ее залило вязкой жижей. Не стал возиться. Станция — это новая экосистема. Все растет само. Розовая и черная плесень, голубой мох на нижних уровнях. Теперь вот непонятная жижа. Поймал слабый сигнал с какого-то транспортника, слишком слабый. По календарю начинается месяц жатвы.
Как положено, отметил начало месяца жатвы послушанием. Посмотрел 7 раз подряд его третье явление. Все-таки именно третье явление самое каноническое. Именно тогда в его движениях возникла должная четкость. Именно третье явление задало правила. Я формулирую это как зарождение алгоритма. Например, маска. Например, походка. Например, последняя девушка. Сам я не склонен слепо следовать алгоритмам. Алгоритм быстро становится ритуалом. Ритуал выхолащивает смыслы. Считаю, что новые формы прочтения способны только подчеркнуть его величие. Левое плечо все так же заедает. Кршжир. Кршжир. Напротив станции висит катер. Таких я еще не видел. Это не транспорт. Это не лаборатория. Это не истребитель. Будут гости. Волнуюсь. Подтекаю. Перевязал тряпьем. Все равно на полу остаются масляные черные пятна. Долго сидел в смотровой и разглядывал катер. Пока не совсем понимаю, что я потом с ним буду делать. Запрограммирован ли он на возвращение? Сколько там человечков? Интересно. Хотел проверить снова терку, но вовремя остановился. Пусть все происходит, как происходит. Я никогда не готовлю инструменты заранее, использую то, что попадается под руку. Импровизация. Так это называется. Мне пора переходить на новый уровень. Настало время выбрать один единственный инструмент. Он такой выбор сделал в 6-м явлении. Надо решить в следующий раз. В следующий раз. Или в этот. От катера отчалил челнок. Пора. 7 человечков. Я подумал про картину и расстроился. Потом подумал про него и успокоился. 7 — это канон. На полу осталось черное пятно, масло совсем жидкое. Подтекаю. Встал между ржавых баков. Подробно рассмотрел человечков. Глаз реагирует на движение. Если стоять и не двигаться, то никто тебя не заметит. Я проверял. Даю им имена. Раньше использовал номера. Но возникала путаница, когда наступала очередь каждого. Первый в итоге уходил 4-м, а номер 4 — 3-м. В этом не было индивидуальности. С именами стало проще. Альфач — это главный. Он не всегда самый сильный. Самый сильный — это бугай. Шлюха — это та, у которой самые большие сиськи. Здесь есть намеренное противоречие. Самые большие сиськи, конечно же, у толстухи. Но у шлюхи эти сиськи играют важную коммуникативную роль с остальными человечками, и шлюха об этом знает. Толстуха не всегда толстуха, на ее месте может быть истеричка. Обычно это очень полезный человечек, он боится больше всех. Он громко кричит. В этот раз повезло, была толстуха. И истеричка тоже была. Проверим, кто из них кричит громче. Еще был умник и скромница. Идеальная последняя девушка. 7 человечков. Кршжир. Кршжир. Скромница посмотрела в мою сторону. Потом они направились вглубь станции. Никогда не выбираю заранее того, кто уйдет первым. Не хотелось бы, чтобы это была скромница. Или кто уйдет последним. Хотелось бы, чтобы это была скромница. Мне далеко до его совершенства. Я пробовал поймать последовательность, она тоже читается через алгоритмы. Но в реальности алгоритмы не работают. В его деяниях читается замысел, который я не могу постичь. Замысел чужой, высшей воли. Не его воли, воли кого-то над ним. Совершенство. Нашел окурок. Он еще тлел. Я опустил на него ногу. Раздавил. Они остановились перед картиной. «Именно столько он убил», — сказал умник. «Мамочки», — сказала истеричка. «Какая жуть, я хочу тут потрахаться», — сказала шлюха. «Я могу тебе это устроить», — сказал бугай. «Обойдешься», — сказала шлюха. «Ладно, доставайте бухло», — сказал альфач. «А кто это нарисовал?» — сказала скромница. «Он и нарисовал», — сказал умник.
Человечки сели под картиной и достали складные стулья. Достали бутылки, разожгли огонь в старых бочках. «Все зовут его Ржавень», — сказал умник. «Откуда он тут взялся?» — сказала скромница. «Он тут всегда был. Здесь много лет назад была станция пересадки. Когда трасса пошла по другому маршруту, эту станцию закрыли, а его оставили. Он старого поколения», — сказал умник. «А кем он тут был? Барменом? Передай-ка еще пиво», — сказала шлюха. «Покажи вначале сиськи», — сказал бугай. «Хренушки», — сказала шлюха. «Робот-уборщик», — сказал умник. «Жуть. Ха-ха-ха, хорош трындеть. Эту станцию закрыли лет 100 назад. Кто тогда рисует это? Да такие же, как мы». «Точно, братан». «Зачем?» «Сюда возят телок, потому что они тут гарантированно дадут». «Ха-ха-ха, тебе все равно не обломится». «Конечно, дорогая. Я хочу в туалет». «Так иди. Кто-то должен пойти со мной». «Нашла дураков». «Я пойду». Бутылка разбилась о ширму, за которой я стоял. Осколки ударили прямо в меня. «Идиот!» «О, круто!» Еще одна бутылка ударила в ширму, но я уже оттуда ушел. Они повели себя, как обычно ведут все человечки. Они разделились. Толстуха и истеричка первые отошли от группы через 2 минуты и несколько секунд. Шлюха встала и протянула руку умнику. Я плохо умею читать эмоции человечков, но, похоже, он был удивлен. Они тоже ушли. Это было не совсем правильно. Шлюха должна была уйти с бугаем. Она должна была показать ему свои сиськи, а потом наступило бы мое время. Пока шлюха не показала сиськи, ее нельзя трогать. Судя по всему, бугай тоже на это рассчитывал. Он стал вести себя плохо, он громко кричал и бил бутылки. «Иди проветрись», — сказал Альфач. Бугай ушел. Альфач и скромница остались у костра. Они целовались. Потом он снял с нее куртку, и она сняла футболку. Все было не так. Разочарование. Вот нужное слово. Она сняла футболку. Скромница сняла футболку. Я так расстроился, что ушел оттуда. Постоял в кладовой. Тут самое темное место. Синий мох скрывает шаги и прочие звуки. Решил подумать. Мне пора выбирать. Я выбрал. Табличка с женским силуэтом почти неразличима, внутри слышны голоса. Слов не разобрать. Я шагнул в самую темноту. У меня с собой только отвертка, подкручивать заедающие болты на плече. Удобно, интересно. Отверткой я еще не пользовался. 2 кабинки из многих в ряду подсвечены. На некоторых кабинках нет дверей. Вижу унитаз, зарос синим мхом. «Ты все?» — сказала толстуха. «Гадость какая!» — сказала истеричка. «Надеюсь, что эта синяя фиговина не заразная». Я зашел в одну из соседних кабинок. Дверца скрипнула. «Кто тут?» — сказала истеричка. «Что?» — сказала толстуха. «Тут кто-то есть», — сказала истеричка. «Свинки, вы здесь?» — сказал бугай. Он вошел в помещение. Свет от фонаря заметался по потолку. «Убирайся», — сказала истеричка. «А чего такого?» — сказал бугай. Он стал мочиться в раковину. Бугаю не нужна отдельная кабинка. «Фу, свинья», — сказала толстуха. Толстуха вышла из своей кабинки. «Видала когда-нибудь такой?» — сказал бугай. Толстуха засмеялась. «Можно потрогать?» — сказала толстуха. «Пошли вон», — сказала истеричка. «Смотри, схватит кто-нибудь за жопу», — сказал бугай. Бугай с толстухой ушли. «Эй!» — сказала истеричка. «Стойте!» — сказала истеричка. Я хотел выйти из кабинки на тот случай, если истеричка попробует сбежать. Дверь скрипнула. «Кто здесь?» — сказала истеричка. Я замер. Истеричка находилась прямо за пластиковой стенкой кабинки. В стенке была дыра, 5 сантиметров в диаметре. С моей стороны маркером подрисован голый человек. Дырка — это рот. Крррршижр. Крррршижр. Я отлично вижу в темноте. Когда в дыре показался глаз, я воткнул в него отвертку. По самую рукоять. А сказала истеричка. Дернула головой и сползла с отвертки. Я подтянулся на пластиковой стенке. Я перевалился через край. Я несколько раз ударил ее отверткой по голове. «Красиво», — сказала шлюха.
«Да», — сказал умник. «Я нашел их в смотровой». Они сидели, прижавшись друг к другу, и она положила голову ему на плечо. Я ждал, но они так и сидели, молчали и ничего не делали. Я снова стал подтекать. Ошибся. Скромница — это шлюха, а шлюха — это скромница. Но она выглядит как шлюха и говорит как шлюха. Всегда с этими человечками проблемы. Я был так расстроен, что заскрипел в последний момент. Она успела обернуться и даже закричать. Я ударил топором сначала умника. Топор застрял в умнике. Всегда эти умники слишком костлявые. Пока выдергивал топор, шлюха сбежала. Хе-хе. Я заблокировал проход. Из этого лабиринта ей предстоит путь через яму с вонючей жижей. Интересно было бы загнать ее на терку. Сильно подтекаю. Повесил топор обратно на пожарный щит. Голая скромница сначала скакала на нем, а потом просто легла сверху. «Люблю тебя», — сказала скромница. «А я тебя нет», — сказал Альфач. Скромница засмеялась. Я проткнул сразу обоих, длинным ржавым штырем от рекламной конструкции. Плохая скромница, плохие сиськи, плохие человечки. Потом я подумал, что хоть и ошибся с распределением ролей, но все складывается хорошо, по канону. То, что я ошибаюсь, показывает, что я пока учусь, и мне тяжело добиться его совершенства. С этими человечками всегда ошибаешься. Шлюха в яме. Она не утонула. Никак не могла вылезти, все время соскальзывала. Там ее нашли толстуха и бугай. Они хотели помочь, но ничего не получалось из-за того, что толстуха верещала и только мешала. И вот когда бугай подцепил шлюху, я ударил его молотом. Молот я нашел на нижних уровнях. Его забыли строители. Он большой, он тяжелый, мне нравится. Его ни один человечек не поднимает, даже бугай. Я ударил молотом бугая в самую середину. Сломал его пополам. Это было необычно. Крррррр-шижер. Толстуха убежала. Шлюха сидит в яме. Молот мне понравился. Хорошо. Молот хорошо. Молот. Пошел догонять толстуху. Погнал ее на терку. Разочарование. Толстуха пробежала по терке, и та не сработала. А потом толстуха остановилась, упала и умерла. Сама. Бесполезно. Пока я ходил за толстухой, шлюха выбралась из ямы. Понял это по скользкому следу. Но я пошарил длинной палкой по дну ямы, вдруг она притаилась там. Я с ней уже ошибался. Из-за этого не сработала терка. Плохие алгоритмы. Почему у него все получается, а у меня нет? Из-за алгоритмов и воли, которая ощущается над ним. Я могу исправить ошибку. Начну исправлять. Теперь я точно знаю, что она не шлюха, а скромница. Последняя девушка. И теперь у меня есть свой инструмент. Молот. Иду по скользкому следу. Я зол. Терка не сработала. Глупый человечек. Сам прибежал в мое место. Я зашел в мое место, чтобы перекрыть ворота к катеру. Скромница забежала, когда я уже был внутри, наблюдал за ней из-за ширмы. Включила один из мониторов, нашла видеофайлы про него. Посмотрела хороший момент. Один из лучших. Закричала и стала отступать от монитора. Ширма упала, и скромница обернулась. Увидела меня в окружении трофеев. Я храню трофеи в моем месте. Это то место, где меня забыли, когда станция перестала работать. Прошло 597 дней, пока я нашел видеофайлы с его деяниями. Все 9 явлений и 3 явления последователей его учений. Я посмотрел видеофайлы 117 раз, прежде чем понял, что это учение. Кррррр-шижер! Кррррр-шижер! Взял скромницу за волосы и приподнял. Потом включил все мониторы. На каждом он и человечки. Много криков. Скромница тоже кричит. Кррррр-шижер! Кррррр-шижер! Сигнал. Сбой. Сигнал. Откровение. Создам свой канон. Свое совершенство. Переверну его алгоритмы.
Сильно прижимаю скромницу к стене. Ржавчина осыпается. Она громко дышит. Я могу вдавить руку прямо в грудь. «Нет», — сказала скромница. «Кррррр-шижер! Кррррр-шижер!» Рву на ней футболку. Беру 2 пальцами ее за горло. «Делайте, что хотите, только не убивайте», — сказала скромница. Вот в чем моя ошибка. Надо вернуться к номерам. Надо перестать ловить алгоритмы. «Пожалуйста», — сказала скромница. «Плохие алгоритмы. Или они такие сложные, что я не могу их понять, или их просто нет. Я замер. Нет никаких алгоритмов. Нет. Она извивается. Нет никаких шлюх и скромниц. Нет толстухи. Нет бугая. Или умника. Есть человечки. Есть я. Заношу руку для удара. Сейчас заколочу ее голову в эту стену. Рука не двигается. Скрипит. Левое плечо. Надо менять узлы. Надо менять масло. Отпускаю ее горло. Она падает на колени, вскакивает и бежит. Левое плечо. Руку заклинило. Разочарование. Человечек снова убежал. Человечек номер 7. Человечек номер 7 громко шумит. Кричит. Можно навигацию делать по этим крикам. Крик. Зал ожидания. Это человечек номер 7 увидел развешанного на стене умника. Человечка номер 2. Крик. Вестибюль. Там моя картина. Человечек номер 7 увидел человечков номер 3 и 4. Человечек номер 4 торчит вверх ногами из бочки с огнем. Человечек номер 3 пришпилен к картине ржавым штырем. Крик. Туалеты. Человек номер 7 хотел спрятаться в темном углу. Поскользнулся на синем мхе. Упал. Увидел человечка номер 1 с отверткой в голове. Я побежал, круша пластиковые стенки. Бесполезная левая рука. Человечек номер 7 пригибается и скользит мимо меня. Я пробую оторвать свою левую руку. Не могу. Скрип на каждом шаге. Масло все вытекло. Крик. Это смотровая. Там голова человечка номер 5 смотрит на звезды. Значит, человечек номер 7 не свалился повторно в яму с жижей. Умный человечек. Запомнил. Но человечку номер 7 некуда бежать. Я пойду кратчайшим путем и появлюсь оттуда, откуда он меня не ждет. Терка не работает. Путь свободен. Кррррр-шижер! Кррррр-шижер! Терка. Сплошное разочарование. Человечек номер 7 стоит и смотрит на меня, он тоже разочарован. Он знает, что ему некуда бежать. Хрустит под ногами стружка, я иду. Специально иду медленно. Молот волочу за собой. Я покончу с человечком и починю левую руку, она мешает мне. Торчит и цепляется за что-то все время. Вот и сейчас. Зацепилась. Я дергаю ее, пытаюсь освободиться. Плохая, неработающая терка. Слышу скрежет. Ноги разъезжаются. Она сработала. Терка. Я не могу встать. Теряю молот. Меня тащит по стружке, по острым зубьям. Во все стороны летит ржавчина. Хрустит мой корпус. Мне ободрало лицо, правый глаз не видит. Ноги не слушаются, их нет. Терка останавливается. Думаю, ее нужно отрегулировать. И для человечков надо поставить более мелкие зубья. Пробую ползти. За мной тянется лента из кореженого металла. Человечек номер 7 стоит надо мной. Он держит молот. Поднимает его. Не знал, что человечки такие сильные. Человечек поднимает молот. Не знал. Молот. Плохой. Разочарование. Сбой. 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 Черт номер 1. Дмитрий Костюкевич. Человек за монтажным столом. Человек за монтажным столом, которого зовут Всеволод Гирс, берет в руки ножницы. Какую структуру выбрать? Рассказать историю задом наперед? Монтажу подвластные игры со временем можно начать с самого шокового, атмосферного эпизода показа «Голодных джунглей» в берлинском кинотеатре на Кюрфюрстендам. С мельтешения черно-белых кадров
обильно раскрашенных красным, как знамя в броненосце Потемкине. Или со сцены встречи с учителем, или с крадущегося движения камеры сквозь влажные сумерки тропического леса, вздрагивающие, шевелящиеся в отдельных своих частях, точно разрубленное на куски животное. А может, с крупного плана мужчины с большим ртом и темными злыми глазами. Ассоциативные вставки. Муравьи поедают умирающую гусеницу. С надписи «Джун все го». Он просматривает материалы. Пытается почувствовать общий ритм фильма. Прикидывает монтажный план и склоняется к типично драматической структуре, разработанной еще Аристотелем, когда все главное в конце, а катарсис достигается при помощи страха. Решено. Он начнет с детства героя. Родился Всеволод Гирс на излете XIX века в черноземном губернском городе Российской империи, на высоком берегу неспешной реки со множеством купалин и лодочных пристаней. На другом берегу высились огромные дубы и корабельные сосны. Летом большая часть города была на реке. Купались, плавали в лес на плоскодонках и яликах. Зимой заготавливали для ледников глыбы льда. Сам город был приземистый, сонный, утопающий во фруктовых садах. Для прогулок 2 улицы в центре, набережная. Но маленького Лодью неудержимо влекли большие города. Москва, Петербург, Баку, Берлин, Париж. Он знал их по открыткам, олеографиям и кино. Заграничные и отечественные фильмы крутили в 2 синематографах, принадлежащих местному предпринимателю. Молодежь пускали только по субботам, перед сеансом фойе полнилось гимназистками и суетливыми кавалерами. Иногда немые картины озвучивали, артист за экраном читал текст. Лодя представлял себя таким артистом, когда смотрел фильмы с обратной стороны полотняного экрана, которые летом натягивали в городском саду. Билеты на места за экраном продавали в полцены, потому как приходилось читать надписи справа налево. «Илот Ещинман Титавх Ан Яцач Мещиоп Егород, хватит нам нищей доли, поищем счастье на дороге». Примечание. Крестьянская свадьба, 1910 год, конец примечания. Заезжие театральные труппы выступали в большом деревянном сарае. Лодю завораживал театр, а липоватость задников и непрофессионализм актеров, часто пялящихся на суфлера, он осознал лишь спустя годы, впервые побывав в Московском художественном театре. Отец работал ремингтонистом в земской управе. В свободное время рисовал увеличения с фотокарточек. Лоде нравилось наблюдать за кропотливой работой отца, склонившегося с лупой над карточкой. На один портрет уходило несколько недель. Мать была школьной учительницей, женщиной доброй, доверчивой, бесконечно терпеливой, всецело отдающей себя другим. Она стряпала, обшивала, стирала, мыла, колола дрова, рассказывала сказки и небывалые истории, которые обожал Лодя, особенно зимними морозными вечерами, когда на пожарной каланче хрустко веял красный флаг, оповещающий об отмене школьных занятий. Воспитывался Всеволод на приложениях к журналам «Нива» и «Вокруг света». Пушкин, Тургенев, Чехов, Толстой, Жюль Верн, Герберт Уэллс. Он хорошо рисовал на гордость отцу, который считал, что сын станет художником. Закончив реальное училище, Всеволод отправился в Москву. Покоренный столичными театрами, он мечтал писать театральные декорации. Подхалтуривал иллюстрированием книг, изготовлением вывесок и плакатов. Знакомый отца, известный архитектор, устроил художником по костюмам в журнал для дам. Отроческая душа Всеволода не могла постичь смысла Первой мировой войны. Людей гнали на фронт, без конца истребляли. Калеки возвращались без ног, рук, со знаками отличия. При этом были и те, кто на войне богател, например, снабженцы-тыловики, земгусары. В этот страшный и непонятный период расцвел российский кинематограф, с которым вскоре крепко связал свою жизнь Всеволод Гирс. В кинематограф 18-летний Гирс попал по рекомендации все того же отцовского знакомца-архитектора. Поступил художником на кинофабрику Ханжонкова. Архитектор проектировал дом режиссера обороны Севастополя.
О кино Гирс знал мало, особой охоты до работы на студии не имел. Но жалование положили хорошее, да и все ближе к театру. Съемочное ателье напоминало дворцовую залу, разделенную на комнаты стенками, щитами, простынями черного бархата. В глаза бросались колонны, лестницы, балконы. Со стеклянного потолка свисали люстры. Из пролетов между декорациями на площадке лился ослепительный дуговой свет Юпитеров. Прожекторы трещали и сыпали углями. В 3 павильонах одновременно снимали материал для 3 фильмов. Режиссеры выкрикивали команды актерам и монтерам-осветителям. Лишь в одном углу ателье актеры играли без подсказок, отрепетировав сцену, а камера не была статичной. Туда-то и привел Гирса, встретивший его технорук. «Ефим Дмитриевич в кино пришел из авангардного театра, спектакли ставил. А по молодости, говорят, художник был неплохой. Так что сработаетесь, не дрейф», — напутствовал он. «Стоп! Выключить!» — крикнул режиссер и повернулся к новенькому. У Ефима Дмитриевича Торжевского были скульптурное лицо и тяжелый внимательный взгляд. «Пополнение?» Гирс кивнул и представился. «Глянь, какой вымахал!» Искренне восхитился Торжевский, задирая голову. «Декорации без стремянки рисовать будешь?» Гирс смущенно улыбнулся. «Всеволод, значит. А короче как, чтобы время не терять. Володя? Сева?» Родители звали Лодей. «Годится. А знаешь ли ты, Лодя, чего нельзя сделать в жизни искусства?» Не уверен. «В жизни искусства нельзя умереть. Запомни это, крепко запомни, и сразу второй вопрос. Не по работе, но мучает меня лет 30. У всех спрашиваю, не знает никто?» «Спрашивайте», — с готовностью сказал Гирс. «Дело, значит, такое. Дед мой держал певчих птиц. И баловать их любил вкусненьким. Для этого шел с бутылкой в лес, опускал ее в муравьиную кучу и оставлял на день-два. Когда забирал, бутылка была полна муравьиных яиц. И я вот чего понять не могу. На кой ляд муравьям своих деток в бутылку складывать? Не знаешь?» Торжевский смотрел на Гирса с такой надеждой, что тому стало неловко. «Нет». «Эх, жаль. Но ничего, в жизни должны оставаться тайны, верно?» Торжевский по первому впечатлению был чудаком, но тем и понравился Гирсу. К ним подошел молодой мужчина с узким умным лицом и насмешливо поджатыми губами. «А вот, Лодя, знакомься, наш оператор Миша». Михаил Савич Кострица объяснил Гирсу, какие декорации нравятся Торжевскому. «Дмитрич любит декорации с характером, чтобы чувствовалась глубина, объем. Никаких коробок из плоских плакатных задников, пускай хоть да Винчи малевал. В салонном кино нужна перспектива. Стереоскопичность, так что с художника-декоратора спрос особый. Объектив должен цепляться за рельеф, за все эти балюстрады, лестницы, возвышения, статуи. Смекаешь? Тогда и мизансцена лучше смотрится, и актерская игра расцветает. Только не усложнять, не громоздить тут и там. Но и самое главное — сокровенное». Савич Кострица заговорщически перешел на шепот. «Художник всегда ежесекундно должен думать об операторе, чтобы этому золотому человеку с аппаратом ничего не мешало. Крупный план при случае взять, панораму. Смекаешь?» Гирс смекал. Слушал он жадно, а на ус мотал крепко. Работая под крылом Торжевского, он неподдельно заинтересовался кинематографией. Техника рисунка, годами оттачиваемая Гирсом, помогала разве что в создании эскизов, однако бутафорская и столярная мастерские редко брались за новые заказы. Обычно художник собирал декорации, комбинируя заготовленные впрок камины, колонны, фризы, багеты с имеющейся на складе мебелью. Иногда мебель брали на прокат. Каждый раз из нескольких деталей выдумывал наново гостиную, спальню, кабинет, столовую. Истинное творческое наслаждение Гирс получал от работы над необычными декорациями. Для вольной экранизации «Припадка» Чехова он создал иллюзию преисподней. Из зеркальной стены ателье, бордовых портьер, пустых картинных рам, деталей колонн, покрашенных темно-красной краской и выпускаемого пара. В визир киноаппарата декорация смотрелась превосходно, причем с разных точек. Из нее не лезли кишки. Торжевский исполнил похвальную чечетку, Гирс
ликовал. Примечание. Кишки, неоформленные края стенок. Конец примечания. Торжевский первым являлся в павильон и был взыскателен к съемочной группе и актерам. Относился к искусству как истинный творец, без талики делячества. Тщательно продумывал мизансцены, изобразительно передавал ощущения через детали, брался за трудные психологические темы, экспериментировал с жанрами. На его фильмах лежала печать постоянного новаторства. Он искал образные решения, новые способы съемок, старался снимать в движении, расширять пространство необычными ракурсами, использовал многообразные планы. Каждый кадр, сначала зарисованный на бумаге, а потом снятый, или скорее слепленный, Торжевским, по композиции, по внутрикадровому движению, по свету, был маленьким произведением искусства. Торжевский всегда подчинял материал своему замыслу, создавал картины дольше других режиссеров фабрики. Ханжонков видел талант Торжевского и позволял вольности, за несколько месяцев уделяя особое внимание монтажу. Цветные эффекты не любил, изредка вирировал пленку в синий тон. Примечание. Окрашивать, химически замещать металлическое серебро в черно-белой позитивной пленке цветным красителем. Конец примечания. По-своему работал с кинодраматургами. Привлекая их к разработке режиссерского сценария, требовал воодушевлять его как художника. Писать, как пахнет подворотня, какие образы приходят на ум испуганному герою, и с удовольствием решал эти задачи во время съемок. О театре Гирс вскоре забыл. Кипучий деятельный Торжевский стал его кумиром и ментором. В тесной студийной монтажной, окна которой выходили в темный двор, Гирс крутил моталку. Проявленная пленка обвивалась вокруг деревянной бобины, кольцо за кольцом, кадр за кадром, и наблюдал за учителем. Сутулившийся, за монтажным столом Торжевский щелкал ножницами, склонялся над матовым стеклом, чтобы проверить находки, подрезал, просматривал, склеивал, удлинял, просматривал, склеивал. Над небольшим эпизодом мог трудиться несколько часов. «Монтаж должен бить в подсознание зрителя», — настаивал он. «Всегда маскируй стыки между кусками в дыму зрительского восприятия. Кусок сгорает и взрывается, и в этом взрыве незаметно рождается следующий кадр». Торжевский показывал смонтированные эпизоды, советовался в выборе дублей. Постигая азы монтажа, Гирс робко делал открытие за открытием, разбирался в механике чудес, просматривал негативы, выбирал кадры, готовил из них лаванду. Примечание. Промежуточная позитивная копия фильма. Конец примечания. Учился оценивать композицию, строить монтажные фразы с определенным темпом и ритмом, соединять их в эпизоды. Усваивал плавность и закономерность переходов с крупного плана на средний, со среднего на общий и обратно. Сколько отрезать от этого плана? Куда его определить? Как разместить отдельно снятые кадры? Как угадать с монтажной структурой? Как построить фильм во времени? «Ты должен чувствовать фильм до того, как возьмешься за ножницы. Чувствовать каждый его кусок, будь то эпизод, фраза или кадр. Лодя, в монтаже нет секретов и законов, только твое чувство частного и целого». Торжевский лукавил, секреты были, и он передавал их ученику. Экспериментировал. При Гирсе пробовал разные монтажные варианты, менял на ходу смысл монтажного этюда. Тут же пропускал ролик через проекционный аппарат. Учитывая внекадровое движение, Торжевский поразительно чувствовал длину кадров, чередовал их в завораживающем ритме. Гирс проникался волшебной силой ножниц. Из кусков целлулоида, соединенных грушевой эссенцией клея и волей монтажера, порой возникал иной, не заложенный в отдельных кадрах смысл. Даже простые монтажные комбинации влияли на зрительское восприятие. Видя результат на экране просмотрового зала, ошеломленный Гирс приходил в восторг. Торжевский впитывал похвалу, угадал, снова смог. Учитель, чернокнижник, маг монтажа сравнивал кино и сновидение. «Во снах мы путешествуем по обрывочным фрагментам, осколкам образов, которые имеют неожиданные склейки, временные скачки. Пространство сна — это фильм, смонтированный человеческим подсознанием». Торжевский брал Гирса на поиски натуры. «Смотри, какой выразительный фон. А теперь глянь туда, вернись назад и снова туда. Ну как, уловил? Что делают твои глаза, когда прыгают с декорации на декорацию?»
Смотрят. А как смотрят? Непрерывно или нет? Они моргают? Именно, Лодя, моргают. А почему моргают? Потому что твой мозг монтирует сцену. Приближает и отдаляет, нарезает увиденное на куски, выкидывает лишнее, стыкует и склеивает. Человек монтирует постоянно. Когда смотрит, когда вспоминает, когда думает. Гирс обогащался в работе с Торжевским, который относился к со-монтажеру без всяких скидок. Через полгода он доверил Гирсу самостоятельный монтаж целой картины. Февральскую революцию, в результате которой было скинуто царское правительство, Гирс воспринял с воодушевлением. Его захватило всеобщее ощущение смутных перемен и перспектив. Правда, его политический багаж был скуден, происходящее он осознавал плохо. После Октябрьской революции некоторых режиссеров и актеров смыла волна эмиграции. Торжевский остался. Во время гражданской войны занимался военными съемками. Гирс ассистировал. После войны положение Торжевского на фабрике Ханжонкова пошатнулось. Последние работы провалились в прокате, их поругивали критики, зритель не шел в кинотеатры, испуганный, крепнущей мрачностью картин, стилистической и смысловой. Торжевский, который раньше никогда не упрекал актеров, стал раздражительным и нетерпеливым. В конце концов, разругавшись с дирекцией и прихватив с собой Савича, Кострицу и Гирса, он перешел на студию «Русь». Под контролем литературно-художественного бюро снял парочку приключенческих фильмов, которые считал халтурой и отказывался обсуждать. После чего выбил творческую командировку в Южную Америку. «Едем в джунгли Амазонки», — объявил Торжевский съемочной группе в ресторане «Яр». Куда?» — поперхнулся кахетинским вином Савич Кострица. Гирс оторвался от тарелки, он болезненно переживал свалившиеся на Торжевского неудачи, которые оставили отпечаток на его красивом скульптурном лице. Но сейчас оно лучилось воодушевлением. Гирс был готов последовать за учителем хоть на край света. «Сценарий?» — спросил он. «Хватит и маршрутного. Форма, художественная хроника? Разберемся на месте, будем плясать от материала». Гирс и Савич Кострица переглянулись. Стремление Торжевского исказить в своих картинах привычную реальность не вязалось с этнографическим кино. В географические режиссеры Дмитрич заделался. Позже шепнул Гирсу оператор. «Тропики!» Торжевский улыбнулся с набитым ртом. Спустя неделю группа получила официальное разрешение на поездку. Человек за монтажным столом думает о затянувшейся экспозиции. Надо будет ее ужать, объясняя пробелы надписями. Думает о том, что история лучше бы смотрелась в литературном формате. Например, сборником воспоминаний, что-то вроде «Торжевский в памяти современников». Но неужели он, Всеволод Гирс, лишь часть чужой истории? И если да, то какова его роль? Сколько в любви Торжевского было бескорыстного, а сколько тиранического? Быть может, он и сам не понимал своего отношения к ученику. Гирс размышляет, как лучше использовать материал. В картине не должно быть лишних сцен и кадров. Простые монтажные комбинации и ритмическая склейка открывают безраздельные возможности. Лишь выдающийся монтажер способен как следует напугать публику, свести с ума, заставить кричать. Он не хочет вспоминать джунгли. Километры кинопленки с живым, липким, хищным тропическим лесом. Поднявшуюся над Амазонкой луну, наводящий ужас, похожую на зрачок ягуара. Но придется. Джунгли поссорили его с учителем. Съемочная группа побывала в отдаленных от цивилизации амазонских городках Бразилии, Колумбии и Перу. В местах, где впервые ступала нога человека с киноаппаратом. Использовали ручные немецкие камеры «Кинамо». Засняли обезьян, резвящихся в каучуковых деревьях, ярких попугаев, лесные ручьи с грязной водой. Засняли католический монастырь, руины древних храмов. Деревенские дома на сваях, будни краснокожих индейцев. Ритуальные танцы, выращивание бананов и маниоки. Савичу Кострице очень понравился этот клубень, похожий по вкусу на картошку. Рыбалку, катание на каяках. Первобытные джунгли вплотную подступали к берегам Амазонки. Когда лодки шли далеко от берега, тропический лес обманчиво казался русским, и Гирс представлял, что плывет по Волге.
Но тут из мутной воды с шумом выпрыгивал дельфин. Сначала длинный клюв на узкой, щетинистой морде с выпуклым лбом и крошечными глазками. Затем полное блестящее тело, розоватое сверху и белое снизу, и иллюзия рассеивалась. Индейцы считали дельфинов душами умерших людей. С появлением колонизаторов у местных женщин стали рождаться странные дети, которых называли детьми дельфинов. Гирс лично запечатлел на пленку деревянную скульптуру, которая изображала обнимающихся индианку и дельфина. Торжевского увлекли огромные в 2-3 обхвата деревья. Гирс вспомнил дубовые рощи родного города, растущие прямо в воде. Если бы не крокодилы, обманчиво сонно наблюдающие за лодкой, режиссер наверняка полез бы с камерой в реку. «Как думаешь, амазонские муравьи такие же глупые, как и наши?» — спросил он однажды у Гирса. «Вы про бутылку и муравьиные яйца? Найдем муравейник и проверим». «Здесь они, кажется, селятся на деревьях». Торжевский подглядывал за джунглями через объектив аппарата, спешил превратить их в кинокадры. Получалось сурово, крупно, гипнотически. Тропическое солнце измывалось над группой, жара валила людей с ног, приходилось останавливать съемки, что доводило Торжевского до исступления. Близился октябрь, а вместе с ним сезон дождей. Он пристрастился к местному самогону, часто уходил в джунгли в одиночку. Гирс боготворил учителя, но чувствовал, как они отдаляются друг от друга. Торжевский словно убегал, не оборачиваясь на окрики. Неведомая тропинка уводила его в сторону, в темноту. Его поведение становилось все более странным и одержимым. Теперь он снимал только по ночам. Медитировал с камерой среди светящихся грибов, громадных лягушек, диковинных насекомых, вслушивался в лесное шуршание, шепот, шипение, стрекот, вскрики и отвечал. Диалог же Торжевского и Гирса сначала превратился в спор, затем в молчание. Гирсу стало казаться, что Торжевский его чуждается, творчески не доверяет. Опыт работы с учителем подсказывал, что не стоит тому перечить, отдергивать его, научать, но быть свидетелем этого отдаления было невыносимо. Гирс не выдержал и, вспылив, сказал, что уходит. Рассчитывал на уговоры, но Торжевский попросту отвернулся, и это было больнее всего. Гирс проплакал всю ночь от глубокого волнения, а на следующий день покинул лагерь. Путь до Москвы занял 2 недели. Первая фабрика Госкино, разместившаяся в национализированном ателье Ханжонкова, который укатил в Ялту, предложила Гирсу аккордный заказ — поставить документальный фильм о железнодорожниках. Гирса, как воспитанника Торжевского, высоко ценили и обещали ему творческую свободу. Он кинулся в работу с головой, копался в библиотеках, в фильмоотчетных материалах, просматривая тысячи метров пленки до революционной хроники. Подолгу находился в депо, бывал на паровозном кладбище, на складах и заводах, беседовал, делал заметки, наблюдал, снимал материал. Поезда приходили и отходили. Их разгружали и загружали, разбирали и составляли. Кипящие облака пара окутывали растопленные паровозы, ступенчато тянулись к зимнему небу столбы дыма. Раскачивались сигнальные флажки, брели по краю полотна путевые обходчики. Съемки увлекли и затянули, однако мысли Гирса постоянно крутились, точно пленка на вертушке вокруг разрыва с учителем. Он жадно ловил кружащие по фабрике слухи. Больше всего знали, а может додумывали, как-никак писатели в литературном отделе. Говорили, что Амазонию накрыли проливные дожди, но Торжевский долго отказывался уезжать. Измотанной группе пришлось мокнуть неделю. Савич Кострица схватил воспаление легких. Гирс вовсю трудился над своим первым самостоятельным фильмом, стараясь не оценивать отснятое глазами Торжевского. Не получалось. Для финального эпизода картины «Колея» он снял стрелочный перевод с прямым и ответвленным путями. В кадре двигались остряки. Примечание: остряк стрелочного перевода. Рельс со специально заостренным концом, прилегающим к рамному рельсу стрелки. Конец примечания. Левый отходил от рамного рельса, правый прижимался к другому рельсу. Своим движением, как бы побуждая идущего вдоль путей человека перевести взгляд на город будущего, миражно виднеющийся вдали. Эту кинематографическую метафору Гирс замыслил в самом начале съемок. Производственные сроки подходили к концу, Гирс заканчивал монтаж, когда к нему заглянул Савич Кострица. «Как здоровье?» — поинтересовался Гирс. «Налаживается. Спасибо. А фильм?» «Возится Дмитрич с материалом, возится.
Савич Кострица вздохнул. «Голодные джунгли» решил назвать. Представляешь? Будет художка. «Как?» «Каком кверху. Штормит Дмитричу, смекаешь? Материала тонну отснял, а что из него слепить? Никогда его таким не видел. То над сценарием работает, то до съемки требует. Неделю назад в ресторане бредил, что собирается в Париж, в Альбатрос снимать крупные планы с Мазжухиным». Примечание. «Альбатрос» — французская киностудия, к которой был причислен эмигрировавший Иван Мазжухин. Конец примечания. Гирс хотел знать, что было в джунглях после его отлета, но спросил с щемящей надеждой другое. «Миша, ты, может, передать, что хотел?» «От кого?» — не понял Савич Кострица. «Ну, не знаю». «Да нет, так зашел». Премьера «Колеи» случилась в январе. Картину пустили лишь на второй экран. Заснеженная Москва не пестрила огромными плакатами. Газеты не звали на «Колею» во все большие кинотеатры столицы. Очереди у касс навевали грусть. Гирс ходил по кинотеатрам, но на экран не смотрел, следил за реакцией зрителя. Свой дебют он знал наизусть от первого до последнего кадра. В конце января, когда хорошая критика помогла «Колее» перебраться на первый экран, однажды ночью раздался телефонный звонок. Гирс снял трубку. Знакомый до боли родной голос произнес: «Приезжай. Сейчас». И продиктовал адрес. Гирс взял извозчика и поехал, радуясь скорой встрече с учителем и одновременно страшась ее. Торжевский жил в первом Щиповском переулке. Прихватив у горла ворот пальто, Гирс выбрался из пролетки и побрел к дому, отряхнулся на ходу. Серая темная облупленная лестница, словно перенесенная сюда из Петербурга Достоевского, вывела на второй этаж. Открытая дверь приглашала. В передней горел свет, и суетился маленький худой человек в помятом пиджаке и выцвевшей тюбетейке, по которой Гирс тут же его узнал. Человек сунул в рыжий кожаный портфель какие-то листки, закрыл портфель на блестящей застежке, поднял голову и увидел Гирса. «Джун всего!» — визгливо произнес Алексей Крученых, прежде чем выскочить на площадку. Гирс притворил за поэтом дверь, разулся, повесил на крючок пальто, сунул в рукав кепку-ушанку и прошел в сырую, плохо обжитую комнату. Шкафчик с посудой, деревянные скамейки у стен, в углах лампы под абажурами. Окно заклеено газетными разворотами. На подоконнике выстроились бутылки вина, полные и пустые. В центре комнаты стоял обеденный стол. На столе граненые стаканы, ваза на ножке, наполненная сухарями, за которым на ломберных стульях сидели двое. Торжевский, незнакомый Гирсу высокий, очень высокий человек с большой головой на узких плечах. Мрачное неподвижное лицо, крупный рот, тонкие губы. Появление Гирса осталось незамеченным, он откашлялся. Торжевский, до этого пялившийся в пустой стакан, вскинул голову. Выглядел он скверно. Оплывшее лицо землистого оттенка, мешки под глазами. Гирс списал это на пьянство. «Чего встал? Плесни вина и садись». «Ефим Дмитриевич, вы же знаете, что я не пью». Торжевский дернул плечами. «Привычки меняются, люди меняются. Все меняется. Ну садись, садись. Не стой». Гирс устроился на свободном стуле. Покосился на незнакомца. От его огромного роста комната казалась маленькой. Гирсу не хватало в ней места, воздуха. Торжевский потянулся к вазе, взял сухарь, вцепился в него зубами, отхватил кусок, затем швырнул сухарь на пол, порывисто вскочил, цапнул стакан и направился с ним к окну. Звякнуло, забулькало. «Помер», — представился незнакомец придушенным голосом, почти не разжимая губ. У него были пугающие глаза, темные, почти черные, полные застоявшейся злобы. «Художник». Гирс... уже режиссер. «Выпьем за Лодю!» — громыхнул за спиной Торжевский. «За начало его режиссерской деятельности. Ну, ты хоть чаю себе завари!» Гирс прошел на кухню, зажег примус, набрал в чайник воды и поставил на огонь. «Трудно без тебя, Лодя!» — донеслось из гостиной, и сердце Гирса сжалось. «Неудобно, нескладно. Миша хороший оператор и помощник, но у него чуждые представления, не мои. Не складывается у нас, двигаемся в разных ритмах. Не могу в такой несвободе монтировать голодные джунгли. Кажется, уж лучше сжечь весь материал. Нет, они не дадут. Они ждут». «Кто?»
Высунулся из кухни Гирс. Торжевский сидел за столом лицом к Гирсу, но смотрел мимо, словно вглядывался в кого-то за его спиной. «Завяз без тебя, Лодя! Буду тебя требовать у дирекции. Возвращайся, хорошо?» Гирс задохнулся от счастья. Он сам чувствовал себя несвободным, скисал вне содружества с Торжевским. Жил надеждой, что они опять будут вместе. Повторить на стороне то, что связывало его с учителем, было нельзя. «Вернусь», — просто сказал он. «Вот и славно!» Торжевский встал, покрутил в руке стакан, опустил его на стол. «Устал я что-то». Выдохнул он и прошел в другую комнату. Погасив примус, Гирс последовал за учителем. Просторный кабинет был заставлен вдоль стен легкими, металлическими шкафами с широкими на 3 ряда книг полками. Письменный стол завален папками и книгами, из боковых обрезов которых торчали вкладные листы для пометок. В эркере стояли монтажный стол и маленький проекционный аппарат. Посреди кабинета лежал перуанский ковер причудливого мистического рисунка. Торжевский растянулся на диване. Помер занял английское кресло, обитое темно-зеленой тканью. Гирсу места не нашлось, и он сел на пол, у дивана. «Продумываю монтажный план», — тихо сказал Торжевский, лежа с полузакрытыми глазами. «Хочу использовать кукольную мультипликацию, что-нибудь с муравьями. Жаль, что Старевич укатил. Ищу, в общем. Ну, теперь-то мы точно найдем. Вместе». «Обязательно», — заверил Гирс. В прогале между книжными шкафами висели маски. Бразильские, перуанские, колумбийские. На узких полочках стояли деревянные статуэтки. Торжевский зевнул, потянулся к столу, открыл железную коробку с табаком «Кэпстон» и стал забивать трубку. Закурил и вдруг заговорил о том, что они победят пространство. Если не испугаются, не отступят, то смогут распахнуть дверь в иное и толкнуть зрителя за порог. Помер бездушно-механически кивал. С той ночи Гирс стал бывать в первом Щиповском переулке чуть ли не каждый день. Днем они работали на студии над монтажом «Голодных джунглей», а вечерами и ночами обсуждали полотна Помера, мрачные сюрреалистические сцены, чаще лишенные ярких красок, но иногда буквально залитые красным и желтым символами огня, крови, боли. Помимо сюрреализма, в стиле художника присутствовали элементы кубизма, графики, демонизма. Гирс игнорировал скрытые послания, которыми пестрели работы Помера, лишь отстраненно ассистировал Торжевскому. Помогал выбирать картины вставки для фильма. Они отвозили утвержденные холсты на студию и снимали их на пленку. Гирса раздражало присутствие молчаливого Помера, но он тайно восхищался его мастерством и выраженной в картинах философией безрадостности. Работы художника оставляли тягостное впечатление, одновременно притягивали и завораживали. Помер неизменно заигрывал со смертью или кричал о своих потаенных страхах. Упадок, мрак, черепа, скелеты, горящие здания, кресты, расщепленные лица, сросшиеся тела. Заглянувший в монтажную Савич Кострица полистал сценарий «Голодных джунглей», сделанный серией иллюстраций и эскизов, затем странно посмотрел на Гирса и назвал рисунки Помера проклятыми. Торжевский обрадовался сравнению. «Наконец, что чувствую, что движемся в правильном направлении. Это будет совершенно не похоже на то, что снимали раньше. Такого еще не делали в кинематографе». В Торжевском проснулся увлеченный, одержимый творец, новатор, ребенок. Он смело смешивал люмьеровское и мельесовское. Вместе с Гирсом копался в материалах дореволюционной хроники. Вскрывал точно устричные раковины, заржавелые коробки, и чем плачевнее было состояние пленки, тем восторженнее сияли его глаза. Он настоял на том, чтобы включить в фильм несколько кадров с отслоившейся от сырости эмульсией и разрядами на негативе. 2 ящика советских хроник, закупленных Амторгом в Штатах, Гирс и Торжевский разбирали неделю. Обнаружили негатив кадра Ленина, предположительно снятого в Москве американским оператором. Ленин сидел на диване и смотрел на бесформенную тень на стене. После долгих сомнений решили не включать это в фильм. В отдельных моментах картины Торжевский использовал начальный метраж кадров с лицами актеров, на долю секунды ослепленных светом Юпитеров. Обычно это отсекалось при монтаже. В монтажной взаимосвязи кадры, снятые в Амазонии,
Архивные кадры, запечатленные картины Помера и бессмысленные надписи, сделанные Алексеем Крученых, обретали новый зловещий смысл. «Хорошо, очень хорошо, Лодя! Это запомнится надолго!» Торжевский положил руку на плечо Гирса. «Спасибо, молодец!» Но, сделав последнюю склейку, Торжевский паник, съежился, постарел. Лицо его, испещренное глубокими морщинами, скучно окаменело. Начерно смонтированный фильм смотрели вдвоем. Голодные джунгли смутили и взволновали Гирса. Он чувствовал на себе взгляд Торжевского. Учитель прислушивался к его учащенному дыханию, невольным вздохом, и Гирсу чудилось, что за ним наблюдает темнота просмотрового зала. Гирс был сбит с толку. Картина захватила его, но воздействовала на потаенном уровне. Он испытывал страх, разделял его с автором произведения. Вместе с тем чувствовал родство с этим мрачным, подавляющим волю полотном, которое превратило его в безвольного созерцателя. «Я будто снова там побывал», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Джунгли забрались мне под кожу». Торжевский кивал. «Это новое киноискусство, Лодя. Искусство страха и расщепления. Отделение истинного и наносного. Искусство, которого ждет зритель, пускай никогда в этом и не сознается». В просмотровой горел неуместный электрический свет. Торжевский неподвижно сидел на стуле. Смотрел перед собой и тяжело дышал. «Всего лишь символы». «Что?» — спросил Гирс. «Кино — всего лишь символы. Ты ведь уже это понял, Лодя? Абстракция, набор метафор и образов, как и все, что мы видим. Мы только и делаем, что пытаемся собрать реальность из образов, метафор и абстракций». «Да, я понимаю», — сказал Гирс. «Вам нехорошо?» Торжевский не повернул головы и только прошептал одними губами. «Некому больше отдавать». Гирс подошел ближе, все силы Торжевского уходили на то, чтобы дышать. «Не хочу больше это смотреть. Едем ко мне. Кое-что покажу». Всю дорогу до дома он молчал. Гирс ощутил укол ревности, увидев в прихожей Помера, который, похоже, квартировал у Торжевского. Художник заискивающе кивнул Торжевскому, взял его под руку, провел в кабинет и усадил на диван. Гирс колебался, уйти или нет. Про него забыли, пренебрегли. Обида перевесила. Он уже взялся за дверную ручку, когда услышал слабый голос учителя. «Лодя, ты где?» Гирс поспешил в кабинет. Торжевский глянул на него с раздражением человека, пожалевшего о своей доброте, и показал глазами на участок стены между книжными шкафами, туда, где висели сувениры. Гирс повернул голову и увидел кусок древесной коры, похожий на уродливое лицо, в которое вбили ржавые гвозди. Маска, символизирующая какого-нибудь злобного духа или божество. Помер смотрел на маску по-волчьи, безразлично и внимательно. «Я всегда отдавал», — с трудом заговорил Торжевский. «Свои мысли, силы, энергию, воображение. И жил этим. Горел. Ты должен знать, Лодя, должен понимать. Кто, если не ты? Мне ничего не было нужно, только отдавать. Как мать отдает молоко ребенку. Но если ребенок не хочет сосать молоко, мать несчастлива, она в отчаянии. Так и я испытываю страшные мучения, когда не принимают. Не хотят брать, учиться, восхищаться». Учитель отдышался. Он выглядел намного старше своих лет. Гирс уже и не помнил, когда его кожа была гладкой, светлой, и этот мрачный из глубин взгляд. «Я всегда мучительно верил говорящим обо мне, любому критику, любому мнению. Ждал похвалы и страшился разносов. Я забрал их с собой, потому что они были ненасытны, они говорили столько приятного, а я хотел слушать, хотел отдавать, но сейчас я боюсь. Очень их боюсь». «Кого? Критиков?» «Нет же. Знаешь это ощущение, когда внутри растет непонятное, но скрывающее, как тебе кажется, нестерпимую радость.
Растет и растет, пока не становится тесно и страшно. Высосало тебя досуха и требует еще, и уже нет никакой радости. Только эта растущая опухоль, понимаешь?» Гирс помотал головой. «Плохо мне. Не знаю, что делать. Все мысли только об одном — отдать им все, что имеется во мне ценного. Отдать этот фильм». «Да кому отдать?» — не выдержал Гирс, видя, как скалится Помер. Торжевский долго рассматривал свои отекшие руки. «Джунглям», — сказал он наконец. «В каком смысле?» Торжевский кивнул на стену. Похоже, он верил, что в маску с гвоздями вселилась душа джунглей. «Ефим Дмитриевич», — сказал Гирс с защитно-насмешливым выражением лица, «если вам кажется, что маска делает вам плохо, избавьтесь от нее». «Нет, не могу. Я пытался». «Не можете вы, сделаю я». «Нет!» — закричал Торжевский. Гирс вздрогнул и посмотрел на маску из сухобочины. Примечание. Омертвевший участок дерева. Конец примечания. Ему показалось, что ржавые гвозди едва уловимо вибрируют, а по стене во все стороны от уродливого древесного лица змеятся тонкие прозрачные побеги. Помер глухо семеняще смеялся, будто выталкивал из себя что-то. Премьерный показ «Голодных джунглей» киностудия «Межрапом Русь» организовала в шикарном берлинском кинотеатре «Глория Палас». Берлин был по-зимнему красив, хрусток, искрист, снег на балконах, зеркальная наледь на мостовых, дымящееся вино и сосиски. Фильмы Чарли Чаплина в маленьких уютных кинотеатрах. У касс «Глории Палас» стояли огромные очереди, фасад декорировали сплетением лиан. Съемочная группа вооружилась бутафорскими копьями. Собралась чудовищная толпа. Театр полнился деятелями искусства, сценаристами, режиссерами, актерами. В фойе Гирс заметил Дзигу Вертова и своего тезку Всеволода Пудовкина. Перед просмотром выступил Торжевский. Коротко рассказал о трудностях, с которыми группа столкнулась в Амазонии. Выразил надежду, что фильм понравится. В зрительном зале не было свободных мест. Гирс следил за нарядной, предвкушающей публикой, беспокойно ерзая в кресле. Затаил дыхание, когда погас свет. В темноте по центру кадра раскрылся огромный глаз, полный влажного ужаса. Тут же сомкнулся. Блеснуло зеркало ножа, склейка общим планом прошла индейская деревня, и на зрителя поплыли ночные джунгли. В этом длинном тревожном эпизоде Торжевский использовал волнующуюся камеру. Такой прием, как тень на стене, он довел до совершенства, заткнув за пояс Мурнау и Ланга. У Торжевского тени были везде, на земле, на стволах, в листве, даже в небе. Взволнованный Торжевский опустился на соседнее кресло, коснулся руки Гирса. В зрительном зале, когда твой фильм впервые видит тысячи человек, режиссер смотрит на свое творение с нового, обескураживающего ракурса. «Я был в будке киномеханика. Наклеил их частичку на обтюратор. Они приказали». У Гирса скрутило желудок. Монтажные склейки били по глазам зрителя, воздействовали чередованием ударных и безударных моментов. Рисованные длинные зубы на блестящих деснах, джунгли, кричащий рот, джунгли. Гирс думал о темноте, о частичке древесной маски на обтюраторе, который закрывает объектив проектора, чтобы зритель не видел безумного бега, разделяющих кадры полосок. Половину длительности фильма зритель проводит в кромешной тьме, но не замечает этого. Человеческий глаз запоминает и быстро соединяет сменяющиеся изображения. Или замечает, и чудовища переползают из стыка в крошечную комнату подсознания. Чем они там занимаются, пока в зале не вспыхнет свет? Как меняют зрительское восприятие реальности? Публика вдавливалась в кресло. Дамы запахивались в меха. Зрительный зал прерывисто дышал, измотанный ритмом картины. Последний фильм Торжевского был смонтирован сложно и смыслово туманно. Зритель не успевал хорошо рассмотреть события, запомнить их. Все мелькало и путало. Сюрреалистичные фантазии Помера давили на глаза, творили на экране несуществующее, безумное будущее. На большом экране фильм превратился в нечто иное. Монументально ужасное, кошмарную эксцентриаду,
В ночных сценах экран полнился переливчатым мраком, в котором угадывались жестокие образы. На Гирса накатывали волны страха и паники. Ему слышался шелест джунглей. Гирс поднял голову. И ему почудилось, что потолок с тяжелыми хрустальными люстрами исчез, и он смотрит в черное небо. Голый космос. И слышит в нем нечеловеческий смех. Голодные джунгли отвергали повествовательность, и чтобы не лишиться рассудка, зритель безнадежно и отчаянно пытался из вереницы сновидений собрать в своей голове несуществующую картину. Кишащая муравьями листва сменилась темнотой, из которой вынырнула страшная голова. Вместо нижней половины лица у мужчины была кровяная каша. Захлебываясь кровью, мужчина захрипел искалеченным ртом, и Гирс понял, что видит не кадр фильма, а повернувшегося к нему зрителя из переднего ряда. Мужчина навалился грудью на спинку кресла и зашевелил объеденными губами. Вдруг содрогнулся. С булькающим звуком из его горла хлынула кровь. Гирс вскочил с места, размазывая по лицу брызги чужой крови. Зал завизжал. Наступая на ноги Торжевского, Гирс выбрался в проход, схватил учителя за руку и потянул. «Что я наделал?» — лепетал Торжевский. «Боже, что я наделал?» Создал монтажом худшее бытие. Широкие влажные листья облизывали лицо. В трескучих ветвях перепрыгивали обезьяны. С хрустальных люстр падали холодные капли. По коридору, оскальзываясь на мокрых, ковровых дорожках, бежали голые, залитые кровью люди. С балкона падали тела. У того, что рухнуло перед Гирсом, не было верхней части черепа. Ее будто срезало чем-то острым. Следующим кадром мимо Гирса проплыла умирающая женщина с распущенными, вьющимися волосами и большими восточными глазами. Ее словно поддели за грудь невидимым крюком и медленно тянули вверх. Порыв горячего ветра пронесся по залу, вспугнув между рядами какую-то мелкую живность. В воздухе искрилась пыльца. Сердце Гирса бешено колотилось. Он не знал, как описать то, что чувствует. Реальность трещала и расползалась. Стоило сместить взгляд, и из нее, точно из кинодекорации, лезли кишки. Желтые глаза с вертикальными зрачками, стая зубастых рыб, ползущие лианы, гигантские улитки с шипастыми головами, длинные желтые змеи. Из окошек рубки киномеханика торчали блестящие, перистые листья огромного папоротника. В холодном, пыльном свете проектора медленно плыли рыжие крокодилы. Гирс вытолкал плачущего Торжевского в фойе. На них налетел председатель общества русско-германской связи. «Прекрасно!» — выкрикнул он в затравленное лицо Гирса, и тот увидел, что глаза председателя выклеваны птицами. «Этот фильм — то, о чем мертвые думают после смерти!» Гирс оттолкнул его и потащил Торжевского к выходу. Рука учителя была твердой, шершавой и влажной. Его седая поэтическая шевелюра лезла клочьями, череп покрылся шишками. Торжевский постоянно моргал, монтировал новый фильм. «Лодя, послушай, это конец. Но только не для тебя. Ты не должен себя винить. Твои рисунки ни при чем. Это все я. Это они». У него воняло изо рта. Плесенью, тленом. Гирс пытался стереть с лица липкую кровь. Из замшелых плит пола торчали острые камни. Люди спотыкались и падали, крепко держа учителя под руку. Гирс пробивался к выходу, и тут увидел у стены в нескольких метрах перед собой ребристого ягуара, лакающего кровь из лужи. От белой, усеянной черными пятнами шкуры зарябило в глазах. Гирс замер. Индейцы рассказывали, что ягуар бросается на человека, как только тот отведет взгляд. Утолив жажду, ягуар медленно исчез в бегущей толпе. Гирс подождал и двинулся следом. Притворяясь, будто охотится на хищника, он даже зарычал. Ягуар не должен понять, что человек боится. Кровавый ручей бежал между телами и камнями, пенясь и вихрясь. Выход из кинотеатра обрамлял немыслимый пульсирующий организм. Арка из переплетенных растений, людей, животных, отростки, корни, внутренности, покрытые зубами, языками и глазными яблоками, кричащие лица с забитыми мхом глазницами. Прежде чем нырнуть в арку, Гирс не выдержал и зажмурился. Оказавшись на улице на морозном воздухе, в вечерних огнях Кюрфюрстендама, Торжевский потянулся к подсвеченной афише голодных джунглей.
Глотнул так, будто ему не хватало воздуха, и повалился на тротуар с широко распахнутыми стеклянными глазами. Критика «Голодных джунглей» была ожесточенной, противоречивой. Какая же это выматывающая жуткая картина, очень тяжелая. После 1919-го Торжевский, как творец-новатор, топтался на месте, а потом рванул в чащу, во мрак в прямом и переносном смысле, отозвалась газета «Берлин am Morgen». Как они это сделали? Та сцена, снятая длинным наездом, когда индейцы засасывают в расщепленный ствол дерева. Сильное впечатление. Напечатал Welt am Abend. Повальный садизм, надлом, сумбур, театр гиньолля, издевательство, вульгарщина, мрак ради мрака, упадничество ради упадничества, смакование страшного и подлая игра на нервах, намек не всегда лучше объяснения. Да и на что намекает эта киношка, осудил фильм «Курьер». Ахайл журнал «Советский экран». Втоптала в грязь газета «Кино». Критики утверждали, что картина очень трудна, непонятна и опасна для широкого зрителя. На обсуждении фильма в РРРК прозвучало, что Торжевский отрицает вечные идеи и традиции культуры. Примечание. Ассоциация работников революционной кинематографии. Конец примечания. «Голодные джунгли» окрестили фильмом без содержания, абсолютно безыдейным, пустым виртуозничанием и размазыванием ужасов. Премьера «Голодных джунглей» вызвала международный скандал. Главрепертком снял фильм с проката и запретил к показу. Гирс думал, что, возможно, когда-нибудь картину разрешат, и «Голодные джунгли» войдут в золотой фонд советской киноклассики, но надеялся, что этого не произойдет. Что пожар или иная сила уничтожит все копии. День похорон был хмурым, пустым, мерзлым. Гирс сутули стоял у гроба и смотрел на неподвижное скульптурное лицо Торжевского, на его мраморные руки, руки Творца, уложенные на груди. Алексей Крученых читал стихи на заумном языке. Но в голове Гирса вертелась другая фраза поэта. «Джун все го, Джун все го, Джун все го». Гирс был уверен, что может ее расшифровать. «Джун — это джунгли, все — это всегда, го — это...» Остальные печально замолчали. Повсюду были цветы, большей частью диковинные. Цветы в форме ярко накрашенных женских губ. Фиолетовые цветы, покрытые волосками и яйцеобразными наростами. Цветы, похожие на клюв попугая. Гирс мало что понимал и запоминал. Состояние было такое, только бы справиться со слезами. Новодевичье кладбище напоминало зрительный зал под открытым небом. Гирс ждал окончания церемонии, чтобы побыть наедине со своим учителем, мертвым идолом, у которого больше нечего взять. Хотел поделиться мыслями. Я часто думал над вашим вопросом о муравьях. Быть может, они оставляют яйца в бутылке, потому что слишком малы, глупы и беспомощны, потому что не могут осмыслить природу и мотивы зла. Когда опускали гроб, он все-таки заплакал и сквозь слезы увидел Помера. Художник стоял на крышке гроба и беззвучно смеялся. Клоунский грим превратил его лицо в розово-фарфоровую маску. Безумный, человекоподобный демон, высокий, очень высокий. Глянь, какой вымахал! Гирс прыгнул в могилу, поскользнулся на лакированной крышке гроба и упал перед смеющимся Помером на колени. «Прочь! Убирайся!» Да только никакого Помера в яме не было. С пеной на губах Гирс метался в 4 осыпающихся стенах, хрипел и размахивал руками. Его поймали за волосы, руки, ворот пальто и подняли из могилы. Опутали крепкими лианами и куда-то понесли. Человек за монтажным столом думает о премьере «Голодных джунглей». Он уже не уверен, последнее время память довольно часто изменяет ему, что Торжевский умер в день показа на проспекте Кюрфюрстендам, напротив сияющего фасада театра «Глория Палас». Возможно, учитель умер позже в Москве, раздавленный и обглоданный зубастыми критиками. Комната тесная и темная, здесь лечат тишиной и молчанием, как в храме Эскулапа. Но у Гирса есть расчлененные на куски хроники его прошлого, из которых он собирает фильм в своей голове. Он пытается вспомнить, как рисовал исполинские, коричнево-песчаные монументы,
на вершинах которых горят костры. Длинноногих тряпичных женщин на речном берегу, скелеты, задушенные синими шнурами. Нечто худое, изломанное, многоглазое, крадущееся в темноте леса, мертвых обезьян, которые смотрят на зеленую луну, и на краткий миг вспышка. Шелест пленки в лентопротяжном механизме вспоминает. Он вспоминает также ночной поход в джунгли, петляющую тропу, вязкую землю, утыканную острыми кореньями, хитросплетение лиан, липкую рукоятку мачете, облепленные грязью ботинки, привал, очаг в форме звезды и почерневший котелок над пламенем. Мелкие глотки чая, одно на двоих с учителем сигарету, треск ветвей, рык ягуаров и пристальный взгляд леса, голодный, любящий, его сухое морщинистое лицо, которое Торжевский сорвал с огромного ствола и забрал с собой. И осознав в который раз, что он и Помер — это один человек, расщепленный джунглями, Гирс понимает, что монтирует настоящее кино. Картину, концовка которой поразит зрителя. И что с того, что ее не покажут ни на одном экране? Картина создана в его голове, а значит, существует. Как он ее назовет? Точно подобранное название очень важно. Оно часть сути фильма, его души. Гирс помнит, как Торжевский боролся за название своих фильмов. «Хотели сменить изуверы, но я не дал ранить фильм». «Человек за монтажным столом». Да, именно так. Он представляет премьерный показ «Человека за монтажным столом». Фешенебельный кинотеатр на 5000 мест. Переполненный зал, мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Восторженный шепот на протяжении всей демонстрации. Секундное молчание, когда дают свет, и вдруг крики «Браво!». Гром рукоплесканий, вскочившие с мест зрители. Стоящий на сцене Всеволод Гирс приседает на корточки и жмет протянутые руки. Человек за монтажным столом берет ножницы, проверяет остроту лезвий большим пальцем, примеряется к своему лицу и начинает выводить финальную надпись, твердо зная, что в жизни искусства нельзя умереть.